Алексей Губарев. Серия «Упорядоченная». Эрго. Книга 3. Брэдсис. Возвышение. Текст читает Дементьев Илья. Глава 1. Дела семейные. В то время я был сам не свой. Константин начал свой рассказ издалека. Мы с братом сидели на нижней ступени лестницы, спускающейся на перрон. Слонялся по городу, лишь бы не находиться на одном месте. Никто, ни ты, ни отец, ни Миша не видели этого. Ложь. Тебе пытались помочь, только ты в ответ лишь грубил. Да из чего ты решил, что нам тогда было легче? Спросил я самому. В этот момент неистово хотелось стиснуть зубы до хруста. Мы хотя бы что-то делали. Ты же отвернулся от всех. А когда попытались тебе помочь, вообще свалил в другой город на 2 недели. Я до сих пор помню те слова, что услышал от тебя в день возвращения. И даже тогда... В тот день от меня ушла Маша. Ты должен ее помнить, перебил меня брат. Это была ее идея. Уехать в другой город, чтобы развеяться. Только ничего не вышло. Когда ты встречал нас на вокзале, мы уже расстались, и я был не в себе. Этим ты оправдываешь незаслуженно высказанные мне претензии? А может, это был только повод, чтобы оттолкнуть меня?» Зло бросил я, ударив кулаком по колену. «Костя, признайся себе, просто ты охренел в край от своего эгоизма. Считал, что все вокруг обязаны. Лично я не был тебе должен. Ничего, слышишь?» «Не кричи», — произнес младший брат, отвернувшись. «Сейчас все изменилось. Все, что было в прошлом, забыто. И убийство отца...» Я на миг даже потерял дар речи. «Костя, ты что, Мухоморов обожрался? Скажи, своими руками убил его? Только честно, мне важно знать, с кем я разговариваю. С жертвой или на всю башку отмороженным имбецилом?» «Не убивал я отца!» Константин наконец проявил эмоции, повысив голос. «Он сам виноват, что погиб. Нехрен было трепать своим языком. Я был у него накануне, хотел остаться еще на 2 дня, расспросить о вас с Мишей, а может и встретиться. А он, сука, позвонил ищейкам этих уродов, что продали землю. Его убили перворожденные». «Убийца отца был среди той группы, что сопровождала тебя?» — поинтересовался я, успокаиваясь. «Нет, его убил Кронтис, мечник. Он вольный охотник, уже полгода живет в нашем мире. Я его ни разу не видел, но говорят, что он очень высокий». Константин посмотрел мне в глаза. «Хочешь отомстить?» «Почему мне ничего не рассказал, когда стал игроком?» Уклонился я от ответа. «Хочешь сказать, ты бы поверил? Знаешь, я же по глупости поделился произошедшим с отцом, и он предложил мне съездить в психиатрическую клинику. Миша отреагировал мягче, но посоветовал меньше играть в компьютерные игры. После такого я не решился пойти к тебе». «А та стрела в окно», — напомнил я. «Она же могла и в меня попасть». «Не могла. Там все было просчитано. Максимум поцарапала бы». «Почему эльфы?» Наконец задал я вопрос, волновавший меня больше всего. «Как ты вообще к ним попал?» «Я обязан им жизнью», — улыбнулся брат. «Это был мой 3-й выход в другой мир. Хрисш, так его называют. Проклятые коротышки в тот раз серьезно ранили меня, думал, все, конец. Арнитель спасла меня. Израсходовала на мои раны 2 редких аптечки, а потом в одиночку вытащила в другой мир. Именно тогда я и пропал для вас». «И как они живут? Я про эльфов». «Хорошо живут, по совести. Каждому по заслугам, от каждого по возможности. Более подходящих слов не могу подобрать». «И много среди них людей и представителей других рас?» Продолжил я расспросы. «Ты пойми, я пока что слышал про ушастых только плохое». «Среди эльфов есть люди, и даже несколько орков. Например, я какое-то время жил в одном помещении с другим землянином, французом. Его, как и меня, спасли от гибели. Были и такие, что выросли рядом с перворожденными». «Ишь, какие добродетельные!» — хмыкнул я. «А вот мне известно о них совсем другое. Знаю, что они блокировали спонтанные порталы, убивая любого, кто пытался к ним приблизиться. И, кстати, это ты и тебе подобные провели их в наш мир. Хочешь сказать, что они из добрых побуждений лишали наш мир шанса получить 1-й уровень?» «А ты видел?
«Эти миры?» — спросил Константин и рассмеялся. «Это же натуральные клановые угодья. Все работают, отдыхают и даже дышат чисто по указке руководителей клана или союза. Стоит лишь слегка ослушаться, и тебя вышвыривают в нулевой мир, а то и вовсе убивают». «Но у эльфов, конечно же, все иначе, да?» Я повысил голос. «А ты бывал в их мирах? Даже нулевки у них живут на порядок лучше, чем любой человек или гном с планеты первого уровня». «Стоп!» — остановил я брата, понимая, что спорить с ним бесполезно. Во-первых, у него уже заготовлены аргументы, а во-вторых, я слишком мало знаю. «Костя, скажи, зачем ты искал меня?» Раздалось от стены. Это пришел в себя подранок. Видимо, снотворное перестало действовать, и наши крики разбудили его. «Кто это? Твой товарищ?» — спросил я у брата, кивнув на шевелящееся тело. «Проводник. Он знал, где тебя искать», — ответил Константин. «Правда, на него пришлось нацепить браслет подчинения. Слышал о таких?» «И даже носил одно время», — проворчал я, поднимаясь на ноги. «Наши из конторы повесили». «Вот еще одна причина, почему я ушел к эльфам». Брат развел руки в стороны. «Там никто не ограничивал мою свободу. Сергей, ты же не дурак, должен понять». «Зачем ты меня искал?» Остановившись, повторил я свой вопрос. «Поясни. Только не говори, что скучал. Тогда бы мы встретились гораздо раньше. Будь мы тебе по-настоящему дороги, ты бы провел нас через эпические порталы еще до инициации». «Ты думаешь, что все знаешь, брат?» Лицо Константина исказило горькая усмешка. «Но на самом деле ни черта тебе не известно. Видишь ли, есть огромная разница между теми, кто прошел через спонтанный портал, и теми, кто использовал эпический. Например, возможность жить вечно. Все, кто получил класс выше улучшенного, фактически бессмертны». «Это не объяснение. И ты по-прежнему не ответил, зачем я тебе нужен». «Не мне, а будущему нашей планеты. Сергей, у тебя очень необычный класс, даже я не вижу его. А ведь у меня он эпического ранга. Значит, ты обладаешь возможностями, которые в будущем дадут невероятную силу». «Так, подожди». Я прервал Костю, в словах которого явно проскальзывала чужая речь. «Ты хочешь сказать, что эльфы заинтересованы лично во мне?» «Не эльфы, а земляне», — поправил меня Константин. «Представляешь, какие возможности открываются перед тобой?» «Давай пока не будем говорить обо мне». Я уже приблизился к вновь притихшему пленнику. Какой хитрец лежит и греет уши. «Лучше ответь, что ты собираешься делать в ближайшее время?» «Вернусь к своим». Константин внезапно прервался. «Подожди, откуда ты знаешь, что меня сопровождала группа? Ты видел их?» «Я их убил». «Что?» Брат потянулся к поясу, но не нащупал там оружие и шагнул ко мне навстречу. В глазах его вспыхнула ярость, смешанная с болью. Именно таким стал взгляд Полины после гибели ее родителей. «На мою землю пришли чужаки. Пришли с оружием и при этом спрятались. Я не знал о том, что они с тобой. Возможно, тогда бы поступил иначе». «Среди них была Арнитель. Я обязан ей жизнью. Трижды». Костины глаза сузились. «А ты убил ее?» «Вот черт!» — выругался я. «Послушай, ты ответишь за это!» — ответил брат, сжав кулаки, он шагнул ко мне навстречу. «Костя, остановись!» — попросил я, понимая, что сейчас произойдет нечто, о чем буду жалеть всю оставшуюся жизнь. Видя, как стоявший в стороне Рух довернул манипулятор с орудием, взяв на прицел Константина, тут же добавил: «Отставить стрельбу!» «Мы еще увидимся, и один из нас не переживет эту встречу», — ответил брат, бросив взгляд на дроида-универсала, а в следующий миг между нами вспыхнул оранжевый портал, разделивший перрон на две части. «Черт! Похоже, любое ограничение упорядоченного можно обойти». «Костя, остановись! Никто не собирается причинять тебе вред!» — попросил я, хотя уже понял, что все бесполезно. «Давай поговорим!» «Ты убил ее! Я убью тебя!» — раздался с другой стороны портала голос брата. А затем по оранжевому мареву разошлись круги. Ну вот, похоже, Константин ушел. Я тут же попытался последовать за ним, но, как выяснилось, пройти можно лишь с одной стороны. Сука! «Командир, оба пленника сбежали!» — раздался в ухе голос Мидаса. «Твой брат спас своего товарища, затащив портал вместе с собой». «Мидас!» — начал было я, но прервался, так как портал исчез, оставив меня и Руха одних на перроне. «Твою же в душу мать!»
Вот почему он такой легко внушаемый идиот? Всю жизнь таким был. И главное, верит не родным, а тем, кто ему врет. «Командир, ты о своем собеседнике?» — уточнил помощник. «О нем, Мидас, о ком же еще?» «Черт, с этой Орнитель хреново вышло. Но кто ж знал, что так обернется? И вот что мне сказать Михе, когда мы в следующий раз встретимся?» Я с силой пнул осколок бетона, валяющийся на полу. «Ну почему все так сложно?» «Капитан, с тобой все в порядке?» — с тревогой в голосе спросила Мария. «Нейросеть передает тревожный сигнал, учащенное сердцебиение». «Нормально со мной все», — ответил я. «Хорошо, что не в моих правилах болтать лишнее. Кстати, Мидас, хорошая идея. Скрыть вход в убежище навесным щитом с картой». «Командир, ты сам приказал сделать так, чтобы люк не привлекал к себе внимания», — ответил заместитель. «Кстати, там наверху уже требуют, чтобы ты поднялся скорее, а Полина и вовсе пытается спуститься сюда. Говорит, что это она должна прикончить какого-то убийцу ее родителей». «Что?» Я даже повысил голос. «Какого?» «Стоп. Мидас, можешь передать мне изображение лица второго пленного?» «Одну секунду. Сниму данные с накопителя памяти Руха», — ответил помощник. А через секунду передо мной появился виртуальный экран, с которого на меня смотрело искаженное болью лицо. Но даже так я узнал его. «Круглый, сучий потрох! Да как так-то? Откуда он здесь взялся?» «Черт! Мидас, пропусти в подвал Полину, но только одну, никого больше!» «Проклятие! Как я ей объясню, что произошло? Ну что за гребаный день?» Полина поняла. Да, сначала она кричала, что-то требовала отдать ей убийцу, но в конечном итоге мне все же удалось ее успокоить. Сначала с помощью крепких объятий, не позволивших девушке разнести весь перрон, а после спокойным голосом. Но я убедил девушку, что в бегстве Круглякова, если есть чья-то вина, то всех сразу. После успокоительного разговора я долго, около часа, пересказывал Полине все, что пережили мы с Мишей после пропажи младшего брата. Как искали его по городам, нанимали частных сыщиков и в конечном итоге пришли к общему мнению, что он погиб. Поведал и нашу последнюю беседу с Костей, а также, чем она закончилась. Вот такие дела. Закончил я свой рассказ. Теперь ты понимаешь, почему я даже не подошел ко второму пленному. «Я слышала от Герды про Константина», — тихо произнесла моя девушка. «Странное у него поведение. Это насколько нужно наплевать на родных, чтобы поступить столь жестоко?» «Думаю, тут не обошлось без внушения. Может, даже воздействие, химии или еще чем-то». Я взял Полину за руку. «Пошли, покажу тебе сердце космопорта. Ты же хотела попасть туда». «Наверху народ волнуется», — напомнила девушка. «Мы ненадолго», — улыбнулся я. «Там особо и нечего показывать, но я хочу, чтобы ты увидела». «А эти кабеля, куда они уходят?» — вдруг спросила Полина, указывая на недавно проложенную линию, питающую весь космопорт. Вот же глазастая. «К реактору?» — почти не соврал я. «Что-то вроде нашей атомной станции, только в миниатюре. И не опасно». Мидас встретил нас на своем привычном месте, между приборов и пультов управления. Бессменный и единственный оператор всех систем. Помахав манипулятором, он произнес: «Добро пожаловать в Центр управления, старший помощник Полина». «Привет», — улыбнулась девушка. «Так вот, где ты прячешься, комендант нашего общежития. А у тебя здесь уютненько, и никто не мешает». «Хоть кто-то меня понимает», — ответил заместитель, после чего добавил уже мне. «Командир, в связи с увеличением численности клана, предлагаю начать заселение помещений второго этажа. Там есть конференц-залы, которые можно использовать для совещаний. Дополнительно восстановить детскую зону. Думаю, Юки и Юма будут благодарны». В целом у нас больше нет срочных восстановительных работ, а в ремонтном цеху сейчас тоже нет срочных дел. Хотя я бы поработал над изготовлением компактного холодного оружия, вроде боевых ножей. Меня сегодня чуть не зарезали кинжалом. Если бы не классовая способность, все бы закончилось весьма плохо. «Противник стал очень сильный. Редкий ранг уже не справляется», — сообщила Полина. «Мы с Игнатом Борисовичем по 2 магазина на каждого эльфа истратили, чтобы победить». «Да, защиту бы тоже повысить надо», — согласился я. «Ладно, придумаем что-нибудь. Кстати, много вам удалось получить очков за убийство ушастых?» «Прилично отсыпали», — призналась моя девушка.
800 единиц за эльфа и 1500 за выполнение задания. Кстати, хочу похвалиться. Я освоила 2 классовые способности. Одна называется «Исцеление наложением рук», а вторая — «Передача маны». У меня и ядро с маной появилось, на 5 единиц. На 2 активации хватает. «Можешь продемонстрировать?» — спросил я. «У тебя есть ушибы или ссадины? Пока могу только их исцелить, но со временем способность должна улучшиться». «Еще маги среди нас имеются?» — полюбопытствовал я. «А то все артефакты, что достались нам с самолетом, тебе одной не использовать с максимальным эффектом». «Все не нужны, а вот 2 из них я точно заберу», — улыбнулась девушка. «Правда, они требуют столько энергии для полного заряда, что на каждый из них уйдет несколько дней. Зато у меня будет защита эпического ранга и запас маны в 50 единиц». «Ты знаешь, где лежат артефакты. Можешь взять те, что выбрала», — улыбнулся я. «А вообще, пойдем наверх. Пора устроить общий сбор и сообщить всем главную новость». «Какую?» — заинтересовалась Полина. Да и Мидас проявил внимание, опустив рабочие манипуляторы. «Завтра отправляемся в город. Будем охотиться, но не на тварей, а за артефактами». Интерлюдия 1. Семен Кругликов. Раб. «И вот что мне с тобой делать?» — со злостью спросил эльфийский выкормыш, отшвырнув от себя Семена, упавшего ему под ноги. «Костель, спасибо, что не бросил меня там!» Кругликов изобразил самую покорную позу, на которую был способен. «Браслет на моей ноге перепривязался к тебе, если я правильно понял его действие. Если бы остался там, уже умер бы, наверное. К тому же твой брат...» «Нет у меня больше брата!» — зло произнес младший Глебов, перебивая Семена. «Он лишил жизни ту единственную, что была мне дорога». «Он и у меня бабу увел, а самого дважды чуть не убил», — соврал Круглый и тут же поймал столь яростный взгляд, что невольно вздрогнул. «Прости, Костель, не хотел тебя злить, просто я до сих пор не пришел в себя от ранения». «Идти можешь?» — поинтересовался Константин, сменив гнев на презрение, отчего Семен решил для себя, что прикончит этого напыщенного идиота, как только освободится от браслета подчинения. «Если развяжешь, смогу, но медленно», — честно признался Круглый. «Думаю, думать буду я, а ты молча следуй за мной», — ответил игрок, склоняясь над связанным Семеном. «Хотя нет, расскажешь, как познакомился с Сергеем. И что еще за женщина, которую он у тебя увел?» «Отплачу ему той же болью, что брат причинил мне». «Соседка», — ответил Семен. «Полина. Костель, может, у тебя есть обезболивающее?» Интерлюдия 2. Михаил Глебов. «Как ты меня нашла?» «Сумасшедший! Я пришла помочь! Удар прикладом в спину прервал слугу Некронта. Больно!» «Как ты меня нашла?» Вновь повторил свой вопрос Михаил. «Я не искала тебя. Глупец! Некронт видит всех своих адептов и посылает опытных к новичкам, чтобы рассказать им о предназначении и активировать дар». «Вот это попадос!» — произнес Михаил, облокачиваясь спиной на дерево и медленно опускаясь на корточки. «И долго вы будете преследовать меня?» «Если ты трижды откажешься от дара, на тебя откроют охоту. У тебя нет выбора. Или прими подарок Некронта, или умри». «Да что ж вы все такие упертые!» — зло произнес пробужденный и передернул затвор. «Ничего, посмотрим еще, кто из нас лучший охотник. Хрен я стану безвольным слугой Некронта. Лучше уж сдохнуть». Глава 2. Выбор. Поздним вечером, замерев перед окнами аукциона, я размышлял, на что потратить приобретенные ресурсы. В целом у меня уже имелся план, но спешить все же не хотелось. От соклановцев мне досталось 1000 КСО, 50 редких и 15 эпических кристаллов. И я уже рассчитывал приобрести 4 эпических и 5 редких аптечек, а также несколько цинков с патронами и 50 гранат. Вот только в последний момент остановился, задумавшись. Если есть одноразовые аптечки, значит, должны быть и целительские амулеты, заряжаемые маной, переносные реаниматоры и прочие приспособления, связанные с лечением. Хотелось приобрести что-то толковое, способное принести пользу многократно.
Окончательно определившись с желаемым, я послал упорядоченному запрос. Любые мобильные устройства, работающие на основе эрго и способные исцелить человека. Ранг выбрал эпический, потому как уже сейчас было ясно, редкие ниже слишком слабые, не способные на что-то серьезное. Тут и одноразовые аптечки подойдут. Разумеется, оплату поставил в кристаллах. Посмотрев на 2 лота, появившиеся на экранах, нахмурился. За каждый просят раз в 5 больше, чем я готов потратить. Шутка ли? 10 легендарных кристаллов за реаниматор и столько же за молекулярный репликатор, причем каждому изделию. Требовалось установить аж 4 модуля, так как изделия неведомого мастера оказались совсем не оснащенными. А это, судя по всему, еще с 50 эпических кристаллов. Нет уж, такие покупки я не потяну. Значит, опять брать редкие аптечки? Грустно это. Хотя 2 эпических все же возьму, чисто для подстраховки, как вчера, во время схватки с адептом Некронта. Мысли тут же перенеслись в Бретсис к старшему брату. «Как там, Михаил?» «Нет уж, не отвлекайся, Серж, сосредоточься. У тебя в активе 5 с лишним тысяч КСО, 45 эпических и 73 редких кристалла, а это приличная сумма по меркам нулевого мира». Потратив 20 эпиков на 2 аптечки соответствующего ранга, я дополнительно приобрел 2 цинка патронов, а затем натолкнулся на него. ЗГУ-1, 1967 года выпуска. Крупнокалиберный пулемет Владимирова во всей своей красе. Редкий ранг и стоит всего 7 эпических кристаллов. Видимо, продавец понятия не имел, что он продает, учитывая целостность артефакта в 85%. Поискал боеприпасы к нему и нашел 2 короба, 70 патронов в каждом, продающиеся за 2 эпических кристалла. «Да ты ж моя прелесть!» — произнес я без сожаления, отдавая за все 9 кристаллов. Учитывая мощь оружия, оно с легкостью вскроет любую эпическую защиту. Но даже не это главное. Если Мидас сможет создать несколько подобных КПВ, плюс боеприпасы к нему, мы сможем значительно повысить обороноспособность всех поселений, расположенных на земле клана Урал. И плевать, что я потратил ресурсы на вещь, которую мы не сможем использовать в рейде по городу. Да куплю защиту для тех, у кого ее нет. И все. Ах да, еще надо закупиться однообразной формой, чтобы избежать friendly fire. Закончив с покупками, зашел посмотреть, как обстоят дела с моими лотами. Странно. Ожидал, что эльфийское добро выкупят в считанные минуты. Но пошел уже 2-й час и ни одной продажи. А ведь артефакты ушастых не имели привязки к клану. Ладно, разберемся, чего уж. Только продлю доступ к обмену на 2 суток. Вернувшись в реальность, осмотрел приобретения. 2 эпических и 5 редких лечилок, 20 улучшенных комплектов черной униформы с необычным логотипом на спине, солнце в руках. 5 цинков с патронами для АКР, ЗГУ-1 с 2 коробами боеприпасов, ящик гранат и 2 различных клинка редкого ранга, штык-нож 6х4 производства 1973 года и короткий одноручный меч, и в довесок 3 сотни килограмм различных металлов, от улучшенного до эпического рангов. Заместителю будет чем заняться в ближайшее время. «Мидас, принимай сырье», — сообщил я помощнику. «И начинай изучать новые артефакты. Попробуй сделать несколько единиц. Посмотрим, как будет работать. ЗГУ — оружие мощное, а если сможешь улучшить его и адаптировать под наши нужды, будет вообще здорово. Боеприпас тоже постарайся клонировать. Ну и холодное оружие, думаю, для начала по 10 экземпляров сделай. Если выйдет редкого уровня, выставим на продажу. И посмотрим, как дальше пойдет». «Принял, командир!» — отозвался разумный дроид и тут же добавил. «У меня есть просьба. Так как сегодня ночью ремонтники закончат с дорогой, мы, наконец, можем начать восстановление здания космопорта, а для этого потребуется много строительных материалов». «Стоп!» — прервал я Мидаса. «Предлагаю не отстраивать все, а наоборот, частично разобрать. Мы даже половину терминала в ближайшие месяцы не будем использовать, поэтому предлагаю следующее. Ты рассчитываешь, насколько можно уменьшить здание, чтобы не пострадали основные коммуникации, особенно оборонительная сеть. А по остальному определимся как-нибудь. И еще, надо бы установить мощную систему наблюдения, чтобы враг не смог подобраться незамеченным.
Мы уже убедились, что эпический модуль искажения пространства твои сенсоры видят только вблизи. Надо бы усилить их. Рассчитай, сколько и чего нужно, чтобы защитить периметр, и я постараюсь приобрести все, что нужно». «Задачу принял, командир!» В голосе Мидаса послышались радостные нотки. Еще бы! Заместитель только что узнал, что ему предлагают выбрать для центра управления новые глаза, которые видят лучше и дальше. «Все, надо идти спать», — пробормотал я себе под нос, покидая ремонтный цех. Сегодня был слишком насыщенный день. Черт, так облажаться. Эх, Костя, что ж ты такой наивный, так поверить нелюдям? Да и я, чего уж, недалеко от тебя ушел. Почему решил, что легендарные кристаллы — это большая редкость? Ругая себя, добрался до спальни. Полина уже легла отдыхать, как и все, кроме дозорных. Что ж, завтра будет не менее сложный день, поэтому я, быстро приняв душ, последовал примеру своей девушки. Утро вечера мудренее. Так говорили наши пращуры. Этим утром меня разбудила Полина. Девушка была столь настойчива и решительна в своих действиях, что у меня не было и мысли сопротивляться. Более того, вскоре я перехватил инициативу и через полчаса смело мог утверждать, что это я проснулся первым. После был совместный душ, затянувшийся еще на полчаса, а затем мы все же покинули наш общий номер. Полина тут же отправилась будить Прошку с Зеной, а я пошел в нашу новую столовую, где обнаружил Игната, Дарка и Галину с детьми. «Долго спишь, командир?» — упрекнул меня отставник, улыбаясь. «До общего подъема еще час», — ответил я, усаживаясь за общий стол. «Что обсуждаем?» «Пока ничего. Но я вчера посидел тут, подумал и составил план, как навести в твоем царстве порядок, чтобы больше не происходили побеги пленных. Но беседовать об этом будем с глазу на глаз. Нечего всех нагружать столь специфической информацией». «Договорились», — улыбнулся я и переключился на родственницу. «Герда, ты на сегодня уже подготовила все, что нужно Мише? Рисунки, обращения, что-нибудь вкусненькое?» «Да, Сереж, сделала все, как ты и говорил». Женщина похлопала рукой по черной кожаной сумке. «Запись еще вечером сделали с девочками. И...» «Костя?» Понял я заминку Галины. «Да, мы ничего про него не сказали». «И правильно. Это уже моя забота. Давай сюда, я добавлю от себя немного. Дарк, будь готов. Через 10 минут отправляемся с тобой в Брэдсис. Ненадолго, так что захвати только оружие и тревожный рюкзак. Жду у тебя у выхода, из терминала». Мне на сборы понадобилось меньше минуты. Остальное время я потратил, записывая обращение к Михаилу. Несмотря на сложившуюся ситуацию, он имеет полное право знать, что случилось. «Командир, я готов!» — сообщил питовод, явившись на указанное место за минуту до указанного времени. «Идем!» — кивнул я. Затем ухватил поудобнее эрго-штуцер, подмигнул Алексею и активировал портал. «Мы туда и обратно!» Шаг, второй. Мгновение неизвестности, наполненное стужей, и вот я уже на знакомой поляне. Почти сразу же справа от меня появился Дарк, удерживающий в руках АКР. Он же первым заметил то, чего здесь не должно быть. «Командир, здесь в прошлый раз на земле тела не валялись». «Черт!» — выругался я. «Стой на месте!» С тех пор, как мы столкнулись с порождением Некронта, я больше не снимал с себя амулет, защищающий от врага упорядоченного. И сейчас, увидев на земле распростертое тело, облаченное в черную одежду, тут же понял, кого вижу перед собой. Да, и привычное полупрозрачное окошко с текстом подтвердило мои догадки. «Игрок Парторг, ты столкнулся с проявлением Некронта. Получено обязательное задание эпического ранга. Зачистить некротическую скверну, уничтожить адепта Некронта. Награда — 1 артефакт эпического ранга на выбор. За отказ от задания или провал — наказание. Ранг класса будет понижен на 1 ступень. Уровень будет понижен на 1 единицу». Ну вот, а я уже рассчитывал на что-то легендарное. Но упорядоченная, похоже, оценила мои предыдущие действия и решила, что и этого достаточно. «Она живая», — сообщил я, — «но связана. Я даже знаю, кто ее связал. Похоже, нам придется вернуться. Адепта Некронта нужно убивать только особенным оружием, иначе не засчитается выполнение задания». «Может, я подожду здесь?» — спросил Дарк. «Нет. Кто знает, вдруг здесь появятся другие. В одиночку тебе точно не справиться».
Обратный переход и пробежка за ликвидатором заняли всего 5 минут, спустя которые мы вновь вернулись на Брэдсис. На поляне за это время ничего не изменилось, хотя я сильно опасался, что мы с Алексеем угодим в ловушку. «Держи ее на прицеле. Если что, стреляй», — приказал я и двинулся к телу так, чтобы не перекрывать собой линию огня. Приблизившись, столкнулся со спокойным взглядом серых глаз. Женщина, лицо обезображено татуировкой, из-под капюшона выбились черные пряди волос, рот заткнут кляпом. Что ж, теперь мне стало окончательно ясно, что здесь произошло. Особенно если учесть туго перебинтованное правое плечо, связанные за спиной кисти рук и лодыжки, перехваченные одной общей веревкой. Той самой, что я лично ложил в рюкзак Михаилу. Прижав ствол оружия к груди адепта, я протянул руку и, сбросив повязку с лица, выдернул изо рта пленницы кляп. «И как здесь очутилась слуга Некронта?» От волнения мой голос прозвучал слишком зло. «Раб упорядоченного. Ты же знаешь, что сейчас я ничего тебе не расскажу. Давай уже, делай свое дело». «Прошлый адепт был куда разговорчивее», — намекнул я. «Но да, уже после того, как из него выбили дух Некронта. Только меня больше интересует именно то, что ты скажешь мне прямо сейчас. Зачем ты сюда явилась? И кто такой смелый, что обезвредил тебя, но не убил?» «Раб, делай, что должен», — усмехнулась пленница. «И поторопись. Скоро здесь появятся мои товарищи». «Что ж, ты сама выбрала это». Я сделал шаг назад и нажал на спуск. Хлопок, и в следующую секунду белое марево ударило в грудь адепту. Ту мгновенно выгнуло дугой и затрясло, столь сильно, что мы услышали хруст ломаемых костей. Невольно сделав еще 2 шага назад, остановился, дожидаясь, когда все закончится. Увы, но когда тело слуги Некронта перестало биться в конвульсиях, стало ясно — она мертва. «Похоже, мы грохнули кого-то реально сильного, раз она сразу скончалась», — произнес я, сосредотачиваясь на полученном от упорядоченного сообщения. «Игрок Парторг, ты выполнил обязательное задание эпического ранга. Обнаружен и уничтожен 1 адепт Некронта класса Проповедник. Награда. Выбор классового артефакта эпического ранга. Оружие, броня, быт. Нужное необходимо озвучить. Плюс 1200 единиц к прогрессу уровня. 7 редких и 3 эпических кристалла. 130 КСО». «Не густо», — хмыкнул я. «Ну, хоть что-то. Дарк, не приближайся к трупу. Пойдем лучше посмотрим, какое послание оставил нам Миха». Смартфон мы обнаружили в том же схроне, что и в прошлый раз. Вытащив телефон, я разблокировал экран и тут же включил поставленное на паузу видео. «Привет, Серый!» Лицо брата было хмурым, и снимал он себя прямо здесь, на поляне. «В общем, начну с главного. Если вы прикончили ту дамочку, что корчится на земле, советую вам быстро сваливать, пока не появились ее дружки. Времени у вас минут 5, не больше. И да, сюда больше не приходите, все равно я ухожу с Брэдсиза. Остальную информацию найдете во 2-м видео. Пока не прощаюсь. Валим отсюда!» — сообщил я Алексею и тут же сформировал простой портал. Подтолкнув питовода в спину, сам двигался к пробою. Если брат говорит об угрозе, значит так и есть. Уже очутившись на посадочной площадке, я тут же указал Дарку на транспортный бокс и сам поспешил туда. Минут 20 у нас в запасе имеется, чтобы посмотреть, что передал брат и как все сообщить Галине и девочкам. Очутившись в помещении, я сразу же открыл люк Ильича и поднялся в салон. Сбросив на сиденье рюкзак, и сам плюхнулся рядом. Разблокировал смартфон и еще раз посмотрел короткое видео. Затем вышел и удалил его, перейдя к следующему. Здесь Михаил уже находился в гостиничном холле, и лицо его было не столь хмурым. «Еще раз приветствую. Сергей, слушай внимательно. Мое местонахождение каким-то образом известно слугам Некронта. Спрятаться от них можно лишь одним способом — удалиться от точки выхода на несколько километров. В противном случае они запросто могут перейти вслед за мной. Делают это они не просто так». Брат внезапно умолк, прислушиваясь к чему-то. Затем исчез с экрана, и я услышал звук шагов. Сначала удаляющихся, затем приближающихся. Лицо Михаила вновь появилось в объективе. «Показалось.
В общем, пока меня не найдут и не проведут инициацию, я буду объектом постоянного преследования адептов. На Землю мне тоже нельзя, так я стану проводником некронта в свой мир. Именно по этой причине я так нужен этим полуживым организмам. В идеале мне следует вообще остаться здесь, на Брэдсизе, что я и собираюсь сделать. Только придется поискать укромное место подальше от гостиницы. Запасов еды у меня на неделю. Оружие имеется, так что я, как только запишу обращение, уйду отсюда. И прошу прощения, что сам не прикончил некронтку. Сам понимаешь, к чему это приведет». Брат вновь прервался, видимо, подбирал нужные слова. Затем махнул рукой и, выдав матерную тираду, произнес: «Эта пленница, она чуть не подчинила меня. Залезла в голову, начала управлять телом. Пришлось выстрелить себя в ногу, чтобы боль сбросила наваждение. В общем, Серый, некронт — это зло, настоящее рабство. Без воли и права выбора. Возможно, есть способ, чтобы избавиться от этой гадости, но мы не знаем его. Так что пока мне придется пожить изгоем. Сюда я буду приходить раз в неделю. Думаю, адепты не станут столь долго караулить пустое место. Телефон ложи в то же место, я поступлю так же. Если что-то понадобится, срочно сообщу. Да, супруге и дочкам не показываю это и предыдущее видео. Для них я записал отдельное. Там сам все им скажу. Ты лучше молчи. Все, до встречи, брат. И береги их. Ты знаешь, девчонки для меня весь мир». «Сука!» Я шарахнул кулаком по сиденью. «Да что за нахрен?» Вытащил всех почти из лап смерти. Собрался строить новую жизнь. Все вроде только начало получаться, и тут на тебе, держи. «Командир», — тихо произнес Дарк, — «мы справимся с этим. Станем сильнее и справимся». «А у нас нет другого выбора», — процедил я сквозь зубы. «Ладно, пошли в зал совещаний. Там скоро уже начнут все собираться. Хотя, подожди, есть у меня одно важное дело, про которое я по дурости совершенно забыл. Упорядоченное, я хочу выбрать эпическую и легендарную вещи». Глава 3. Прямиком в ловушку. По 3 вещи на выбор, как легендарных, так и эпических. Защита, атака, быт. Каждый артефакт полностью укомплектован модулями соответствующих рангов. Разумеется, мое внимание привлек эрго-щит легендарного ранга. Уж больно вкусные у него были характеристики. Эрго-щит Парка. Защитный артефакт, легендарный ранг. Общее состояние 100%. Год производства 15 лет после пришествия упорядоченного. Доступны улучшения 0 из 5. Установлены модули. 1. Эрго-батарея легендарного класса. Емкость 110 эргов. Общее состояние 99%. 2. Эрго-щит легендарного класса. Энергетический диск, блокирующий любое агрессивное воздействие до легендарного класса включительно. Эрго, магия, физическая, ментальная. 3. Привязка легендарного класса. Артефакт можно активировать только в руках владельца. 4. Модуль отражения легендарного класса. Способен отразить любое агрессивное воздействие до эпического класса включительно. 5. Дистанционное управление эпического ранга. Возможность взаимодействия с владельцем на расстоянии до 50 метров. «Ну вот как тут не выбрать именно его?» – пробормотал я, мысленно забирая щит себе. Миг, и у меня на предплечье возник массивный увесистый наруч. А легендарные артефакты, похоже, требуют соответствующего физического развития. Ну да ничего, привыкну. Теперь второй артефакт. В этот раз выбор пал на оружие, тем более я о подобном как раз думал. Эрго-кол. Оружие. Эпический ранг. Общее состояние 100%. Год производства 15 лет после пришествия упорядоченного. Доступны улучшения 0 из 4. Установлены модули. 1. Эрго-батарея эпического класса. Емкость 50 эргов. Общее состояние 98%. 2. Эрго-батарея эпического класса. Емкость 50 эргов. Общее состояние 98%. 3. Целеуказатель редкого ранга. Улучшает прицеливание. 4. Сопряжение эпического клана. Модуль, способный взаимодействовать с системами наблюдения. Закончив выбор, я тут же залез в аукцион, чтобы приобрести кобуру под короткоствол, но замер, так как передо мной высветилось сообщение о продаже всех лотов с эльфийской экипировкой. Вот и выгода, аж в целых 60 эпических кристаллов. Все в плюс.
Именно в этот момент у меня родилась идея. Правда, для ее осуществления нужно еще 2 легендарных кристалла. А что если... Хочу приобрести кристаллы легендарного ранга в обмен на эпические. Передо мной появился лот. Правда, увидев ценник, я с трудом сдержался, чтобы не выругаться. За 1 легендарный упорядоченное запрашивает 15 эпических. Получается, у меня на данный момент имеется 79 фиолетовых кристаллов. Что ж, меняем 60 из них на 4 оранжевых. Итого у меня 12 легендарных, и я могу сделать то, что запланировал. «Хочу повысить уровень своего класса!» Громко прозвучали мои слова в зале аукциона. Мгновение ожидания, и в следующий миг перед глазами вспыхнула надпись. «Игрок Парторг. Запущен протокол. Возвышение ранга. Вероятность выживания носителя 50%. И пришла боль. Стремительно сращивались кости, жилы, мягкие ткани. Изломанная человеческая фигура, лежащая на полу, сотрясалась, издавая жуткие хрустящие звуки. Так продолжалось несколько секунд, прежде чем человек с хрипом вдохнув, в легкий воздух попытался открыть залитые кровью глаза. Это удалось сделать только после того, как он стер с лица уже загустевшую, вязкую бурую жидкость. «Сука ты упорядоченная!» — произнес я непослушными губами, уставившись в потолок Ильича. «Поделилась информацией. Ага, чуть не сдох». Вместо ответа перед глазами сформировалось окно с сообщением. Игрок Парторг. Мультикласс Эрго повышен до легендарного уровня. Твой потенциал увеличен. Плюс 70%. Выполнено скрытое задание легендарного ранга. Первый — легендарный класс Земли. Получена награда. 10 тысяч единиц к прогрессу уровня. 5 эпических и 2 легендарных кристалла. 1300 КСО. «Ну вот, хоть какая-то польза», — пробормотал я, осторожно поднимаясь с пола. «Черт, и сколько же я провалялся тут. Ах да, видимо, совсем мало, если никто даже не поинтересовался моим самочувствием». «Мидас, мне нужно пройти незамеченным в свой номер», — обратился я к помощнику. «Незачем подчиненным мне игрокам знать, что их тупоголовый клан-лидер только что чуть не скончался. Впрочем, скорее всего, умер бы, если б не аптечка-лечилка эпического ранга. Или провалялся здесь намного дольше». «Можешь выходить, командир. Все уже поднялись на 2-й этаж», — ответил разумный дроид. «Могу я узнать, что произошло?» Я стал немного сильнее, правда, лишь в перспективе. И чуть ласты не склеил. Ага. Да, Мидас, напоминай мне почаще, что упорядоченные любят не договаривать крайне важные вещи. Незаметно пробравшись в свой номер, я привел себя в порядок, переоделся и поспешил наверх в зал для совещаний. Разумеется, меня уже заждались, но, как известно, начальство не опаздывает, а задерживается. «Доброго утра, соклановцы!» — поздоровался я. «Вижу, все в сборе. Что ж, давайте распределим между нами обязанности. Игнат Борисович, ты назначаешься старшим группы, которая направляется в Романовку. С тобой отправляется Филин, его подруга и Кузьма. Задача у вас следующая — отслеживать незваных гостей, направляющихся по трассе в сторону космопорта, и если таковые появятся, сразу же открывать портал к космопорту. Теперь поездка в город. Выдвигаемся на Ильиче. Я, Полина, Цандра, Цезарь, Пришка и Зена. За старшего остается Мидас. Дарк, присмотришь за детьми и поможешь Герде. Все. Время на сборы — 10 минут. «Товарищ командир, а можно мне с собой Ваську с Сашком взять?» — поинтересовался Спиридоныч. «На 1 день, завтра утром вернутся оба». «Ну, если на 1 день, то можно. Я думаю». Улыбнулся я, понимая, что задумал Кузьма. Мальчишки пройдут порталом и будут знать точки выхода. А это пригодится в будущем. А вообще нужно наладить систему связи. Если в Романовке, а затем в Сенцевке появятся постоянно проживающие группы, коммуникации станут просто необходимы. Последней темой обсуждения были простые люди. Не игроки. Единогласно было принято решение, что сидеть у нас на шее они не должны, а значит, пора занять их делом.
Хорошее решение предложил Кузьма. Загнать всех в огороды Романовки и Сенцевки, пусть занимаются выращиванием урожая. Вопрос не шуточный, весьма серьезный. Сборы вышли недолгими. У каждого еще со вчерашнего дня было заготовлено все нужное, начиная предметами гигиены и заканчивая оружием. «Товарищ командир, завтра же передам с сорванцами даров земли Романовской», — пошутил Спиридонович, прежде чем пройти сквозь открытый мной портал. «Кое-что в огородах должно сохраниться. Во всяком случае, корнеплоды не погибли». «Кузьма Спиридонович, я только за. И на будущее. Если есть что предложить, всегда выслушаю. А вообще от меня просьба. Присмотри за Игнатом. Зла он точно не замышляет, но кто знает, может, его понимание правильности происходящего сильно отличается от нашей». «Да понял уже. Пригляжу, так и быть», — улыбнулся бывший пасечник. При этом я только сейчас понял, что Кузьма заметно помолодел. Часть глубоких морщин на лице разгладилась, взгляд стал более цепким. Да уж, этот мужик старой закалки, такую спуску не даст. Хорошо бы его поставить замом, по хозяйской части. К тому же эта должность временно освободилась. Проводив Спиридоновича, я тут же закрыл портал и направился к ожидавшему на посадочном поле Ильичу. Поднявшись в салон, поинтересовался. «Цезарь, птичку освоил?» «Да, командир. У меня есть опыт работы с дронами, так что проблем не было». «Вот и хорошо. Значит, выдвигаемся. Цандра, сейчас мы запустим с Юрой своих птиц и можем выезжать. До придорожной гостиницы едем быстро, дальше по обстоятельствам». «Принято, командир», — отозвалась из кабины бывшая оперативница. Через минуту колесный бронепоезд, качнувшись, начал набирать скорость. Над ним, не отставая, летели 2 дрона, а мы с Титовым сосредоточились на управлении. Он с помощью визора, я через виртуальный экран, созданный нейросетью. «Не пуха, командир!» — прозвучал в ухе голос Мидаса. «К черту!» — послал я мысленный ответ. Первые километры проехали, не встретив ни души. Когда-то довольно оживленная трасса превратилась в безжизненную. Лишь у самой гостиницы на бронепоезд накинулась стая бывших собак после изменения очень напоминавших тех тварей из Бретсиза, с которыми я сражался импровизированными огненными коктейлями. Зверей уничтожили раньше, чем мы поравнялись с ними. Но дальше я велел ехать медленнее, и Цандра сбросила скорость до 40 км в час. Благодаря этому мы с Юрой смогли вывести дроны далеко вперед. Впрочем, оставшееся до пригорода расстояние было открытым. Поля вдоль дороги отделяли лишь редкие лесопосадки, просматриваемые насквозь невооруженным глазом. И именно здесь стали попадаться первые брошенные автомобили. Сначала редкие, но чем ближе мы подъезжали к городу, тем чаще встречался транспорт. «Всю жизнь мечтал приобрести хороший внедорожник, а сейчас понимаю, что моя мечта была по сути пустой. Никчемной», — произнес Цезарь. «Вон на обочине машина стоит, у которой ценник был. Я за 5 лет столько не заработал бы. А теперь этот автомобиль никому не нужен». «Ну почему же? Может и пригодится. На металлолом», — пошутила Зена, но почти сразу добавила. «А я мечтала стать стюардессой. Еще и на отца обиду держала, что растит из меня пацанку. А теперь благодарна ему. Командир, может, попытаемся пробиться к клубу?» «По обстоятельствам», — уклончиво ответил я. «В крайнем случае постараюсь с дрона что-нибудь рассмотреть». Пригород сразу же дал нам понять, что он не любит чужаков. Из-за первой же попавшейся заправочной станции на нас выбежала стая измененных. Бывшие люди уже лишились одежды, да и человеческого в них осталось совсем немного, учитывая чешую, клешни и хвосты с щупальцами, изуродовавшими тела до неузнаваемости. Словно безумный химеролог смешал плоть тысячи существ, а затем слепил то, что представил в своем больном воспаленном мозгу. «Приготовились!» — скомандовал я и, подпустив твари на дистанцию уверенного поражения, скомандовал. «Огонь!» Тяжелый оборонительный дроид модели «Мидас», приняв команду на свой счет, дал из своего гнезда несколько залпов из плазменной пушки, за секунду раскидав половину атакующих. Вторую мы тут же добили из автоматов, через бойницы. В салоне тут же загудела вентиляция, вытягивая пороховые газы. Я мысленно отдал приказ нейросети подсчитывать количество и уровень убитых. Встроенный в тело артефакт сработал почти мгновенно, и перед глазами сформировалось сообщение. 1 измененный 3-го уровня, 24 2-го уровня, 5 1-го уровня. Надо же,
А ведь мы не расстреляли и по одному магазину. Ладно я, нейросеть автоматически выдает мне поправки и даже немного влияет на тело, чтобы мои действия были более результативными. Цезарь и Полина хорошие стрелки, да и Зиану отец учил оружием пользоваться. Но Пришка, она же взяла в руки оружие чуть больше недели назад. Как ей удается вести столь эффективную стрельбу? На ум пришла моя почти рукопашная схватка с обезьяноподобными тварями. Тогда я уже решил, что все, мне кранты. Но совершенно неожиданно для себя выяснил, что сильнее противника, хотя был явно легче примата. Неужели упорядоченное может влиять на физические законы, наделяя существ более высокого уровня неоспоримым преимуществом перед нижестоящими? Размышляя, я все же не потерял бдительности, наблюдая за дорогой сразу через бойницу и лобовое стекло кабины. Цандра только что обрулила вставшую посреди трассы фуру, после чего сообщила. «Еще 200 метров, и мы доберемся до перекрестка. В прошлый раз мы свернули направо, где и встретили филина с уцелевшими». «Да, там что-то вроде дачного поселка», — припомнил я. «А справа продуктовая база, если не ошибаюсь. Давайте туда заглянем. Там и выживших можно будет найти. Измененных не должно быть много». «Приняла», — отозвалась наша бессменная водитель. «Только от перекрестка. Сбавь скорость. Мы с Цезарем изучим подъезды к базе». До перекрестка добрались без проблем, а вот дальше начались трудности. Кто-то, скорее всего сознательно, перегородил дорогу к нашей цели в нескольких местах. Благо мы ехали не на простом транспорте, а потому смогли сбросить в кювет 2 пятитонных грузовика, развернутых поперек трассы бортовой полуприцеп, а под конец волоком оттащить К-700 со спущенными колесами. А дальше нас ждали запертые наглухо металлические ворота и высокая бетонная стена с 3 рядами колючей проволоки поверху. «Может, нам не стоит лезть сюда?» — робко спросила Полина. «Местные явно не горят желанием, чтобы их беспокоили». «Слишком тихо», — ответил я. «И дроны смогли обнаружить на территории базы лишь несколько десятков измененных. Людей вообще нет. Может, они укрылись в одном из ангаров?» — предложил Титов. «Или твари сожрали всех?» «Скорее первое. Видел, чтобы хоть у одного склада были открыты двери. Надо сходить. Разведай там все». «Вдвоем?» — уточнил Юра. «Нет, один пойду». Я покинул кабину и начал собираться к выходу, одновременно объясняя свое решение. «У вас ни у кого нет поля искажения, да и защита редкого класса. Не переживайте, я на 10-15 минут, потом вернусь. Цезарь, осмотри пока что окрестности, вдруг что обнаружишь. Цандра, открывай». Эрго-штуцер повесил за спину, а КР взял в руки и приказал дрону зависнуть на высоте в 100 метров над базой. Дождался, когда откроется люк, и шагнул наружу, коротко бросив Полине, провожающей меня встревоженным взглядом. «Не переживай, все под контролем». Очутившись снаружи, неспешно двинулся к запертым воротам. Для людей в них была врезана небольшая дверь, сейчас тоже запертая. Хмыкнув, на ходу поменял автомат на эрго-кол и 2 выстрелами оставил здоровенную дыру на месте замочной скважины. Тут же замер, чтобы проанализировать картинку с дрона. «Ага». Измененные засуетились, ломанулись на звук. Что ж, придется пострелять. Вновь сменив оружие, перевел стрельбу АКР на одиночные и со скрежетом, открыв наружу дверь, замер в проходе, приготовившись к бою. Противник не заставил себя ждать. Причем непривычный, 1-го, 3-го уровней, а сразу 5-го. Надо же, на чем он тут так отожрался? Что-то не нравится мне все это. Выстрел, и полуосьминог, получеловек, лишившись псевдоголовы, грохнулся на заасфальтированную площадку перед воротами, не добежав до меня несколько метров. Его место тут же заняли еще 2 измененных, в этот раз оба 4-го уровня. Им тоже не суждено было добраться до цели, как и еще 2 тварям. Понимая, что передо мной очень слабый противник, я с трудом сдерживал себя, чтобы не войти внутрь. Хотелось перевести режим огня и двинуться навстречу нелюди. Но уж нет, подожду, не к спеху. Чую, что где-то здесь кроется загадка, которую стоит разгадывать осторожно. Выстрел, еще и еще. Черт, навалились скопом. Все же, сменив режим, я 2 короткими очередями свалил еще 5 измененных и прекратил стрельбу. Черт, что-то здесь не так. Было же 3 тварей, не меньше. Вспышка в небе возвестила о том, что мой дрон только что сбили.
Почти одновременно с этим нейросеть сообщила о потере связи с птичкой, а секундой позже в гарнитуре раздался голос Цезаря. «Командир, я потерял картинку, дрон неисправен». «Занять круговую оборону!» — отдал я приказ. «Мидас, принимай картинку с моей нейросети!» Враг, в логово которого мы влезли, оказался непрост. Если бы не мой высокий для местных уровень и встроенная нейросеть, считывающая из пространства десятки параметров, начиная от неправильной тени и заканчивая завихрениями воздуха, вряд ли я смог бы заметить их. Из-за ангара вышли 4 массивные фигуры вражеских дроидов, скрывающиеся под полем искажения. Впрочем, они тоже увидели меня и тут же открыли огонь из плазменных пушек. Интерлюдия 3. Михаил. Сидя в неглубоком овраге, по дну которого бежал ручей, неинициированный адепт Некронта ждал, когда мимо пройдет караван аборигенов. Ему повезло, у местных были животные, издающие гортанный протяжный крик, поэтому Михаил успел укрыться раньше, чем его засек передовой дозор. А сейчас, по колено в воде, Михаил мечтал лишь об одном — чтобы местные ушли отсюда как можно быстрее. Нет, он боялся не их, а того, что придется убивать. А это верный способ начать инициацию, чтобы потом стать слугой Некронта. Хорошо, что вода не ледяная. Пронеслось в голове Глебова. А то вряд ли бы он смог высидеть эти 15 минут. Нестерпимая боль пронзила икру левой ноги. Настолько сильная, словно Михаилу начали вкручивать в плоть раскаленный бур, который с каждой секундой погружался все глубже. Стиснув зубы, чтобы не выдать себя криком, Глебов сунул левую руку в воду, туда, где что-то пыталось проникнуть в его ногу, а правый потянул из ножен на поясе охотничий нож. Ладонь под водой коснулась чего-то гибкого, упругого, толщиной с полдюймовый шланг. Ухватив неведомую тварь, Михаил сдавил ее изо всех сил и потянул на себя. Тварь задергалась, забилась под водой, но никак не желала отпускать столь вкусную ногу адепта. И тогда Глебов, уже не в силах терпеть боль, опустил нож под воду и одним движением перерезал тело неведомой твари, отсекая голову от длинного гибкого тела. Из воды выметнулся длинный хвост, лишь отдаленно похожий на рыбий, и со всего маху обрушился на воду, поднимая тучи брызг. С трассы тут же раздались крики, послышался приближающийся топот, но Михаил уже не боялся быть обнаруженным. Как только тварь была обезглавлена, от нее отделилось нечто неосязаемое, почти сразу же впитавшееся в тело адепта. И почти сразу же разум Глебова захлестнула волна неудержимой жажды. Жажды приносить Некронту новую жизненную энергию. Во враге аборигенов ждал не беглец, скрывающийся от Некронта и упорядоченного одновременно. По колено в воде сидел убийца, жаждущий крови. Глава 4. Без жалости. От залпа дроидов я увернулся, уйдя длинным прыжком за бетонную стену, и сразу же рванул за ближайшее укрытие, кабину стоявшей здесь же «Газели». Перезарядил автомат и тут же отправил его за спину. Вряд ли здесь пригодится оружие редкого ранга. А вот эрго-штуцер, скорее всего, сработает, особенно в связке с моим статусом «борец». И еще у меня есть умение — контроль носителей эрго, так что шансы на победу имеются. Главное, чтобы хозяева дронов не спешили вступать в бой. Отдав мысленный приказ нейросети отслеживать любые вражеские действия и передавать их Мидасу, я отступил на несколько шагов от грузовичка и занял позицию лежа, удерживая под прицелом штуцера ворота торговой базы. Из ворот вышагнул первый робот. Мой старый знакомый, средний дроид штурма Каркор. Будь на его месте Рух, и ситуация из сложной превратилась бы в критическую, а так можно еще побороться. «Мидас, приготовиться!» — приказал я и выстрелил. Затем еще и еще. Каркор после первого попадания полыхнул энергетическим полем, но второй заряд уже пробил защиту, угодив ему в левую грудную пластину. Дроида чуть развернуло от попадания, и его ответный залп пришелся на кузов «Газели» напрочь, снеся борта. Мой третий выстрел угодил в блок, под которым скрывалась батарея. Рвануло так, что мне пришлось отвернуться, чтобы не ослепило. Когда я вновь прицелился в створ ворот, от первого противника осталась лишь нижняя часть корпуса, а в 2 метрах передо мной валялся левый манипулятор с встроенной плазменной пушкой.
Железные ворота базы вздрогнули и начали распахиваться наружу. Похоже, дроиды получили команду идти в атаку. Что ж, у меня для вас есть сюрприз. 3 массивные фигуры одновременно выскочили наружу и почти тут же начали стрелять по многострадальному грузовику. «Газель» на глазах начала превращаться в груду искореженного металлолома. Что ж, мы тоже можем работать на подавление. «Мидас, огонь!» — скомандовал я и выстрелил в ближайшего ко мне противника. И почти одновременно со мной тяжелый оборонительный дроид ударил со всех стволов. Грохот автопушки, разряды плазмы. На моих глазах произошло избиение вражеских боевых единиц. Лишь один Каркор смог выйти из зоны поражения Мидаса, но при этом не смог удержать равновесие и грохнулся на спину в каких-то 5 метрах от меня. Такой подарок я не мог упустить и, подорвавшись с позиции, крикнул: «Мидас, сосредоточь огонь только на створе ворот!» Каркор заметил меня, когда между нами оставалось всего ничего. Один из манипуляторов робота, направленный в сторону бронепоезда, начал поворачиваться в мою сторону, но слишком медленно. Да и не мог он мне причинить вред. Дроид был редкого ранга и всего лишь 4-го уровня. Я даже стрелять в него не стал. Просто перехватил конечность с оружием и активировал контроль носителей эрго. И тут же почувствовал, как из моей ладони внутрь манипулятора ушел разряд энергии. «Замри!» Каркор мгновенно подчинился моему приказу, превратившись в неподвижный механизм. Я же, опустившись на колено, вновь придал приклад штуцера к плечу и повел стволом, отыскивая новые цели. Чисто. То, что осталось от 2 вражеских дроидов, попавших под огонь Мидаса, можно было назвать одним словом — груда металлолома. Других противников видно не было. Но при этом я точно знал, они есть. «Цезарь, Полина, продолжайте держать круговую оборону. Мидас, контроль периметра». «Сергей, ты цел?» — раздался встревоженный голос Полины. «Не царапины. Еще и дроида затрофеил», — ответил я. «Сейчас попробую что-нибудь разузнать о противнике». Хорошая вещь — интуитивное управление. Я всего лишь сформулировал нейросети мысленный приказ, а она уже влезла в систему управления Каркора, просканировала память и вывела перед моими глазами краткое содержание. Отряд игроков, состоящий из 7 человек, 4 средних штурмовых дроида и 1 бытовой, нагруженный всяким оборудованием. Сюда прошли через зеленый портал, а значит, они уже были на земле. Чужаки, не церемонясь, перебили всех людей, находящихся на территории базы, после чего поставили на охрану дроидов, а сами ушли. Куда Каркор не видел, но явно недалеко, раз хозяева могли передавать команды. Затем был приказ активировать поле искажения и не трогать измененных. Каркоры выполнили его, простояв неподвижно более 2 суток. А несколько минут назад кто-то открыл ворота и открыл стрельбу, после чего поступил последний приказ старых хозяев — атаковать неизвестных. Жаль, что после переподчинения у дроида сменились некоторые установки, из-за чего он уже не мог связаться с предыдущими хозяевами. Но и так мне уже было ясно, где приблизительно искать укрывшихся чужаков. «Мидас, контролируй подходы с левой стороны. Цезарь, приготовьтесь, скоро может последовать атака!» Активировав искажение пространства, я отдал очередной приказ нейросети, чтобы она показывала тяжелому дроиду мое местонахождение, а трофейного Каркора пометила как дружественную цель, а затем двинулся вдоль бетонного забора в нужную сторону, приказав штурмовому роботу идти следом с дистанции в несколько метров. Без проблем добравшись до конца забора, приказал Каркору зайти за угол, и если увидит там кого-нибудь, открыть огонь на поражение, а если нет, продолжить движение, пока я не отдам другой приказ. Дроид беспрекословно подчинился. Обогнув меня, он спокойно зашел за угол, а через 3 секунды начал стрелять. Я спокойно досчитал до 5, одновременно вслушиваясь в перестрелку, и последовал за роботом. Успел к шапочному разбору. Каркор, завалившись на забор, пытался продолжать стрельбу, но делал это совершенно неэффективно. Все его выстрелы приходились в землю. Противника я увидел сразу. 2 бойца вели огонь из-за стопки бетонных плит, и еще 2 двигались по открытому пространству, не опасаясь огня дроида. Одному чужаку не повезло, его буквально разорвало, и сейчас части его тела валялись на земле. Дальше я уже не обращал внимания на какие-то детали, полностью сосредоточившись на пришельцах. 2 выстрела в бойца, укрывавшегося за дальней стороной плиты. Хватило бы и 1 выстрела, но я подстраховался.
Короткая перебежка, чтобы укрыться за бетонной преградой от двух других противников, и тут же, не давая им возможности повторить мой маневр, произвести еще 2 выстрела. Одного достал в бок, а вот второй успел укрыться за валяющейся у забора бетонной феской. Зря это он. Слишком ненадежное укрытие. Не повезло вам, чужаки, связаться с местным, обладающим легендарной защитой. Не такого вы ожидали, устраивая базу на чужой планете. Использовав металлическую проушину на углу одной из плит, я забросил себя на самый верх и тут же поднялся на колено, выцеливая бойца за феской. В этот момент на том месте, где я только что был, вспыхнуло маленькое солнце, почти ослепившее меня. Если бы не нейросеть, каким-то образом сохранившая мне черно-белое зрение, надолго остался бы незрячим. Всадив 2 разряда в противника за бетонным блоком, я поднялся в полный рост, осматриваясь. Последнего противника с обратной стороны плит не было. Или удрал, или скрылся за дальним торцом. Но не это настораживало, а то, что чужаков должно быть 7. И еще этот странный взрыв, от которого даже бетон оплавился. Снизу взлетел небольшой предмет и, грохнувшись на плиту, покатился в моем направлении. Мозг еще пытался понять, что это такое, а инстинкты, усиленные нейросетью, уже начали действовать. Прыжок вниз, на землю, спас меня от повторной вспышки, которая точно сделала бы меня слепым. Приземлившись, я не устоял на ногах и ушел в перекат. А когда начал подниматься, почти лицом к лицу столкнулся с бойцом противника. Штуцер болтается на ремне, а враг уже занес для удара клинок с фиолетовым лезвием. Недолго думая, я, продолжая движение, с силой ударил чужака кулаком в солнечное сплетение и с трудом смог устоять на ногах, когда мой удар фактически снес противника, словно бил не кулаком, а здоровенной кувалдой. Чужак приложился спиной о бетонные плиты и сполз по ним, не подавая признаков жизни. Хорошо, если просто потерял сознание. Будет у нас пленный. А уж я найду способ, чтобы вытянуть из него всю информацию. Благодаря упорядоченному выяснилось, что противник жив. 4 уровень, класс сапер, имя Кат-К, каратели Бретсиза. Черт, похоже, это женщина. И к тому же из знакомого мне клана. Вот уж чего мне точно не хотелось бы делать, так это устранять пленницу. Как-то не готов я убивать безоружных женщин. Это практически инстинкт, против такого не попрешь. Ладно, свяжу ее и пусть лежит. Пока возился с пленницей, со стороны дороги зазвучала автопушка Мидаса, а к ней почти сразу присоединились автоматные очереди. «Цезарь, докладывай!» — потребовал я, бросив возиться с чужачкой и вновь взяв в руки эрго-штуцер. 2 вражеских бойца попытались уничтожить дроида», — отозвался Титов. Голос его был спокойным, даже чуточку веселым. «Наивные. Это ж чем надо думать, чтобы пытаться завалить такого монстра стрелковым оружием? Считай, с автоматом на танк поперли». «Вы их устранили?» Я вновь склонился над пленницей, стянул веревки и, наконец, завязал узел. Не шибари, конечно, но перекатиться в портал она точно не сможет. «Нет, только прижали огнем. Но им точно не уйти, сами себя загнали в ловушку». «Продолжайте удерживать их», — приказал я и поспешил на помощь. Эх, как неудобно, без дронов над головой, приходится идти почти вслепую. Противника я обнаружил на дне ливневого бетонного желоба. Один чужак уже был мертв. Похоже, Мидас попал ему плазменным зарядом в спину. А вот второй успел отползти на 50 метров вниз, вдоль дороги. И теперь замер, не зная, что делать. Желоб закончился, а выбегать на открытую местность он боялся, и я его прекрасно понимал. Дроид, шутя, достанет его из своего вооружения. Воспользоваться порталом беглец тоже не мог. 74-й протокол не давал такой возможности. «Прекратить стрелять!» — отдал я приказ своим и двинулся вперед, удерживая пришельца под прицелом. Расстояние чуть больше 100 метров. Не промахнусь. Чужак заметил меня слишком поздно, когда до него оставалось меньше 150 шагов. Он даже не стал дергаться, а оттолкнул от себя оружие и заложил руки за спину. Странное поведение для игрока с другой планеты. «Рассказывай, на кого устроили здесь ловушку?» — поинтересовался я, а про себя подумал. Вот бы все игроки упорядоченного разговаривали на одном языке. Тогда можно было притвориться, что мы тоже с Бретсиза. А так, увы, чужая речь, хоть и понятно, но на слух звучит совсем иначе. «Судя по всему, на тебя», — отозвался незваный гость. «И, похоже, мы на верном пути». «Зачем я вам нужен?» Я весь подобрался, чувствуя, что сейчас узнаю крайне важную информацию. «Ты украл из нашего мира что-то важное. Пришел запрос на твою голову.
Цена за живого — 1 мифический кристалл и 200 тысяч КСО. За мертвого — 5 легендарных и 100 тысяч КСО. На моей памяти это самая высокая награда за игрока. Еще есть? Что сказать?» — уточнил я, чувствуя, что противник чего-то не договаривает. «Больше ничего не скажу. Лучше сдавайся, так у тебя есть шанс выжить». «Спасибо за добрый совет», — поблагодарил я и нажал на спуск. Затем пополнил батарею штуцера эргами и обратился к товарищам. «Продолжайте держать круговую оборону. Я скоро». Пленница оказалась более полезной. Казалось бы, рядовой боевик, просто выполняющий приказы. Она даже не знала, сколько им заплатят. Но я добился от нее крайне ценной информации. Во-первых, узнал место расположения базы чужаков и имя того, кто их послал. У куратора оказался забавный игровой ник — Кир Ку Адай, и весьма серьезная должность. Что-то вроде координатора сразу нескольких кланов на Бретсизе. А это могло означать только одно — на мои поиски брошены огромные ресурсы. Неудивительно, что они подобрались столь близко. А во-вторых, мне удалось выяснить, что у пришельцев на нашей планете есть помощники. Пленница сказала, что ее командиры сотрудничают с новым правительством Земли. И именно это многое меняло в моих ближайших планах. Устранять свидетеля оказалось тяжело, но я сделал это, иного выбора не было. Если я сохраню ей жизнь, враг узнает мое точное местонахождение, локализует поиски, и в итоге клан Урал будут ждать большие проблемы. Скорее всего, нас просто уничтожат. Держать пленницу в подвале вечно связанной тоже не вариант. Мне хватило одного инцидента с побегом Константина и Кругликова. Нет, больше никаких рисков с явными врагами. Мир изменился, и я тоже. Быть жестким, даже жестоким по отношению к противнику — единственный способ выжить. Покончив с чужачкой, я тут же получил уведомление от упорядоченного. Игрок Парторг. Ты в составе кланового отряда уничтожил отряд охотников за головами и выполнил задание эпического ранга «Защита Земли от чужаков». Награда: 10 редких, 4 эпических кристалла, 200 КСО, плюс 1300 к прогрессу уровня. «Ну вот, хоть какая-то польза, помимо информации», — пробормотал я и тут же добавил. «Цандра, заезжай на территорию торговой базы, поставь Ильича в воротах и начинайте осмотр ангаров. Я скоро приду». Добычи на базе оказалось столь много, что я принял решение взять локацию под контроль. А что еще делать, если в одном из ангаров только круп, муки, макаронной продукции обнаружилось на десятки тонн? Другие ангары тоже не пустовали. Садовый инвентарь, стройматериалы, одежда, инструменты — здесь было все. Единственное, куда мы не стали заходить, это в ангар с мясным и рыбным отделом. Даже приближаться к нему не хотелось из-за сильной вони. Завершив осмотр торговой базы, я в одиночку наведался к схрону чужаков, где обнаружил редкий эргогенератор, немного продуктов и вишенкой на торте прекрасно знакомый мне артефакт — блокатор эпического ранга. Именно он заставил меня еще раз пересмотреть свое отношение к чужакам. Все обнаруженное добро требовалось доставить к космопорту в кратчайшие сроки. Разумеется, не по трассе, на это у нас уйдут недели, если не месяцы, учитывая расстояние и наш технопарк. Поэтому мной тут же было принято решение взять локацию под контроль. Этим мы убивали сразу двух зайцев. Быструю доставку трофеев к терминалу и блокировку прохода чужакам. Поиски местной точки выхода не заняли много времени, ведь я знал, где она расположена благодаря нейросети. Зато на зачистку местности пришлось потратить около часа. Слишком уж крупной оказалась локация. Благо твари и измененные не пытались спрятаться, если замечали нас, а шли на верную смерть. К счастью, все это в конечном итоге закончилось, и упорядоченная тут же прислала мне сообщение. Игрок Парторг. Ты в составе группы зачистил локацию торговая база, рассчитанную на 3-4 уровень от мутировавших тварей. Локация переходит под твой контроль. Награда: 3 редких кристалла, 15 КСО, плюс 120 к прогрессу уровня. Парторг. Подконтрольных тебе земель достаточно, чтобы получить клановый символ. Для получения символа необходимо посетить мастерскую упорядоченного. «Так, что еще за символ?» — нахмурился я, но тут же вспомнил, что в упоминании трофейных артефактов, добытых с эльфов,
На некоторых эпических предметах имелась печать в виде замысловатого листика. Это что же, получается, вещь можно привязывать к себе не только с помощью специальных модулей, но и другим способом? Потому как иного применения в символе я не вижу. Хотя... Да нет, не может такого быть. Бред! Решив, что опробую свои догадки позже, я переключился на общую волну и отдал приказ. «Все на борт! Мы возвращаемся домой!» «Командир, может, оставим кого-нибудь на хозяйстве?» — предложил Титов и тут же пояснил. «Жалко столько добра оставлять без присмотра». «Не переживай. Скоро сюда прибудут все свободные соклановцы», — успокоил я подчиненного. На самом деле, мне сейчас было плевать на ангары с продуктами и прочим. Сейчас меня больше всего беспокоила информация, полученная от пленницы. Новое правительство Земли не только подчиняется одним чужакам, но еще и помогает другим. Нет уж, пора этим продажным тварям нанести первый удар. Для переноса Ильича пришлось создавать эпический портал. В более мелкий техника не смогла бы проехать. Зато дорога домой заняла всего несколько секунд. Раз, и вот мы уже на посадочном поле. «Мидас!» Я тут же связался с заместителем. «Объявляю общий сбор!» «Что-то срочное?» С тревогой поинтересовался помощник. «Сейчас спущусь. Обсудим». Не стал я рассказывать при подчиненных. Незачем им знать некоторые вещи. Первым, покинув бронепоезд, поспешил на подземный этаж. Проскочив мимо руха, миновал дверь, и только когда удалился на достаточное расстояние, чтобы меня даже случайно не услышали, отдал 2 приказа. «Мидас, берите полный контроль над спутниковой группировкой. Отсекайте от них всех, без исключений. Мария, готовь фрегат к взлету. Пришло время показать силу». Глава 5. Исход. «Капитан, я не могу поднять корабль». В голосе Марии слышалась растерянность. «Протокол запуска требует присутствия на борту 2 действующих офицеров ВКС Брэдсиза, так как корабль еще не получил опознавательный маркер «свой-чужой». Странно, до этого момента у меня в базе данных не было никакой информации об этом протоколе, а теперь появилась». «Упорядоченная», — поморщился я. На ходу формирует свою реальность, изменяя любые законы и правила. «Ничего, мне известно, где добыть 2-го офицера ВКС Брэдсиза». «Командир, все спутники находятся под нашим полным контролем», — доложил Мидас. «Какие будут дальнейшие указания?» «У нас могут их перехватить», — уточнил я. «Раз уж помощник с Иск-Ином корабля смогли, то почему бы и кому-то другому не повторить то же самое?» «Для этого нужно оборудование легендарного ранга, и чтобы мы не проводили регулярную диагностику со сменой всех командных паролей», — ответил Мидас. «То есть перехватить теоретически можно, но на деле нет». «Вот и хорошо», — улыбнулся я. «Тогда у меня есть первое задание для спутников. В идеале следует 24/7 мониторить космопорт и прилегающие к нему локации вплоть до центра города. У нас появились весьма серьезные враги, причем сразу из нескольких миров, в том числе с Брэдсиза». «Что будем искать, командир?» — поинтересовался Мидас. «Любые отряды игроков, передвижение техники и летательных аппаратов, перемещение крупных групп измененных», — перечислил я. «Ну и активация больших порталов, вроде легендарных и эпических. И не забывайте следить за аналитическими центрами нового правительства. Мария, отожди, скоро мы поднимем корабль. Будет тебе 2-й офицер». «Командир, еще хотелось бы уточнить, по образцам вооружения», — напомнил мне заместитель. «Холодное оружие можем начать делать уже сейчас. Насчет ЗПУ-1 тут придется поработать. Конструктивно я не смогу улучшить оружие, а вот использование более качественных материалов пойдет на пользу. Редкий ранг изделия гарантирую». «Хорошо. Скажешь, что нужно, докуплю материалы», — согласился я. «Ладно, разбирайтесь, а я пойду на совещание. Меня уже наверняка заждались». Зал на 2-м этаже идеально подходил для совета. Здесь было светло, просторно, а главное, присутствовал видеоэкран, который в будущем мог пригодиться. «Товарищ глава клана, личный состав...» — начал было Титов, но я его тут же прервал. «Отставить. Давайте сразу к делу. Все, кто был со мной на выезде, уже знают, что мы взяли под контроль оптовую базу, на которой много всякого добра. Если состав клана в ближайшее время не увеличится в несколько раз, то мы надолго обеспечены самым необходимым. Осталось только перебросить все это добро сюда.
В общем, будьте готовы, в ближайшие несколько дней придется поработать в поте лица. Зато после мы сможем сосредоточиться на прокачке. Ну и пора уже выяснить, у кого какие классовые умения и как их можно использовать на пользу нашему небольшому обществу. Увы, но все, кто получил 5 уровень, за исключением Дарка, Цезаря и Полины, имели простой или улучшенный классы. Разумеется, за исключением Игната, который не присутствовал здесь. И это фактически превращало игроков в обычных людей. Единственное серьезное отличие – они могли использовать игровые предметы до эпического ранга включительно. Слушая тех, кто получил доступ к классовому древу, я еле сдерживался, чтобы не выругаться. Галина, Цандра и Зена получили обычные бытовые умения, которые в бою точно не пригодятся. Зато порадовал Алексей, у него появилась способность подчинения одного зверя, не превышающего Дарка по уровню и не владеющего защитой эпического ранга. Цезарь получил боевой навык «Орлиный глаз», позволяющий ему видеть намного лучше, чем простой человек. Даже я с нейросетью не мог посоперничать с ним. Жемчужиной клана оказалась Полина. Вот уж действительно полезный навык – исцелять людей. Разве что генерация маны у нее была слишком низкая, но это, как я понял, проблема всех магов. Вот достигнет 10 уровня, тогда станет гораздо сильнее. Пока ждал, когда мне перескажут описание своих классовых способностей, заглянул в свое древо Эрго и совершенно неожиданно для себя узнал, что мои умения повысили ранг. Видимо, с поднятием редкости класса они тоже выросли. Все, что были редкими, стали эпическими, а разряды подчинения поднялись до легендарного. Требования на них тоже изменились, но только для максимальных значений. Теперь я мог не бояться блокатора игровых способностей аж эпического ранга, а значит сам мог свободно использовать этот артефакт в своих целях. Весьма неприятный сюрприз для всех, кто затаил против меня нехорошее. «Что ж, с умениями и прочим разобрались», — прервал я обсуждение навыка, полученного Пришкой. «Предлагаю обсудить, как мы будем вывозить добро с базы. Техники у нас маловато, да и людей тоже». «Погрузку можно переложить на дроидов», — предложила Полина. «На нас останется только помощь, охрана и вывоз техники. С помощью справятся не игроки. Остальное несложно будет сделать». «Не игроки не могут ходить через порталы», — напомнил я. «А вот помогать с разгрузкой здесь, у космопорта, вполне». «Если наведаться в Романовку и подтянуть оттуда часть группы, то людей хватит», — предложила Цандра. «Главное сейчас это техника. Думаю, Урал и трактор с прицепом вполне справятся». «Надо будет разжиться топливом», — вспомнил я. «По остальному согласен. Что ж, предлагаю сегодня сделать несколько ходок и заодно определить наши возможности. Тогда готовьте Урал, а я съезжу в село, заберу Спиридоныча. Он у нас один умеет толково управляться с трактором». Спустившись вниз, зашел в ремонтный цех посмотреть, как идет копирование оружия, недавно приобретенного мной. И порадовался увиденному. Ремонтный комплекс уже заканчивал сборку оружия, а один из пауков возился с крупной гильзой, явно собирая патрон для крупнокалиберного пулемета. «Медас, что скажешь?» — связался я с помощником. «ЗПУ уже скоро будет готово». «У нас возникла проблема с системой электроспуска», — ответил заместитель. «Нужны эргомодули, генерирующие энергию хотя бы улучшенного ранга». «Сколько штук?» — уточнил я. 5. Пока что оружейной стали хватает именно на такое количество. И еще нужно будет провести испытание нового боеприпаса». «Это уже завтра утром. Сегодня успеть бы сделать несколько ходок. Да, пауков-ремонтников я заберу. И завтра они тоже потребуются. Зато товары, что перевезем с базы, перекроют многие наши потребности на долгое время». Добыв 5 улучшенных модулей эрго-генераторов, обошедшихся мне в 4 редких кристалла, я оседлал свой мотоцикл и прямо из здания терминала перенесся на точку выхода в окрестностях Романовки. Не скрываясь, выбрался на дорогу и неспешно покатил к деревне, размышляя по пути, потратится ли, чтобы приобрести несколько дронов эпического ранга, или приобрести 2, редкого. То, как бойцы из Бретсиза легко сбили обе птички, лишив нас разведки с воздуха, мне не понравилось. Слишком уж легко у них получилось. На въезде в Романовку меня встретил Сергей, вооруженный АКР. «Привет, командир!» Я пожал протянутую руку. «Докладывать в целом нечего. Мы только начали обустраиваться. Кузьма с мальчишками обошел все огороды. Кира на хозяйстве, ну а мы с Игнатом только подыскали несколько мест для секретов. Минут 20 назад вернулись. Я на минуту заскочил. За Спиридонычем. Пояснил я причину своего визита. У нас тут счастье привалило. Понадобился водитель трактора. Я не могу за шофера работать, нужно будет держать на охране периметр». «Понятно», — кивнул Филин.
Ну тогда пошли, покажу тебе нашу новую базу». Вся компания обнаружилась не там, где я ожидал, в здании администрации, а в неприметном небольшом доме на окраине. «Игнат сказал, что в этот дом чужаки полезут в последнюю очередь», — пояснил мне Сергей. И я согласен с ним. А еще с чердака очень хорошо дорога просматривается. Похоже, мне следует Борисовича на день-другой к себе забрать, чтобы он помог выявить бреши в обороне», — произнес я, ставя мотоцикл на подножку. «Но это послезавтра». «Сергей, приветствую!» С крыльца к нам вышел Игнат. «Что-то случилось? Я ждал тебя не раньше, чем через 3 дня». «Привет. Случилось, но хорошее. Пришлось приехать за Кузьмой Спиридоновичем», — пояснил я. «Тракторист срочно понадобился. Кстати, тебе сюда, может, что-то нужно из стройматериала?» «Если только мешки под строительный мусор», — чуть подумав, ответил Сизов. «А что, мы разбогатели, что ли?» «Можно и так сказать. В общем, я хочу немного усилить в Романовке обороноспособность и через несколько дней перекину сюда 2 зенитных установки на базе пулемета Владимирова. Можешь подыскать для них хорошие позиции? Ну и составь список, что потребуется на их обустройство». «Ну, одну бы я у дороги организовал. Там и место хорошее имеется. Небольшая возвышенность, с которой виден приличный участок трассы. Ну и здесь одну, в соседнем доме. Только какой в этом смысл, если у тебя нет и 100 бойцов?» «Бойцов наберем, в этом я уверен. Выживших еще много осталось, и игроков среди них немало». «А еще есть мой племянник, у которого как раз под 100 бойцов», — намекнул Игнат и улыбнулся. «Разумеется, он не захочет быть чьим-то подчиненным, но мне думается, что вы найдете общий язык». «Сейчас нужно думать о выживании, а не решать, кто главный», — присоединился к разговору Кузьма. Он уже минуту как вышел из дома и слушал наш разговор. «Сергей, то есть парторг. Тьфу, никак не привыкну к этой ерунде. Я услышал, что ты за мной прибыл». «Да, зови мальчишек. Для них тоже дело найдется». Когда вернулись к терминалу, группа добытчиков уже была в сборе, погрузившись в кузов Урала, за рулем которого сидела Цандра. Вот же, нашла свое призвание, и ей это, похоже, нравится. «Спиридоныч, цепляй телегу к трактору и выгоняй его. А Ваня с Сашком пусть лезут в кузов». Я махнул рукой Юре, вставшему у борта. «Цезарь, помоги парням подняться. С нами поедут». «Сереж». Тихий женский голос отвлек меня от начавшейся суеты. Столько в нем было тревоги, что меня словно выдернули из одной реальности в другую. Повернувшись, я встретился взглядом с Гердой. Видимо, она вышла, чтобы проводить всех. С ней рядом были дочери. «Давай отойдем немного», — предложил я и, не дожидаясь, двинулся к входу в терминал. На ходу махнул рукой Полине. «Ждите!» Очутившись внутри здания, повернулся к Галине, которая выглядела очень встревоженной. «Рассказывай». «Миша, я чувствую, что с ним беда», — произнесла женщина, опуская глаза. «Объяснить не могу, но уверена, он прямо сейчас в беде». «Ты посмотрела видео, что он записал?» — спросил я. «Да, видела раз 15 от начала до конца». «Галя, ты же понимаешь, что ни тебе, ни мне нельзя с ним видеться. Вернее, можно, но это потянет за собой такие проблемы, что, скорее всего, кому-то придется умереть». «Я помню наш разговор». Супруга брата продолжала смотреть в пол. «Но, может быть... Сереж, я не знаю, что делать, но и сидеть без дела не вправе». «Давай я займусь этим завтра», — ответил я. «Утром посещу Брэсис, передам весточку. Может, заберу послание от Михи. Ты, главное, не переживай. Брат справится, он сильный. Настя, Надя, ну скажите маме, что ваш папа справится». «А он сможет когда-нибудь вернуться?» — робко спросила младшая племянница. «Мы придумаем что-нибудь». Мой голос был тверд. Нет, я не обманывал своих родственников. У меня действительно была одна идея, которую можно было реализовать только когда я подниму в воздух Рихор. Есть один вариант, но нужно подождать несколько дней. А сейчас давайте обнимемся и пожелаем, чтобы у вашего папы все было хорошо. Когда я вернулся на посадочное поле, все уже были готовы к выезду, в том числе роботы. 2 ремонтника и Рух, стоявшие перед грузовиком. Приблизившись к машине, я протянул Юре 2 защитных артефакта редкого ранга в виде уже привычных наручей. «Пусть мальчишки оденут», — пришлось пояснить мне, видя непонимание на лице Титова. «И передай Пришке, чтобы глаз с них не сводила». Оседлав мотоцикл, а точнее уже эргоцикл, я выехал чуть вперед и остановился. «Мидас, присматривай за простыми людьми. Не хотелось бы, чтобы по чьей-то глупости они погибли». «Принял, командир», — прозвучало в ухе. «Будь осторожней». «А куда же я денусь?» «Да. Сейчас выслушай мой приказ, он касается всех сразу.
Повернувшись к технике, повысил голос. «Слушайте внимательно. Сейчас я и дроиды перейдем на ту сторону. Убедимся, что там безопасно. Затем я вернусь и открою уже большой портал. Если что-то пойдет не так, Цезарь получит клановое сообщение. Первое. Даже не думайте лезть следом за мной. Второе. На ту сторону переходят лишь вооруженные бойцы, имеющие защитные артефакты. С вами пойдет Мидас. Все, ждите». Открыв зеленоватый портал, я отдал через нейросеть приказ дроидам и первым вошел в пробой. Чисто. На территории базы, как и на прилегающей территории, тишина. Нейросеть, подчиняясь моему приказу и используя мое же зрение, просканировала все видимое пространство и не обнаружила признаков, что здесь после нас кто-то был. «Контролировать ворота!» — приказал я Руху, указав нужное направление. Впрочем, с нейросетью любые уточнения теряли смысл. Она передавала куда больше информации, чем мои слова. Я же, открыв еще один портал, вернулся назад к космопорту. «Командир, все хорошо?» — поинтересовалась Зена. «Более чем. Цандра, въезжаешь первой следом за мной. И сразу направляешься к продуктовому складу. Кузьма, ты едешь следующим. Цезарь покажет тебе, как подъехать к ангару с хозяйственными принадлежностями. Всем все ясно?» «Так точно!» Первым отозвался Спиридоныч. «Ну, тогда заводим технику, прогреваем двигатели и поехали». Выждав 2 минуты, я использовал редкий кристалл, так как опасался, что трактор не пройдет в улучшенный. Было опасение, что синий портал не сработает на пробой в пределах одной планеты, но к моей радости все получилось. Проехав на другую сторону, я мысленно приказал порталу не закрываться. Лишь когда тракторная телега полностью оказалась на территории базы, деактивировал пробой. «Приказ для всех!» — вышел я на общий канал связи. «Держим ухо востро, но сами не сидим на месте. До наступления сумерек осталось 2 часа, не больше. Так что работаем все. Цезарь, ты поднимайся на вышку, которая расположена в правом от ворот углу, и контролируй подходы. А мне нужно кое-что сделать, так что некоторое время я буду вне зоны доступа. Все, работаем!» Отдав последнее распоряжение, я мысленно обратился к упорядоченному и через миг уже находился в помещении аукциона. Тут же перенес себя в торговую лавку и подал запрос. Летающие дроны эпического ранга с установленным модулем защиты. Разумеется, такие имелись, и мне сразу было предложено с 10 вариантов. Вот только цены кусались. Самый дешевый стоил 11, а средний по цене 24 эпических кристалла. Увы, пришлось брать дешевый, хотя я понимал, что это не тот случай, где нужно экономить. Едва сделал покупку, тут же вернулся в реальность. Провел сопряжение артефакта с нейросетью и поднял дрон в воздух. Ну вот, теперь можно и делом заняться. «Цезарь, как обстановка?» «Командир, это ты поднял птичку?» Вместо ответа спросил Юра. «Да. Тогда направь ее ближе к основной трассе. Там какая-то серьезная движуха и, похоже, в нашем направлении. Далеко больно, и с солнечной стороны. Я не могу толком рассмотреть. В остальном все хорошо, периметр чист». «Сейчас разберемся», — ответил я и, связавшись с дроном, двинул его в направлении главной дороги, ведущей в город. Хороший артефакт мне попался. Шустрый, хоть и имел целостность всего в 80%. Меньше чем за минуту он удалился на почти максимальное расстояние от оператора и замер, сканируя трассу и прилегающую к ней территорию. Уловил одно движение, второе приблизил картинку. Люди. Нет, не измененные, а именно люди. По одному, по двое, укрываясь заброшенными машинами, двигаясь по оврагу, через редкие лесопосадки, вдоль заборов промзоны они покидали город. Глядя на все это, я вдруг внезапно понял, что прямо сейчас вижу большую группу горожан, которые каким-то образом смогли выйти из жилых массивов и сейчас спешно покидают место, в котором раньше было комфортно, а сейчас попросту не выжить. Нейросеть услужливо собрала информацию и выдала довольно внушительную цифру — 186 человек. «Люди, это, конечно, хорошо. Вот только куда они идут?» Пробормотал я и увел дрон в сторону, пытаясь рассмотреть, не преследует ли беглецов кто-то. «Измененные?» — раздался в ухе встревоженный голос Титова. «Нет, просто люди», — ответил я. «Около 200 человек, и, похоже, они скоро начнут умирать». «Почему?» — голос Цезаря прозвучал настороженно. «Потому что за ними по пятам идет крупная стая измененных». Вот ты про чё», — с облегчением произнес Юра. «Что будем делать, командир? Станем им помогать?» «Ты думаешь, я могу их бросить вот так?» — улыбнулся я. «Люди нам нужны, как и мы им. Так что придется, видимо, пошуметь.
Эх, опять часть планов накрылась медным тазом. «Цандра, ко мне! Живо!» Глава 6. Бородатые вести. «Работайте, ни на что не отвлекайтесь», — отдал я приказ, выезжая на дорогу. «Закрывайте ворота и продолжайте погрузку. Как закончите, возвращайтесь домой. Я вернусь, возможно, даже раньше, чем вы справитесь». «Будь осторожней», — попросила Полина. «Не переживай. До меня сейчас очень сложно добраться. Все, не отвлекаемся». Набрав скорость, я покатил по старому, изрядно побитому асфальту. Расстояние до главной трассы приличное, твари точно не поймут, откуда я еду. А значит, есть все шансы спасти людей. Мой план был прост. Выехать на перекресток с главной дорогой, затем отключить поле искажения и сделать несколько выстрелов по измененным из АКР. А когда измененные сагрятся на меня, взять направление на дачный поселок и затеряться в нем. Удалившись от базы, я прибавил скорости, опасаясь не успеть. Уж больно коротким был разрыв между отступающими людьми и преследующими их измененными. Так что перед перекрестком мне пришлось начать торможение, чтобы не проскочить и привести свой план в действие. Остановившись точно на пересечении дорог, я отдал через нейросеть приказ дрону лететь в направлении дач, а сам осмотрелся. Вот они, порождение упорядоченного, во всей своей мерзости. Порыкивая, периодически нападая друг на друга, они уверенно шли за своими вожаками, а те, в свою очередь, по следу, оставляемому людьми. 3-й и 4-й уровень, а у 2 уже 5-й. Черт, слишком быстро для безмозглых существ они набирают уровни. А ведь это означает, что твари могут меня вычислить, несмотря на искажения. Ничего, отобьюсь, сколько бы их ни было. Бросил взгляд в противоположную сторону. Отсюда людей не видно. Успели удалиться и к тому же умело прячутся. Надо же, обычные горожане за несколько дней наловчились скрываться, используя местность. Впрочем, жить захочешь и не такими навыками обзаведешься. «Ну, понеслась», — произнес я и деактивировал скрытность как с себя, так и с мотоцикла. Передернул затвор АКР, вскинул к плечу приклад и прицелился в 5-уровневого, измененного обладателя человеческого тела, 6 мощных гибких конечностей и лысой крокодильей головы. Твою же мать! Ну какое же это порождение упорядоченного? На подобные метаморфозы разве что хаос способен. Выстрел, и тварь, настолько сосредоточенная в поиске следов, что не заметила моего появления, закувыркалась по земле. Еще один выстрел, и второе чудовище, недавно бывшее человеком, пало замертво. Нейросеть подсвечивала алым тех измененных, что находились ближе, и мне оставалось лишь прицелиться и выстрелить. Крайне удобно, особенно при моем дефиците времени. Я успел опустошить половину магазина, прежде чем понял — все, можно убираться отсюда, увлекая за собой оставшихся тварей. Теперь для них есть лишь одна цель — сумасшедшая одиночка на мотоцикле. Повесив автомат за спину, я неспешно съехал на дорогу, ведущую к дачам, и также медленно двинулся по ней, одновременно отслеживая с полсотни тварей, со всех ног бросившихся за мной. Отлично, теперь у людей, бежавших из города, есть шанс. К тому же их должны встретить Цандра и Цезарь на Ильиче и сопроводить до Сенцевки. Сделаем село этакой карантинной зоной, где спокойно можно будет выявить, кто есть кто из спасенных. Ну а дальше по обстоятельствам. Двигаясь по дороге, приказал нейросети передать картинку с дрона. Отлично, на километр вперед, до самого дачного поселка дорога абсолютно чистая. Теперь главное — сохранить внимание тварей на моей персоне. Забираясь сюда, я преследовал сразу 2 цели. Дело было в том, что я знал этот дачный поселок. Часто приходилось заезжать по работе, и потому я знал, если проехать сквозь дачи, можно выбраться на проселочную дорогу, по которой добраться до противоположной части города, а там байкерский клуб. Зена каждый день меня спрашивает, когда мы сможем попасть туда, а тут такой шанс решить задачу в одиночку. За себя я не переживал, а вот брать кого-то еще в столь дальнюю поездку — лишний риск. Пришлось остановиться еще один раз, чтобы прикончить 2 особо шустрых измененных, передвигающихся с огромной скоростью. Покончив с ними, постепенно начал набирать скорость, чтобы в поселке немного оторваться от преследования. Влетев на главную улицу, не притормаживая, пронесся по ней первые 3 квартала и только когда доехал до местного магазина, чуть сбавил скорость. Надеюсь, здесь нет нормальных людей, иначе мне придется менять свои планы. Впрочем, что мешает мне увести измененных за пределы жилого сектора?
Мне как раз нужно выбраться на старую технологическую трассу, которой не пользуются по назначению уже несколько лет. Разве что местные дачники и рыболовы с охотниками знают о ней. Никто не спешил выскакивать ко мне навстречу, как и стрелять по странно одетому байкеру, у которого бесшумный мотоцикл. Да и дрон, зависший над поселком, не фиксировал никакого движения. Я еще раз свернул на нужную мне улицу и остановился. Вновь взял автомат, перезарядил его, после чего дал 2 коротких очереди. Затем набрал в легкие побольше воздуха и крикнул: «Эгегей! Есть живые!» В ответ тишина. Разве что послышался визг какой-то твари. Видимо, угодила под лапу более сильному измененному. Что ж, я пытался. Дав еще одну короткую очередь, вернул автомат за спину и двинулся дальше. 2 дела я уже сделал. Избавил беглецов от преследования и убедился, что здесь нет человеческого анклава. Осталось выехать из дачного поселка, проехать с десяток километров по технологической трассе и выбраться на шоссе, расположенному с другой стороны города. Мысленно дав команду дрону двигаться надо мной на максимальной высоте и фиксировать любое движение впереди, а сам начал вновь набирать скорость. Несколько сотен метров по проселочной грунтовке, и я, наконец, вырулил на широкую дорогу. Когда-то здесь был угольный разрез, но сейчас на его месте расположен пруд, так любимый местными рыбаками. Мысли свернули к воспоминаниям о прошлой жизни. Тогда из всех моих проблем было общение с клиентами, часть из которых обладали свойством бесить. Тут же в голове возник самому себе вопрос. Хотел бы я вернуть все назад? Дом, работа, развлечения, посиделки с друзьями? Ответить не успел. Именно в этот момент дрон сообщил о движении. Перед взором тут же сформировалась виртуальная, почти прозрачная карта, на которой красным маркером было обозначено местоположение цели. В верхнем правом углу добавилось изображение, на котором я увидел человека, спешащего по тропинке с двуствольным ружьем в руках. Ружье старое, видавшее виды, скорее всего, артефактное. Что ж, попытаемся договориться с незнакомцем. А точнее, с незнакомкой. Только по-быстрому, а то до темна осталось чуть больше 2 часов. А мне еще нужно успеть добраться до байкерского клуба и вернуться домой. Доехав до тропы, ведущей к пруду, я остановился. Женщина спряталась, но я видел, что она укрылась в 50 метрах от дороги за деревьями. «И долго ты собираешься там лежать?» — нарушил вечернюю тишину мой голос. «Едь туда, куда направлялся, чужак. У меня взять нечего», — раздался в ответ смутно знакомый голос. Где-то я его уже слышал. Стоп! А это не продавщица ли? Из ларька, что в дачном поселке. Помнится, глазки мне строила, когда я с товарищами приезжал рыбачить на карьеры. Жаль, забыл, как ее звали. Ну да ничего, сейчас мы ее разговорим. «Помнится, по весне, когда я с товарищами закупал в твоем ларьке пиво, ты совсем иначе обо мне думала», — ответил я. «Лучше вот что скажи. В дачном поселке, кроме тебя, еще живет кто-нибудь?» «Черт!» — приглушенно произнесла девушка, а затем добавила уже громко. «А тебе какое дело?» «Ну, когда я там проезжал сегодня, по улицам ходили измененные. Наверное, 100 их было. А ты явно там живешь, больше попросту негде». «Одна я». Девушка наконец-то поднялась на ноги и двинулась ко мне навстречу. «Вспомнила. Тебя Сергей зовут. Ты часто у нас бывал». «Парторг, мое новое имя», — ответил я. Бывшая продавщица достаточно приблизилась ко мне, чтобы можно было считать игровую информацию. Маша, 3 уровень, класс эпический, интуит. Надо же, нашел золотой слиток рядом с угольным карьером. «Маша, ружье свое зачем бросила?» — спохватился я, увидев, что девушка без оружия. «Поверь, забирать у тебя его точно не буду. Сейчас время такое, когда люди друг другу помогать должны, а не грабить слабых». «Я не слабая», — обиженно произнесла девушка, но при этом все же послушалась, вернулась за двустволкой. «А ты зачем тут разъезжаешь? Бессмертный, что ли?» «Потом расскажу. По делу. Ты как вообще в одиночку выжила?» «Я за несколько дней до всего этого в портал попала. Ну, знаешь, огненно-малиновый такой. И с тех пор у меня перед глазами всякие надписи появляются. А к тому времени, когда пришла общая беда, я уже подготовилась. Оружие еще от отца досталось. Разрешение 4 года назад получила. В общем, после случившегося просидела в ларьке больше суток. А на вторую ночь, когда эти монстры притихли, домой перебралась. Потом целый день охотилась за ними с чердака. Наверное, всех убила». «Понятно». Я старался выглядеть дружелюбно, чтобы не напугать Машу. «Слушай, Мария, в поселок тебе точно нельзя. Там сейчас такие монстры, что в одиночку с ружьем против них не справиться. Но у меня есть предложение. Я могу переправить тебя в другое поселение.
Деревня Сенцовка. Может, слышала?» «Ну, знаю. Мы там с отцом грибы как-то собирали», — ответила девушка. «Вот туда и отправлю, с помощью портала. Согласна?» «А с тобой нельзя?» Нахмурившись, спросила бывшая продавщица. «А со мной лучше не надо. Там, куда я направляюсь, слишком опасно. Так что, готова к переносу?» «Боюсь», — честно призналась девушка. «Сам портал безопасен, а деревня, она рядом. Портал откроется рядом с проселочной дорогой, в лесу. Выберешься на нее и сразу иди вправо. Через несколько минут выйдешь к селу. Там в любой дом забирайся и жди. Завтра утром я отправлю своих людей. Они найдут тебя. Да, возьми это, на всякий случай». «Зачем это?» Девушка приняла из моих рук пистолетный патрон, произведенный в ремонтном цеху космопорта. «Если вдруг мои люди встретят тебя прямо сейчас, покажешь им это, скажешь, что от меня. Все поняла?» «Да». Маша выглядела взволнованно, а может и испуганно. «Не бойся», — я улыбнулся. «Главное, веди себя тихо, как выйдешь на ту сторону. Мы, конечно, очистили местность от тварей измененных, но мало ли, вдруг какая тварь случайно забрела. Все, шагай». Я сформировал зеленый портал, ведущий в окрестности Сенцовки. Жестом указал девушке, чтобы шагала в пробой. «Нет, я не пойду», — внезапно сообщила Маша, делая шаг назад. «Вот же упертая. Не войдешь сама, затолкаю силой. И поверь, сделаю это без особых усилий», — произнес я, нахмурившись. «На тебя потрачен зеленый кристалл, а ты вдруг решила включить заднюю? Поздно. Шагай, говорю». Девушка вздрогнула от моей последней фразы и сделала шаг вперед. Ну а дальше ей оставалось только подчиниться. Правда, у самого полотна портала она так на меня зыркнула, словно хотела испепелить взглядом. Ничего, еще благодарна будет. Оставшись один посреди трассы, я закрыл пробой и приказал нейросети дать изображение с камеры дрона. Осмотрел окрестности и чертыхнулся. От дачного поселка по дороге мчались с десяток измененных. Нет уж, эти слишком упертые, надо с ними разобраться. А еще нужно озаботиться дальней связью. Сейчас у Мидаса в распоряжении спутники. Думаю, мне можно в любую точку планеты переместиться, и заместитель найдет меня. Но это потом. А сейчас стоит поторопиться. Скоро стемнеет. С технологической трассы я съехал уже в сумерках. Кроме преследовавших меня от дачного поселка тварей, больше никто по дороге не попадался. Как и на грунтовке, ведущей к пригороду. Выбравшись на асфальт, дальше поехал с активированными полями искажения, пустив перед собой дрон. Так неспешно, почти бесшумно проехал по окраине частного сектора, попутно отметив в нескольких местах признаки жизни. Затем был рискованный участок пути мимо строительного магазина и двух конкурирующих супермаркетов. Тут оказалось довольно шумно, если сравнивать с предыдущей дорогой. Кто-то шумел в магазинах, оттуда слышались визг и клёкот, словно там поселились обезьяны и экзотические птицы. Видимо, измененные что-то не поделили между собой. Появилось нестерпимое желание заехать домой, ведь отсюда было рукой подать. За несколько минут можно обернуться. Разумеется, я не стал этого делать, поборов секундную слабость. Вместо этого придавил скорости и выскочил на одну из главных улиц города. Трасса была заставлена машинами, но мотоциклу было достаточно места, чтобы не искать обходной путь. Лишь один раз пришлось проехать по транспортному кольцу прямо по подстриженному газону. Впрочем, без дрона в воздухе я бы не рискнул здесь ехать. После развязки мне оставалось проскочить мимо двух заправочных станций и небольшого предприятия по производству пластиковых окон. Проезжая мимо, увидел в одном из цехов свет. Люди? Возможно. Но сейчас я точно к ним не полезу. Байкерский клуб встретил меня тишиной. Подъезжать к нему сразу не стал, использовал дрон. Облетел по периметру, приблизился к окнам и лишь после направился к явно пустующему зданию. Вокруг клуба валялись трупы измененных. Много трупов, счет которых шел на сотни. Похоже, здесь произошло то же, что и у меня на второй день слияния. Твари решили мигрировать и нарвались на людей. Защитники приняли бой, а вот что произошло дальше, неясно. Двери и окна вроде целы, так что есть все шансы, что люди ушли отсюда своим ходом. Главный вход оказался заперт изнутри, и мне пришлось идти к той двери, через которую меня в прошлый раз пропустили внутрь. Здесь обнаружился навесной замок, но не закрытый. Похоже, кто-то озаботился, чтобы в клуб не попали твари. Открыв дверь, я приказал нейросети перестроить зрение на ночное, затем поднял дрон над крышей, чтобы он отслеживал все подходы. Ну вот, теперь можно и начать поиски. Пройти в личные покои Бороды не получилось, все было заперто, зато в главный зал прошел без труда. Здесь был небольшой беспорядок, похоже, клуб покидали в спешке.
прошелся вдоль столов и, наконец, добрался до барной стойки. Тут меня ждал лист бумаги, прижатый пустым стаканом. Освободив записку, я вчитался в строки, написанные размашистым почерком. «Если ты мимо проходил, оставь это послание, оно не для тебя. Все, что здесь осталось ценного, находится в подвальном помещении, куда тебе не проникнуть, даже если ты используешь взрывчатку. Но я добрый, поэтому загляни за стойку. Тут есть все, что потребуется для достойного существования аж на целую неделю. Так что верни послание под стакан и ступай с миром. А теперь для тех, кому я писал изначально. Парторг, Сизов, Брагин. Если кто-то из вас добрался сюда, значит, вы ищете меня. Увы, но в клубе больше небезопасно находиться, и мы все переехали на станцию Север-Коксовый. Ищите нас на территории торгового комплекса «Вольво». Дочка, если ты еще жива и смогла пробраться сюда, знай, я тоже жив и ищу тебя. 2 раза в неделю сюда приходит мой человек, так что спрячься и жди. Борода». «Жив, значит», — улыбнулся я. «Это хорошо». На то, чтобы посетить аукцион и приобрести там блокнот с авторучкой, ушло 2 минуты. Параллельно отметил про себя, что добыча кристаллов может быть разной. Только что кто-то буквально из ничего заработал на мне 1 простой кристалл, при этом не пошевелив и пальцем. Нет уж, надо включаться во всю эту движуху по полной, иначе клан Урал упустит много интересного. Быстро написав встречную записку, я положил ее поверх старой и придавил стаканом. Оставалось еще одно дело, не позволяющее мне вернуться домой прямо сейчас. Поиск точки выхода в данной локации. Кататься по объездной в одиночку — это весело, но непродуктивно и крайне опасно. Даже мне. Кто же знал, чем обернутся эти самые поиски? Интерлюдия 4. Арнитель. «Дочь леса, кто отправил тебя на перерождение?» Голос говорившего был холоден, как могила. Арнитель, склонившая голову, замерла неподвижно в 5 шагах от трона. Она боялась пошевелиться, чтобы не усилить гнев старшего брата. «Человек. 1. Я не смогла увидеть его информацию. Похоже, его класс выше эпического». «Как он убил тебя?» «Я не поняла, старший. Мне почти удалось добраться до него. Но в самый последний момент наступила тьма. Затем я возродилась». «Ты хочешь сказать, что у него мультикласс?» «Или очень высокий уровень», — добавила Арнитель. «Не ниже 10-го». «Это исключено. Он не успел бы. Ладно, можешь отдохнуть 1 день и отправляться в мир 1-го уровня. Твое задание завершено». «Кастиэль погиб?» Девушка затаила дыхание в надежде, что ее тайное желание исполнилось. За последние полгода она возненавидела этого хумана больше, чем весь людской род. «К сожалению, нет. Но могу тебя порадовать. Теперь он сделает все, чтобы убить как можно больше своих собратьев в твою честь. Ведь хуман уверен, что ты погибла». «Старший, когда человек станет не нужен, можно я его прикончу? Лично?» «Я порадую тебя, младшая», — усмехнулся брат, и лицо Арнитель исказила хищная улыбка. Глава 7. Клановые соревнования. Поиски точки выхода — весьма непростое занятие. Сначала нужно определить границы локации, а потом начать ее прочесывать. К счастью, мой высокий уровень позволял сканировать площадь до 50 метров в диаметре, а мотоцикл весьма помог в скорости обнаружения. Сначала я прочесал все дороги, помня, что точки выхода любят появляться на обочинах. Заодно нашел границы локации. Затем стал исследовать тропинки и прочие места, где можно проехать на мотоцикле, но в итоге задолбался. Остановился на том, что решил попросту зачистить локацию. Из города твари не должны набежать, а местных я почти всех видел, их не больше 2 десятков. Разумеется, отстреливал измененных из эрго-штуцера и эрго-боя, чтобы сильно не шуметь. Рассчитывал провозиться до утра, но местные твари оказались стаей, хоть я и думал, что они бродят сами по себе. В итоге, после убийства первых 2, я был атакован сразу всеми измененными, взявшими под свой контроль заправочную станцию, придорожную закусочную и строительный двор. На уничтожение всех тварей ушло аж 20 эргов, но зато я получил долгожданное оповещение. Игрок Парторг
Ты в одиночку зачистил локацию «Клуб байкеров», рассчитанную на 2-й уровень от мутировавших тварей. Локация переходит под твой контроль. Награда: 3 редких кристалла, 15 КСО. Парторг. Клан Урал взял под контроль условную единицу поверхности планеты и находится на 947-м месте в межклановом рейтинге Земли по количеству контролируемой поверхности. «Ну вот, оказывается, мы не такие особенные, в конце первой 1000 болтаемся», — пробормотал я себе под нос, хотя... Я мысленно пожелал узнать, какое место занимает Урал по общему зачету, и неожиданно получил ответ. Клан Урал в общем зачете находится на 117-м месте в межклановом рейтинге Земли. «А вот это уже намного лучше», — обрадовался я. «Ничего, скоро обгоним всех. Немного осталось». Запросив у упорядоченного места расположения точки выхода в новоприобретенной локации, увидел карту и мысленно обругал себя. Надо же, объехал все дороги, а нужное оказалось за высоким забором строительного двора. И поэтому я не увидел его. «Все, пора домой», — пробормотал я, открывая зеленый портал. Даже сейчас, с приобретенными сверхспособностями, накопившаяся усталость буквально валила меня с ног. Космопорт не спал. У транспортного бокса стояла техника, и ее прямо сейчас разгружали все, кто был свободен. Игроки клана, дроиды и простые люди. «Командир, рад тебя видеть, живым и здоровым!» — прозвучал в ухе радостный голос Мидаса. «Мы тут уже переживать начали!» «Пришлось задержаться», — ответил я и помахал рукой Полине, которая находилась в кузове Урала, и указывала, что сгружать на транспортные платформы, а что оставить. Моя девушка, до этого хмурая, тут же изменилась в лице и послала в ответ воздушный поцелуй. «Мидас, у меня есть сразу несколько хороших новостей», — продолжил я нашу с помощником беседу. «И да, пока помню. Завтра поутру нужно отправить в Сенцовку отряд, забрать нового игрока. Кстати, Цандра уже уехала встречать горожан. Может, ее туда и отправить? Наладит контакт с новенькой, заодно сразу расселит людей». «Да, заведующая автопарка взяла с собой Цезаря, и они вдвоем под прикрытием Мидаса прямо сейчас едут в направлении города. Я как раз отслеживаю их с помощью спутника. Как только окажутся в зоне устойчивой связи, я передам им твои распоряжения. Да, у меня есть предложение — установить на всех наших поисковой маркер. Тогда я легко смогу обнаружить любого соклановца в пределах нашей планеты». «А другие смогут нас отследить?» — уточнил я, а сам жестами показал приближающемуся Дарку, чтобы он оставался контролировать разгрузку, а не шел ко мне. «Для этого потребуется специальное оборудование эпического ранга и много времени. А если мы будем менять маркер раз в неделю, как это было принято в ВКС Бретсиза, то никто не сможет отслеживать клан Урал». «Хорошо. Работай над этим. Весьма полезное дело. Кстати, как обстоят дела с ЗУФ?» «Утром можно будет испытать первые 2 экземпляра», — ответил разумный дроид. «Оба крупнокалиберных пулемета получились редкого ранга. Я уже продумал, как установить подобное орудие на имеющуюся у нас технику. И еще один важный момент. Из тех дроидов, что сегодня привезли с базы, можно будет восстановить одного, только необходимо переподчинить центральный процессор, и эта работа как раз для тебя. И я предлагаю вооружить новичка именно новым оружием. Лучшего испытания не придумаешь. Двойной боекомплект он запросто унесет, а значит, автономность получится довольно высокой. Такого помощника можно отправить на защиту одного из подконтрольных клану поселений». «Мидас, меня не было всего несколько часов, а ты уже столько идей озвучил, причем толковых, что я в растерянности. Давай отложим остальное обсуждение на завтра, а то я чувствую себя настолько усталым, что скоро начну засыпать на ходу». Не задерживаясь, я прямо в мотоцикле вкатился через центральный вход и, не останавливаясь, проехал к ремонтному цеху. Ближайшее от моего номера место, куда не войдет посторонний, идеально для хранения техники. Из ремонтного цеха направился прямиком в душ, чтобы смыть всю усталость, накопившуюся за этот длинный, нескончаемый день. После рассчитывал сразу лечь спать, а доклады подчиненных заслушать утром, но внезапно напомнил о себе желудок, и я направился в столовую. Полусонный получил от Пришки, дежурившей в столовой, тарелку рисового супа и приступил к позднему ужину. Именно в этот момент в помещение вошли все игроки, занимавшиеся разгрузкой. «Командир, выглядишь помятым», —
сообщила Зяна, усаживаясь напротив меня. «Зато узнал, что твой отец жив», — ответил я, улыбнувшись. «Более того, он собрал целую команду и сейчас обитает где-то в промзоне. Клуб оказался плохим местом для проживания». «Ура!» — обрадовалась девушка, вскакивая из-за стола и обнимая Пришку, оказавшуюся рядом. Та только и смогла что пискнуть, словно мышь, попавшаяся в мышеловку. Байкерша же, отпустив девушку, подскочила к столу и, уставившись на меня требовательным взглядом, спросила. «А когда мы встретимся? С моим отцом?» «Думаю, что послезавтра. Раньше вряд ли. Хотя...» Я оборвал себя на полуслове. «Черт, чуть не проболтался про спутниковую группировку. В общем, как только Борода пришлет своих людей проверить клуб, то вскоре вы и встретитесь. А пока лучше расскажите, как прошла погрузка. Не было ли проблем на базе?» «Ты увел за собой всех измененных», — ответила Полина, присаживаясь справа от меня. «Так что все прошло спокойно. Мы даже вышли наружу и забрали всех роботов». «Это вы правильно сделали», — согласился я. «Теперь осталось дождаться хороших вестей от Цезаря, и можно считать, что день прошел удачно. Мидас, если я срочно понадоблюсь, буди. Во всех остальных случаях решай сам или через старшего ночной смены. Все, я спать». Добравшись до кровати, я рухнул на нее лицом вниз и практически сразу уснул. Разбудила меня нейросеть. Замечательный будильник. Отключается сам, как только ты просыпаешься, а главное, бесшумен для окружающих. Тихо добравшись до ванной комнаты, я ополоснул лицо, почистил зубы и лишь после оделся. Под конец натянул на себя все защитные артефакты, блокатор способности упорядоченного, про который я постоянно забывал, и, поцеловав спящую Полину, вышел из номера. «Мидас, кто у нас лучше отдохнул, Дарк или Цезарь?» — спросил у помощника, направляясь в столовую. «Дарк», — коротко ответил разумный дроид. «Как прошла поездка Цандры?» «Приехали 3 часа назад. Им удалось спасти 27 простых людей и 2 игроков 2-го уровня. Оба владеют улучшенными классами, но не боевыми. Один собиратель, второй кузнец. Всех разместили в селе и забрали оттуда девушку-игрока, про которую ты говорил». «Хорошо. Тогда разбуди Дарка и отправь его в столовую. Прогуляемся с ним на Брэдсис. Надо узнать, как обстоят дела у брата». «Командир, я бы не стал так рисковать», — произнес Мидас, намекая на обстоятельства. «А я и не рискую. Все под контролем, Мидас. Главное, чтобы сам Михаил не подвел». В столовой меня встретила Герда. Хмурая, она не произнесла ни слова, но всем своим видом словно бы говорила «ты обещал». Лишь когда пришел Дарк, и я посвятил его в наши планы, супруга брата оттаяла. «Доедай и выдвигаемся», — приказал я товарищу, поднимаясь из-за стола. «Мне как раз нужно кое-что проверить». Выйдя в коридор, я вновь обратился к заместителю. «Мидас, сосредоточь все внимание на создании ЗУФ и восстановлении трофейного дроида. Ну и продолжай отслеживать ближайшие окрестности, прилегающие к нашим землям. Цель — человеческие анклавы рядом с нами, их численность, поведение. Мы с Дарком ненадолго, но мало ли. И еще, как только проснется Цезарь, пусть посетит Романовку и приведет Игната. Мне нужно срочно поговорить с нашим испытуемым. Есть у меня для него весьма интересное предложение». «Будет сделано, командир», — как и всегда ответил Мидас. Пока я вооружался и собирал по-новому тревожный рюкзак, Алексей уже позавтракал и ждал меня у выхода из терминала. Я, не говоря ни слова, активировал искажение пространства, затем создал портал и сообщил товарищу. «Считай до 10. Потом входи». И сам тут же шагнул в пробой, чтобы через миг появиться на поляне. В руках у меня было оружие, предназначенное для ликвидации адептов Некронта. Но я в любой миг был готов поменять подобие ружья на эргокол. За прошедшее время на поляне ничего не изменилось. Даже тело убитой нами Некронтки по-прежнему валялось там, где мы его оставили. Непорядок. Я отцепил от рюкзака дрон и подбросил его вверх. Дождался, когда он взлетит, и отдал приказ обследовать окрестности. А сам двинулся к дереву, на котором мы с братом оставляли друг другу послание. Увы, но там оказалось лишь то, что я сам туда положил прошлым утром. «Командир!» Дарк тоже совершил переход и сейчас разглядывал труп. «Почему некронцы не забрали ее?» «Не знаю. Может, потому что не чувствуют в этом месте присутствия родной силы? Михаил отсюда ушел и не возвращался. Знаешь, а давай осмотримся. Что-то не нравится мне, но не могу понять, в чем причина». Приказав дрону облететь здание гостиницы, я не обнаружил там признаков жизни,
после чего поднял птичку на максимальную высоту, прямо над нами. «Давай пройдемся по старой дороге. Час времени у нас есть. Может, найдем что-нибудь», — сообщил я товарищу о ближайших планах. «Не нравится мне что-то. Не мог Михаил забыть о весточке от родных. Должен был забрать». 20 минут пути по заросшей травой дороге вывел нас к довольно широкому шоссе. Тут даже кто-то следил за дорожным полотном. Прикинув, куда мог пойти брат, я решил свернуть направо. Прошагали еще четверть часа, и лишь после я велел остановиться, а сам направил вперед дрон. Тот пролетел несколько сотен метров и завис, сканируя камерой дорогу. «Что там?» — поинтересовался Алексей. «Похоже, тела. Хырги, или как их там? Какие-то животные. Несколько брошенных повозок. Черт. Давай-ка подойдем поближе. Если это Михаил постарался, то все очень плохо». 3 десятка убитых разумных и 14 животных, отдаленно похожих на наших ишаков. 9 повозок, наполненных различными сельскими товарами, вроде овощей, корнеплодов и прочим. Судя по лежащим телам, аборигены даже не пытались обороняться. Или не успели. Склонившись над телом одного убитого, я осмотрел его и пришел к выводу, что стреляли из АКР или иного автоматического оружия, причем не экономили на патронах. Определив, откуда велся огонь, я перешел к обочине и почти сразу обнаружил россыпь автоматных гильз. «Это Михаил их положил», — сообщил мне подошедший Дарк. «Он оставил послание». «Где?» Я поднялся с колена и отшвырнул в сторону горсть земли, в которой было сразу 2 гильзы. «На борту, вон той телеги», — указал Алексей. Михаил был краток. На боку местного грузового средства было выведено кровью. «Серый, я сорвался. Не ищите меня. Боюсь, при встрече могу убить. Миха». Дрожащей рукой я извлек из бокового кармана рюкзака смартфон и сделал фотографию, стараясь не захватить в объектив тела аборигенов. Затем отошел и сделал еще одно фото уже с панорамой. Черт, и вот как мне теперь быть? Как можно спасти брата? Как все это объяснить Галине? Я же знаю, она в нем души не чаяла, как и дочери. «Уходим отсюда», — произнес я, убирая смартфон. «Все, что могли, мы сделали. Дальше Миха сам. Только сотрем это художество. Незачем оставлять лишние следы». Несколько выстрелов из аргобоя разнесли деревянный борт в щепки. Я же, стирая надпись весьма экстравагантным способом, думал о том, что мне сегодня еще предстоит знакомиться с новыми игроками, а затем надо будет навестить Бороду, Сизова и, наконец-то, уже испытать обновленные зубы. Словно прочитав мои мысли, упорядоченная решила посмеяться надо мной, прислав очередное сообщение. Внимание! На планете Земля зафиксировано 1000 кланов, взявших под контроль одну условную единицу поверхности. Активирован протокол, первый из сильнейших. Первые бои за место в рейтинге состоятся через 3 минуты 59 секунд. «Это еще что за хрень?» — выругался я, после чего еще раз перечитал сообщение. Разумеется, времени у меня осталось всего 3 минуты. Поэтому тут же создал портал домой и, едва сформировался пробой, тут же приказал Дарку: «За мной!» Очутившись на посадочном поле, сразу связался с заместителем. «Мидас, объявляй боевую тревогу!» «Объявил, командир!» Тут же ответил помощник. «Но вынужден заметить, что нам ничего не угрожает. Я прямо сейчас контролирую всю прилегающую к космопорту местность с помощью спутника». «Мне нужно, чтобы все вооружились и взяли тройной боекомплект. Время на сборы 1,5 минуты». Продолжил я отдавать распоряжение, но затем все же объяснил. Упорядоченная устроила межклановые соревнования, и мы попадаем в эту движуху. Не знаю, что там нужно будет делать, но лучше все свое иметь с собой». «Будет сделано, командир», — ответил заместитель. «Дарк, слышал меня? Бегом за дополнительным боекомплектом!» Рявкнул я на питовода и сам тут же начал выполнять озвученное мной, рванув бегом в здание космопорта. Алексей тут же последовал за мной, на ходу весело крикнув: «Покой нам только снится, командир!» На забег я потратил меньше минуты, давно так быстро не носился, сломя голову. Ворвавшись в ремонтный цех, тут же начал снимать с мотоцикла закрепленное оружие и навешивать его на себя. Мысленно вызвал сообщение упорядоченного, прочел последние строчки. Первые бои за место в рейтинге состоятся через 1 минута 15 секунд. Что ж, время еще есть. Тут же пожелал переместиться в аукцион. Мысленно выбрал торговлю с игроками, потратил улучшенный кристалл и запросил 4 цинка с патронами, подходящими для АКР. И чуть не выругался, увидев ценники. От 2 редких кристаллов. «Да вы охренели!» — выругался я.
но все же купил 5 цинков за 1 эпический кристалл и сразу же вышел в реальность. «Командир, что происходит?» — раздался в ухе встревоженный голос Цезаря. «Пока сам не знаю, но, сдается мне, сейчас нас забросят в какую-нибудь тьму таракань, где придется сражаться с такими же бедолагами, как и мы». «Ничего не понял», — честно признался Титов. «Почему нас куда-то забросят?» «Межклановые соревнования», — пояснил я, добавив. «Не спрашивай, какие условия, мне самому ни хрена не известно. Просто хочу, чтобы мы были готовы ко всему. Кстати, осталось меньше минуты». «Да, как вернулись из поездки?» «Да нормально. Цандра легко управляется с Ильичом, с ветерком домчали. Даже игроков подобрали». «Сергей, что случилось?» В этот раз в ухе раздался встревоженный голос Герды. «Форс-мажор!» — крикнул я в ответ. «Решил подстраховаться. Ты бы лучше держалась возле дочек. Так мне спокойнее будет. А то...» Договорить не успел. Меня рывком выдернуло из реальности, перебросив в закрытое помещение. Очень похожее на аукцион. Только на стене был один экран, и на нем отображалась информация. Состав группы для межклановых соревнований. 1. Парторг, клан-лидер, 7 уровень, легендарный мультикласс. 2, 3, 4, 5 не выбрано. Время для выбора — 1 минута. Для себя я уже сделал выбор. Взял Дарка, Филина, Цезаря и Цандру. Сначала хотел Полину, но, подумав, решил, что бывшая оперативница подготовлена лучше. Вот когда у моей девушки появятся новые классовые умения, тогда она станет незаменимой в подобных ситуациях. А сейчас пусть займет мое место. Она справится. Зря, что ли, мы с ней обсуждали подобные вещи. Едва я мысленно вписал игроков в пустые строки, как помещение подвернулось туманом, затем все тело на миг сковало холодом, так бывает при переходе сквозь портал, а затем я обнаружил себя сидящим на мотоцикле посреди смутно знакомого пейзажа. Огромные красные плиты, разделенные засыпанными песком трещинами, редкие чахлые кусты и нестерпимо палящее солнце. «Черт! Я здесь уже был!» — раздалось за спиной. Повернувшись, увидел 4 бойцов из моего клана. Все при оружии, с увесистыми рюкзаками. Бросил взгляд под ноги и улыбнулся. Цинки с патронами лежат на земле возле мотоцикла. Что ж, это радует. Начало уже хорошее. Словно желая испортить мне настроение, упорядоченная прислала очередное сообщение. Клан-лидер Парторг. Запущен первый этап межклановых соревнований. Получено задание эпического ранга «Найти и уничтожить гнездо истрийских арахнидов». Срок выполнения — 24 часа. Доступно одно посещение аукциона сроком на 10 минут. Награда — каждому участнику 1 эпический артефакт, подходящий под игровой класс. Переход на 2 этап соревнований. И ниже приписка. Поторопись. На 1000 кланов имеется всего 100 гнезд. Глава 8. Гнездо. «Охрененно», — произнес я, поворачиваясь к товарищам. «Ребят, нам предлагают найти и обезвредить гнездо арахнидов. На полигоне 1000 групп, подобных нашей, и лишь 1 из 10 может победить, остальные проиграют. Времени на все про все дано 24 часа. В каком направлении искать? Неясно». «Поднимем дрон», — тут же предложил Цезарь, указывая на закрепленный на багажнике мотоцикла артефакт. «Обязательно», — согласился я, отстегивая птичку. «А теперь давайте подумаем, где могут скрываться те самые арахниды?» «Скорее всего, это какая-то гора, изъеденная внутри или сеть ходов под землей», — первым произнес Сергей. «Иначе здесь в подобной жаре насекомым не выжить». «Может, здесь есть лес?» — поинтересовалась Цандра. «Пауки любят темноту и сырость». «Вряд ли», — ответил я, наблюдая, как дрон стремительно набирает высоту. «Еще предложение?» «Я согласен с Филином», — отозвался Дарк. «Единственное, что добавлю, скорее всего, рядом с гнездом нет ни одного живого существа». «Цезарь?» «Поддержу Филина», — развел руками Юра. «Кто проходил испытания на полигоне, знает, как местные твари умеют прятаться и появляться в самый неподходящий момент», — произнес я, останавливая дрон на высоте в 100 метров. «Так что грузим боекомплект на мотоцикл и выдвигаемся. Будем осуществлять поиски по спирали. Первые 2 круга я сделаю в одиночку. Затем пойдем вместе. И экономим воду». Пока я дожидался, когда парни закрепят на багажнике Урала 5 цинков с патронами,
Успел облететь дроном площадь в несколько сотен квадратных метров, после чего приказал нейросети проложить маршрут и пометить его призрачной зеленой линией, по которой двинулся. Первый круг вышел 400 метров в диаметре, второй захватил уже 800, а на третьем мы уже разошлись в цепь, оставив между друг другом 20 метров и удалились от центра на 1,5 километра. Время при этом растянулось словно резиновое, а жара начала медленно, но верно забирать наши силы. Стрельбу мы услышали на 5-м круге, удалившись от точки отсчета на 3 километра. Велев остановиться, я с помощью нейросети определил направление, откуда доносились звуки выстрелов, и направил в ту сторону дрон, подняв его на максимальную высоту. И через 2 минуты обнаружил причину шума. «Там 2 группы схлестнулись», — пояснил я товарищам, ожидавшим меня. «Залегли сейчас, перестреливаются, есть раненые. Если продолжим так двигаться, через несколько часов доберемся до них. Непонятна причина их стычки. Может, они нашли гнездо или просто кто-то решил устранить конкурентов. Предлагаю не вмешиваться, но оставить дрон для наблюдения. Или я быстро смотаюсь туда, оценю обстановку. У них простая стрелковка, вряд ли мне что-то угрожает». «Командир, мы можем продолжить движение», — предложил Цезарь. «Если что-то увидим, остановимся, дождемся тебя». «А я бы лучше не разделялся», — проявил осторожность Сергей. «Кто знает, что они там не поделили». «Я под искажением поеду. Вряд ли они смогут меня увидеть случайно. Продолжайте движение без меня. Присоединюсь к вам минут через 20. Да, возьмите 1 цинк с патронами. Мало ли». Вскоре я уже мчался по прямой к месту сражения землян. Дрон исправно транслировал на левый глаз картинку, и я пришел к выводу, что подоспею к концу боя. У одной из групп оказался хороший стрелок, который успел за несколько минут прикончить 3 из 5 противников. При этом тела убитых тут же исчезали, что намекало, они могут воскреснуть на земле. Что ж, хорошо, если мои предположения верны. Когда я приблизился на расстоянии в 200 метров, бой закончился. 4 бойцов азиатской внешности быстро собирали трофейное оружие и снаряжение. Глядя на это, пришел к выводу, что такие соседи нам не нужны. Слишком спокойно они расправились с другим отрядом. Недолго думая, я остановился, спешился и сдернул с креплений эрго-штуцер. Укрывшись за мотоциклом, положил оружие на то место, где раньше был бензобак, а сейчас располагался один из модулей. Ничего личного, парни. Это бизнес. Первый заряд энергии угодил в грудь тому самому стрелку, уничтожившему всю группу оппонентов. Сверкнула фиолетовым защита эпического ранга, но посланный мной второй заряд оставил в животе противника огромную дыру. Если нет хорошей аптечки, не выживет. На весь бой ушло меньше минуты и 6 выстрелов. Последнего азиата я только ранил. Неспешно провел разведку местности с помощью дрона и лишь после подъехал к подранку. Тот до последнего пытался увидеть меня, но так и не смог. Оно и понятно. Всего лишь 3-й уровень, класс улучшенного ранга. «Что они поделили с другим отрядом?» — спросил я, внимательно осмотрев раненого. Больше похож на казаха. Но, может, и китаец. Мне их как-то не приходилось видеть. Ничего, сейчас ответит, и все станет ясно. «Ты что, русский, что ли?» — ответил мне на великом и могучем. «Зачем своих убиваешь?» «Свои сейчас. Понятие весьма условное», — усмехнулся я. «Так на вопрос ответишь?» «Арахнидов на всех не хватит», — подтвердил мои мысли азиат. «А вы не думали, что в одиночку с гнездом не справиться?» — поинтересовался я и, не дожидаясь ответа, задал более важный вопрос. «Вы откуда пришли? С какой стороны?» «Да хрен я тебе что скажу!» — усмехнулся противник. «Ты моих друзей убил!» «Жить хочешь?» — поинтересовался я. «Просто ответь, откуда вы пришли, и я уйду. Уверен, ты сможешь остановить кровотечение и, возможно, продержишься оставшиеся 22 часа». «Да пошел ты!» — зло усмехнулся азиат, но я уже не нуждался в его помощи. Дрон смог считать оставленные обеими группами следы, и мне уже было известно, в каком направлении не стоит искать. Что ж, оставлять противника живым я все равно не собирался. Еще один выстрел, и я развернул мотоцикл в обратном направлении. Трофеи меня не интересовали. Сейчас важнее быстро найти гнездо и придумать способ, как его уничтожить. В мое отсутствие группа удивительным образом увеличилась на 1 бойца. Нет, это оказался не человек. Просто Дарк умудрился взять под контроль выскочившего на них зверька, очень похожего на енота. Что интересно, этот зверь смог засечь меня гораздо раньше, чем мои товарищи. Видимо, какая-то способность или особо чуткий слух. Но не это было главное.
Едва я деактивировал искажение пространства и приблизился к товарищам, Алексей сообщил мне. «Командир, кажется, мы знаем, где искать гнездо. Только есть одна проблема». «Какая?» — поинтересовался я, наблюдая, как забавный полосатый зверек с острой мордочкой и большими ушами обнюхивает переднее колесо мотоцикла. «Мой пет считает, что нас всех сразу убьют, едва мы приблизимся к гнезду. Лично он обходит арахнидов по большой дуге, считая их крайне агрессивными созданиями». «То есть ты можешь общаться с этим существом, как мы с тобой?» — уточнил я. «Ага», — улыбнулся Дарк. «И это весьма интересно. Я вообще не ожидал, что у меня получится приручить редкого зверя 4-го уровня. Такое ощущение, что этот зверь сам меня выбрал. Кстати, его Кузя зовут». «Что ж, может, Кузя покажет нам дорогу к арахнидам?» «Показать может, но сам в гнездо не полезет», — ответил Дарк. «А я и не настаиваю», — улыбнулся я. «А вообще странно, что он появился так вовремя. Может, таким образом упорядоченное помогает нам?» «Не знаю, но питомец получил ко мне привязку, и, скорее всего, на землю мы вернемся вместе с ним», — покачал головой Алексей. А затем свистнул, привлекая внимание зверька. «Кузя, показывай дорогу». Двигаться в одном направлении оказалось проще. У нас и скорость значительно увеличилась, и настроение изменилось. Появились все шансы на то, что мы покинем это место гораздо раньше, чем могли бы. Зверь, до этого бежавший впереди и лишь изредка возвращавшийся к своему хозяину за очередной вкусняшкой, на которой не скупился Дарк, внезапно остановился. Я тут же кивком поинтересовался у Алексея. «В чем дело?» «Говорит, что мы уже пришли», — ответил питовод. «Сейчас проверю». Принял я решение, чуть опуская дрон и направляя его вперед. Птичка пролетела 100 метров, затем 2, но так ничего и не нашла. Тогда я решил проехать вперед. «Ждите здесь. На всякий случай приготовьтесь как к бою, так и отступать». Я проехал вперед еще с полкилометра, одновременно ведя дрон, прежде чем заметил их. Очередная плита из красно-коричневого камня оказалась изъедена крупными размерами с канализационный люк дырами. Причем вся. Остановившись, я внимательно обследовал окрестности и пришел к выводу, что мы встряли. Площадь плиты была порядка 300 квадратных метров и имела порядка 500 круглых входов-выходов. Единственное, что было странным, это полное отсутствие какого-либо движения. «Ну-ка, проверим», — пробормотал я, после чего двинулся на мотоцикле вокруг гнезда. Выбрав общий канал связи, сообщил соклановцам. «Рекомендую на время залечь на землю, чтобы вас даже случайно не засекли». Проехав достаточно, чтобы арахниды даже случайно не засекли моих товарищей, вновь остановился и взял в руки эрго-штуцер, дважды выстрелил наугад. И тут же увидел, с кем нам предстояло сражаться. Из десятков нор наружу выскочила охрана. Здоровенные песчаные жуки, внешне похожие на помесь богомола и паука. Что ж, посмотрим, что это за насекомыши, обладающие ростом среднего человека. Прицелившись, я произвел 2 выстрела. Первый заряд энергии напрочь снес одному арахниду нижнюю часть брюшка. Второй заряд угодил точно в головогрудь, окончательно раскидав туловище твари в разные стороны. Твари сработали как единый организм. Около 3 десятков арахнидов рванули в мою сторону. Меня тут же охватил охотничий азарт. Сейчас посмотрим, кто из нас быстрее. Выстрел, выстрел, выстрел! Нейросеть заботливо подсвечивала цели, наводя прицел. Мне оставалось лишь делать поправки и нажимать на спусковой крючок. При этом сознание отстраненно подметило, что скорострельность эрго-штуцера слишком низкая, и мне лучше бы не промахиваться. На каждый залп уходила половина эрго. Чтобы перебить большую часть тварей, мне пришлось трижды пополнять эрго-батарею оружия из собственных накопителей. Благо, что для этого требовалось лишь мое желание и доля секунды, иначе я бы не выбил и половины арахнидов, несущихся на меня. Когда тварям оставалось до меня с десяток метров, я сменил штуцер на эрго-бой и успел сделать еще 4 выстрела, прежде чем первый жук-паук попробовал ударить меня своими заостренными конечностями. Кулонообразный хитиновый клинок у основания толщиной с бедро крепкого мужчины уперся в эргощит легендарного класса, пытаясь продавить защиту. Заряд энергии почти в упор разорвал тело арахнида надвое. Чуть довернув ствол, я выстрелил еще раз, а затем отступил в сторону, пропуская тварь мимо. Затем выстрелил еще раз, уже вдогонку противнику, проскочившему мимо. И как-то внезапно твари закончились. «Черт! Это было опрометчиво с моей стороны», — произнес я, осознав, что мне вряд ли удалось бы удрать от этих тварей на мотоцикле. Догнали бы.
Вернув эргобой в кобуру, я поднял штуцер, осмотрел его со всех сторон, затем навел оружие на гнездо и замер. «Твою-то перемать!» — вырвалось у меня. Изо всех нор, расположенных на плите, наружу лезли сотни и сотни тварей. Мелкие, втрое меньше тех, что я только что уничтожил. Желто-зеленого цвета, они метались в разные стороны, издавая ужасный шум, от которого начала подрагивать земля. Табун, чтоб его! «Дарк, Цезарь, видите, что происходит?» — поинтересовался я у товарищей. «Похоже, в одиночку тут ловить нечего», — предположил Титов. «Может, 10 команд, объединившись, смогут зачистить это стадо. Да на них никаких патронов не хватит. Думаю, когда зачистим эту мелюзгу, нам придется залезть внутрь. И это придется сделать, иначе никак. А что насчет поверхности, есть у меня одна мысль, и сейчас попробую ее осуществить». Так как твари меня не видели, имелись все шансы, что я смогу попасть на аукцион. А уж потом останется лишь придумать, чем уничтожить насекомых. Настроение резко пошло в гору, когда моя попытка увенчалась успехом. Разве что перед глазами вспыхнуло окно с текстом. «Внимание, клан-лидер Парторг. Посещение аукциона ограничено 1 разом на группу». Что ж, чего-то подобного я и ожидал. А значит, стоит подумать, как поступить. Потому что в голове крутились совершенно безумные идеи, вроде забросать тварей гранатами или сжечь из огнемета. Так себе решение. Тут надо бить по площадям, чтобы гарантированно уничтожить большую часть арахнидов. И оружие должно быть дистанционным. Поиски оказались не столь быстрыми. Средств массового поражения было много. На любой вкус и цвет, как говорится. Только мне требовалось не абы что, а средства под конкретную задачу. Увы, но выбор даже после 3-го уточнения оставался большим и большей частью не соответствовал моим возможностям. В итоге я решил искать среди редких и эпических лотов. И вот тут мне повезло. Количество предложений резко сократилось до 40, и тут уже можно было бегло пробежаться по характеристикам. В итоге мой взгляд зацепился за плазменные мины редкого ранга. Стоимость — 1 эпический кристалл. Радиус поражения — 150 метров. Увесистые, каждая по 20 килограмм, но с весьма удобной возможностью устанавливать таймер самоподрыва. Минимальное время — минута. Прикинув, как можно будет использовать подобные средства, я закупил сразу 5 штук с запасом. Подумав, решил приобрести 5 комплектов из массивных оборонительных щитов и одноручных мечей, а также 2 ящика наступательных гранат. Все улучшенного ранга, на случай, если придется лезть под землю. На все ушло 5 эпических и 7 редких, и 1 улучшенный кристалл. Мысленно пожелав, чтобы твари меня не засекли сразу, я вернулся в реальность и с облегчением выдохнул. Меня по-прежнему не заметили. Твари метались в разные стороны, но не видели противника, отчего шум над гнездом не утихал. «Сейчас повеселимся», — пробормотал я, сгружая на землю цинки с патронами. Вместо них начал по одной навешивать на мотоцикл мины, устанавливая на каждый минимальный таймер, но не активируя его. В итоге 4 разместил на руле и 1 закрепил на багажнике. Перекрестившись, произнес: «Ну, с Богом». Двигатель мотоцикла практически не издавал шума, поэтому отследить меня по звуку арахниды не могли. Увидеть тоже, искажение пространства надежно скрывало меня от низкоуровневых тварей. А то, что эти насекомыши 1-го уровня, я уже понял. Этакие дети или рабочие особи. А вот первый отряд, погнавшийся за мной, это была охрана гнезда, элитные воины. Чем ближе подъезжал к тварям, тем сильнее было мое желание свалить подальше. Черт, да их тут 1000 как минимум. Против такой толпы не выдержит никакая защита, не хватит никаких эргов, сомнут числом. «Командир, что нам делать?» Совершенно не вовремя раздался в ухе голос Алексея. Нужно же было выбрать именно это время. Да мой ответ попросту не будет слышен из-за нестерпимого шума, создаваемого тварями. Нет уж, пусть потерпит. Я приблизился к плите, ставшей гнездом для ужасных и опасных созданий, активировал первую мину и бросил ее на землю. Все, можно удалиться от этой беснующейся стаи. Развернув мотоцикл, я неспешно начал удаляться. Проехав чуть больше 100 метров, активировал и сбросил вторую мину, после чего удалился еще на 150 метров и стал ждать. Когда на первом таймере прошло половина минуты, я активировал 3-ю мину, а на 45-й секунды снял с себя поле искажения и открыл по тварям огонь из АКР, про себя отсчитывая оставшееся время. Арахниды ожидаемо сагрились на меня. Неудивительно,
Упорядоченная хорошо следит за тем, чтобы ее механики соблюдались. В итоге вся орава насекомышей рванула в моем направлении, ну а я, недолго думая, начал от них удаляться, приказав нейросети отсчитывать 150 метров от последней активированной мины. Как я и ожидал, эти арахниды, или арахноиды, кто их разберет, в общем, они оказались гораздо медленнее своих крупных собратьев. Первые 300 метров они преодолели примерно за 20 секунд, во время которых рванула первая мина. Прямо на территории гнезда вспухла огромная огненная полусфера, занимающая как раз те самые 300 метров в диаметре. После первого взрыва я выждал несколько секунд и активировал поля искажения. Твари, разумеется, не сразу поняли, что их цель исчезла, но постепенно начали замедляться, оглядываясь назад. В этот момент рвануло второй раз, и это при том, что первая огненная сфера только начала опадать. Арахниды заметались из стороны в сторону, и мне пришлось вновь появиться перед ними, начав отстреливать самых ближних. Сработало. Остатки насекомых вновь бросились вперед, желая покарать врага за смерть сородичей. Третий взрыв произошел, когда тварям до меня оставалось меньше 10 метров. Мне даже пришлось потратить весь автоматный магазин, отстреливая самых прытких. Ну и в этот раз я оказался в каких-то 5 метрах от огненной стены, выросшей за считанные мгновения. Жуткое зрелище, эти плазменные мины. Тот, кто их придумал, явно больной на всю голову. «Черт!» — выругался я, не слыша своего голоса из-за ревущего в нескольких шагах пламени. Моих ноздрей коснулся запах паленой резины, и я, не разбираясь, в чем дело, решительно выкрутил ручку газа. Нет уж, лучше держаться от плазмы подальше. «Командир, что за фаер-шоу ты устроил?» — прозвучал в ухе голос Цезаря. «Ну а как иначе с ними справиться?» — задал я встречный вопрос. «Ждите. Это только начало. Нам еще туннели штурмовать. Я вам даже снарягу соответствующую приобрел». Из почти 1000 арахнидов первого уровня после взрыва 3 мин в живых осталось едва ли 100. На них я решил не тратить дорогостоящий и в текущих условиях уникальный боеприпас, вместо этого устроив бойню. Приблизиться к сбившимся в кучу тварям, произвести несколько выстрелов и удалиться. И так много раз, пока от всей орды не осталось едва ли 3 десятка. «Поднимайте свои задницы и топайте на помощь командиру!» Отдал я приказ соклановцам, а сам, укрывшись искажением пространства, сосредоточился на наблюдении местности. И вовремя. Видимо, мои огненные развлечения были заметны издали, и теперь в нашу сторону двигались сразу 2 группы игроков. И что самое паршивое, обе на машинах. «Ребята, советую поторопиться!» — сообщил я товарищам. «Похоже, у нас незваные гости». Глава 9. Отличные трофеи. Действовать пришлось максимально быстро. Сначала я помог ребятам добить горстку тварей, на которую ушло около 2 минут. А затем мы собрались на окраине плиты, превращенной в гнездо с той ее части, где взорвалась первая мина. «Ситуация следующая», — начал я. К нам с 2 сторон приближаются конкуренты. С одной стороны 2 броневика в песочном камуфляже, я раньше таких не видел. С другой стороны БРДМ, если ничего не путаю. Техника ранговая, это без вариантов, и есть вероятность, что ваше оружие против них не сработает. Так что действуем следующим образом. План я расписывал уже на ходу по внутренней связи, а сам в это время подвез Сергея и Юру к месту, где оставил щиты и мечи с патронами. Часть добра мы загрузили на мотоцикл, остальное понесли на себе парни. Пока работали, я выслушал встречные предложения и в итоге внес в свой план небольшие изменения. Обе мины установил таким образом, чтобы они располагались на пути следования групп конкурентов и при этом перекрывали значительную часть гнезда. Как только закончил с этим, подвесил на максимальную высоту дрон. Теперь птичка должна отслеживать приближающихся игроков, а я должен буду в нужный момент дистанционно подорвать прикопанные в грунт плазменные подарки. Закончив с приготовлениями, мы по очереди спустились в одну из нор, уже попавших под плазменный взрыв. «Ну и вонь!» — произнесла Цандра, оказавшись в изогнутом тоннеле второй, сразу после меня. «Мы долго такие ароматы не выдержим». «Не переживай. Если запах начнет вредить организму, сработают защитные наручи», — успокоил я женщину, при этом удерживая тоннель под прицелом эрго-штуцера. Цандра тут же присоединилась ко мне, целясь из АКРа поверх высокого прямоугольного щита. «Филин здесь»,
— доложил Сергей, спустившийся последним. «Начинаем движение!» Тут же распорядился я, мысленно приказав нейросети запоминать пройденные мной тоннели. В дополнение к этому в левом верхнем углу зрения висело небольшое окошко, в котором отображались по очереди то одна, то вторая группа конкурентов. Еще минута-две, и они будут на месте. В то, что мины уничтожат противника, я не сомневался. Скорее всего, у многих из них есть защита редкого и эпического рангов. Им мои заготовки так, разве что напугают, и позволят выиграть чуть больше времени. «Так, Серый, отставить думать про то, что снаружи». Дал я себе установку. «Сосредоточься на гнезде». Тоннель постепенно забирал влево, направляясь к центру гнезда. Я мысленно себе уже представлял, как мы пробираемся через перекрестки, но мы прошли уже 100 шагов, но не наткнулись ни на одну развилку. В голове промелькнула мысль, может, зря я оставил мотоцикл на поверхности. Впрочем, куда его, когда мы вдвоем с Сергеем почти полностью перекрыли тоннель? Наконец удалось добраться до первого разветвления. Дальше, вглубь, тоннель пошел более крупный, 3 метра в диаметре, а обернувшись назад, я увидел 3 отверстия. Из левого мы только что вышли. «Цезарь! Дарк! Контролируйте тыл!» — приказал я, хотя ребята и так уже развернули щиты. «Продолжаем движение!» Дальше тоннель начал плавно уходить вниз, смрад усилился, да и темень стала такая, что единственного включенного фонаря, который несла Цандра, стало не хватать. Пришлось сделать остановку и закреплять подручными средствами фонари на АКРы и мой штуцер. Пока возились, 2 иностранных бронемашины приблизились вплотную к гнезду, и я активировал первую мину. Грохнуло знатно. Даже здесь, под землей, по тоннелю пронеслась волна воздуха, чувствительно толкнув меня в спину. «Первых гостей встретили», — пояснил я товарищам. «Вроде удачно, но нам лучше не расслабляться». Расширенный тоннель привел нас в большой грот. Похоже, сюда сходились все тоннели, ведущие на поверхность. По-прежнему не было видно ни единой твари, лишь большая, 2 метра в диаметре дыра в полу. «Второй этаж», — задумчиво произнес Филин спустя несколько секунд созерцания. «Хреновое освещение. Что-то нет никакого желания лезть вниз». «А придется», — ответил я. Мне разглядывать чудо арахнитского зодчего было некогда, потому как я сейчас наблюдал за приблизившейся к гнезду БРДМ. Конкуренты находились вне зоны поражения мины, и сейчас один из бойцов внимательно наблюдал в бинокль за дроном. Черт, скорее бы уже начали действовать, а то мешают изрядно одним своим присутствием. Так бы я рванул мину, и дело с концом. «К бою!» — внезапно раздался за спиной голос Цезаря, и тут же загрохотал автомат. Мне пришлось переключить все внимание на происходящее вокруг. А тут было на что обратить внимание. Прямо из дыры в каменном полу вылезала первая тварь. Здоровенная, чуть больше тех, что я убил первыми, расстреляв из аргоштуцера. Расстояние до нее было около 4 метров, поэтому я с легкостью прочел информацию, высветившуюся над арахнидом. Защитник потомства. Уровень 5, редкий ранг. Классовое умение. Броня. Редкий ранг. «Та-та-тах!» Филин тут же дал по твари короткую очередь. «Дави его!» — ободрил я товарища, видя, что первая очередь не дала особого результата. «На весь магазин!» Позади в это время уже грохотали сразу 3 автомата, напрочь лишая слуха. Я тоже, сменив штуцер на АКР, присоединился к веселью. Первого защитника мы с Филином положили, израсходовав почти по полному магазину. Но благодаря нейросети я смог вычислить слабые места твари, о чем тут же и сообщил всем, перекрикивая звуки боя. «Бейте по конечностям! Они меньше защищены!» «Откуда они взялись сзади?» — крикнул в ответ Сергей. «Да хрен их знает!» — ответил я, перезаряжаясь. «Черт, у нас на каждого по 4 снаряженных магазина. Если твари окажется больше 10, придется идти в рукопашный. Кстати, с моей разницей в уровнях можно и попробовать». Второй арахнид, вылезший из-под земли, был убит 2 очередями и рухнул вниз, утянув за собой мертвого собрата. Появилась пауза, и я переключил свое внимание на товарищей за спиной. У них все было под контролем. Тела 2 защитников частично перекрыли тоннель, и третий, пытающийся добраться до вторгшихся в гнездо чужаков, застрял. Его-то и добивали Цандра с Алексеем, в то время как Юра перезаряжался. Убедившись, что тыл под надежной защитой, я переключился на дрон. И тут же выругался. Мою птичку сбили. Камера показывала только каменную поверхность, заполнившую весь обзор. Что ж, получайте.
Я отдал приказ нейросети, и через секунду над нами бухнуло. Надеюсь, мне удалось зацепить конкурентов. Впрочем, сейчас не до них. Из отверстия в полу вновь полез арахнид. Пришлось опять стрелять, так как короткой очереди из автомата Филина не хватило, чтобы убить защитника. Сзади стрельба окончательно стихла, а вот у нас арахниды продолжали лезть, и это мне не нравилось. Если наверху остались выжившие, то через минуту-другую конкуренты окажутся здесь, если не раньше. Надо что-то менять. И у меня на ум приходило лишь одно. «Гранаты!» — крикнул я. 3 штуки! В нору! Живо!» Едва товарищи выполнили мой приказ, я, не дожидаясь взрывов, двинулся вперед, на ходу перевооружаясь на эргобой. Черт, знает, что меня ждет внизу. Может, там твари эпического ранга. Шаг второй, прыжок. Тело на миг зависло над отверстием, из которого в этот момент поднимался огненный шар взрывов. Не страшно, у меня сейчас защита, что свободно переживу взрыв той же плазменной мины. Что говорить о неигровых гранатах? Сделав в падении пару выстрелов вниз, я едва успел чуть поджать ноги, чтобы не врезаться пятками в каменный пол. И все же приземление вышло жестким. Мне с трудом удалось устоять на ногах. Вот же ж, темень непроглядная, а фонарь остался прикручен к цевью автомата. Ничего, справимся. Выстрел, и в шаге от меня на каменной стене расцветает фиолетовая энергетическая клякса. Отлично, теперь есть куда прижаться спиной. А теперь второй выстрел, справа от меня опять стена. Отлично. Единственное, что напрягает, это тишина. Нет стука острых конечностей по полу, шороха, хитина, щелканье, жвал, словно все твари кончились. Словно опровергая отсутствие врага, вокруг меня вспыхнула оранжевая сфера защитного поля. Ага, это кто ж меня так? Рядом нет никого, благодаря вспышке я это увидел. Да что ж такое, опять попадание? Пришлось вновь менять оружие и светить фонарем во все стороны. Зато сразу нашел и атакующего, и единственный тоннель, ведущий влево, в котором и засел противник. В меня он стрелял здоровенными, с локоть, шипами, которые выплевывал из толстого брюшка, направленного в мою сторону. И похоже, у этого гигантского паука, перегородившего собой весь тоннель, этих шипов полная... Панама. Я дал длинную очередь по твари, но той стрельба из АКРа не причинила вреда. Что ж, тогда придется стрелять из более мощного оружия. Сбросив автомат на пол фонарем в направлении шипомета, я взялся за эрго-штуцер. Пока перевооружался, словил в защиту еще 2 шипа и получил от нейросети предупреждение. Еще 5 таких выстрелов, и 6-й угодит в бронекостюм, потому что легендарный артефакт разрядится. Что ж, поторопимся. Один за другим в направлении твари ушли 3 энергозаряда, каждый по одному эргу. Этого хватило, чтобы превратить брюшко в склизкое месиво, расплескавшееся по стенам. Так, похоже, я прикончил стреляющую тварь. И учитывая, что уничтожение гнезда упорядоченное не зачло, есть еще живые арахниды. «Командир, нас тут прижать пытаются!» — раздался в ухе голос Цезаря. «Пока мы укрываемся в гроте, но скоро нас зажмут с 2 направлений, и тогда будет совсем плохо». «Спускайтесь», — приказал я. «Тут будет проще обороняться. Расстояние до пола примерно 2,5 метра, не больше, так что не бойтесь». Пока товарищи перебирались на нижний уровень, я успел снять фонарь с автомата и зарядить батареи брони и штуцера под завязку. Едва все спустились, тут же передал свое основное оружие Дарку. «Держи. Если конкуренты полезут и АКРы не будут справляться, стреляй из эрго-штуцера. Заряда батареи должно хватить, чтобы остановить самого прыткого». «А ты?» — спросил Юра. «Пойдешь дальше?» «Ну, вам там точно ловить нечего. Погибнете с одного удара», — ответил я. «Все, отходим метров на 30 и занимаем позицию. Кстати, Дарк, где твой питомец?» «Убежал», — усмехнулся Алексей. «Я так и не смог его уговорить спуститься сюда». С эрго-боем в правый и фонарем в левый я быстрым шагом двинулся по тоннелю. Сейчас время пошло на секунды, и мне не хотелось, чтобы какие-то конкуренты положили мою группу, а затем прикончили остатки арахнидов. Это наша добыча. Тоннель тем временем начал сильно забирать в сторону, и через 200 шагов я приблизился к очередному гроту. Только этот был значительно больше предыдущего и не пустовал. Во-первых, в центре помещения располагалось небольшое озерцо. Во-вторых, сюда каким-то образом проникал свет. Ну а в-третьих, я увидел противников. 2 шипометателя, похожих на здоровенных пауков, страдающих ожирением. Возглавляла их огромная 3 метра в высоту тварь, которой подходило лишь одно название —
гигантская личинка с лапками. Она была столь большой, что даже не могла двигаться, а имеющиеся у страховидлы конечности больше подходили на роль жвал, подтаскивающих пищу ко рту. Разум еще переваривал увиденное, а инстинкты уже начали действовать. 3 выстрела в шипомета слева, 2 во второго. Перезарядившись один за другим, начал всаживать энергетические заряды в огромную тушу главной твари, так как ее помощников разметало ошметками по всему помещению. Мое нежелание приближаться к арахнидам спасло мне жизнь. Паучья матка рванула, как цистерна, забрызгав все помещение желтой субстанцией. При этом те капли, что должны были угодить в меня, наткнулись на защитное поле, которое начало стремительно просаживаться. Я даже сделал 2 шага назад, чтобы меня не достала волна мерзкой жидкости, стремительно заливающая каменный пол. В нос ударил острый запах какой-то гадости, а защитная сфера налилась ярко-оранжевым, отгораживая меня от ядовитых паров. «Черт!» Отступая, услышал за спиной грохот автоматных очередей, и это мне совсем не понравилось. Какого лешего? Мы же зачистили гнездо! Похоже, упорядоченное ждало, выживу ли я после атаки ядовитыми парами, а потому едва покинул зону поражения, как передо мной сразу же высветилась виртуальная рамка с текстом. Клан-лидер Парторг. Клан Урал первым нашел и уничтожил гнездо истрийских арахнидов. Получено 5000 единиц к прогрессу уровня. Доступ ко второму этапу соревнований. Получен бонус снаряжение всех групп, вступивших с твоим кланом в бой и проигравшим. Необходимо выбрать один эпический артефакт, подходящий под класс. До переноса в родной мир осталось 3, 2, 1. Место выбора почти такое же, как аукцион, но чем-то оно отличалось. Впрочем, какая разница, если передо мной 3 предмета эпического ранга? Оружие, броня и бытовой артефакт. Разумеется, я выбрал второе. Не для себя, у меня защита покруче будет, а для кого-нибудь из клана, например, Полины или Пришка, а может и кому-нибудь из племянниц. Эпический наруч со встроенной эрго-батареей. Такой артефакт не требует взаимодействия с классом носителя, а просто защищает его в нужный момент. Едва сделал выбор, как обнаружил себя сидящим на мотоцикле. Рука невольно скользнула за спину и тут же нащупала эрго-штуцер. Черт, надо же, вот так, раз, и словно ничего не было, все вернулось вспять. А ведь у нас были реальные шансы сдохнуть на полигоне. Не от арахнидов, так от конкурентов. Интересно, а убитые там воскресли здесь или все? Финита ля комедия. Впрочем, сейчас это не важно, лучше понять, что там за снаряжение досталось нам. «Вот это подгон!» — прозвучал рядом со мной голос Цезаря. Я думал, Титов восхищается полученной эпической винтовкой, которую он держал в руках, но взгляд Юры был направлен немного в другую сторону. Проследив за ним, я присвистнул. На посадочном поле стояли 3 бронемашины. Знакомый мне БРДМ, оказавшаяся улучшенного ранга, и 2 иностранных бронетранспортера, простого, а рядом с ними валялась целая груда оружия, снаряжения, рюкзаков и прочего. «Хорошая техника», — согласился я с товарищем. «Может пригодиться». «Вернулись!» — послышался из терминала крик кого-то из племяшек, привлекая наше общее внимание. «Наши вернулись!» Клан почти всем составом расположился в зале совещаний. Присутствовал здесь и Игнат, которого я позвал с конкретной целью. Даже дети сидели, правда их специально распределили так, чтобы они не находились рядом друг с другом. «Ну что ж, все здесь, пожалуй, можно и начать», — произнес я, поднимаясь на ноги и опираясь о стол ладонями. Окинув собравшихся внимательным взглядом, убедился, что все слушают, и продолжил. «Сегодня у нас произошло первое межклановое соревнование. Что оно дает, пока непонятно. Но, сдается мне, упорядоченное таким образом выделяет те кланы, которые в будущем будут играть ключевую роль на планете. Признаюсь честно, соревнование было непростым. Из 1000 кланов шанс на победу есть у 100, но я уверен, что победителей будет гораздо меньше, возможно, 50. Мы и победили. Неважно как, главное, прошли испытания. А значит, уже стали элитой, теперь имеем преимущество перед другими. Пока что неизвестно в чем, но все же. И в связи с этим мне хотелось бы услышать ваше мнение». «Можно я возьму первое слово?» — произнес Игнат и, дождавшись моего утвердительного кивка, поднялся со своего стула. «В общем, дело обстоит следующим образом. Мы расположены с юга от города. Клан моего племянника — с севера.
Есть еще небольшой анклав на западе, но там ничего не понятно, какие-то мажоры в коттеджном поселке засели и никого не подпускают к себе. К чему я все это говорю? Майор Сизов уполномочил меня говорить от его имени, и я предлагаю объединиться. Готов прямо сейчас открыть портал в локацию, подконтрольную клану Служивые. Ну а дальше все зависит от клан-лидеров. Порторг, ты согласен?» Разумеется, я ожидал подобного поступка от Игната и нисколько не удивился, только... «Согласен. Но встречу проведем на нейтральной территории. Предлагаю в байкерском клубе. Там к нам присоединится еще один клан-лидер. Борода». Глава 10. Затишье перед бурей. Несколько дней пронеслись как один. Осмотр трофейной техники и прочего, что досталось нам от противников на полигоне, преподнес несколько сюрпризов. Оказалось, все снаряжение не ниже редкого ранга. Часть трофеев мы распределили между соклановцами, остальное ушло на аукцион, где продалось в течение часа. Затем было испытание РЗУ-1, редкой зенитной установки, работающей от эргоспуска. Оружие вышло выше всяких похвал. Мидас даже предложил установить с десяток таких игрушек по всему терминалу. Разумеется, я одобрил его идею. Продавать такой товар у меня пока что рука не поднялась. А вдруг зенитки попадут в руки нашим противникам? РЗУ-1 гарантированно прошивала эпическую броню с третьего попадания, а учитывая ее скорострельность, даже я не успею обновить защиту. Было еще одно посещение Бретсиза. В этот раз я сходил в одиночку. Но, увы, так и не нашел от брата новой весточки. На всякий случай оставил послание, которое мог понять лишь Миха, и с грустью на сердце вернулся домой. Имелась у меня одна идея, как спасти старшего Глебова, но для этого следовало выждать еще несколько дней. Удалось разобраться и с новичками. Я ожидал, что их будет меньше, но когда приехал в Сенцовку, сильно удивился. Село словно ожило. По улицам парами ходили дозорные. В огородах шла уборка почти заросшего урожая. Слышался звук, словно кто-то пилил дрова. От всего этого у меня аж сердце защемило. Вспомнил то время, когда никто ничего не слышал об упорядоченном. Старшим у спасенных нами людей была семейная пара. Оба игроки 5-го уровня. Уже в годах, мужик вообще седой. Они наравне со всеми занимались делом, но стоило в селении появиться Ильичу, как они отложили свои занятия и вышли встречать гостей, а точнее хозяев. «Ну, здравствуйте, люди добрые!» Первым произнес мужчина с ником Петр. «И вам не хворать», — ответил я, пожимая жилистую мозолистую ладонь. А ведь у него редкий класс. К тому же весьма интересный. Механик. «Вижу, вы уже обживаетесь. Это хорошо. Надеюсь, насовсем к нам». «Может, мы бы и пошли дальше. Только куда?» С горькой усмешкой ответила женщина, руку которой я тоже пожал. Ник у нее был Василина, тоже редкий класс, администратор. Интересно, какие у нее имеются способности? «Это верно. Идти некуда. Везде одно и то же», — признал я правоту Василины. «Ну, раз остаетесь, то я вынужден сделать вам сразу несколько предложений. Вы вправе отказаться от них, но мой опыт говорит, что это было бы глупо». «В клан приглашать будешь?» — поинтересовался Петр. «И в клан, и других людей могу игроками сделать. Правда, это опасно, некоторые могут погибнуть, но большинство получат улучшенный класс, а это немало в наше время». «Ну, тогда придется собрать всех людей и обговорить с ними. У нас это... Как ее?» Мужчина развел руками, оглядываясь на женщину. «Демократия», — усмехнулась Василина. «Во-во! Свобода выбора! Чтоб ее!» По итогу собрания и долгой 2-часовой беседы с людьми мой клан вырос на 18 человек, 10 из которых решились пройти сквозь эпический портал. Не обошлось без погибших, но 8 игроков все же добавилось в клан Урал. Часть из них, разумеется, с согласия сразу же были отправлены в Романовку, а остальные обязались продолжить работу здесь, в Сенцовке. От присоединения к нам отказалась дюжина человек, но все они захотели остаться. Тут уж я не стал перегибать, хотя первой мыслью было выгнать бы их нахрен в зашей. Решил отказников пока что не трогать, у нас уже имелись такие же. Пусть поживут, посмотрят, сбежать у них не получится все равно, а если избегут, то шансы выжить у них около нулевые. Даже если попадут в руки моих врагов, ничего особо рассказать не смогут.
Ну, деревня, ну, охраняется, а больше ничего не знают, так что будут вроде на испытательном сроке. Все это было прелюдией к главной встрече, организованной Игнатом. Бывший отставник убедил меня, что предложение встретиться с лидерами в байкерском клубе придется пересмотреть, потому что теперь это была территория клана «Урал». Поэтому мы собрались в той самой гостинице, что расположилась между космопортом и пригородом. Всего 10 человек, 3 клан-лидера, каждый с 2 помощниками, и Игнат, выступающий посредником. Я выбрал своими сопровождающими Филина и Дарка. За последним увязался его питомец. Мы ничего не успели сделать, как он юркнул в портал. С бородой пришли 2 таких же, как он, здоровых байкера. Все 3 приехали на мотоциклах. Сизов прибыл на бронетранспортере, взяв сопровождающими 2 бойцов, одного из которых я сразу вспомнил. Он присутствовал при задержании Кругликова в магазине-складе, где я приобрел топор. Сначала собравшиеся вели себя хмуро, настороженно, и лишь когда познакомились, напряжение чуть спало. Все же заочно мы были знакомы и в целом имели представление, что друг от друга ожидать. А затем Игнат, по праву старшего по возрасту, предложил выслушать его. «Для начала я задам всем общий вопрос. Чей клан прошел испытание?» «Какое испытание?» — не понял Борода. «Мы провалили», — ответил Сизов. «Слишком поздно нашли гнездо, которое уже было зачищено. А отыскать второе попросту не успели». «Мы прошли», — ответил я, — «и получили доступ ко второму этапу». «Значит, из 3 присутствующих только клан «Урал» имеет явное преимущество перед другими», — продолжил Борисович. «Теперь о численности игроков. У моего племянника вроде 4 десятка, и среди них есть Крот, шпион нового правительства. У Порторга около 2 десятков. Борода, какими силами ты командуешь?» 9 игроков», — ответил байкер. «Итого почти 70 бойцов, способных носить броню от упорядоченного и использовать оружие. По нынешним меркам серьезная сила». «Может, уже перейдешь к конкретике?» — подал голос майор Сизов. «Мы вроде не малые дети, чтобы не понимать столь жирные намеки». «Я предлагаю всем объединиться в клане «Урал», — ответил Игнат. «Каковы условия?» — тут же спросил Борода. Не знаю почему, но я тут же понял. Байкеры готовы присоединиться прямо сейчас. Похоже, у них все очень плохо в клане. «Условия простые. Старшим назначается Порторг. Центром становится его космопорт. Чтобы вы не думали, но это сейчас одно из самых защищенных мест на планете. Во всяком случае лучше, чем в поселке Известковом или в городской промзоне». «А Сергей потянет управление столь большим количеством игроков?» — поинтересовался Сизов. И вот тут я озвучил то, что давно уже меня терзало, не давая покоя. «А кто сказал, что нам нужен один старший?» — произнес я, привлекая к себе общее внимание. «Товарищи, мы тут собрались, чтобы объединиться. Но все мы понимаем, что не готовы стать послушными для кого-то одного. Хочу предложить следующее. В одном из миров 1-го уровня мне пришлось столкнуться с объединением кланов. Под их управлением был здоровенный участок суши, раскинувшийся на сотни километров в любую сторону. Думаю, мы тоже можем создать нечто подобное. Что скажете?» «У меня таких возможностей в мастерской нет», — ответил Сизов. «Да и опять же, какой-то клан должен быть старшим. У меня большее количество бойцов, причем все подготовленные воины. И я могу...» «Да ни хрена ты не можешь, племяш!» — прервал майора Борисович. «Или мне напомнить, как твой клан дважды поимели ребята из нового правительства? Сколько у тебя бойцов в эпической снаряге, а достигших 5-го уровня? Знаешь, если бы между кланом «Урал» и твоим произошла стычка, я бы без раздумий поставил на Порторга. Не потому, что он хороший командир, а потому что вы не справитесь с его командой. По простой причине, у вас сил не хватит. Так что засунь свою гордость в одно место и принимай условия. И запомни, как аксиому, назад пути нет. Пойми, если мы останемся порознь, точно передеремся из-за какой-нибудь локации, это действительно будет глупо. Так что решай. Я знаю, у тебя безоговорочный авторитет среди бойцов. Имеешь право принимать решения. Для всех». «Какие между нами будут гарантии?» — поинтересовался Сизов. «Я это к тому, что если упорядоченное не подтвердит договор, то нужно нечто, заставляющее нас сохранить верность друг другу. Я призываю заключить между кланами «Урал», «Дорожные волки» и «Родина» договор о взаимовыгодном сотрудничестве.
Чересчур пафосно прозвучал мой голос, и в следующий миг перед лицом появилась рамка с текстом. Клан-лидер Парторг. Ты предлагаешь клан-лидерам Бороде и Майору создать альянс кланов. Клан-лидер Борода дал согласие. Я повернул голову к Сизову. Сквозь полупрозрачный экран его выражение лица показалось мне чересчур напряженным. Так, похоже, кто-то сомневается. С байкером все понятно, я спас его дочь, и теперь он считает себя обязанным. К тому же Зена вчера сказала мне, что убедит отца присоединиться к Уралу. Клан-лидер Майор дал согласие. «Я принимаю предложение», — все же произнес Сизов. «Но общий центр назначим в другом месте. То, что у Сергея хорошая защита, мне известно. Но лучше выбрать менее приметный штаб. Эта гостиница меня вполне устраивает. Каждый оставит здесь 2 бойцов. Оборудуем наблюдательные посты. Подтянем тяжелое вооружение, замаскируем его. И можно будет собираться спокойно, не ожидая вражеского удара по площадям». Клан-лидер Парторг. Альянс создан. Выполнено скрытое задание эпического ранга. Получена награда. Дочитывать я не стал, лишь порадовался 1000 очков. Так, глядишь, и 8 уровень получу, практически ничего не делая. «Ну что, расходимся? На 2-3 дня?» — произнес Сизов, поднимаясь из-за стола. «Игнат, я уверен, ты уже разработал план по укреплению гостиницы. Так что передашь моему человеку, что от нас требуется. Пока тут все обустроят, предлагаю каждому собрать информацию по окружающим его локациям, чтобы следующая встреча была полезной. Это хорошо, что мы собрались. Пора уже установить контроль над городом и вывести из него всех, кто выжил. Хотя я даже не представляю, как можно продержаться в этом аду. Хотя бы сутки. Что уж говорить про 10 дней». Майор со своими бойцами уселся в БТР и тут же покинул локацию через вспыхнувший синим портал. А вот Борода задержался, хоть и отправил своих ребят домой. «Сергей, ты мне все планы поломал», — признался отец Зены, пересаживаясь напротив меня. «Я сегодня хотел попросить разрешения вступить в твой клан, а тут такое дело». «Вступить один или всем составом?» — уточнил я на всякий случай. «Всем, конечно. Мы с мужиками все обсудили и пришли к выводу, что другого пути у нас нет». «Ну, переселиться поближе вы и так можете, никто вас не держит. А вместе у нас шансов на выживание намного больше. Но есть одно условие. Я поселю вас в отдельную локацию, и вы будете держать 1-2 бойцов на своей нынешней базе». «Согласен». Привстав из-за стола, Борода протянул мне руку, которую я тут же пожал. «Рад, что мы договорились. Только как нам переместиться?» «Переедете к клубу, а оттуда Зена перебросит вас в деревню. Там 2 десятка домов, точно можно сделать жилыми. И, кстати, у тебя есть специалисты по деревообработке? Да и вообще, надо бы мне посмотреть, у кого какие классы». «Ну, в основном у меня боевые ребята, потому и при испытании получили кто стрелка, кто сапера. Но есть один крутой спец, может, ты ищешь такого. У него эпический класс слесаря и 6 уровень. Мужик не из байкеров, но я его давно знаю. Толковый». «Так...» Я весь аж подобрался, нутром чувствуя, что наткнулся на что-то полезное. «Слушай меня внимательно, Борода. Этого спеца тащи ко мне срочно и оберегай его, как своего самого близкого человека. Ты даже не представляешь, насколько он важен для нас. Только самому слесарю не говори об этом, чтоб не возгордился». «Хм...» Глава байкеров почесал бороду. «Сделаю. В целом мы и так всегда готовы сорваться с места. А уж теперь... В общем, прямо сейчас переберемся к клубу и будем ждать». «Отлично. Да, чуть не забыл. Там, где вы обосновались, есть что-то полезное? Металл, продукты, стройматериалы?» «Да мы не вскрывали все склады. Только продуктовый. Но уверен, там много чего имеется», — ответил Борода. «Все же железнодорожная сортировочная станция рядом». «Возможно, придется часть оттуда вывозить, а остальное продать», — пояснил я. «Но это позже. Сейчас для нас важны люди. Живые. А их с каждым днем становится все меньше. В общем, отправляйся к своим. И если вы действительно готовы быстро собраться, то через 2 часа жду вас в клубе». Вернувшись домой, я тут же, еще на посадочном поле, связался со своим заместителем. «Мидас, как наши дела?» «Командир, запасы редкого металла выработаны. Ожидаю пополнения», — сообщил приятную новость помощник. «Сейчас мы можем воспроизводить только патроны для РЗУ-1 и ручного вооружения. И еще нам удалось повторить трофейный переносной пулемет, который ты предложил назвать ПКР. Можно испытать его сегодня на стрельбище». «Чуть позже. Сейчас у меня куча дел.
Нужно продать излишки на аукционе, закупить новый материал. И при этом уложиться в ближайшие 2 часа. Кстати, что там со спутниками? Мария, есть что-нибудь интересное?» «Да, капитан», — ответила Иск-Ин фрегата. «Действуя согласно твоему приказу, я веду тщательное наблюдение за обозначенными областями суши. В нашем районе все относительно тихо, а вот возле поселка Известковый фиксируется повышенная активность. За последние 2 часа вокруг анклава Родина стали появляться небольшие группы людей, которые собираются в 2 отряда. Сейчас их общая численность 2 десятка, и они вооружены». «Черт!» — выругался я. Сердце окатило недобрым предчувствием. «Мария, покажи мне эти группы в максимальном увеличении». Перед глазами тут же развернулся виртуальный экран дополнительной реальности, на котором появилось изображение. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, кто это решил навестить моего союзника. «Мидас, Игнат еще здесь?» — спросил я, у самого в голове крутилась лишь одна мысль. Началось. Людская натура проявилась даже в столь сложные для Земли времена. Похоже, желание отобрать у соседа то, чего нет у тебя, неистребимо. Интерлюдия 5. Михаил Глебов. В себя Михаил пришел глубокой ночью, лежащим на боку посреди лесной поляны. Проснулся от горевшего огнем пересохшего горла. Попытался сесть и тут же ощутил за спиной рюкзак. Сбросил лямки, расстегнул молнию и улыбнулся, нащупав внутри термос. Не вода, но это даже лучше. Чай, пусть и остывший. Самое то. Выпив почти все, с трудом заставил себя остановиться и лишь после сосредоточился на том, что мешало ему с самого момента пробуждения. Текстовые сообщения перед глазами. Пробужденный гризли, 4 уровень. Адаптация реципиента, неконтролируемая, 100%. Класс жрец аннулирован. Пробужденный трижды отрекся от некронта. Статус носитель свободных некронанитов. Подлежит уничтожению. «Вот черт! Это когда же я умудрился так начудить?» — проворчал Михаил, поднимаясь на ноги. И тут же задел лежащее на земле оружие. Осмотрел его и хмыкнул. Таких стволов ему раньше видеть не приходилось. Явно что-то энергетическое, похожее на эрго-штуцер серого. Но точно, так и есть эрго-бой эпического ранга с установленным эрго-накопителем на 25 эргов. Полностью заряжен и способен стрелять сгустками энергии разной мощности. Ощутив себя вооруженным, а значит не беззащитным, Гризли наконец озаботился освещением, вновь забравшись в рюкзак. Там лежал старый фонарь, которым Михаил тут же воспользовался. Внимательно изучив лесную поляну, на которой очнулся, землянин нахмурился. 6 тел, одетых в черные балахоны, валялись почти в одном месте. Похоже, Гризли в то время, когда был одержим некронтом, убил их из эрго-боя. Еще 2 места обнаружились рядом с тем местом, где Михаил очнулся. Этих, похоже, он забил насмерть чем-то тяжелым. Или кулаками. «Твою же в душу!» — выругался Гризли, осмотрев свои руки. Костяшки сбиты до крови и уже чуть-чуть припухли, хотя они не чувствовали боли. «Ну и почудил ты, Миха. Не, валить надо отсюда, причем как можно быстрее». Он все же осмотрел тела убитых. Ничего полезного, кроме боевого топора редкого ранга, который тут же обрел нового хозяина. Закончив с обыском, Михаил прикрыл фонарь рукой, чтобы не светил слишком далеко, и двинулся прочь с лесной поляны. Следовало раздобыть пищу, а затем отыскать укромное место, где можно будет обдумать, как жить дальше. Еще бы понять, где он находится. Глава 11. Охотники за головами. «Парторг, что случилось?» В голосе Игната слышалась тревога. «Еще бы, мы только что расстались, а его почти сразу же вызывают по дальней связи». «Слушай и запоминай», — чеканя каждый слог, произнес я. «Сейчас ты отправишься к племяннику и сообщи, что на его клан в ближайшее время собираются напасть люди Седова и какие-то военные, одетые в черную униформу. Сейчас опишу координаты, по которым находятся вражеские группы, и дай бог, чтобы мы успели». «В черную, говоришь?» «Черт!» — выругался бывший военный. «Это же бойцы нового правительства. Но как ты узнал?» «Неважно. Главное, чтобы Сизов приготовился к бою. Потому что, сдается мне, его клан хотят зачистить, чтобы не мешал». «А ты что будешь делать?» — поинтересовался Игнат. «А я постараюсь помочь. В идеале мне бы получить доступ к точке выхода, на которую ты собираешься переместиться, чтобы мы могли прийти к майору на помощь в нужный момент».
«Я сейчас перемещусь к космопорту», — предупредил бывший военный. «Жди». «Мидас, объявляй общий сбор», — приказал я. «У нас форс-мажор». На то, чтобы получить доступ в нужную локацию, ушло несколько минут. Вернувшись к терминалу, я отдал соклановцам приказ готовиться к бою, после чего сделал то, что следовало совершить уже очень давно. Посетил аукцион, где приобрел всего одну вещь — средство спутниковой связи. Обошлось оно мне дорого, аж в 15 эпических кристаллов, но и пользы от такой покупки было много. Заодно подбил свой баланс. Итого у меня имелось в наличии около 2000 КСО. Что касается кристаллов, то их тоже осталось немного, учитывая текущие запросы. 40 простых, 15 улучшенных, 50 редких, 4 эпических и 4 легендарных. Крайне бедный клан-лидер получается, как и сам клан Урал. Ничего, зато все основные бойцы у меня имеют эпическую защиту и вооружены не ниже редкого ранга, а кое-кто и повыше. Ну и сбор по своим подчиненным я пока не устраивал, хотя надо бы. Вернувшись в реальность, тут же активировал покупку и обратился к ИИ корабля. «Мария, нужно установить соединение этого артефакта со спутником». «Уже сделано, капитан», — ответила Иск-Ин. «Да, я обнаружила 3-й отряд, формирующийся в окрестностях Известкового. Необычный. Воины очень похожи на выходцев с Брэдсиза». «А вот это плохо», — произнес я. Мне сразу же вспомнились те 2 истребителя, которые сбил Мидас. Как там назывался клан? Точно, каратели Брэдсиза. Похоже, они искали все это время уникальную цепочку по возвышению уровня планеты и почти нашли ее. А может, как-то отследили мою активность? И сдается мне, там замешаны силы, против которых клан Урал точно не выстоит. Сейчас нас спасает лишь то, что в нулевой мир нельзя проникнуть чужакам выше 5-го уровня. Но ведь они могут снарядить свои отряды эпическим обмундированием, тяжелым вооружением, техникой. «Капитан», Видимо, я так задумался, что пропустил вопрос Иск-Ина корабля. «Повтори», пришлось попросить мне. «мне с помощью спутников удалось наладить контакт с корветом А3. Корабль прибудет на орбиту Земли через 3 часа, и капитан судна желает связаться со старшим по званию. Я предупредила, что ты единственный действующий офицер и в данный момент очень занят. Капитан Атрис предупредил, что ляжет на орбиту и будет в течение 1 часа ждать связи. Затем совершит посадку в космопорте». «Знаешь, а может, мне с ним побеседовать прямо сейчас?» — ответил я, чувствуя, что это дело откладывать точно нельзя. «Мидас, будешь подсказывать, как мне общаться с этим капитаном?» «Подскажу, командир. Только, сдается мне, в этом нет нужды. Это искусственно созданный игрок. А значит, упорядоченное подстроило его мышление под себя. Значит, и ты разговаривай с ним, как с игроком. Главное, представься полковником. Сейчас твоя должность примерно соответствует этому званию». «Ну, тогда связывайся с корветом, Мария». Отдал я приказ ИИ. «И продолжай контролировать обстановку вокруг Известкового. Не нравится мне все это. Выглядит так, словно клан Сизова решили зачистить». «До прямого соединения 5 секунд», — произнесла Иск-Ин. 4, 3, 2. Соединение установлено». «Капитан Атрис, 7-й уровень, редкий класс пилот малых и средних кораблей. Командир корвета А3 на связи. С кем я говорю?» «Полковник Порторг, 7-й уровень, легендарный мультикласс. Эрго, лидер клана Урал. Капитан, у нас сейчас намечается небольшое мероприятие. Возможно, придется пострелять. Поэтому можешь сразу приземляться на посадочном поле космопорта и пройти в гостиную, номер для тебя будет подготовлен. Как только я закончу со своими делами, сразу же обсудим все, что тебя интересует. Вопросы?» Ответ пришел с задержкой в 3 секунды. «Никак нет, господин полковник. Не смею отвлекать вас». «В случае чрезвычайного происшествия свяжись с эскином фрегата. Она тебе поможет. Все, отбой связи», — ответил я и разорвал соединение. Поправив гарнитуру спутниковой связи, обратился к своим помощникам. «Ну как, нормально прошло общение?» «Судя по ответу, капитан принял твое старшинство», — ответил Мидас. «Это ожидаемо, учитывая, что Атрисом руководит упорядоченное». «Значит, скоро мы сможем поднять в воздух фрегат. Кстати, Мария, Рихор способен нанести удар с орбиты?» «Только ракетный залп, капитан. Всего на борту 12 ракет эпического класса, и они предназначены для ударов по вражеским кораблям, но и до поверхности достанут. Правда, в атмосфере скорость станет меньше, и высока вероятность, что их собьют». «Хм, а у корвета какое вооружение?»
4 энергетические установки, предположительно редкого, возможно эпического ранга. Это корабль поддержки более крупных судов против вражеских истребителей и рейдеров. Живучесть и огневая мощь у него на порядок выше. Также их используют для поддержки своих истребителей, если противник обладает численным превосходством. «А в атмосфере он может работать?» Продолжал расспрашивать я, пытаясь понять, как можно использовать корабли в текущей ситуации, да и в будущем тоже. «Может, но тут ситуация та же, что и с ракетами», — пояснила Мария. «Корвет становится медленным и теряет свою маневренность, в отличие от рейдеров и истребителей». «Понял. Что ж, подумаем, что с этим можно будет сделать», — ответил я, направляясь к кабине лифта. «Все взрослые игроки, проживающие в здании космопорта, должны уже быть там». Сев во главе стола, я окинул собравшихся. Полина, Пришка, Зена, Цандра, Цезарь, Дарк, Филин, Герда, девушка Филина, Кузьма. Со мной вместе 11 человек. Реальных бойцов всего 5. Остальных я бы не повел в атаку. В обороне, да, они себя показали, но это совсем другое. Выходит, я создал клан, в котором все держится на Мидасе и нашем везении. Но делать что-то все же надо. Итак, товарищи, у нас форс-мажор. На наших союзников, с которыми мы встречались всего пару часов назад и заключили договор о взаимопомощи, скоро будет совершено нападение. Они предупреждены, но силы, скорее всего, будут неравны. Поэтому прямо сейчас мы нанесем по противнику упреждающий удар. Пойдем малым составом, но с усилением. Заберем с собой дроидов. Со мной пойдут Дарк, Филин, Цандра, Цезарь. Остальные остаются здесь и поддерживают связь с остальными анклавами. В случае опасности все пусть перебираются в космопорт. Техника есть в обоих поселениях, доберутся быстро. Старшей остается Полина. Всех, кого я назвал, прошу через 5 минут собраться у Ильича». Покинув зал совещаний, я тут же направился к своему мотоциклу, стоящему в ремонтном цеху. По пути приказал заместителю: «Мидас, пусть ремонтники принесут 2 РЗУ в транспортный бокс и все патроны к ним. И универсальных дроидов я возьму с собой. Без них нас там всех положат. Мария, что-нибудь изменилось?» Численность противника увеличивается. Одна из групп, в которой люди Седова, насчитывает уже 60 бойцов. Странно, что они не пришли все сразу. «Там не все игроки. Скорее всего, добираются своим ходом из разных локаций», — предположил я. 60, говоришь? Похоже, их бросят на убой, как отвлекающий маневр, а сами ударят 2 группами с тыла. Они расположились так, образовав равносторонний треугольник. Ну что ж, выходцев из Брэттиза мы возьмем на себя. Сколько их там?» 21 боец и 3 дроида модели Каркор. Легкая добыча для 2 тяжелых универсалов Рух. «Скорее всего, у них в запасе есть сюрпризы», — усмехнулся я. «Но они потеряли свое главное преимущество — внезапность. Ладно, окажемся на месте, обсудим стратегию». Когда я заехал на мотоцикле в бокс, там уже присутствовал весь отряд. Цандра с помощью Мидаса руководила ремонтниками, которые втаскивали в салон бронепоезда РЗУ-1. Остальные ждали, когда все это закончится. «Командир, Игнат вернулся», — сообщил заместитель, едва я слез с мотоцикла. «Направляй его сюда. Может, с собой возьмем. Как раз связь с Сизовым будет поддерживать». «Капитан, отряд Седова начал движение». Это уже Мария сообщила неприятную новость. В груди заныло, так у меня бывало, когда я чувствовал, что опаздываю на что-то важное. «Поторапливаемся! Противник уже пошел в атаку!» — приказал я. «Все в салон, на месте разберемся с тяжелым вооружением. Мидас, где рухи?» «Уже ожидают на выходе». «Все, выдвигайтесь за мной!» Вновь приказал я соклановцам и, развернув мотоцикл, выехал наружу. Увидев Борисовича, тут же крикнул ему: «Игнат, двигай сюда! Мы уже отправляемся к Сизову на помощь. Там 3-я вражеская группа нарисовалась. Будешь нашим связным с племянником». «Да твою ж дивизию!» — произнес отставник, сменив направление движения. «Что вообще происходит?» «Кому-то твой племянник перешел дорогу», — предположил я, хотя сам уже догадывался, кто на самом деле виновен в происходящем. Чужаки пришли за мной, а новое правительство решило под это дело зачистить неугодного им майора. Видимо, у них планы на наш город. И ведь какие хитрецы, все чужими руками норовят провернуть. Своих бойцов, вон, всего 2 десятка прислали. Хватит, чтобы добить уцелевших. Оба Руха и Игнат оказались рядом со мной чуть раньше, чем Ильич выкатил из бокса. Кивнув Борисовичу, чтобы садился ко мне за спину, я отдал приказ следовать за мной, после чего активировал редкий портал, в который с трудом проезжал наш бронепоезд, и сам тут же въехал в пробой. «Мария, как слышишь?» — произнес я, активировав спутниковую связь. То, что меня может кто-то перехватить, не боялся.
Вряд ли кто-то из врагов притащит сюда подобные артефакты легендарного ранга. «Связь устойчивая, капитан», — ответила Искин. «Доклад обстановки», — потребовал я. «Группа Седова увеличилась до 100 человек. К ним подъехала военная техника. По вашей земной классификации 2 танка и 3 боевые машины пехоты. Группа нового правительства подняла в воздух 6 дронов и начала движение вперед. Похоже, они решили провести разведку. Воины из Бретсиза тоже начали движение. Их дрон я засекла случайно, обнаружив непонятные помехи. Похоже, они держат свою технику под полем искажения эпического ранга, и системы спутника на таком расстоянии не могут их отследить. Да, у меня осталось 10 минут контроля. Потом ваш квадрат попадет в слепую зону на 90 секунд. Связь тоже прервется». «Понял». Я оглянулся на бронепоезд, стоящий на проселочной дороге. «Будь на связи». Махнув рукой Цандре, сидевшей за рычагами управления, я тронулся вперед. Дрон поднимать не стал, чтобы раньше времени не выдать свою позицию. Сзади негромко заурчал движитель Ильича. Через 30 секунд он тоже тронется с места. Сизов уже был предупрежден о нашем появлении, а вот про технику у противника ему надо бы сообщить. Впрочем, он должен и сам уже знать. Наверняка отправил 2-3 разведчиков вперед, да и все подъезды у него, скорее всего, заминированы давно. А вот сообщить, что другие отряды начали движение, нужно. «Игнат!» — настроился я на канал с отставником. «Группы 2 и 3 подняли дроны. Начали движение вперед». «Принял!» — тут же отозвался Борисыч. «Уже докладываю племешу. Еще что-то?» «Мы тоже выдвинулись. Скоро пошумим. Все, отбой!» Отключив связь, отдал приказ нейросети отслеживать любое несоответствие в окружающем пространстве. Мало ли, вдруг иномиряне имеют еще один отряд, который скрывается под искажением эпического ранга. Чутье не подвело меня. Мимолетный взгляд на небо, в просвет между деревьев, и нейросеть тут же отметила странное движение в воздухе. В 500 метрах от нас. «Цандра, стоп, машина!» — приказал я, зная, что бывшая оперативница незамедлительно выполнит приказ, как и шагающие за бронепоездом 2 руха. «Командир?» — с тревогой в голосе спросила женщина. «Засек вражеский дрон. Вас он не видел, но лучше пока постойте на месте. Похоже, у иномирян есть дозорная группа. Пропустим их вперед, дождемся основную и нанесем удар». Проехав еще пару десятков метров вперед, я тоже свернул к обочине и остановился, укрыв Урал за деревом. Так, на всякий случай. Сам же извлек из креплений эрго-штуцер и, выбрав подходящую позицию, замер. А секундой позже увидел, как впереди, метрах в 200, дорогу пересекают 4 бойца в черной броне, которую я видел только у воинов из Бретсиза. «Мария, какое между мной и противником расстояние?» — тут же спросил я. «Около 1,5 километров до основной группы», — ответила Искин. «Двигаются прямо по дороге. Через 15 минут пересекут дорогу, на которой находитесь вы». «Отлично!» В моей голове тут же созрел план. «Группа, слушай мою команду. Сейчас вы выдвигаетесь к перекрестку и занимаете позиции так, как мы и договаривались. Как только чужаки приблизятся на достаточное расстояние, чтобы не успели бежать, зачищайте всех». «А ты, командир?» — уточнил Дарк. «А я сниму разведгруппу. Уж больно они упакованы и двигаются шустро. Если упустим их, сбегут. Выйдут в другую локацию и поминай, как звали. А мне не хочется упустить даже одного». Дальше я двинулся пешком, потому как урчание двигателя у эргоцикла хоть и слабое, но все же рисковать лишний раз не стоит. Так что, обвешанный оружием, я быстро добрался до перекрестка, а затем, двигаясь прямо у самых деревьев, начал преследование вражеской разведгруппы. Противник двигался достаточно быстро, и такими темпами должен был вторгнуться в одну из локаций Сизова минут через 10. Слишком быстро. Вдруг они не смогут засечь установленные в грунт мины, тогда спугнут основную группу. Ладно, через 9 минут попробую отвлечь их. Все пошло наперекосяк, когда мы прошли около километра. Внезапно разведчики остановились, а секундой позже из леса к ним вышла еще одна группа. Черт, да их теперь больше 10. Если у них у всех эпическая защита, я не справлюсь. Вряд ли они побегут, едва я начну стрелять, а это значит, что мне придется отступить к товарищам. И мне, пожалуй, лучше так и поступить. Ненужный риск. Зачем он? «Эй, можешь не прятаться, мы тебя все равно видим», — раздалось за спиной. «Бросай свое оружие и поднимай руки, и тогда ты сохранишь жизнь». Обернувшись, я увидел в 100 метров позади еще одну большую группу воинов в черной броне. 12 человек.
Первым желанием было сформировать легендарный портал и валить отсюда, пока цел. Только убегать не хотелось. Эти воины пришли по мою душу. Но вряд ли они понимают, кого поймали. Невозможно предугадать, что я появлюсь здесь, в это время. Разве что есть какой-нибудь класс предсказателя. Но опять же, ограничение 5-го уровня на посещение нулевого мира, так что исключено. Нет, эти ребята не знают, с кем столкнулись. Что ж, посмотрим, как они запоют, когда приблизятся. Сдержав улыбку, я медленно снял с себя все оружие, а затем поднял руки вверх, давая понять, что не собираюсь делать глупостей. Если что-то пойдет не так, смогу подхватить свои стволы в течение 1 секунды и сдернуть. Просто мне очень нужен был пленник именно из этого отряда. Те бретсизы, что приближаются к моей группе, они точно не из этих бойцов в черной броне. Все 12 человек двинулись ко мне, большая часть из них удерживала мою покорно стоящую тушку на прицеле. Отлично, ближе к папочке, хомячки. Сколько там радиус действия негатора? 10 метров? То, что нужно. Сейчас я вас сильно удивлю. «Что-то он чересчур спокойный», — произнес один из бойцов, когда до меня оставалось чуть больше 20 шагов. «А оружие-то у вас, ребята, игровое, работающее на основе эргов». «Вы же сказали, если выполню ваши требования, то вы меня не убьете», — напомнил я и тут же добавил. «К тому же мы на одной стороне. Я от нового правительства послан, чтобы следить за вами». «Ты смотри, аборигены какие наивные», — заговорил другой боец. «Следят они за нами. Еще и прокачанного скрытника послали, вместо того, чтобы свою группу усилить. Кстати, почему мы не видим твоего ника?» Дальше я уже не слушал. Во-первых, нейросеть подтвердила, что самому дальнему противнику до меня осталось 9 метров, а значит, можно начинать действовать. К тому же я успел прочесть над бойцами информацию. Все они принадлежали одному клану — охотники за головами. «Я сейчас вам все объясню», — ответил я и, опустив руки, начал склоняться к стопке с оружием. АКР будет работать независимо, действует негатор или нет, ведь он работает благодаря физике, а не эргам и магии. «Огонь!» — дал приказ один из группы, но поздно, я уже активировал артефакт. Автомат оказался в руках раньше, чем противник понял, как глупо попался. Ну а я уже не дал ему времени, чтобы начать действовать. «Так!» — загрохотал автомат одиночными. Противник начал падать один за другим. Я успел положить 7, прежде чем остальные поняли, что делать. Но поздно. Я попросту не дал им возможности выбежать из зоны действия негатора, шагая следом. К тому же доспехи, в которых они были облачены, лишившись энергии, превратились в неподъемную обузу, из-за чего некоторые попросту рухнули на землю. Этим я прострелил ноги. Живые мне тоже пригодятся, допрашивать же кого-то нужно будет. Я уже почти закончил расстреливать одну группу, когда в бой вступила вторая. В спину мне прилетел энергетический заряд. Похоже, на него действие негатора не распространялось. Ну, сейчас мы узнаем, у кого больше сил. Да, нейросеть временно отключилась, но моя легендарная защита — нет. Прикончив последнего противника, я деактивировал артефакт подавления и в 2 шага оказался рядом со своим оружием. Нейросеть тут же заработала вновь и сразу подсветила мне все цели. Идиоты. Нет бы начать стрелять по мне с залпом. Они бьют в разнобой, да еще и мажут безбожно. Понимаю, расстояние в 200 метров слишком много для эрго-ружья, но тут уж, извините, сами виноваты. Прижав приклад штуцера к плечу, я прицелился и сделал первый выстрел. И тут же второй, после чего перевел ствол на следующую цель. Есть -1. Надо же, как в тире. Идиоты, перед вами не просто игрок, а защитник мира, с бонусом на уничтожение таких, как вы, пришлых. После моего 6-го выстрела противник понял, что со мной что-то не так, и бойцы в черной броне рванули прочь. Это вы, ребята, зря. Впереди вас ждет сюрприз. Вот если бы ушли в лес... Где-то далеко позади раздался грохот крупнокалиберного пулемета. Похоже, мои ребята тоже вступили в бой. Вернувшись к 2 противникам, которых ранил в ноги, я произнес: «Ну что, охотники, информацией делиться будем?» Глава 12. Звено мифического ранга. Охотники пришли за мной. Почему-то они были уверены, что я нахожусь в клане Сизова. Задача у них была одна — поймать того, кто активировал уникальную цепочку квест. А если не получится, нейтрализовать. Проще говоря, они пришли ликвидировать меня. Допрос я закончил, будучи в буквальном смысле по локоть в крови, но основное все же смог вызнать. Меня ищут.
И живым я никому не нужен, а значит, мне следует поторопиться с завершением цепочки квестов, потому что меня почти обнаружили. Сейчас пришло всего 2 команды — охотники и группа поддержки. В следующий раз каратели Брэдсиза пришлют сюда целую армию с техникой и тяжелым вооружением, и тогда аэропорт сравняют с землей. Нужно заканчивать со всем этим как можно скорее, и у меня как раз для этого имеются все возможности. Так что плевать на сбежавших охотников, пусть рассказывают своим командирам о страшном аборигене. «Капитан, я вновь вижу тебя», — раздался в ухе голос Марии. «Стоп! А еще вижу тела, которых здесь не должно быть. Странно, что я не видела их раньше». «Эпические модули искажения. Спутники их не видят», — пояснил я. «Согласен. Странно это». «Может, это из-за того, что расстояние большое?» — предположила Искин. «Хотя тебя я свободно вижу. Могу чем-то помочь». «Обстановку у союзников можешь описать?» «Идет бой, и, похоже, противник побеждает», — ответила Мария. «На его стороне численное превосходство и хорошая защита, а союзнику приходится действовать на 2 фронта и еще держать охрану для гражданских». «Черт! У Сизова же тяжелого вооружения должно быть заготовлено. На батальон хватит. Почему я не слышу артиллерии?» «Я проанализировала ситуацию и могу предположить, что союзники упустили момент, когда противник сделал стремительный рывок. В итоге завязался ближний бой», — пояснила ИИ. «А еще похоже, что у Сизова в клане имеются предатели», — произнес я. «Ладно, поможем им еще раз. Хотя мне сейчас лучше бы продолжить выслеживать охотников. Или вовсе свернуть отряд и вернуться домой. Черт, ну почему все через одно место?» Словно желая успокоить меня, перед глазами появилось сообщение о получении с убитых 5000 КСО, 20 простых, 5 улучшенных, 40 редких и 80 эпических кристаллов. Надо же, а неплохо, очень даже неплохо. Развесив на себе свое оружие, собрал трофейные пушки и двинулся к своим. Бой на лесной дороге уже стих, похоже, мои ребята зачистили группу прикрытия охотников. Поэтому я спокойно обратился к ним, не боясь отвлечь. «Цезарь, как обстановка?» «Командир, враг уничтожен, с нашей стороны потерь и ранений нет. Чисто сработали. Накрыли противника перекрестным огнем. Ожидаем дальнейших указаний». «Грузитесь в Ильича, и мой мотоцикл не забудьте», — приказал я. «Трофеи оставьте, с ними попозже разберемся. Тут, похоже, у Сизова большие проблемы. Он каким-то образом прозевал начало атаки, и сейчас его людей давят». Когда я добежал до перекрестка, все уже было погружено в транспорт, дожидались только меня. Очутившись на борту бронепоезда, тут же прошел в кабину и отдал Цандре приказ двигаться вперед на максимальной скорости. Перед глазами у меня уже была сформирована виртуальная карта с проложенным на ней маршрутом. 25 минут до группы бойцов от нового правительства и 40 к месту основного сражения. Разумеется, я выбрал первое. К месту, где располагался противник, успели в последний момент, когда они только начали выдвигаться. Я все это время слушал доклад Марии и весьма обрадовался, когда люди Сизова смогли заманить технику врага на заминированный участок и подорвать. Расклад вновь качнулся на сторону союзников, и бойцы нового правительства решили поддержать людей Седова. Разумеется, нас не ждали. Противник только развернулся в цепь, собираясь ударить широким фронтом, но не успел сделать и сотни шагов, когда мы буквально влетели в их лагерь и атаковали с тыла разом со всех стволов. Тяжелое вооружение Медаса, ракетный залп рухов, на врага с первых же секунд обрушился шквал огня, и командир вражеского отряда, видимо, решил, что их атаковала рота солдат вместе с техникой и армейской авиацией. Поэтому он принял единственное верное решение — не ввязываться в неравный бой, а лучше свалить. Так что вскоре я отдал приказ прекратить огонь, чтобы не тратить зря боеприпасы. Если бы не деревья, мы бы положили их всех. Системы наведения у дроидов свободно поражают цели на расстоянии до километра. Но из-за множества естественных укрытий боевые роботы лишь проредили противника. Впрочем, нам удалось сделать главное — обратить воинов нового правительства в бегство. Теперь оставалось лишь добраться до основного места боевых действий и помочь союзникам добить людей Седова. Увы, когда мы добрались до окраины Известкового, бой был уже завершен. Бойцы Сизова победили. Но какой ценой? «Осталось 5 бойцов и еще 4 игроков, не умеющих управляться оружием», рассказывал Игнат, сидя на ступенях большого каменного дома, который союзники использовали в качестве штаба. «Племянник погиб одним из первых. Перед боем пошел еще раз проверить, все ли в порядке на передней линии обороны.
и попал в самый замес». «Не игроков много?» — уточнил я. «Оставаться здесь им теперь небезопасно». 40 человек. Понятно, что здесь опасно, только как их отсюда забрать? Через город тащить? Так это верная смерть». Борисыч развел руками. «Давай, Порторг, предлагай идеи, потому что я уже голову сломал в попытках что-нибудь придумать». «Есть одна идея, но нужно подождать несколько часов. Думаю, за это время новое правительство не рискнет бросить сюда своих бойцов снова. И да, имея в виду, что я устрою каждому из выживших бойцов взлом башки. В том плане, что залезу в их головы. Потому что у Сизова в отряде был Крот, и он, возможно, до сих пор здесь». «Это само собой разумеется», — согласился Игнат. «Только как ты собираешься лезть им в головы? У нас таких технологий нет. Неужели что-то притащил с Брэдсиза?» «Можно и так сказать», — усмехнулся я. «Ладно, крепите оборону, а я займусь еще одним важным делом. Как только закончу с ним, вернусь сюда, чтобы забрать выживших. Так что занимайтесь». Оставив Борисыча, который совершенно неожиданно стал главным в разбитом клане, я поспешил к Ильичу. На ходу обратился к Иск-Ину. «Мария, сколько осталось времени до посадки корвета?» 30 минут, капитан. Лейтенант Атрис уже связался со мной и предупредил, что собирается совершить посадку». «Хорошо», — произнес я, поднимаясь на борт транспорта. Отключив связь, заглянул в кабину. «Цандра, трогайся, мы возвращаемся домой». Несколько секунд, и бронепоезд выехал на посадочное поле. «Ну вот и дома», — пронеслось в моей голове. Выкатив мотоцикл, я тут же направился к терминалу. Времени мало, а надо многое обсудить с Искином и разумным дроидом. Устроить своего рода совещание. Надо же, я доверяю машинам больше, чем людям. А все потому, что человек слаб, и если кто-то из моих товарищей попадет в плен, из него вытянут все, что можно. А вот если Мидас или Мария окажутся у врага, бояться будет уже поздно. Значит, враг взял нашу базу и проник в святая святых. «Сергей, как съездили?» В зале ожидания меня встретила Полина, лицо ее выглядело встревоженным. «Плохо дело. Сизов погиб, как и большая часть его бойцов. Но мы победили. Отряд Седова, это тот неизвестный, на которого работал Семен, полностью уничтожен. Люди нового правительства бежали, чужаков мы почти всех уничтожили. Ребята даже опыт получили, а мне перепала хорошая порция кристаллов». «Ты сейчас в подвал?» Полина кивнула на спуск. «С тобой можно?» «Давай не сейчас. У меня полчаса времени на очень важное дело. Лучше приготовься к сюрпризу и остальных предупреди». «Хорошо». Девушка проводила меня растерянным взглядом. Ее стремление спуститься со мной вниз понятно. Хочет поговорить о чем-то важном. А может, ее попросила о чем-то Герда? Ладно, все это подождет. В Известковом сейчас люди в критическом положении, и их надо оттуда вытаскивать. «Мидас, что по системам контроля и активной обороне космопорта?» — спросил я, очутившись в подземном тоннеле. «Все под контролем, командир». «Мария?» «В окрестностях Известкового пока тихо. Посторонних не обнаружила», — ответила ИИ. «Через 17 минут поселок попадет в мертвую зону на 28 минут». «А вот это плохо», — нахмурился я. «Надо будет поторопиться. Этот Атрис, он будет подчиняться моим приказам? Хочу использовать его корвет для перевозки выживших». «Капитан обязан подчиняться твоим приказам», — ответил Мидас. «У тебя ключ-код старшего офицера в крови. Корвет А3 тоже обязан подчиниться тебе». «Ну, значит, все под контролем. Можно встречать гостя», — успокоился я. «Правда, есть один нюанс. Мне вот в таком виде его встречать». «Что не так с твоим видом?» — не понял Мидас. «Ну, форма, знаки различия», — перечислил я. «Вот это все». «Достаточно будет рукопожатия. Твой ключ подтвердит звание и должность капитана, после чего можешь начинать отдавать приказы». «Что ж, значит, ждем. Жаль, нет дальней связи со Звездковым. Надо раздобыть что-нибудь этакое, чтобы за 100 километров дотягивалось. Ладно, пойду я готовиться к встрече». Покинув подземный уровень, я вновь встретил Полину, которая продолжила дожидаться меня у спуска. «Пойдем побеседуем». Принял я решение и направился к нашему гостиничному номеру. «Я хотела поговорить о Герде», — тихо, почти на ухо сообщила моя подруга. «Она у всех пытается выяснить, куда нужно перенестись, чтобы оказаться поближе к мужу. Мне кажется, она задумала отправиться на его поиски». «Одна?» — уточнил я на всякий случай. «Да, девочек собирается оставить», — ответила Полина. «Уже подходила ко мне, Пришке, просила, чтобы присмотрели за ними, если с ней что-то случится». «Черт!»
— выругался я. «Объясни же ей, что так она погубит или себя, или мужа». Не поверила, похоже. А ведь знает, что такое слуги Некронта. Своими глазами видела. «Что собираешься предпринять?» — уточнила подруга. «Сейчас я собираюсь спасти тех, кто остался в Известковом, а затем займусь тем, чем должен. С Гердой побеседую, но если она меня не послушает, бегать за ней не буду. Полина, ты даже не представляешь, что сейчас стоит на кону, и решится все буквально в течение 1, может, 2 дней, и я приложу все силы, чтобы решилась в нашу пользу». «То есть через полчаса мы узнаем, что ты прячешь внизу?» — уточнила девушка. «Узнаем», — улыбнулся я, — «но не все. Слушай, а пойдем прямо сейчас к Герде? Поговорим с ней, заодно пообедаем». «Согласна», — улыбнувшись, кивнула Полина. «Вот и хорошо». Разговор с Гердой вышел тяжелый, и все же нам с подругой удалось убедить ее подождать немного. Правда, мне пришлось пообещать, что возьму Галину с собой, как только отправлюсь на Абрэтсис. Разумеется, я не стал говорить, что мы отправимся на другую планету не пешком и даже не на бронепоезде. Так что в оставшееся до появления гостя время мы даже успели поесть. Ну а в последние минуты я объявил общий сбор на 2-м этаже терминала. Только не в зале совещаний, а на огневых позициях, с которых мы отбивались от измененных. Правда, в этот раз стрелять не планировалось. «Обращаюсь ко всем присутствующим», — обратился я к соклановцам. «Сейчас произойдет кое-что непривычное для вас. Прошу проявить терпение и ни в коем случае не хвататься за оружие. У меня все под контролем. Всем все ясно?» Дождавшись, пока все подтвердят, что правильно поняли мои слова, я двинулся к выходу из здания космопорта. Подлетное время практически истекло, и космический корабль малого класса мог в любой миг приземлиться на посадочном поле. Корвет я увидел первым. Он летел со стороны Романовки, издали ничем не отличался от нашего самолета. Лишь когда стал приближаться, и все услышали рев двигателей, мне стало ясно, корабль значительно массивнее. Чем-то он походил на пятиконечную звезду с одним сильно вытянутым лучом. Скорость судна потрясала. Только что он появился на горизонте, а вот уже завис над посадочным полем и плавно опускается вниз. 4 струи плазмы ударили в поверхность, удерживая многотонную машину, которую хотелось сравнить со стратегическим бомбардировщиком. Впрочем, корвет запросто мог выполнить подобную функцию. «Охренеть!» — прозвучал в общем канале голос Зены. «Это что, прямо из космоса к нам? А что, если пришельцы злые?» «Это наш корабль», — успокоил я девушку. «Так что все будет хорошо. Просто смотрите представление». Замерев в центральном проходе, я ждал, когда появится гость. И он не заставил себя ждать. Не прошло и 30 секунд, как посадочные опоры коснулись бетонной поверхности, а из корвета уже вышла высокая массивная фигура, облаченная в серьезную броню, которую упорядоченная определила как эпическую. Глухой шлем, эргобой на поясе — все говорило о том, что передо мной весьма серьезный боец. К счастью, он был на моей стороне. Я шагнул вперед, обозначая свое присутствие, и замер, дожидаясь, когда гость приблизится. Он не заставил себя ждать, тут же двинувшись навстречу. Остановился, когда до меня осталось 3 шага, и, открыв забрало шлема, сообщил. «Капитан Атрис, пилот корвета Атрий, прибыл на сигнал бедствия». «Полковник Порторг, капитан фрегата Рихор и по совместительству комендант гражданского космопорта. Ваш идентификатор, капитан», — произнес я и протянул руку. А капитан-то совсем молод. Гораздо младше меня выглядит. Лицо вытянутое, худое, щеки впалые. На человека, если честно, не очень-то и похож. Да уж, совсем не заморачивается, упорядоченное. Офицер протянул навстречу свою ладонь. В момент рукопожатия мою кисть слегка тряхнула, словно слабым разрядом тока, но зато перед моими глазами высветилось. Получено подтверждение звания и должности капитана Атриса. Получен контроль над кораблем класса корвет. «Пошли, лейтенант. У нас имеется крайне важное дело», — произнес я, жестом приглашая следовать за собой. Точнее, несколько дел. Мы быстро прошли через зал ожидания, затем по тоннелю добрались до перрона. Я тут же вскрыл бронированную дверь, и через минуту мы уже поднимались на борт фрегата. Тамбур, коридор и, наконец-то. Причем капитану пришлось пройти процедуру знакомства с кораблем, затем назвать свои данные уже иск-ину фрегата, и лишь после я отдал приказ. «Мария, активация всех систем. Выводи корабль на поверхность». «Слушаюсь, капитан», — ответила ИИ. «Разреши отсоединить все посторонние источники». «Да, отключай», — согласился я, понимая, что прямо сейчас лишаю источника эргов весь космопорт. «Ничего, это вынужденная мера.
Едва я дал добро, как в этот же миг корпус судна вздрогнул. Раз, другой, третий. А когда до меня дошло, что Иск-Ин прямо сейчас прожигает себе выход наружу с помощью бортового вооружения, дело было сделано. А перед моими глазами высветилась надпись. Клан-лидер Парторг. Выполнено скрытое задание мифического ранга. Первый среди равных. Награда 5 легендарных и 1 мифический кристалл. 7500 КСО. Плюс 60 тысяч к прогрессу уровня. Клан-лидер Парторг. Выполнено очередное звено уникального задания «Наследие Бретсиза». Мифический ранг. Интерлюдия 6. Кир Куадай, младший стратег клана «Звездные охотники». Все пошло как-то не так. Младшая боевая единица потеряна безвозвратно. Клан охотников, который стратег нанял за свой счет, практически уничтожен. Аборигены вроде как выполнили свои обещания, но почему-то у Кир Куадая было стойкое ощущение, что его обманули. Но самое страшное было то, что 10 дней завершились, а младший стратег так и не получил результата. А это означало лишь одно — утилизация. Единственное, что он мог сейчас сделать, это ожидать, когда активируется браслет подчинения. Словно, подслушав его мысли, артефакт на ноге щелкнул, а перед глазами Кир Куадая вспыхнуло сообщение. До активации магического плетения эпического ранга «Взрыв» осталось 10, 9, 8... «Надеюсь, он возвысит Бретсис», — произнес младший стратег и улыбнулся. «Если да, то я не предам свой мир». Глава 13. Возвышение Бретсиза. Игрок Парторг. Разблокировано 5-е звено наследия Бретсиза. Мифический ранг. 5-й шаг получения ключа. Награда. 5 легендарных и 2 мифических кристалла. 8000 КСО. Плюс 60 тысяч к прогрессу уровня. Игрок Парторг. Ты получил метку «Наследник Бретсиза». Для прохождения следующего звена необходимо посетить мир нулевого уровня Бретсиз. Не успел я прийти в себя, как перед глазами всплыло еще 2 сообщения. Игрок Парторг. Выполнено скрытое задание мифического ранга, 1-й мифический на Земле. Награда 5 легендарных и 1 мифический кристалл. 7500 КСО, плюс 60 тысяч к прогрессу уровня. Получен новый уровень. Клан-лидер Парторг. Получен новый уровень. 9. Повышены требования. Очки прогресса можно добыть только с игроков и существ не ниже 8-го уровня развития или от выполненных заданий не ниже эпического ранга. Получена награда. 10 эпических, 1 легендарный кристалл. 1000 КСО, плюс 10 тысяч к прогрессу уровня. Твои показатели. Прогресс уровня 89 795 из 120 тысяч. Баланс валюты 30 981 КСО. Встроенный накопитель. Уникальный. 100 эрго из 100. Прогресс усовершенствования накопителя 49%. Кристаллы. 60 простых, 20 улучшенных, 90 редких, 94 эпических, 20 легендарных, 3 мифических. «Господин полковник, каковы наши дальнейшие планы?» Голос Атриса отвлек меня от перечитывания сообщений. Смахнув их, я сосредоточил свое внимание на смотровых экранах. «Такс, а ведь мы, похоже, все-таки вызволили фрегат из заточения. Что ж, значит, поторопимся. Мария, курс на известковый. Надо выручать союзников». «Подлетное время — 2 минуты». В голосе Иск-Ина чувствовалась радость. «Капитан, рекомендую занять свое место и пристегнуться. Посадка фрегата в атмосфере на неподготовленную почву. Судно будет немного раскачивать». Местом приземления выбрали пересечение центральных улиц поселка. Другого места для посадки попросту не было. Разумеется, нас приняли за чужаков, потому как спрятались все, даже бойцы. Я бы тоже спрятался. А как прикажете противостоять боевому кораблю эпического класса, который в считанные секунды способен превратить поселок в руины? «Атрис, за мной!» — приказал я, покидая свое командирское сиденье и направляясь к выходу. «Господин полковник, мне оружие с собой брать?» — внезапно спросил капитан. 2 поправки. Ко мне обращайся не господин, а товарищ. И второе. На этой планете без оружия ни шагу. Все понял? «Так точно!» — коротко ответил Атрис, поправляя на поясе аргобой. «Тогда не отставай». Рихор покинули через малый люк.
и сразу же направились к большому дому, который раньше был штабом клана. Приблизившись, я на ходу крикнул: «Игнат Борисович, свои! Надо бы поторопиться с эвакуацией! Еще полчаса-час, и тут появятся люди нового правительства!» «Парторг! Так вот, что ты прятал на подземном этаже космопорта!» Раздался в ответ голос бывшего отставника, а вскоре и он сам показался на крыльце. «Вот честное слово, ожидал чего угодно, но только не боевой космический корабль!» «Давай разговоры позже будем разговаривать, а сейчас выводи гражданских. Их я переброшу на борту судна, а ты с игроками и всем, что сможете забрать, переправляйтесь в Романовку. Доступ на формирование портала я тебе открою. Времени на все у нас около получаса. Потом могут пожаловать гости». Люди нового правительства опоздали. Мария с помощью спутника засекла появление их отрядов, когда мы уже покинули Известковый. Игнат тоже закончил переброску оружия и техники, и теперь в Романовке стоял целый автопарк боевых машин и несколько грузовиков, забитых боеприпасами и прочими прелестями. Все это планировалось рассредоточить между обжитыми локациями, чтобы мои люди могли отразить нападение любого врага. Не игроков я высадил в Сенцовке. Там и домов пустующих много, и простых людей больше. Пусть социализируются, притираются друг к другу. Со всем этим разберемся позже. Мне сейчас надо решить все проблемы с текущим заданием, посетить Бретсис, а уж потом все остальное. Закончив со спасением остатков выживших, я приказал Марии возвращаться в космопорт. Перед отбытием в другой мир мне требовалось завершить еще одну вещь — ввести в клан людей Бороды. Они как раз должны сейчас находиться в байкерском клубе. Наконец-то мне удалось увидеть космопорт с высоты птичьего полета. Да, через обзорные экраны, но все же. И увиденное мне понравилось. Дроиды-ремонтники знатно поработали над внешним видом терминала, и потому большая его часть выглядела прилично. Вид портили лишь останки разобранного авиалайнера и довольно приличная дыра в посадочном поле. Прямо сейчас вокруг нее суетился ремонтный комплекс. Зато корвет, расположившийся неподалеку, внушал уважение и радовал глаз. «Атрис, сейчас мы загрузим на борт фрегата все необходимое для автономии и отправимся на... Бретсис», — сообщил я офицеру, самым коротким путем. «А пока предлагаю тебе посетить нашу столовую и познакомиться с моими людьми». «Товарищ полковник, они все военные?» — уточнил капитан. «Нет, гражданские, но оружие в руках держать умеют. Ты как вообще? Может, тебе требуется отдых?» «По дороге на Бретсис отдохну», — ответил Атрис, чем знатно развеселил меня. «Ладно, разберемся. Но поесть все же следует». У космопорта нас встречал весь состав клана «Урал». Я издали увидел лица мужчин, женщин и детей, полные восхищения. Нет, не мной, фрегатом. Еще бы. Они такое могли видеть только в фантастических фильмах. А корабль действительно был красив, как настоящий хищник. «Командир, и ты скрывал от нас такое чудо?» Первым не выдержал Филин. «Но почему?» «Потому что я раньше не мог поднять судно в воздух», — ответил я полуправдой, и, соответственно, не мог рисковать. Любой из вас мог попасть в плен и там рассказать о корабле, который не может взлететь. Да нас тут же с землей сравняли. А сейчас фрегат может защитить нас, но это все мелочи. Цезарь, Цандра и Зиана, ставлю перед вами задачу. Отправляйтесь на Ильиче к байкерскому клубу и перебросьте оттуда всех байкеров прямиком в Романовку. Пришло время собраться в одном месте всем нормальным людям, чтобы мы могли дать отпор кому угодно. Всем остальным пройти в зал для совещаний. Но сначала прошу познакомиться с капитаном Атрисом, пилотом корвета «Атрий». Спустя час, когда я уже раздал всем распоряжения на случай, если мне придется задержаться в Бретсизе, вернулась группа Цезаря. Отряд байкеров уже получил 2 дома на окраине деревни, и сейчас люди Бороды вместе с бойцами Игната распределяли дежурство. В будущем я планировал и тех, и этих переселить в космопорт, но сначала требовалось допросить каждого игрока. Предатели обычно живучие, а мне не нужно, чтобы здесь рыскали люди нового правительства. «Сергей, возьми нас с собой!» Полина с Пришкой догнали меня уже возле двери в гостиничный номер, где отдыхал Атрис. «Вы меня чем слушали?» — нахмурился я. «Там может быть крайне опасно. Мне даже близко неизвестно, что нас с капитаном ждет на той стороне. Так что жду от вас веского объяснения, почему вы хотите отправиться со мной». «Я целитель. В любом отряде пригожусь. А Пришка...» Полина повернулась к иномерянке. «Так, за себя давай сама говори».
«Ну, если потребуется, я могу приготовить пищу. Герда меня научила», — робко произнесла девушка, опустив глаза в пол. «И патроны снаряжать в магазин. Сергей, мы же были там уже. Возьми нас еще раз на Брэдсис. Мы мешать не будем, только помогать». Полина сложила руки перед грудью в умоляющем жесте. «Герда?» — нахмурился я. «Она вас надоумила. Ладно, Господь с вами. Только захватите вооружение и тревожные рюкзаки, возможно, понадобится. 5 минут в вашем распоряжении. Все, бегом собираться». Атриса пришлось будить. Искусственно созданный человек, похоже, за последние сутки знатно вымотался. По-хорошему, и мне следовало бы отложить посещение Брэдсиса на завтра, только я уже физически чувствовал, как сгущается над космопортом внимание противников. Вот пришлют на Землю несколько звеньев рейдеров, и все, никакие корветы и фрегаты не помогут, как и система обороны. Подталкивало и еще одно важное дело — получение 10 уровня. До него осталось совсем немного, и я был уверен, получение новых классовых навыков значительно повысит мои возможности. И значит, я стану более защищенный. В общем, оно того стоило. Капитан настороженно отнесся к наличию на борту 2 гражданских, но я убедил его, что они не будут мешать. Более того, когда мы взлетели, Атрис приготовился к выводу фрегата на орбиту, но вместо этого судно медленно прошло сквозь оранжевое кольцо портала, зависшего в нескольких метрах над землей. Мы еще не переместились полностью на другую планету, а смотровые экраны уже показывали, как фрегат раздвигает носом деревья. «Мария, как только корабль полностью окажется на этой стороне, подними его на несколько десятков метров. Осмотримся», — приказал я, — «и сканируй все доступные частоты. Что-то подсказывает мне, что с нами должна связаться какая-нибудь автоматическая станция или что-то подобное». «Приняла, капитан», — ответила Иск-Ин. Ей, похоже, понравилось летать. Впрочем, я бы тоже радовался. Наконец корабль полностью перенесся на Брэдсис, после чего медленно начал набирать высоту. Экраны расцвели разными картинками, какие-то транслировали пространство вблизи, другие — окружающее пространство. Но все это ушло на второй план, так как ИИ фрегата сообщила: «Капитан, фиксирую сигнал связи, идущий с орбиты. Источник — военная станция ВКС Брэдсиза. Сигнал имеет командный приоритет. Отклонить невозможно». «Что ж, значит, принимаем. Иного выбора нет», — произнес я, поморщившись. «Эх, поскорее бы все это завершилось». «Товарищ полковник, это же стандартная ситуация». Голос Атриса был спокоен. «Сейчас пройдем процедуру опознания, и можно будет снять станцию под контроль. Вашего звания для этого вполне достаточно». Словно в подтверждении из динамиков раздался неживой электронный голос. «Капитан фрегата Рихор, предъявите код-ключ для идентификации». Я тут же прижал ладонь к консоли на то место, где высветился круг. Секунда, затем короткий укол и еще 2 секунды ожидания, после чего голос продолжил. «Идентификация пройдена успешно. Полковник Парторг. Ресурсы станции Картас в вашем распоряжении». В этот момент перед моими глазами вспыхнуло очередное сообщение. Клан-лидер Парторг. Для завершения уникальной цепочки заданий наследия Брэдсиза необходимо сделать выбор. Первое. Использовать метку «Наследник Брэдсиза», взять под контроль станцию Картас и лично решить судьбу мира Брэдсиз. Второе. Возвысить мир Брэдсиз до 1 уровня. Количество игроков увеличится в 10 раз. Третье. Уничтожить планету ради личного возвышения. «Хрена себе! Выбор!» — пробормотал я. И действительно, мне лично предложили взять под свой контроль целый мир и при этом схлестнуться с кланами, против которых мой Урал попросту букашка. Можно просто возвысить мир, благодаря чему вернутся к жизни миллионы погибших, а возможно и сама планета преобразится. И третий вариант — погубить всех, но получить огромный бонус к развитию. И потом жить с этим. «Нахрен!» — произнес я и тут же добавил громко и четко. «Выбираю второй вариант. Возвысить Брэдсиз». Клан-лидер Парторг. Ты активировал возвышение Брэдсиза. Количество игроков увеличено до 1 миллиарда 150 миллионов 500 тысяч 320. Классы всех действительных игроков подняты на 1 ранг. Новые игроки получают классы улучшенного ранга. Клан-лидер Парторг. Ты завершил уникальную цепочку заданий наследия Брэдсиза. Метка «Наследник Брэдсиза» утеряна. Награда. Первое. Статус «Созидающий».
Бонус при производстве плюс 1 ранг ко всему, что будет произведено в клане, где присутствует носитель статуса. Второе. 2 мифических и 1 уникальный кристалл. 70 тысяч КСО. Плюс 240 тысяч к прогрессу уровня. Игрок Парторг. Выполнено скрытое задание уникального ранга. Первый уникальный на Земле. Награда. 2 мифических и 1 уникальный кристалл. 65 тысяч КСО. Плюс 220 тысяч к прогрессу уровня. Получен новый уровень. Получена награда. 5 легендарных, 1 мифический кристалл, 9 тысяч КСО, плюс 65 тысяч к прогрессу уровня. Твои показатели. Прогресс уровня. 4795 из 340 тысяч. Баланс валюты. 174 981 КСО. Встроенный накопитель уникальный. 100 эргов из 100. Прогресс усовершенствования накопителя 49%. Кристаллы. 60 простых, 20 улучшенных, 90 редких, 94 эпических, 24 легендарных, 8 мифических, 2 уникальных. Клан-лидер Парторг. Получен новый уровень. 12. Повышены требования. Очки прогресса можно добыть только с игроков и существ не ниже 10 уровня развития или от выполненных заданий не ниже легендарного ранга. Процесс возвышения мира продлится 32 часа. Упорядоченные рекомендуют на это время покинуть Брэдсис всех игроков, не принадлежащих Брэдсису. В противном случае ваше тело может подвергнуться изменениям. От вороха сообщений у меня рябило в глазах. И лишь благодаря предупреждению от упорядоченного, написанному крупным малым текстом, я прекратил чтение и совершил то, что должен был сделать сразу, как только завершил цепочку заданий. «Мария, курс на портал! Немедленно!» «Слушаюсь, капитан», — ответила и корабль начал движение в только что сотворенный мной оранжевый пробой. Я повернулся к тому месту, где только что сидел Атрис, и замер. Пилот корвета исчез. На его месте валялся бронекостюм, кобура с эргобоем, но самого капитана не было. «Мавр сделал свое дело, Мавр должен умереть», — пробормотал я, после чего сосредоточился на смотровых экранах. А там была ночь. Интерлюдия 7. Михаил Глебов. Что-то произошло. Гризли ощутил это всем своим существом. Окружающий мир замер так, словно он был искусственный. Даже движение ветра прекратилось. «И как это понимать?» — пробормотал Михаил, приготовившись к проблемам. «Неужели слуги Некронта вновь нашли его? Что ж, в прошлый раз выжил, и в этот попытается. Жаль только, что...» Договорить Глебов не успел. Перед его глазами появилась алая надпись. «Трансформация запущена». А потом пришла боль, которой Гризли еще никогда не испытывал. Его начало растягивать в разные стороны, затем скручивать в спираль вместе с пространством, а в какой-то момент начало сдавливать сверху и снизу с такой силой, что разум попросту отказался все это испытывать и ухнул в черную яму забвения. В себя Глебов пришел мгновенно. Попытался пошевелиться, но тут же пожалел о содеянном. Во-первых, у него болела каждая клеточка, каждая мышца. Даже глазные яблоки источали боль. К счастью, все это продолжалось недолго, всего несколько секунд. А затем перед Михаилом появилось сообщение, заставившее его улыбнуться. «Черт! Неужели свободен? Но как? Что вообще произошло?» Объяснения не было, лишь послание от упорядоченного. Да, именно от него. Игрок Гризли, редкий класс оборотень. 5 уровень, клан Урал. Статус победивший Некронта. Получен уникальный иммунитет на воздействие Некронта. Твои показатели. Прогресс уровня 1 из 15 тысяч. Баланс валюты 8 тысяч КСО. Кристаллы 7 простых, 14 улучшенных, 38 редких, 24 эпических, 4 легендарных. И как изюминка на торте, уже изученное классовое умение редкого ранга — личина медведя. «Ну что ж, погулял Гризли, пора и домой», — пробормотал Михаил и создал портал к космопорту. «Кто бы ты ни был, сотворивший это чудо, огромное тебе спасибо». Интерлюдия 8. Семен Кругликов. «Ты сказал, что здесь находится твой предыдущий хозяин. Ну и где он?»
— вкратчиво поинтересовался Глебов. Кругликов уже 100 раз пожалел, что в тот неудачный день столкнулся с этим одержимым. Воистину, хуже сумасшедшего может быть только фанатик. А Кастиниэль был именно фанатиком, помешанным на длинноухих. Семен видел, как тот подражает нелюдям даже в мелочах. Сам Круглый считал подобное поведение болезнью и был недалек от истины. Впрочем, сейчас его больше всего волновало другое. Главная база Седова, его особняк в коттеджном поселке, оказался пуст, как и другие дома. А ведь Кругликов привел сюда Глебова в надежде, что тот найдет себе союзников в борьбе против его чокнутых братьев. «Господин, я не знаю. Седой был здесь и уходить никуда не собирался». Кланяясь в пояс, зачастил Семен. «Может, нашел место поинтересней? Или кто-то заставил его съехать отсюда?» «Ладно, плевать на Седова. Отсюда мы без труда доберемся до земель Парторга», — усмехнувшись, произнес Кастиниэль. «Скоро я отомщу». «Идиот!» — пронеслось в голове Кругликова. Он уже понял, что Глебову никто не позволит мстить. Этим остроухим тварям Сергей нужен живым. Видите ли, очень ценный игрок. Ну да ничего. Главное в нужный момент сделать так, чтобы этот придурок снял с него амулет подчинения. А уж потом Семен посмотрит, как поступить. Помогать или прикончить мальчишку. Глава 14. Умения, способности и траты. Несмотря на позднее время, нас встречали. Никто не спал, дожидаясь космический корабль. Стоило фрегату выйти из пробоя и замереть над посадочным полем, как на его корпусе сошлись сразу несколько прожекторов, а у меня в голове тут же прозвучал голос Мидаса. «Быстро вернулся, командир, и, похоже, с хорошими новостями. Поделишься?» Брэдси стал миром первого уровня, а мне за это перепала куча плюшек от упорядоченного. В общем, дело было так. И я коротко описал все, что со мной произошло в последние несколько дней. «Командир, ты сделал правильный выбор», — похвалил меня заместитель. «Надеюсь, теперь мы обезопасили себя от преследования кланов с Брэдсиза». Ну, интерес к нам потеряли наверняка. Может, мстить и будут, но это вряд ли. А вот у нас сейчас появилась возможность знатно прокачаться, потому как я теперь знаю мир первого уровня, в котором огромное количество свободных, никем не контролируемых локаций. В общем, нам предстоит большая охота, но чуть попозже. Сейчас есть дела поважнее. Мария, сажай фрегат. Кстати, нужно будет сделать защищенный ангар для кораблей. Они наш шанс защититься от сильного противника. Едва покинул рубку, встретил в осевом коридоре Полину с Пришкой. Лица их были в недоумении. Еще бы, командир обещал нечто особенное, даже активировал в каюте смотровые экраны, а в итоге ничего не произошло. Просто повисели несколько минут над небольшой рощицей и вернулись домой. Я предупреждал, что ничего особенного вы не увидите. Глядя на лица девушек, мне с трудом удалось сдержать смех. Но поверьте, у нас все получилось. «Да, мы видели предупреждение от упорядоченного», — ответила Пришка. «Выходит, ты повысил Брэдсис до 1-го уровня? Я о таком слышала, но только подобные могли провернуть очень сильные клановые альянсы. А чтобы один человек... Это ж чудо! Представляю, сколько тебе уровней перепало за это». «Что есть, то есть. Тут не поспоришь», — улыбнулся я. «Но и в остальном тоже будет чем похвастаться. Усиление хорошее для клана заработал. Если повезет, скоро все в эпике ходить будем. Причем частично собственного производства. В общем, будет чем заняться. Так что пойдемте, успокоим наших». Это была длинная ночь. Сначала я рассказывал самым приближенным историю, как умудрился получить уникальную цепочку заданий, а затем, по завершении, меня утащила в спальню Полина. И уж там мне не скоро позволили уснуть. Каково же было мое удивление, когда я после 1,5 часов сна проснулся абсолютно выспавшимся. Похоже, упорядоченная наделила меня еще и этой способностью — не уставать или быстро восстанавливаться. Впрочем, это нормально, учитывая, что разницу в уровнях нужно проявлять во всем, в том числе и в зверском аппетите. Похоже, метаболизм у меня ускорился в разы. Пока я подъедал остатки ужина, Галина молча сидела напротив, уставившись в стол. Я тоже не спешил говорить, лишь когда насытился, произнес: «Думаю, у Михаила все будет хорошо. Сообщение о его гибели мне, как клан-лидеру, не поступало, как и отчисление от клана. Еще сутки на Брэдсис дорога будет закрыта, а потом я наведаюсь туда. Может, брат оставил какое-нибудь послание. Так что наберись терпения.
Большего мы сделать пока что не в силах». «Спасибо тебе, Сергей», — тихо произнесла Герда и поднялась из-за стола. «Я вижу, как тебе непросто. Надеюсь, с Мишей будет все хорошо. Пойду я. Отдохну». «Что-нибудь из продуктов требуется? Может, мясное что-нибудь?» — уточнил я, прежде чем Галина ушла. «Да вроде все есть. Разве что свежих говядины и свинины не помешало бы достать. А то морепродукты уже закончились, а тушенку и другие мясные консервы лучше приберечь». «Подумаю над этим», — кивнул я. «В морозильной камере места хватит для 1-2 тонн мяса». «Найдется», — кивнула родственница. «Ну, тогда я сегодня попробую раздобыть свежатинки». Покинув столовую, сразу же направился в помещение, которое оборудовал под личный кабинет, на ходу обратившись к заместителю. «Мидас, ну что, ремонтники уже попробовали воспроизвести АКР?» «Прямо сейчас занимаются этим, командир», — ответил разумный дроид. «Но изменения заметны уже сейчас. То же самое с холодным оружием, которое параллельно создает один из модулей Архея». «Вот и хорошо. Что по бронезаслонкам для подземного бокса?» «Работаем. К завтрашнему дню закончим. Да, если установить на них эрго-щит эпического ранга, то получится вполне хорошая броня, оберегающая корабли». «Корабли?» — не понял я. «Да, я приказал Архею соединить оба подземных бункера так, чтобы во второй можно было загнать корвет», — ответил Мидас. «Хорошая идея, помощник», — похвалил я дроида. «Тогда, раз все работает, я тоже займусь важным делом. Как освобожусь, жду отчета по оружию». Расположившись в удобном кресле из мягкого пластика, пришло время посмотреть, что мне в этот раз предложит упорядоченное. Только сначала займусь вот чем. Испытание упорядоченным. Доступно после 10 уровня. Пройти. Да? Нет. Разумеется, да. Миг, и меня перебросило в помещение, так похожее на комнату с классовым древом. Туда я собирался наведаться позже, а сейчас посмотрим, куда меня закинуло. Сосредоточившись на стене с проекцией древа, я вчитался в строки. Древо выбора. 1. Боль. 2. Смерть. 3. Нирвана. Последние 2 пункта мне не понравились. Я, чуть поразмыслив, выбрал боль. Перед глазами тут же высветилась строка текста. Задание. Сохранить разум при испытании болью. Она пришла неожиданно, мягко обволакивая пальцы ног и рук. Вроде вполне терпимо, словно от сильного холода. Бывало и хуже. Но потом неприятные ощущения начали нарастать, и покалывание в пальцах перешло в ломоту. Поднялось выше, до локтя, простреливая суставы разрядами электричества. Дальше начало ломить колени, а затем резко все конечности обдало кипятком. Я даже не смог закричать, настолько резко усилилась боль. Но это было лишь начало. В голову сквозь уши начали ввинчиваться 2 раскаленных самореза, а желудок стал затягиваться сразу в несколько узлов сразу. Чуть позже в глаза ударило раскаленными струями плазмы, а горло заполнило лавой, заставив меня захлебнуться. В себя я пришел лежа на полу, пошевелил руками, ногами, вспомнил про испытание, взвесив все за и против, пришел к выводу, что остался в здравом рассудке, а значит, упорядоченное должно наградить меня, если логически мыслить. И оно сделало это, только совсем не так, как я ожидал. «Парторг, ты получил награду «Повышенная переносимость боли», плюс 30% от нормы для человеческой расы». Полезно, конечно, но какая в этом корысть для упорядоченного? Или так оно дополнительно усиливает высокоуровневых игроков? Что ж, это хорошо. Ладно, проехали. «Мидас, сколько времени я нахожусь в кабинете?» — спросил я у помощника. 10 минут, командир. Что-то случилось?» «Нет, все нормально», — ответил я. «Проверка связи. Все, пойду посмотрю, что мне предложит классовое древо в этот раз». И вновь мысленным приказом перенесся в помещение с древом умений. «Такс, и что тут у нас?» Древо умений, мультикласс эрго, легендарный ранг. Доступно 3 очка умений. Объем эрго-ядра, 50 эргов. Первый ствол. Путь взаимодействия. Разблокирована классовая способность эргонавт. Умения, доступные на 10 уровне, от редкого до легендарного ранга включительно. 3. Защитное эргополе. Легендарный ранг. Активация от 5 до 60 эргов. Время действия – 1 стандартные сутки. Для разблокировки нужен кристалл легендарного ранга. 4. Принудительное изъятие эргов. Легендарный ранг. Для разблокировки необходим кристалл легендарного ранга.
Второй ствол. Путь контроля. Разблокирован. Классовая способность «Контроль Эрго». Умения, доступные на 10 уровне, от редкого до легендарного ранга включительно. Третье. Эргомина. Легендарный ранг. Активация от 5 до 60 эргов. Для разблокировки необходим кристалл легендарного ранга. Четвертый. Эрго-клинок. Легендарный ранг. Активация 50 эргов. Для разблокировки необходим кристалл легендарного ранга. Третий ствол. Путь влияния. Разблокирован. Классовая способность Эргономикон. Первый. Эргометка. Легендарный ранг. Активация 100 эргов. Время действия 100 стандартных суток. Для разблокировки необходим кристалл легендарного ранга. Второй. Эрго-печать. Легендарный ранг. Активация 50 эргов. Время действия 100 стандартных суток. Для разблокировки необходим кристалл легендарного ранга. Замерев, я раз за разом перечитывал особенности умений. Первое — возможность держать вокруг себя дополнительную легендарную защиту. Хорошо, конечно, но для меня не критично. Изъятие эргов — это весьма удобно для тайного проникновения куда-либо, так что не под мои задачи. Эргомина — весьма серьезная штука, да еще и легендарная, фактически верная смерть для любого на земле, кто в нее вляпается. Эрго-клинок — на чьей стороне сила, парторг, мощная вещь, и в отличие от искры, не одноразовая. Создал и руби направо и налево все, что не имеет брони легендарного ранга. Оружие, которое никто не сможет отнять. Эргометка — фактически возможность создавать в любом из миров портальную метку, на которую может навестись только Создатель. Чистое читерство, если говорить языком игромана. За такую способность меня попросту убьют или посадят на мифическую цепь. Эрго-печать — фактически та же метка с подобными возможностями, только привязывается не к месту, а к игроку. То есть я по факту могу навесить такой подарок на противника и отпустить его, а потом, когда он доберется до своего логова или, к примеру, кланового хранилища, переместиться прямо к нему. «Серега, тебя точно убьют», — пробормотал я, перебирая предложенные варианты. «Черт с ним. Выбираю эргомину и эрго-клинок. Буду атакующим игроком, так сказать. Но вот последнее очко умения. Куда его потратить?» Черт!» — выругался я и взял эрго-печать. «Все, Серый, назад пути нет. Минус 3 очка умений и столько же легендарных кристаллов. Зато я теперь смертельно опасен. Эх, надо было третьим выбрать эрго-щит. Но, с другой стороны, я вполне могу заработать очки во время выполнения каких-то заданий и докупить классовые умения». Прервав размышления, прочел висевшее перед глазами сообщение. Выбор умений завершен. Следующий будет доступен после получения 15 уровня. Игрок Парторг. Желаешь посетить хранилище упорядоченного? Да? Нет? «Желаю, конечно. Шутка ли? У меня появилась возможность приобрести серьезное личное оружие. Да и об живучести стоит озаботиться, а то у меня ни аптечки, ни лечебного амулета, ни черта нет. Кстати, стоит выбрать что-нибудь посерьезнее. Первое, что я выбрал, потратив 65 фиолетовых кристаллов, это амулет воскрешения эпического ранга. Шанс в 25% воскреснуть в безопасной зоне. Такое весьма обнадеживает. Затем хотел приобрести легендарную аптечку, но потом остановил себя и принялся искать что-нибудь работающее от эргов и многоразовое. Слишком уж дорого это, каждый раз покупать новое. А если не будет средств в нужный момент? В итоге отыскал таки нужное. Да, цена кусачая, но оно того стоило. Легендарный регенератор. Заряд 100 эргов. Восстанавливает до 25% тела. Гарантированно устраняет 2 смертельных ранения. Обошлась мне эта покупка в 7 легендарных кристаллов. Но я ни секунды не сомневался в правильности своих действий. И плевать, что потом пришлось потратить еще 3 оранжевых кристалла на активацию модулей. Зато теперь можно вырвать из лап смерти не только себя, но и любого соклановца. А затем зарядить регенератор и спасти еще одного, и еще. В общем, нужная вещь. С получением 10 уровня передо мной открылась возможность покупки и продажи мифических артефактов. Вот только я ничуть не удивился, когда нашел всего лишь 2 лота подобного ранга. И ценник там был заоблачный. За первую вещь, какой-то магический амулет, просили аж 15 красных кристаллов. Еще продавалась эргосфера искажения. Возможно, кому-то такая и была нужна настолько, кто-то готов купить ее за 20 мифических кристаллов, но я пока еще из ума не выжил.
Так что, перейдя в раздел легендарного оружия, я прикупил себе Эрготрон, почти копию моего Эрго-штуцера, только на ранг повыше, и с весьма приятным дополнением. Оружие имело легендарный модуль оптической иллюзии. То есть выстрел из него невозможно было засечь со стороны. Ну, разве что мифическим артефактом. Или иметь игровой класс повыше моего. А это совсем уж из области невероятного. Таким образом, я потратил львиную долю кристаллов, из легендарных осталось вообще всего 2, на случай вдруг потребуется посетить какой-нибудь мир на фрегате. И все же главного я добился. Моя индивидуальная живучесть и огневая мощь повысились кратно. Фактически я был упакован в легендарный ранг. «Осталось обзавестись электронным помощником», — пробормотал я и продолжил поиск. Мне требовался дрон, способный не только осуществлять разведку, но и в случае необходимости оказать огневую поддержку. И я нашел такой. Ценник у легендарного аэромобильного дроида поддержки кусался. 28 легендарных кристаллов. Но его возможности меня впечатлили. Одно плазменное орудие, модуль искажения, система сканирования, система свой-чужой, фактически модуль привязка к игроку и защитная эргосфера. Все легендарного ранга. И лишь один минус. Всего 10 часов автономной работы, потом требуется зарядка. Оценив дорогостоящую игрушку, я понял. Куплю. Стоит слишком дорого. Так мы фактически на рынке, так что поторгуемся. Недолго думая, активировал доступ к аукциону на 10 суток и выставил лот, один мифический и один легендарный кристаллы, в обмен на тот самый аэромобильный дроид поддержки. Решил, если не продастся в течение 3-5 суток, то можно будет промониторить, не изменилась ли цена у продавца дроида. По идее, можно было возвращаться в реальность, но я решил прицениться к металлам и прочим составляющим эпического ранга, которые обычно просит Мидас. Для производства требуются материалы, так что придется раскошелиться. Зато позже пойдет прибыль, хоть и не сразу. Бойцов клана Урал нужно всех оснастить эпиком, хотя бы оружием, остальное пусть приобретают сами. И да, надо провести собеседование, а затем сделать первый сбор и приобрести необходимые для клана артефакты. Закончив прицениваться к материалам, собрался было выходить в Реал, чтобы спуститься в ремонтный цех, давно уже ставший производственным, но решил глянуть свой лот. И не обнаружил его. Зато у меня появился почти новенький, 97% целостности, аэромобильный дроид поддержки легендарного ранга. Настроение тут же пошло в гору, и я тут же решил проверить еще одну мысль. Выставил один мифический кристалл в обмен на ремонтный комплекс легендарного ранга. В принципе, ничего не теряю. Если никто не заинтересуется, через 10 дней попробую изменить цену. Все, пора возвращаться. Хотя нет, нужно выменить один легендарный кристалл. Их нужно всегда держать не меньше 2 в наличии. Обмен получился, но недешево. Один красный на 17 фиолетовых. Вместе с комиссией все 19. Понимая, что если останусь еще на чуть-чуть, то потрачу вообще все кристаллы, я все же вышел в реальный мир. Очутившись в своем кабинете и осмотревшись, первое, что сделал, это мысленно обругал себя. Посреди помещения располагалась здоровенная металлическая сфера, серебристая с красноватым отливом. А ведь я совсем не интересовался габаритами дроида, из-за чего мог бы выйти казус. Итак, скорее всего, придется выламывать дверь. Впрочем, это я зря. Лучше открою здесь портал и перемещусь в соседнюю локацию. Так оно накладнее, зато заморочек меньше. Заодно проверю покупку в деле и наведаюсь в Сенцовку. Нейросеть, встроенная в мое тело, тут же обнаружила новое устройство и подключилась к технологическому артефакту. Перед глазами пробежали параметры дроида, затем пришел запрос на привязку, и после моего подтверждения в правом верхнем углу зрения появилась иконка, при мысленном нажатии на которую передо мной разворачивалось окно управления. Я тут же перевел ее на интуитивную систему, так мне было проще, и последним штрихом нацепил на шею амулет воскрешения. Затем застегнул на поясе коробочку регенератора и подобрал эрготрон. Отлично. Теперь можно будет эрго-штуцер подарить Цезарю, как раз под его класс. Так, вроде все готово. Теперь можно и другими делами заняться. «Мария, сколько человек мы можем допросить в медицинской капсуле, чтобы не навредить им, но при этом вытащить все, что они пытаются скрыть?» Интерлюдия 9. Клещ. Орлов уже 3 дня как закончил свое расследование
и, по идее, должен был пойти на поклон Асташеву, своему непосредственному начальнику, а если посмотреть правде в глаза, своему господину. Только бывший следователь сильно сомневался, что представитель нового правительства достойно оплатит его труд. Скорее всего, отчитает как щенка, кинет пару эпических кристаллов в качестве расчета, а затем отправит на очередное задание. Только Клещ не мальчик на побегушках и хорошо знает себе цену. И если раньше у него не было выбора, то сейчас перед ним, как специалистом, открыты десятки миров. Любой человеческий клан с радостью примет обладателя редкого класса. Только не этого желал Орлов. «Настало время свободного плавания», — усмехнулся бывший следователь, закрывая ноутбук и убирая его в рюкзак. «Посмотрим, сколько мне предложат за информацию Глебов». Быстро собравшись, Клещ сотворил улучшенный портал и шагнул в него, чтобы через миг очутиться у придорожной гостиницы. Держа руки на виду, чтобы в него не выстрелили дозорные, он неспешно двинулся к одиноко стоящему зданию, напевая под нос песенку шакала из старого мультика. Глава 15. Сделка. Допрос занял целый день. Хотя первого крота из отряда Сизова удалось выявить на втором часу. Худощавый высокий боец 5-го уровня, с таким честным лицом, что на него никак нельзя было подумать. Второго крота медкапсула обнаружила в команде Бороды. Им оказался самый близкий друг отца Зяны. А когда среди беглецов из города нашелся третий шпион нового правительства, я уже ничему не удивлялся. Похоже, Клещ проделал весьма большую работу. С выявленными людьми нового правительства разобрался Игнат, взяв на себя грязную работу. Я же собрал всех игроков в Сенцовке в сельском доме культуры и поставил условия вступления в мой клан. Первое и самое важное. Все простые люди будут обязаны пройти через эпический портал. Без исключения. Мне нужны только игроки. Все, кто откажется, будут обязаны покинуть территорию клановых земель. Второе. Все игроки обязаны вступить в клан или могут проваливать вместе с простаками. И третье. Все новые члены клана беспрекословно подчиняются уставу Урала, а также перечисляют в казну 20% от всего заработанного ранее и впредь. Нарушителя или обманщика ждала суровая кара. Предателя — смерть. Только 2 игрока отказались присоединиться к клану. Угрюмый мужик лет 50 и молодой парень, размалевавший свое лицо какой-то краской. В итоге мой клан разросся до 49 игроков. Это принесло мне 100 простых, 30 улучшенных, 18 редких и 36 эпических кристаллов. От испытаний порталом отказалась только одна семейная пара средних лет. К ним присоединились наши старые игроки, и вся эта группа вместе с 2 игроками ушли в противоположную от города сторону. Устранять я их не стал, решив, что и так уже взял на душу слишком много жизней. То, где мы приблизительно находимся, новому правительству и так известно, а вычислить точное местоположение – дело 1-2 дней, которые не сделают погоды. Так что незачем проявлять излишнюю жестокость. К тому же посещение игроками фрегата проходило с завязанными глазами, и лишнего сказать они попросту не могли. Для прохождения простых людей через портал игроки из своих запасов выделили еще 15 эпических кристаллов, после чего мы выехали в локацию с придорожной гостиницей, где и произошла крайне неприятная встреча. «Командир, на связи Филин!» Раздалось у меня в ухе, едва Ильич оказался в зоне действия гарнитуры Сергея. «У нас тут гость, говорит, ты его знаешь. Представился Клещом или старшим лейтенантом Орловым». «Что хочет?» — спросил я, а у самого в этот момент на душе стало мерзко. «Говорит, пришел продать информацию», — ответил Сергей. «Важную». «Передай ему, что я скоро буду». «Все, отбой связи», — ответил я и тут же обратился к нашему бессменному водителю. «Цандра, тормози, мы уже приехали». «Планы изменились?» — тут же уточнила бывший оперативник. «Можно и так сказать. К гостинице я один поеду». Народ с интересом, поглядывая на меня и моих сопровождающих, Цезаря с Зеной, выбрался из бронепоезда. Всего 38 человек. Скорее всего, 4, а может 5 из них не выживут, но зато остальные получат шанс стать сильнее, а главное — пользоваться артефактами. Все же улучшенный класс — это не так уж и плохо. 38 открытых порталов на каждый от 1 до 2 минут. Кто-то в самый последний момент испугался, но я все же смог убедить их шагнуть вперед. В итоге 20 мужчин, 16 женщин и 2 детей прошли сквозь фиолетовый пробой. Теперь осталось лишь выждать,
когда все они появятся на точке выхода, и сопроводить в Сенцовку. А распределение провести уже после. Но все это позже, завтрашним утром. А сейчас уже глубокий вечер, и мне предстоит серьезный разговор с врагом. Или с вражеским переговорщиком. В общем, всему свое время. «Грузимся!» — приказал я бойцам и добавил. «Цандра, пришло время выезжать». Ильич подъехал к гостинице через 10 минут. По дороге пришлось прикончить 2 измененных, которых занесло неведомо откуда. Скорее всего, погнались за кем-то и заплутали в лесу. Синий сигнальный флажок в одном из окон стоял с правой стороны рамы, а значит, опасности нет. «Цезарь, пойдем вдвоем», — приказал я. Не дай бог Зена сорвется, увидев своего мучителя. Тогда в подвале конторы Орлов знатно поиздевался над пленными. И я бы не удивился, пожелая девушка отомстить Клещу. Гость ждал нас на первом этаже в общей комнате отдыха. Один из парней Бороды присутствовал там же, приглядывая за бывшим следователем. «Ну, здравствуй, Клещ», — произнес я, опускаясь напротив противника. При этом в голове промелькнула мысль, а ведь мы с ним поменялись ролями. Я стал весьма серьезным бойцом и весомым игроком, а вот мой противник как был чьей-то шестеркой, так и остался. «С чем пожаловал к нам?» «Здравствуй, парторг». «А ты изменился», — ответил Орлов. «Даже взгляд стал другим, колючим, как у хищника. Но опустим прелюдии, перейдем сразу к делу. У меня есть информация, ее копия хранится на этом ноутбуке. Предлагаю ознакомиться, это займет минут 10 твоего времени, но поверь, ты не пожалеешь, что потратил их». Я принял предложение противника и приступил к просмотру наспех смонтированного видеоролика. Из первых же секунд понял, что видео посвящено мне любимому. Различные эпизоды моей жизни. Окраина овощной базы и бой с чужаками, моя выходка с измененными, посещение байкерского клуба и вишенкой на торте фрегат, опять же с моим участием в главной роли. Наконец экран ноутбука потемнел, и наступила тишина. «И чего ты хочешь добиться, показав мне это видео?» — поинтересовался я. Похоже, Орлов даже близко не представлял, чего мне удалось добиться на самом деле. Его 6-й уровень детский лепет по сравнению с моими достижениями. «Все просто. Я отдаю тебе весь компромат на клан Урал в обмен на 2 легендарных кристалла», — ответил следователь. «Все данные, собранные мной, будут утеряны для моего начальства и кланов Бретсиза навсегда. И это только начало. У меня есть много, очень много информации о работе нового правительства, их планы и то, как они предали землю. Поверь, тебе все это пригодится, чтобы обрести сильных союзников». «У меня нет свободных легендарных кристаллов», — произнес я, изображая задумчивость, а сам тем временем пытался использовать нейросеть, чтобы передать своему оппоненту нужное изображение. И у меня получилось. Удалось подключиться к ноутбуку. Не мудрствуя, я тут же пожелал скопировать с носителя всю имеющуюся информацию, одновременно с этим передав на монитор лица тех самых шпионов, которых совсем недавно устранил Борисыч. «Узнаешь?» Мне удалось задать вопрос будничным, скучающим тоном. Орлов, увидев лица своих шпионов, поморщился, но все же ответил. «Да, я знаю их. Хорошие оперативники». «Были». Улыбнулся я, а сам в это время влепил Клещу ту самую метку. Умение, полученное мной совсем недавно. Отпускать следака не входило в мои планы. Но если он умудрится сбежать, его ждет весьма неприятный сюрприз. А вообще послушаем, что еще предложит этот ушлый тип, который, похоже, очень недоволен своими хозяевами. «Что ты хочешь за компромат на новое правительство?» «О, совсем чуть-чуть. 2 мифических или 20 легендарных кристаллов. Оплату можно делать частями, в ответ буду выдавать понемногу информацию и заодно собирать новую. Фактически, я предлагаю нанять меня». «Где гарантии, что ты не станешь работать на 2 стороны?» — спросил я, не сдерживая улыбки. «Никаких», — такой же улыбкой ответил мне Клещ. «На амулет подчинения я не соглашусь, а других вариантов контроля нет». «То есть наше сотрудничество будет до тех пор, пока оно тебе выгодно?» — подвел я итог. «Нет, меня такой вариант не устраивает». «Предлагай свои варианты», — развел руками Орлов, внешне сохраняя невозмутимый вид. Только я успел увидеть в его глазах недовольство. Не получится у нас сотрудничество, а значит... «Командир, у меня важная информация», — раздался в ухе голос Марии. «Кажется, я обнаружила твоего младшего брата». «Прошу меня извинить», — произнес я, поднимаясь из-за стола.
Жестом указав на ухо, добавил, поясняя Филину, который подменил человека бороды в самом начале разговора. «Важная информация». Очутившись на улице, спросил ИИ фрегата. «Где ты их увидела?» «Прямо сейчас он в составе отряда двигается по технологической трассе, той самой, по которой ты добирался до байкерского клуба», — пояснила Мария. «Я мониторила город и прилегающие локации, когда засекла большой отряд чужаков, остановившихся на берегу озера и разведших большой костер. Провела анализ лиц и обнаружила 2 совпадения. В отряде присутствует твой брат и еще один землянин, который сбежал с ним в прошлый раз». «Кругликов», — произнес я, нахмурившись. «Мария, продолжай наблюдать за ними. Это важно. Черт, завертелась походу». Уставившись в потемневшее небо, я достал из кармана пачку сигарет и зажигалку. Надо же, почти избавился от вредной привычки. Все как-то не до этого было. Но тут такие новости, что сейчас надо устроить перекур. Наполнив легкий табачным дымом, я медленно выдохнул. Да, совсем не чувствую того удовольствия, что получал от курения раньше. Сделав еще 2 затяжки, затушил сигарету и направился в гостиницу. «Все хорошо, командир?» — поинтересовался Сергей. «Скорее да, чем нет», — ответил я и перевел взгляд на гостя. «Клещ, у тебя есть знакомые среди остроухих?» «У меня все есть», — улыбнулся Орлов, и в свете нескольких светильников его лицо словно вытянулось, став еще более хищным. «Но скажу сразу, эльфы слишком высокомерны. Для них все люди равны диким животным, так что знакомство с остроухими выйдет тебе дорого, парторг. Очень дорого». «Тогда еще один вопрос. Клещ, на что ты рассчитывал, когда шел сюда? Ведь ясно же, что я не отпущу тебя». «Информация». Орлов постучал пальцем себе по краю лба. «Я сейчас сообщу тебе одну вещь, парторг, которая тебя точно заинтересует. Ты бывал в мирах 1 уровня?» «Приходилось», — кивнул я. «Представь, что Земле можно тоже поднять уровень». «И это мне известно», — ответил я. «Нужно найти и выполнить уникальную цепочку заданий. Ты хочешь сказать, что знаешь, откуда нужно начать поиски?» «Я знаю человека, которому известно, с чего нужно начать поиски». Лицо Клеща стало предельно серьезным. «Предлагаю сделку. Я знакомлю тебя с этим человеком, а ты навсегда вычеркиваешь меня из списка своих врагов и записываешь в партнеры. Плюс 100 эпических или 10 легендарных кристаллов. Поверь, это выгодная сделка». «Все зависит от того, насколько твой знакомый осведомлен». Мне стоило усилий, чтобы прямо сейчас не скрутить Клеща и доставить его в медкапсулу, чтобы там, под воздействием препаратов, вытащить из него всю информацию. «Он знает место, где можно получить эту самую цепочку. Только вынужден предупредить, у этого человека имеются на данное задание свои планы, и тебе стоит поспешить с принятием решения». «Я перевожу тебя в разряд хороших знакомых, добавляю 100 эпических кристаллов, и ты сводишь меня с знающим человеком. Ты настолько веришь моему слову?» Мне не удалось сдержать улыбку. «Такие, как ты, держат данное слово. Я хорошо разбираюсь в людях, парторг», — усмехнулся Клещ. «Так что кристаллы можешь передать мне, когда я выполню свою часть сделки». «По рукам». Я протянул ладонь. «Эх, Орлов, ни хрена ты не разбираешься. Ты даже не представляешь, что стоит на карте и на что я готов пойти ради возвышения земли. Но свое слово сдержу. До того времени, пока ты, Клещ, не начнешь мне лгать или мешать». «По рукам!» Следак пожал мою ладонь своей, холодной. «А теперь слушай и запоминай. 3 дня назад мне было поручено оказать давление на некоего Седова. Думаю, ты наслышан о нем, бывший рецидивист. Так вот, по договору с новым правительством, Седой должен был поднять всех своих людей и выдвинуться на зачистку клана Сизова. Только он не сделал этого. Взяв с собой 2 десятка самых сильных бойцов, бывший вор свалил из области, переложив все свои обязанности на одного из заместителей — Слона. Слон выполнил приказ своего старшего, но там что-то пошло не по плану. И в итоге наш Седой остался без бойцов. Зато живой. «Мне хорошо известна вся история с атакой на Известковый», — прервал я Орлова. «Давай ближе к делу». «Я и не сомневался, что это твоих рук дело, потому и пришел сюда», — улыбнулся Клещ. «Но перейдем к главному. Среди 2 десятков приближенных Седова есть мои люди, и они вчера утром передали мне весточку.
Мол, находится в какой-то подземной бухте, вроде как причал для подводных лодок, и что вся их группа получила доступ к уникальной цепочке заданий. Только им не выполнить даже первого звена, потому что у них нет ни одного игрока со статусом «борец». И теперь они ищут такового. «Почему ты решил, что эта цепочка связана именно с возвышением мира?» — уточнил я. «Потому что задание называется «Наследие Земли». Кураторы нового правительства готовы хорошо заплатить за любое задание, имеющее в названии слово «наследие». Не надо быть слишком умным, чтобы сложить 2 × 2. Это оно, Парторг. И, смею уверить тебя, Седой хочет сам распутать цепочку. Возможно, в будущем у него пропадет запал, и он продаст локацию новому правительству или еще кому. Но сейчас у него совершенно иные планы. «То есть у нас есть время», — подытожил я. «Где расположена эта локация, известно? Можешь проводить туда?» «Я нет. Мой человек сможет», — ответил Клещ. «У нас на завтрашний вечер назначена встреча». «Ты понимаешь, что после всего, что ты рассказал, я не могу оставить тебя без присмотра?» Наши взгляды встретились. «Нет никаких гарантий, что ты с подобным предложением обратился еще к кому-то». Нет, мы так не договаривались», — усмехнулся Орлов. «Помнишь? Ты меня не преследуешь, я делюсь важной информацией, затем расчет кристаллами». «Нет, договор был иной», — я тоже улыбнулся. «Ты делишься знанием, я оставляю тебя в живых и оплачиваю твой труд. Твое недовольство в целом понятно, только мне тоже нужны гарантии, поэтому с тобой рядом будет находиться мой человек. Всего 1 сутки, Клещ, потом ты сведешь меня со своим человеком и можешь продолжать дальше плести свои интриги». «Хорошо. Сутки потерплю твоего человека, Парторг. К тому же я все равно собирался остановиться в этой гостинице до завтрашнего дня. Надеюсь, для гостя найдется уютная комната». «Выбирай любую из свободных». Я развел руками. «Ужином не накормим. Извини, но завтрак за наш счет. Филин, дашь гостю ключи от пустого номера?» «Так точно, командир», — ответил Сергей и тут же добавил, обращаясь к Орлову. «На 1 этаже все номера свободные. Те, что выходят на дорогу, с решетками на окнах. Там безопаснее». «Мне тут начинает нравиться», — рассмеялся Клещ. «Ну что ж, тогда спокойной ночи. Устал я, если честно, 2 суток на ногах. Ах да, уже говорил. В общем, до завтра, партнер. Нам еще землю спасать». Дождавшись, когда Сергей проводит Орлова до номера, я вновь вышел на улицу и связался с Юрой. «Цезарь, для тебя имеется работенка. Опасная, но по твоему профилю. Так что ты остаешься в гостинице до завтрашнего вечера. Да, поторопись. И передай Цандре, что она с Зеной тоже остаются здесь до утра. Я пришлю еще пару толковых бойцов, будут с нашими валькириями нести дежурство у точки выхода. Всех прошедших испытаний упорядоченного пусть отправляют в гостиницу. Все, жду. Мне еще кое-что передать тебе нужно». Не дожидаясь Титова, я зашел на аукцион и тут же приобрел эпическую аптечку. Не в качестве подарка, а как снаряжение на важное задание. Не хочу, чтобы хороший боец погиб от руки следака. Вернулся в реальность как раз вовремя. Юрий только вошел во двор гостиницы. Заметив меня, он на ходу спросил. «Командир, что случилось?» «Присмотреть надо. За ключом. Да-да, тем самым. Мы с ним сделку заключили. Выгодную». «Ты веришь его словам?» — удивился Титов. «Нет, но на карту поставлено слишком многое. Представь, что у тебя появилась возможность вернуть к нормальной жизни 1/4 часть всего населения Земли. Рискнул бы ты?» «Без раздумий», — подтвердил мои мысли Цезарь. «Тогда вот, держи. Повысит твои шансы на выживание». Я протянул бойцу эпическую аптечку. «В общем, приглядывай за Орловым, но сильно не навязывайся. Не рискуй понапрасну и постарайся не убить Клеща. Остальное тебе объяснит Филин. А мне пора. Тут слишком важное дело нарисовалось». Тут же, открыв портал до космопорта, я незамедлительно шагнул в него. Очутившись на посадочном поле, тут же связался с Иск-Ином корабля. «Мария, подними фрегат на поверхность. Мидас, пусть один из рухов поднимется на борт». Получив подтверждение тому, что мои приказы будут выполнены, направился внутрь терминала, по пути связавшись с Алексеем и Полиной. «Оружие, тревожные рюкзаки и на посадочное поле. Возможно, мне понадобится ваша помощь», — распорядился я, а сам шагнул в лифт. Поднявшись на 2-й этаж, двинулся к своему кабинету, на ходу настроив нейросеть на летающий дроид. Через несколько минут вместе с боевой машиной легендарного класса
очутился на точке выхода в 10 метрах от опускающегося на бетон рихора. Один из люков корабля уже был открыт, и к нам от центрального входа спешила Полина. А вскоре показался и Алексей. Похоже, я его выдернул прямо из кровати. Ничего, дело важное. Потом отоспится. «Сергей, что случилось?» — встревоженным голосом спросила моя девушка, останавливаясь в 2 шагах. «Есть шанс прищучить Кругликова», — ответил я. «Так что живее на борт, а то этот гад опять удерет». Глава 16. Все в сборе. Первую высадку произвели в 2 километрах от стоянки ушастых. Фрегат перемещался под полем искажения на минимальной высоте, и потому я не боялся быть замеченным. Дарк и Полина, получив от меня инструктаж, неспешно двинулись вперед. Им нужно было пересечь небольшую рощу и неспешно двинуться вперед по технологической трассе. Их задача — подстраховать меня и летающего дроида на случай, если противник попытается сбежать через легендарный портал. Ну а наша — уничтожить противника, при этом сохранив жизнь Константину. Да, я все же надеялся образумить младшего брата. Ведь ясно, что он попал под какое-то воздействие. Ну а мы снимем его. Полежит несколько дней в медкапсуле, а дальше посмотрим. И еще хорошо бы взять в плен одного из ушастых. Чисто чтобы выведать у него, зачем они лезут в наш мир, причем уже давно. Ведь это эльфы каким-то образом дважды устроили массовую активацию диких порталов. Мы с дроидом высадились в километре от чужаков и сразу же двинулись вперед. Наш расчет был прост. Под прикрытием поля искажения подобраться как можно ближе, разделиться с дроидом, а затем ударить разом с 2 сторон. Дарк с Полиной должны будут подключиться, если что-то пойдет не так. Хорошо, когда ты можешь наблюдать за врагом в реальном времени, находясь при этом вне зоны видимости. Вот и я, приближаясь к ушастым, периодически делал остановку, замирая неподвижно. А стоило дозорному повернуться ко мне спиной, вновь продолжал идти вперед. Остановился, когда до вражеского лагеря осталось около 200 метров. Остался один рывок, и можно будет начинать действовать. «Дарк, вам еще сколько до позиции?» — связался я с товарищем. 2 минуты», — шепотом ответил Алексей. «Движемся почти ползком, иначе нас засекут». «Принял. Как доберетесь до места, сообщи». Отключившись, активировал спутниковую связь. «Мария, как там наши зайцы?» «Передаю картинку, капитан», — ответила ИИ. Нейросеть тут же спроецировала перед моим взором экран, на котором был виден участок суши примерно 20 на 20 метров. Небольшой костер, разожженный в яме, 6 бойцов сидят вокруг него. И один явно не воин, если судить по одежде, чуть в стороне. Все заняты поглощением ужина. Вот и отлично. Еще 6 то появлялись на экране, то вновь исчезали. Это дозорные, контролирующие подходы. Что ж, неплохо. Только дроид нанесет основной удар со стороны карьерного пруда, откуда ушастые меньше всего ожидают нападения. Он как раз ожидает команды, чтобы начать атаку. Умная машина будет стрелять только в эльфов и в Кругликова. То, что машина зацепит Костю, я не боялся. Как бы мой брат не маскировался под нелюдь, все равно сильно отличался от остроухих. Попасть в него было моей задачей. Нет, не убить, а обездвижить. «Командир, мы на месте!» Раздался в ухе голос Алексея. «Все, пора. Начинаем!» Отдал я приказ и побежал вперед, пригибаясь как можно ниже и отсчитывая про себя секунды. 15, 14... На счете 7 остановился, опускаясь на землю и вскидывая к плечу эрготрон. Легендарный ранг. Вряд ли от него у Кости будет защита. А если и будет, так я успею выстрелить дважды. 2, 1... Одними губами прошептал я, прицелившись в ноги брата. А в следующий миг на берегу пруда образовался локальный ад. Невидимый для пришельцев аэромобильный дроид первым же выстрелом положил ушастого, начавшего подниматься у костра. А затем боевая машина начала бить без остановки, практически очередью, выбивая эльфов одного за другим. Все это я отмечал на подсознательном уровне, а сам в это время выцеливал младшего Глебова. Тот, едва началась стрельба, залег, из-за чего я не видел его. Выругавшись, поднялся на ноги. «Ну, нейросеть, давай, помогай». Стрелять из положения стоя фактически навскидку то еще веселье. Но я все же справился. Правда, пришлось выбрать спусковой крючок трижды, при этом у меня каждый раз замирало сердце. Не хотелось стать братоубийцей. Нехорошо это, даже в текущем положении. Не так меня воспитывали, и я не хочу заходить за незримую черту, после которой в мозгу сорвет все моральные принципы. Так ведь можно превратиться в тварь, вроде клеща.
И все же я чуть перестарался. Ну а кто бы мог предугадать, что у Кости нет легендарной защиты. А потому, когда увидел, что брат лишился обеих ног чуть ниже колен, попросту двинулся вперед быстрым шагом, помогая дроиду добивать нелюдь. С такими ранами долго не живут, разве что у Константина есть 2 эпических аптечки. И то сомнительно, что они помогут. Вот легендарная — да. Когда до костра, точнее разбросанных по округе тлеющих дров, осталось 1,5 десятка метров, бой фактически закончился. Лишь дроид пытался добить последнего противника, рванувшего прочь. Черт, да это же Круглый сбежал! Вот сука! Ну ничего, если не техника, то Дарк с Полиной его точно прикончит. Брат был без сознания, похоже, вырубился от боли. Серый, да ты его чуть не убил! Так, где этот чертов регенератор, восстанавливающий аж 25% тела? Сорвав с пояса артефакт, я прижал его к бедру Кости и мысленным приказом через нейросеть активировал. Миг, и тело младшего Глеба тряхнуло так, словно его шарахнули током. А затем прямо на моих глазах у раненого начали отрастать ноги. Кость, жилы, мышцы — все это стало появляться из ниоткуда, постепенно формируя икры, голени, стопы. «Чертова магия!» — проворчал я и рывком перевернул тело брата с бока на живот. «Это хорошо, что он без сознания. Сейчас мы его свяжем без лишнего шума». «Ах да! Мария, подводи фрегат к стоянке. Надо поторопиться». «Слушаюсь, капитан», — ответила Искин и тут же добавила. «Мне следует помочь в поимке беглеца. 1 выстрел из бортового оружия, и от него останется только пар». «Не надо. Ребята справятся сами», — ответил я, а про себя подумал. «Ты смотри, какая живучая тварь этот, Кругликов». Связав Кости руки за спиной, я стал дожидаться прибытия корабля. Едва фрегат опустился на технологическую трассу, тут же продолжил связывать начавшего приходить в себя брата. Ноги у него уже восстановились, поэтому я перехватил голени, колени, после чего заткнул кляпом рот и повязал на глаза широкую черную ленту. Пусть не знает, кто взял его в плен. Закончив, связался с товарищами. «Дарк, Полина, как успехи?» «Отбегался. Кругликов», — раздался в ответ голос моей девушки. «Больше он никому не причинит зла». «Поторапливайтесь к стоянке. Нужно еще собрать трофеи», — напомнил я подчиненным. «В прошлый раз мне удалось выручить за ушастых приличную сумму, за их шмотки и оружие». Константина пришлось тащить вдвоем с Дарком, предварительно зафиксировав на носилках, которые я взял на корабле. Но даже так младший Глебов пытался вырваться, что-то мычал, и лишь инъекция снотворного, поставленная уже в медкапсуле, смогла успокоить брата. «Мария, запускай диагностику», — приказал я, наблюдая, как Костю накрывает прозрачный купол. «Если выявишь какие-то воздействия на организм, попытайся устранить его. Оно точно есть, я в этом уверен». «Приняла, капитан», — ответила Иск-Ин. «И подержи его хотя бы сутки на снотворном». Дал я еще одно распоряжение ИИ, а затем повернулся к Алексею и Полине. «Пойдемте собирать трофеи». Вернулись под утро. Небо на горизонте уже посветлело, но сам космопорт был еще погружен в сумрак. Разумеется, нас ждали. Дежурный наряд, а также Герда с 2 женщинами. Народу у нас стало намного больше, и супруга Михаила еще вечером попросила меня дать ей помощниц. Мол, в Сенцовке народ хоть как-то обжился, да и домов там много, пригодных к жилью. А вот отряд бойцов в Романовке на одних сухпайках долго не протянет. Вот и решила Галина снабжать бойцов горячей выпечкой. Я был только рад такому повороту событий. Пусть родственница хоть так отвлечется от своих переживаний. «Командир, за время твоего отсутствия никаких происшествий не выявлено», — сообщила Пришка. И тут же добавила, совсем по-простому, словно мы только что вернулись из отпуска. «Ну, как слетали?» «На дневном совещании расскажем. А сейчас единственное, что нам хочется, это помыться и поспать». Мой голос прозвучал устало. Повернувшись к жене Михаила, добавил: «Герда, я помню о нашем договоре. Брэдсис можно будет посетить часа через 4, не раньше». «Раньше никак». В душевой мылись вдвоем с Полиной. Только все прошло целомудренно, поскольку оба были смертельно уставшие. Добравшись до кровати, мы буквально рухнули на нее и почти тут же вырубились. «Командир, твое присутствие требуется в ремонтном цеху. Командир, твое присутствие требуется в ремонтном цеху». Раз за разом повторял Мидас, голос которого пробивался сквозь сон. На 5-й или 6-й раз я окончательно проснулся. Потянулся, проморгался и сосредоточил свое внимание в левом верхнем углу зрения. 9 часов утра.
можно было бы поспать еще часок. Поднявшись босыми ногами, прошлепал по прохладному полу до ванной, отчего окончательно проснулся. Ополоснув лицо, наконец спросил у помощника. «Что случилось, Мидас?» «Упорядоченное требует твоего присутствия, чтобы сделать повышение ранга артефактов», — ответил заместитель. «Это настолько срочное дело, что потребовалось разбудить меня?» — возмутился я, возвращаясь в комнату. Открыв шкаф, достал комплект чистой одежды и принялся одеваться. «Через 15 минут истечет отведенное на повышение время, и изделия останутся редкими. 3 АКРа, 6 ПМРов и 1 РЗУ. Оказывается, твое одобрение требуется каждый раз», — пояснил Мидас. Дело действительно важное», — согласился я. «Считай 1, а то и 2 легендарных кристалла потеряю, если не успею. Надо же. Думал, раз отдам распоряжение, моя способность, дарованная за возвышение Брэдсиза, будет работать сама». Быстро одевшись, вышел в гостиную комнату и сразу же встретился взглядом с Гердой. «Ты смотри, уже пасет меня, чтобы не свинтил куда-нибудь с утра пораньше». «Я недалеко и ненадолго, сейчас вернусь». Пришлось мне успокоить родственницу. «Даже первый этаж не покину». Выскочив в коридор, поспешил к ремонтному цеху, у входа в который расположился трофейный дроид, заботливо восстановленный Мидасом. Учитывая, что в клане появилось много новых людей, я на всякий случай обезопасил ключевые места. Реальное нападение от своих невозможно. Клановые законы не дадут совершить предательство, а вот излишнее любопытство мне не нужно. Болтун — подарок для врага. Проскользнув в ворота, я сразу же увидел оружие. Тут же дал мысленный приказ — активировать возвышение ранга. По глазам ударило вспышкой, а стоило мне проморгаться, стволы автоматов и редкой зенитной установки сменили оттенок с синего на фиолетовый. Вот и отлично. Бросив взгляд на виртуальные часы и таймер, расположенный рядом, я нахмурился. Осталось 40 минут до окончания запрета на посещение Брэдсиза. Что ж, надо подготовиться. И отправляться на ту сторону хорошо бы на корвете. Вот только у меня нет опыта управления этим судном, а задерживаться в другом мире нельзя. У меня сегодня, возможно, состоится крайне важная встреча. «Так, здесь меня никто не потревожит», — пробормотал я и добавил. «Мидас, ближайшие минут 10 я буду на аукционе, так что успокой всех, кто будет искать меня». Стоило мне оказаться в помещении с экраном, как перед глазами сразу же появились сообщения. Первым шло проданное редкое вооружение, принесшее 7 эпических кристаллов. А вот приобретение мной ремонтного комплекса легендарного ранга откровенно порадовало. Это ж какие перспективы перед нами открываются. Ну и клановый шмот эльфов уже был выкуплен и принес мне без малого аж 4 оранжевых кристалла. Да, продешевил я в прошлый раз. Подсчитав свои активы, приценился к металлам легендарного ранга. Недешево стоит. Но брать надо, иначе зачем я приобрел столь крутой ремонтный комплекс? Потратив 3 кристалла, полученных с артефактов остроухих, я приобрел ровно такой объем, чтобы хватило на 1 зенитную установку, 1 автомат, пистолет и клинок. Посмотрим, что из этого получится. Вернувшись в реальность, осмотрелся. Увиденное понравилось. Ремонтный комплекс походил на 3 пауков с клешнями и 1 парящее в воздухе яйцо со множеством огоньков. Что ж, я тут же провел сопряжение с новой техникой, про себя отметив, что если бы у меня остался эпический мультикласс, вряд ли бы я смог взять под контроль нового робота. «Мидас, принимай новую игрушку!» — обратился я к заместителю, передав ему право на управление комплексом. «Справишься?» «Раньше не смог бы, но после знакомства с тобой вполне», — ответил разумный дроид. «Я, если честно, сам до сих пор не понимаю, кто есть на самом деле. Искусственный интеллект или разумное существо, запертое в механическом корпусе. Чтобы такие мысли не лезли в голову, спасаюсь трудом. Кстати, командир, разреши попробовать создать что-нибудь легендарного ранга. Это же огромные перспективы для развития. Можно установить новые системы защиты, и тогда космопорт превратится в неприступную крепость». «Давай только так, чтобы я при этом присутствовал, чтобы мог повысить ранг». Пришлось поставить мне условия. А сейчас я, возможно, отправлюсь в Брэдсиз на поиски Михаила. Черт, мне же еще надо встретиться с Клещом, вот же засада. Надо приобрести систему связи, объединяющую все поселки, чтобы в любой момент можно было переговорить на любую тему. Правда, нужно что-то не ниже эпика,
иначе нас сможет прослушивать кто угодно, задействовав более высокоранговые средства. Так, Мидас, передай моим заместителям, чтобы они организовали общий сбор игроков. Кстати, Цандра уже вернулась?» «Еще нет», — ответила за Мидаса из инфрегата. «Судя по картинке, не все испытуемые вернулись». «Странно. Это слишком долго. Ладно, они там справятся, не маленькие. Мария, готовь фрегат к взлету». Проходя через зал ожидания, отметил, что его уже начали переоборудовать во что-то обжитое, разделив на несколько больших помещений. И это без активного участия Мидаса, лишь под его контролем. Что ж, правильное дело. Надо использовать космопорт по максимуму. Сейчас народу стало много, и нужно всех занять делом. От осознания, какой в ближайшем будущем предстоит фронт работ, я аж зажмурился на миг. И тут же чуть не налетел на Борисыча с бородой, вынурнувшими из коридора. «О, а мы тебя ищем!» — обрадовал меня бывший полковник. «Командир, тут дело срочное нарисовалось. Есть возможность взять под свой контроль армейские склады. Вещь нужная, я считаю. Наши байкеры вчера скатались по указанным мной координатам и вернулись с хорошей новостью. Все опечатано в целости и сохранности». «Что там хранится?» — поинтересовался я, а сам при этом сосредоточил внимание на виртуальном таймере. Осталось 5 минут. Надо бы поторопиться. «В основном продукты, немного боеприпасов», — ответил Игнат. «Все может пригодиться». «От меня что требуется, кроме одобрения?» «Пару РЗУ не помешало бы», — включился в разговор Борода. «Патроны к ним мы с ребятами в складчину закупим». «Вот, заодно и испытаете, ЭЗУ», — улыбнулся я и тут же связался с помощником. «Мидас, выдай Игнату по одному экземпляру эпического вооружения, что сегодня сделали. Пусть испытают». «Мы уже эпические артефакты стали создавать?» Борисыч даже не пытался скрыть удивление. «Это же золотая жила!» «Согласен», — улыбнулся я. «Поэтому нам надо в первую очередь укрепить личную защиту космопорта, чтобы никто не смог отжать эту жилу. Ладно, товарищи, сегодня еще занимаемся каждый по своему разумению, а с завтрашнего дня начнем конкретное планирование». Галина продолжала меня ждать в смежной комнате, но теперь к ней присоединились Полина и Пришка. «Так, держите на всякий случай». Я выложил на стол 3 ЭПМа, эпический пистолет Макарова. «Только зарядите. Герда, ты готова?» «Да», — кивнула женщина, поднимаясь из-за стола. «Это хорошо. Мы сейчас наведаемся к гостинице, там нужно будет проведать одного гостя, а потом...» «Стоп!» До меня вдруг дошло, что Мидас без Марии и фрегата не может поддерживать связь со спутниками, хотя... «Мидас, можешь получить доступ к системам связи на корвете?» «Так точно!» — ответил заместитель. «Ты даже дал мне право на посещение судна. Я сейчас использую реактор Атрия для снабжения космопорта энергией». «Отлично. Тогда подключись через него к спутникам. Будешь мониторить наши и близлежащие локации на предмет опасности и прочего». «Уже подключаюсь, командир». «Вот и хорошо. Все, Герда, выходи к кораблю. Полина, ты тоже летишь с нами». Перелет до придорожной гостиницы занял 2 минуты. При этом мы успели связаться с Сандрой, которая уже возвращалась вместе с новыми игроками в Сенцовку. 6 людей мы потеряли во время испытания. Много, даже слишком, но тут нет иного выбора. Или ты становишься игроком и получаешь возможность становиться сильнее и защищаться, или погибнешь. Мария посадила фрегат прямо на дорожное полотно. Приказав пассажирам ждать, я покинул судно и двинулся к гостинице, по пути связавшись с Титовым. «Цезарь, как обстановка?» «Все под контролем, командир. Гость завтракает». Очутившись в холле, поздоровался с Сергеем и прошел в местную столовую. «О, а вот и наш благодетель!» — воскликнул сидевший за столом следователь. Он уже закончил с приемом пищи и сейчас пил что-то из большой керамической кружки. Юра находился у окна, с такой же посудиной в руках. В воздухе витал запах кофе и вонь табака. Вот же проклятое упорядоченное. Но почему мы теперь не можем получать полное удовольствие от курения? Осталась только эстетическая составляющая, а вот сам вкус знатно подпортился. «Командир, кофе будешь?» — поинтересовался Цезарь. «Наливай», — согласился я и тут же подумал. А ведь Полина наверняка голодная. Надо этот момент уладить. «И в чем же заключается моя благодетель?»
Мне не хотелось разговаривать с Клещом, но и молча сидеть не было желания. «Так я впервые за долгое время выспался?» — ответил Орлов. «Слушай, Клещ, у меня дел не впроворот. Во сколько точно у тебя назначена встреча, чтобы я не торчал здесь лишнее время?» «Какие мы занятые!» Лицо следака расплылось в неприятной улыбочке. «Ну, раз занят, то к 8 я тебя жду. Но если хочешь пойти со мной, тебе следует обзавестись одним артефактом. Искажатель, так он называется. Показывает ложный уровень и ранг класса. Слишком ты крут, Глебов. Можешь спугнуть моего человека. Ну и 50 эпических кристаллов приготовь. Сразу, как переговоришь с моим человеком, передашь мне. Остальные будут ждать уже после того, как получишь доступ к уникальной цепочке заданий. Согласись, мои условия разумные». «Все верно», — ответил я, поднимаясь из-за стола. Приняв из рук Юры кружку с кофе, сделал пару мелких глотков, после чего добавил. «Тогда я отлучусь ненадолго, но часа через 2 вернусь. Обсудим информацию по новому правительству». «Свою цену я назвал, но почему бы не поговорить о деле, которое принесет прибыль?» — усмехнулся Клещ. «Вот же сукин сын. Ну да ничего, я уже знаю, как вытащить из него всю информацию. Интересно, а он знает, что на нем метка? Я вот не знал, когда меня аборигены Брестиса облучили. Ну и мое умение легендарного ранга. А у Орлова всего лишь редкий класс, да и уровень слабоват». «Благодарю за кофе», — обратился я к Цезарю, поставив полупустую кружку на стол. «Допил бы, но надо спешить». Пожав товарищу руку, в шутливой форме отсалютовал Клещу и двинулся на выход. В фойе встретился с Филиным и поманил его пальцем за собой на улицу. Едва мы закрыли за собой дверь, сообщил тихим голосом. «Если гость попытается удрать, отпускайте. И вот, возьми. Пригодится». «Ого!» — удивился Сергей, принимая устройство спутниковой связи. «Это что, для общения с базой?» «Не только. Еще с фрегатом». Я активировал соединение и выбрал точку доступа. Корвет. «Мидас, я передаю средства связи Филину, так что со мной придется общаться через ИСК-ин фрегата». «Принял, командир», — прозвучал из динамика голос заместителя. «Только на виду не таскай», — предупредил я Сергея, похлопав по артефакту. «Убери во внутренний карман. Не хочу, чтобы Клещ нервничал». Попрощавшись с Филином, я направился к фрегату. Все, откладывать больше нельзя. Надеюсь, нам удастся найти Михаила или хотя бы какие-то следы его присутствия. В том, что он жив, я уверен, но вот в каком состоянии? Вдруг превратился в безумную тварь, вроде измененных. Тогда лучше уж смерть, чем подобное существование. Поднявшись на борт, я приказал Марии взлетать, а сам направился в рубку управления. При этом желудок после нескольких глотков кофе урчал так, что мне стало ясно. Надо отвлечься на перекус, иначе это добром не кончится. Именно в этот момент, словно услышав мои мысли, на связь вышел разумный дроид. «Капитан, Мидас хочет сообщить что-то важное», — прозвучал в ушах голос Марии. И тут же его сменил заместитель. «Командир, можешь отложить посещение Бреттиза? Гризли вернулся». Глава 17. Прогресс уникального накопителя. «Вот такие дела, Миха», — произнес я, сидя на кушетке напротив медкапсулы. «Охренеть!» — высказал свое мнение старший брат, разглядывая Костю через стеклянный купол. «Значит, он совсем помешался на своих остроухих друзьях. Знаешь, а ведь я бы поступил с ним точно так же, как и ты. И при первой встрече, и во вторую. Правда, скорее всего, не решился бы ноги отстреливать. Но это так, слова. А вот в реальности, может, и вовсе прибил бы». «Ну, это уже перебор», — горько усмехнулся я. «Видишь же, он под воздействием какой-то эльфийской дряни. Причем гадость эта вообще никак не связана с упорядоченным. Просто Костя подвергается этой отраве больше года, и его организм уже не борется». «Это можно вычистить?» Михаил отошел от медкапсулы и сел рядом со мной. «Дрянь выведем, а вот отношение младшего к ушастым изменить будет сложно. Это у него в подсознании, тут техника не поможет». «Придумаем что-нибудь», — хмуро произнес старший Глебов. «Но вот в чем проблема. Он ненавидит тебя и меня, скорее всего, тоже. А удерживать его насильно — только усугублять». «Миха, он пришел убивать. Твою жену, дочек тоже. Думаешь, тем остроухим, которых Костя привел, есть разница, кого из нас прикончить, а кого оставить в живых? Так что будет сидеть на цепи.
обездвиженный. А если потребуется, я его сам грохну. Но все же надеюсь, что нам удастся образумить младшего». «Да уж, в чем-то жизнь сильно упростилась», — покачал головой брат. «Этот друг, и с ним можно иметь дело, а этот враг, значит, его нужно устранить. И не надо никого терпеть». «Ладно, хватит о грустном». Я поднялся. «Пошли в космопорт. Там скоро совещание начнется. У нас тут многое изменилось, но тебе должно понравиться». «Если в лучшую сторону, то это хорошо», — улыбнулся брат. «Все еще проводите планерку в гостиной?» В зале для совещаний было людно. Почти 60 человек, и часть из них еще даже не вступила в клан. Принять их я планировал сегодня. Ну а тех, кто решил передумать и хочет уйти, ждет неприятный сюрприз. Надеюсь, таких нет. «Смирно!» — гаркнул крупный мужик, первым заметив меня на входе. Половина народа тут же вскочила из-за стола, другая заозиралась, не понимая, что происходит. «Вольно!» — ответил я, приближаясь к длинному столу, и тут же добавил. «Садитесь». В целом я уже познакомился со всеми присутствующими, разве что с некоторыми гражданскими заочно. Так что первым делом принял всех свободных игроков в клан, благо никто не отказался, а затем приступил к главному — распределению обязанностей. В итоге у меня появилось 2 старосты — Спиридоныч и Борода, которых я поставил главными в Романовке и Сенцовке. Также сформировалось 6 отрядов бойцов численностью по 5 человек с толковыми командирами во главе. Это и мобильные байкерские, и способные управляться тяжелым вооружением и техникой войны, и менее подготовленные команды, задачей которых была охрана локаций и гражданских. Элитой остался костяк клана, самые первые игроки, примкнувшие ко мне. Конечно, со временем мне придется освобождать их с главных должностей, если найдутся более достойные специалисты, но пока я полностью доверяю лишь им. Затем были созданы отряды поисковиков, собирателей, и все это параллельно распределению людей по локациям. Никакой обособленности, все должны были пересекаться так, чтобы хорошо изучить друг друга. Выявилась одна существенная проблема. Девушек было вдвое меньше, поэтому я поставил перед отрядами главную задачу — в первую очередь искать людей. Затем перевел разговор к теме, которая волновала меня больше всего — кристаллы. Клану пришлось преподнести ситуацию таким образом. Мы запускаем производство, но для покупки сырья необходима игровая валюта, в любом виде. Неожиданно для меня все, кто мог, поддержали мое предложение, и вскоре на моем счету прибавилось 48 эпических и 85 редких кристаллов. Будет чем внести предоплату. А материал, он уже закуплен частично, да и в моих планах еще приобрести легендарных металлов и прочего, а это совсем не дешево. Хватит тащить клан за свой счет. Пора начинать работать всем в полную силу. Закончив совещание, я распустил почти всех, оставив Игната с Бородой, и еще попросил задержаться у лифта игрока из отряда байкеров, того, что имел класс инженера-изобретателя. И лишь когда остались в зале совещаний втроем, спросил: «Ну, что там со складами?» «Взяли под контроль», — ответил Борисыч. «Округу почти зачистили, осталось лишь прочесать лес. Ну и нашли точку выхода из локации, так что у меня вопрос. Берем под свое крылышко. Место там тихое, неприметное, все под землей находится. Можно сделать резервную базу или схрон хороший». «Добро», — согласился я. «Сейчас выдам право на добавление новых локаций в клан. Вам двоим и еще 2-3 командирам боевых групп. Чем больше рядом подконтрольных земель, тем выше шанс, что к нам не подберутся незаметно, как это случилось с кланом Сизова». Обсудив еще пару специфичных вопросов, связанных с обороной поселений, и выслушав восхищение Игната эпической зенитной установкой, я, усмехнувшись про себя, отпустил помощников и направился на первый этаж, прихватив с собой инженера. Заодно присмотрелся к нему. Невысокий, полноватый мужик с доброй улыбкой и родинкой под левым глазом. Он как-то сразу располагал к себе. Чувствовалось, что это человек дела и слова. «Волод, сейчас я тебе кое-что покажу. Но учти, это очень большой секрет», — на ходу начал я объяснять инженеру. «Хочу, чтобы ты посмотрел, оценил и по возможности включился в работу». «Борода говорил, что тебе требуется инженер», — ответил Владимир, игрок с классом эпического ранга и ником Волод. «Посмотрим, что там у тебя за чудо-сборка». «Если ты фанат своего дела, тебе должно понравиться», — улыбнулся я, после чего обратился к заместителю. «Мидас, что у нас с новым оружием?» «В стадии завершения, командир», — ответил помощник.
Отлично. Значит, вовремя. Я обошел дроида, стоящего на охране, жестом пригласив Волода не бояться и следовать за мной. «Не отставай, тебе еще сюда в одиночку ходить придется». В ремонтном цеху было жарковато. Еще бы, легендарный ремонтный комплекс устроил здесь настоящее производство. Эпические и легендарные материалы нагревались, переплавлялись, смешивались и остывались, превращаясь в детали. Окинув развернувшуюся в помещении работу, я поинтересовался у разумного дроида. «Мидас, мы вроде договаривались сделать лишь пробные варианты». «Командир, ты сам сказал, что нам срочно нужно легендарное оружие. Я посчитал, если снабдить таким весь командный состав клана, потребуется 25 единиц. В дополнение собрать еще одну ЛЗУ и кое-что на продажу». «Где ты столько легендарного материала нашел?» – удивился я. «Заменил 45% составляющих на эпический. С твоим даром сработает как легендарный, уже проверено на предыдущей партии». «Ну, тогда мне остается лишь активировать способность», — усмехнулся я и задействовал повышение на 1 ранг. В помещении на миг словно солнце полыхнуло, и все детали сменили свой оттенок с фиолетового на оранжевый. Ну вот, похоже, получилось. «Охренеть!» — тихо раздалось за спиной. «Командир, как такое возможно? Это настоящая магия! Так у тебя получается легендарный ранг? Но как?» «По глупости получил. Чудом не умер», — ответил я. «Способ известен, но шанс выжить меньше 30%. Мне попросту повезло. Не советую в такую рулетку с жизнью играть». Но способ есть», — задумчиво почесал короткие темно-русые волосы Волод. «Ладно, разберемся. Командир, ты лучше скажи, что конкретно от меня требуется?» «Средства связи. Приобрести можешь?» — поинтересовался я. «Так у меня есть, просто не с собой», — ответил Владимир. «Улучшенного ранга?» «Вот и хорошо. Только со временем приобрети эпический. Через него будешь общаться с Мидасом. Это системный администратор и мой заместитель по технической части и вооружению. Все, что касается защиты, разведки, распределения энергии и много что еще в его компетенции. Так что сюда можешь приходить в любое время, Волод. Если возникнут какие-то идеи, рассказывай. Возможно, они пойдут на пользу обществу». «У меня уже имеется», — тут же ответил Владимир. «Я вижу здесь лишь образцы земного вооружения. И нет ни одного артефакта, работающего на основе эргов. Надо отыскать на аукционе самое востребованное оружие легендарного ранга и штамповать его». «С эргомодулями проблема», — пояснил я. «Ремонтные дроиды не могут их создавать. Даже на зенитные установки приходится отдельно закупать эргобатареи». «Так, а я на что здесь?» — улыбнулся инженер. «У меня как раз навыки, с помощью которых я могу создавать модули, батареи и прочее». «Ну, тогда тебя нам само упорядоченное послало», — обрадовался я. «Значит, с тебя список, что требуется для полноценной работы». «Ух, развернемся мы». Оставив инженера под присмотром боевого дроида и контролем Мидаса, я направился в свою комнату. Следовало подготовиться к небольшому путешествию, выбрать оружие, обновить содержимое рюкзака и кое-что еще по мелочи. Эта встреча с человеком Седова, она была крайне важной для всех нас. И мне не хотелось бы, чтобы все сорвалось из-за какой-то мелочи. На показуху вооружился эпическим эргобоем и ПМЭ. А вот эрготрон спрятал в чехол. Вроде как у меня там что-то похожее на винтовку, но оружие скрыто, и его характеристики невозможно получить. Этого, на мой взгляд, должно хватить для небольшой стычки. Затем сделал то, что порекомендовал мне приобрести клещ, подменяющий артефакт. Пришлось раскошелиться, но оно того стоило. Минус 2 легендарных кристалла, но теперь у меня имелся прибор, с помощью которого я мог обмануть любого игрока, уровень которого не превышал 10, а ранг эпический. Теперь любой, кто взглянет на меня, увидит перед собой игрока 7 уровня с редким мультиклассом, энергетик и игровым ником «Коммунист». Не знаю почему, но мне захотелось выставить именно такие настройки. Закончив сборы, заглянул в столовую, в которой обнаружил все семейство Михаила. Ваньку с Санькой, Полину, Зену и Пришку с Алексеем. Все уселись за 2 сдвинутыми столами и громко что-то обсуждали. Ну а я, замерев в дверях, смотрел на все это и думал: вот оно, счастье. Когда видишь всех родных в одном месте, в безопасности и счастливых, а все остальное — прорвемся. Главное не сидеть сложа руки, а действовать. Сделал 1 шаг, 2. Именно в этот момент перед моим взором вспыхнуло сообщение от упорядоченного. Лидер Парторг
Прогресс усовершенствования уникального накопителя превысил 50%. Активирован процесс увеличения емкости накопителя до 250 эрго. В груди взорвалась шаровая молния, отправляя меня в небытие. В себя пришел лежа на полу. «Он очнулся!» — раздался надо мной радостный голос Полины. «Сергей, что с тобой?» «Все хорошо», — пробормотал я, пытаясь проморгаться. «Дай попить». Сосредоточив внимание на размытой виртуальной рамке с сообщением, с трудом прочел. Клан-лидер Парторг. Увеличение емкости завершено. Текущий объем 250 эргов. Наполнение 110 из 250. Текущий прогресс уникального накопителя 50%. «Серый, ты чего на пол падаешь?» Это уже Михаил подоспел. «Переутомился, что ли? Ты вообще когда последний раз нормально спал?» «Да все нормально со мной», — поморщился я. «Просто один из встроенных в тело модулей решил проявить себя. Так что имейте в виду, такое может случиться со всяким, кто установил себе усилители. Лучше скажите, долго я вот так валялся?» «До минуты 3, не больше», — покачал головой Михаил. «Точно все хорошо». «Даже лучше, чем было», — усмехнулся я, поднимаясь на ноги, и добавил негромко так, чтобы меня услышали лишь Михаил и Полина. Во всяком случае, у меня появилось серьезное преимущество перед другими игроками. «Ага, вот оно в чем дело», — произнес брат, но по его лицу было ясно, что он ничего не понял. «Потом как-нибудь расскажу», — подмигнул я родственнику. «А сейчас мне бы пообедать плотно. Да пора отправляться навстречу». «Один?» — нахмурился брат. «Из игроков, да, таковы условия», — ответил я. «Но у меня с собой будет один, а может и 2 помощника. Так что все под контролем. Так что у нас на обед?» Галина сегодня расстаралась. Борщ, гречка с изумительным гуляшом и под конец облепиховый морс, который так любит Михаил. Где она добыла варенье, я даже не стал спрашивать. Пообедав, посмотрел на часы. Времени еще много, но лучше я подстрахуюсь. Кто знает, что у этого Орлова на уме. То, что он не заметил мою метку, это 100%. Но ведь мог и догадаться. К тому же есть вероятность, что меня заманивают в ловушку. Сбежать из нее я всегда успею, как и проучить тех, кто ее расставил. Главное — протащить через пробой легендарного летающего дроида. С ним я стану смертельно опасным для любого отряда. Разве что у нового правительства имеются более подготовленные бойцы. Но я в этом сильно сомневаюсь. Не будут они гонять элитный отряд ради одного игрока. «Все, ребят, отбываю», — сообщил я, выходя из своего номера в общую комнату. Тут собрались самые близкие, считай, моя новая, значительно подросшая семья. Увидев меня, все умолкли, уставившись с вниманием. «Михаил, присмотри за пленником. Ну и вникай в суть происходящего, скоро я так загружу тебя работой, что вновь захочешь сбежать на Бретсис. Меня ждите не раньше полуночи. Если что-то пойдет не так, вы узнаете одними из первых. Но я подстраховался, так что все будет хорошо. Дарк, подойди сегодня к ремонтному цеху, тебе вынесут новое оружие. Опробуешь, потом скажешь, сильно ли изменилось. Все, остальным действовать по плану». За мной провожать на посадочное поле пошла лишь Полина. По дороге мы молчали, но в конце она все же спросила. «Сергей, там, куда ты направляешься, действительно что-то серьезное? Там точно нужно именно твое присутствие?» «Да, только я могу решить эту задачу. Пришлось ответить мне. Есть такая способность, борец, и у меня она имеется. И это хорошо, потому что у нас появился шанс хотя бы частично вернуть Старую Землю. Ладно, мне пора». «Береги себя», — с жаром прошептала девушка мне на ухо, крепко обняв. «Обязательно. Мы с тобой еще в космос не летали», — ответил я, улыбнувшись. Минутой позже, дождавшись, когда летающий дроид приблизится, я открыл портал к гостинице. Пропустив электронного помощника вперед, шагнул за ним следом. Здесь у трассы все было спокойно. Еще бы. Тварям здесь делать нечего. Все самое интересное в городе. Людей тоже нет. Все сидят в убежищах и уж точно не готовы к дальним переходам. Ничего, мы выделили 2 отряда, которые будут искать выживших. Дроид, подчиняясь мне, двинулся к гостинице, приземлившись в тени на канализационном люке. Хорошее место, куда точно никто не наступит. Легендарный ранг искажения скроет его от Орлова. Не надо бывшему следователю знать,
что у меня имеется в рукаве такой козырь. Меня уже ждали. Клещ и Филин обедали, в холле дежурил боец Бороды, а Цезарь отдыхал. Поприветствовав всех, я взял себе чистый стакан и налил из стоящего на обеденном столе графина воды. Холодная, вкусная, из местного родника. Нет уж, надо в срочном порядке присваивать эту локацию. Отличное место для отдыха. «Глебов, рановато ты!» — произнес Клещ, отодвигая от себя пустую тарелку. «Но это и правильно. Отправимся прямо сейчас, осмотрим местность. Кстати, молодец, что надел амулет, подделывающий уровень и прочее. Надо же, энергетик-коммунист. Забавно. Но в целом хорошо, я сам давно таким пользуюсь. Как говорится, ввести врага в заблуждение, наполовину переиграть его. Если пора выдвигаться, жду тебя на улице». Нашел я решение, как выманить следака наружу. «Кстати, нам там техника не понадобится?» «Зачем?» — удивился Орлов. «Только нашумим. Нет, мы тихо придем, тихо уйдем. Уж больно места неспокойные. Все же большой город рядом». Оказавшись на улице, я отдал дроиду приказ на взлет и достал из внутреннего кармана помятую пачку сигарет. Черт, может бросить уже? Но ведь никакого удовольствия, кроме привычки. Нет, не буду. Все же успокаивает, пусть и на подсознательном уровне. «О, ты еще не завязал с куревом?» — удивился Орлов, выйдя на крыльцо. «Силен, а я вот не могу больше, во рту потом горечь стоит. Ладно, пошли уже, чего тянуть?» Спустившись с крыльца, Клещ сформировал зеленый портал и, взглянув на меня, жестом пригласил следовать за ним. И шагнул в пробой. Я тут же подвел дроида и приказал ему влететь в портал под углом, чтобы на выходе сразу подняться вверх. И только после двинулся следом, держа в руках пистолеты. Глава 18. Завертелось, понеслось. Пробой выходил на лесную поляну. Повезло, что деревья располагались не густо, и мой летающий помощник не врезался в них. Дроид поднялся на 50 метров и приступил к сканированию местности. Вот от кого действительно не скроешься. «Глебов, здесь тебе ничего не угрожает. Можешь убрать оружие», — произнес стоявший в нескольких метрах от меня Клещ. При этом взгляд его зацепился за эпический пистолет Макарова, и он, прищурившись, спросил: «Где достал такую продвинутую реплику? Что-то не видел такого на аукционе». «Недавно появились», — ответил я, ни капли не соврав. «Быстро разбирают». «Интересно. Надо бы тоже что-нибудь этакое приобрести», — ответил Орлов, тут же потеряв интерес к оружию. «Ладно, пошли. Тут неподалеку охотничья избушка имеется». Молча последовав за следаком, я незаметно нажал на блоки спутниковой связи «Поиск сигнала». Успел сделать всего 4 шага, как в ухе прозвучало: «Капитан, соединение установлено. Начинаю сканирование поверхности. Это займет несколько минут». Отвечать я, разумеется, не стал. Вместо этого отдал через нейросеть мысленный приказ дроиду, чтобы он двигался следом, держась над деревьями. Скоро узнаем, куда это нас забросило. «Не поверишь, но эта точка выхода досталась мне благодаря твоему упорству», — сообщил Орлов, не поворачиваясь ко мне. «Я тогда чуть не умер в чужом мире, и после этого случая решил, найду пару укромных мест на земле, где мне точно не будет угрожать опасность». «А как же звери?» — спросил я, чтобы поддержать беседу. «А что они сделают мне? Здесь нет возможности поднять даже 2-й уровень. С нашими возможностями, дарованными упорядоченным, мы легко справимся голыми руками и с медведем, и с лосем, так что опасности нет». «Предательство», — предложил я еще одну причину. «Возможно, но для этого существуют рычаги давления. КСО, кристаллы, артефакты, родственники. Вот, например, ты. Ради своего старшего брата и его семьи готов умереть. Он такой же, а ваш младший Константин, тот совсем другой. Да, идейный, но ведомый. Жаль, что мы не завербовали его первыми. Тогда вы бы сейчас были на стороне нового правительства, и многое стало бы проще». «Как так вышло, что они продали землю?» — спросил я, не надеясь на ответ, и был удивлен, когда услышал его. «Знаешь, многие люди между бессмертием и будущим своих детей выберут первое, а земля для них, она дорогостоящий актив, который можно выгодно продать. Поверь, покупатели не скупились. И знаешь, что я тебе скажу?» Остановившись, Клещ все же повернулся ко мне. «Новое правительство хотя бы можно понять.
А вот таких, как твой младший брат, желавших отдать землю даром, да еще и нелюдям, даже мне не понять. Это какое-то маниакальное желание подчиняться тем, кто презирает тебя, считает животным. Жажда иметь над собой хозяина. Жестокого, беспринципного. Мерзость. Сплюнув, Орлов двинулся дальше. Отвечать на его эмоциональный всплеск я не стал. Ясно же, что он хочет вывести меня на эмоции. Но в целом Клещ прав, фактически озвучил мои мысли. Нырнув под кроны деревьев, мы оказались на тропинке, по которой в полной тишине шли несколько минут, пока не добрались до небольшого, шириной в метр, ручья. Сразу за ним начинался подъем на пригорок, на склоне которого и стояла избушка, наполовину вкопанная в землю. Приблизившись к жилищу, бревенчатые стены которого частично покрывал мох, Клещ порылся под двумя расколотыми вдоль бревнами, выполняющими роль порога, и достал оттуда ключ. Вскрыл навесной амбарный замок, оказавшийся улучшенного класса, и жестом пригласил следовать за ним. Внутри пахло сыростью и было темно. Единственное маленькое окошко справа от двери было закрыто куском прорезиненного брезента. Орлов откинул его, и стало чуть лучше, но мне все равно не хотелось здесь оставаться. Так себе убежище. «Нам еще минут 10 ждать», — произнес бывший следователь, снимая что-то с одной из двух полок, прибитых почти под потолком. Еще тут были нары, стол, табурет и небольшая печь, выложенная из камней. Надо же, 10 минут. А недавно говорил, что несколько часов. Ну и ладно, у меня пока что все под контролем. Орлов поставил на стол газовую походную плитку с газовым баллончиком и спросил меня: «Разожжешь? А я пока воды наберу». «Справлюсь», — кивнул я, шагая к столу. «Только зачем?» «Мой человек привык серьезные разговоры проводить за кружкой чая», — пояснил Клещ и, подхватив с печи закопченный эмалированный чайник, вышел. Следить я за ним не стал. Дрон сверху давал довольно четкую картинку окрестностей. Через 10 минут в избушке запахло ароматным, крепко заваренным чаем. Я достал из рюкзака леденцовую карамель, галеты и банку сгущенки, а Орлов из своих запасов упаковку пряников и банку вишневого джема. Также откуда-то появились 3 алюминиевые кружки и такие же чайные ложки. Стол был наскоро протер от пыли и каши, с моего молчаливого согласия разлил чай. Именно в этот момент нейросеть передала картинку с дрона. Из образовавшегося на поляне зеленого портала вышли 2 вооруженных человека. Один из них начал осматриваться по сторонам, а второй сразу же двинулся в направлении избушки. «Мы ждем одного гостя или 2?» — поинтересовался я у следака. «Одного. 2 тоже могут быть, но это плохой признак. Значит, моих ребят вычислили. А ты к чему спрашиваешь?» К нам приближаются 2 человека. С рюкзаками, вооружены до зубов. Один высокий, худощавый, в кожаном плаще и серой кепке восьмиклинки. Второй широкоплечий, среднего роста. Волосы светло-русые, в камуфляжном комке. «Это не мои люди», — произнес Клещ, поднимаясь с табурета. По его глазам стало ясно, встревожен. «Давай-ка встретим незваных гостей». «Ну, пошли», — согласился я, подхватывая свой рюкзак. Отправив его за спину, извлек из кобуры эргобой и вышел следом за Орловым. Он сразу сместился вправо, направившись к растущей на склоне крупной сосне. Я поступил иначе. Активировал поле искажения и лишь ушел с возможной линии огня. Вдруг незваные гости сначала решат расстрелять избушку. Вскоре показались и они. Видно, что настороже, но оружие держат по-походному, автоматы даже с предохранителя не сняли. Приблизившись к ручью, оба остановились, и высокий, явно старший в этой парочке, крикнул: «Клещ! Выходи, разговор имеется!» Я оценил незнакомцев. 5 и 6 уровни, классы редкие боевые. Шмот синего ранга, лишь у одного из-за плеча торчит приклад эпической винтовки Мосина. Надо бы такую раздобыть. Так, на всякий случай. «Кто желает со мной разговаривать?» — поинтересовался Орлов, выходя на свободное пространство. «Я Ржавый, правая рука Седова. Он хочет предложить тебе сделку». «Что за предложение?» Голос следака изменился. Похоже, он узнал тех, кто пришел к нам навстречу. «Твоя крыса сказала, что ты можешь достать кого и что угодно. Нам нужен борец. Ты знаешь, о чем речь, поэтому назови свою цену». 100 эпических кристаллов», — сразу же ответил Клещ, словно ждал этого. «Вообще-то, я и пришел сюда именно с этой целью — предложить вам этого самого борца.
Правда, договариваться с ним об оплате будете сами». «Разберемся», — кивнул худощавый. «Когда предоставишь товар?» «Оплата вперед?» — усмехнулся Орлов. «Седой знает, как я работаю». Происходящее мне очень не понравилось. Это что, получается, Клещ каким-то образом получил сообщение, что ситуация изменилась? Но тогда зачем нужна была вся эта чайная церемония? Отравы в напитке не было, иначе бы мой реаниматор уже начал лечение. Что же тогда здесь не так? «У нас нет с собой такого количества эпиков», — произнес худощавый игрок. «Предлагаю подождать несколько минут, пока мы вернемся к себе и обратно». «Да не вопрос». Клещ улыбнулся шестеркам Седова, словно близким друзьям. «Я как раз успею привести сюда борца. Встречаемся через 15 минут возле точки выхода». «Договорились», — кивнул Худой. На что рассчитывал Орлов, мне было неинтересно. Взять с двух сторон по 100 эпических кристаллов и при этом самому участвовать в прохождении цепочки. Вот такую цель он озвучил. Только с подобными Клещу нужно обращаться так, как они того заслуживают, то есть зеркально. Поэтому я в наглую двинулся к людям Седова, оставаясь под полем искажения. Быть замеченным не опасался, в мою сторону они не смотрели, их интересовали лишь избушка и следак, причем наблюдал только один. Второй тут же сформировал портал и, похлопав товарища по спине, шагнул в пробой. Второй, не поворачиваясь, последовал за ним. Но я все же успел поставить на него метку. Как там говорилось в настройках нейросети? Контроль до 10 объектов? Вроде сработало. «Ты что, с ними хотел перейти на ту сторону?» — поинтересовался Клещ, когда портал уже схлопнулся. «Там бы тебя и приняли». «Ты знал, что твоих людей схватят?» — уточнил я вместо ответа. «Догадывался. Мне должны были в гостиницу послать сигнал, но его не было. Правда, я ожидал увидеть кого-нибудь посерьезнее, чем шестерок Седова. Не думал, что он настолько труслив. Ну да ладно. С моей стороны часть сделки выполнена. Где обещанные 50 кристаллов?» «Комиссию в 10%. Оплатишь?» — поинтересовался я. «Зачем?» — удивился Клещ. «Делаешь хранилище с минимальным сроком действия. Срок истекает, я забираю его содержимое. Потери гораздо меньшие. Но лучше все пропустить через аукцион. Я выставляю дешевый именной лот, один улучшенный кристалл, в обмен на 50 эпических. Ты выкупаешь его? Готов к такому обмену? Потому что подобный лот у меня уже имеется». «Сейчас сделаем», — ответил я и тут же отдал мысленный приказ дроиду, чтобы он охранял то место, где я нахожусь, а сам перенесся на аукцион. Зашел на площадку торговли между игроками, внес соответствующие параметры и усмехнулся. Подобное предложение было действительно одно, и там был даже указан торговец, игрок Клещ. Ну что ж, лови свои 50 эпиков, смертничек. Завершив сделку, я вернулся в реальность и не обнаружил рядом с собой Орлова. Ну-ка, что у нас тут произошло? Свалил напарничек или просто перенесся на аукцион? Просмотрев отрезок видеопамяти с дрона, понял, что Клещ не сбежал. Но еще бы, ему скоро должны перечислить еще 100 кристаллов. Интересно, на что он так интенсивно собирает эпики? А ведь Орлов по краю ходит. Похоже, его знатно прижало, раз он так сильно рискует. Даже я, если бы не его знания о новом правительстве, минуту назад прикончил бы эту двуличную сволочь. Ну да ничего, посмотрим, чем все это закончится. «Что, решил, что я сбежал?» — спросил Клещ и едва вернулся в реальность. «Нет, теперь ты от меня не отделаешься. Нам еще уникальную цепочку проходить вместе. Так что предлагаю пойти на поляну. Через 10 минут люди Седова вернутся». «Для кого мы чай делали?» Все же поинтересовался я. «Была у меня мысль, что придет сам пахан, а не его шестерки», — признался Орлов. «Как видишь, я тоже ошибаюсь». Людей Седова пришлось ждать чуть большее время, чем рассчитывал Орлов. Примерно полчаса. Все это время следак рассказывал о воре в законе, ставшем одним из первых игроков. Ушлый пахан и не думал о благополучии земли. Его интересовала личная власть. К счастью, Седой быстро стал объектом внимания спецслужб и спрятался, почти свернув любую деятельность. Сидел себе в какой-то берлоге и потихоньку формировал костяк бандитского клана. А когда произошло полное слияние, вновь развернулся. Правда, неудачно. Неверно расставил приоритеты, и в итоге новое правительство подмяло воровскую кодлу под себя. Вот пахан и решил, что лучше бросить все и сбежать, чем пойти в расход за интересы непонятного правительства. Взял самых верных и свалил.
да так удачно, что он наткнулся на уникальную цепочку. «Какие у него уровень и класс, известно?» — поинтересовался я, когда клещ умолк. 9 уровень. Класс эпический, вроде маг огня. Во всяком случае, пламя слушается его, об этом многие говорили. Опасный человек», — подытожил Орлов. «И богатый, по земным меркам. Говорят, что у него защита и оружие легендарного ранга. Но подтверждения этому нет. Никто пока что не решался нападать на Седова. Ладно, хватит болтать. Кто-то портал открыл». На краю поляны и правда появился зеленый портальный круг. А вскоре из него вышло 4 игроков. Этих мне видеть не приходилось. Все с редким классом в эпической броне, с таким же оружием, и каждый уже имел 7 уровень. Серьезные ребята. «Клещ, это что ли, борец?» — спросил один из 4, направляясь к нам. Здоровый, под 1,90 м накачанный, что аж из-под свитера видны бугрящиеся мышцы. И лицо, наглое, надменное, словно он тут единственный решает, кому жить, а кому умереть. Остальные 3 разошлись в стороны и взяли нас с Орловым на прицел. «А я думаю, чего это Кощей не выходит на связь?» — расплылся в улыбке следак, но голос его стал напряженным. Уж я успел изучить его. «А ты решил стать честным вором?» «Ты, терпила. Ну-ка покажи мне способность борца в игровой информации». Ткнул в меня стволом автомата здоровяк, полностью игнорируя клеща. «Я не понял, Кощей. Вы что, кинуть меня решили?» Тон Орлова сменился на вкрадчивый. «Завалите этого болтуна!» Бросил за спину старшей группы, почти вплотную приблизившись ко мне, а затем рявкнул. «Живо покажи способность борца, а то я тебе ногу!» Дослушивать его я не стал, как и позволять остальным начать стрельбу. Дрон 2 очередями завалил 3 урок, а 4-му я от души пробил в челюсть, мысленно надеясь, что не убью. 11-й уровень порешал как надо, здоровяка отшвырнуло 3 метра, после чего он смачно приложился спиной о землю и замер неподвижно. Живой, но без сознания, и челюсть сломана, вон как рожу перекосило. «А ты умеешь принимать быстрые решения?» — раздался справа от меня голос клеща. «И какую-то технику протащил с собой? Я даже не заметил ее. Легендарка?» «Орлов, не беси меня», — ответил я, смахивая сообщение от упорядоченного. Они плохо так меня подогрели, эти 3. Одних эпических кристаллов 50. Уже в плюс вышел, можно сказать. Приблизившись к Кощею, наступил ему на руку, все еще удерживающую какое-то игровое оружие неземного происхождения. Здоровяк, похоже, имел хорошую аптечку, потому что челюсть у него уже восстановилась, а сам он начал приходить в себя. «Вижу, ты снова с нами», — произнес я, чуть склоняясь вперед, а затем, опустившись на колено, вогнал эпический клинок прямо в правое плечо противника. «А-а-а!» — взвыл окончательно пришедший в себя урка. «Ты чё творишь, сука?» «Жить хочешь, придурок?» — спокойно поинтересовался я, чуть поворачивая нож в ране. Здоровяк вновь взвыл и попытался перехватить мою руку своей левой. Как итог, еще один крик боли и сломанная кисть. Разумеется, не моя. «Ты тупой, Кощей? Даю последний шанс остаться в живых. Но ты расскажешь мне все, что тебе известно про уникальную цепочку. Как тебе такая сделка?» «Парторг, давай я с ним побеседую». Раздалось над духом, и клещ опустился рядом с нами на корточки. «А то ты слишком грубо действуешь. Он так истечет кровью через пару минут». «Не мешай мне развлекаться!» Включился я в игру и вновь чуть повернул лезвие штык-ножа в ране. «Говори, сука, пока я тебя на ремне не начал резать!» Спустя 15 минут мы знали все, что нам требовалось. Сколько людей у Седова, какие у него планы на раскручивание уникальной цепочки и, самое главное, с кем он еще ведет переговоры о поиске борца. «Хреново дело», — произнес клещ, наблюдая, как я вытираю лезвие ножа, который только что сполоснул в ручье. «Но не так плохо, как если бы он сразу пошел к новому правительству. Думаю, мы справимся». «Я справлюсь. Со своими людьми. А ты будешь просто наблюдать. Ну или вступай в мой клан. Только сразу предупреждаю, условия жесткие, и выйти можно только одним способом — умереть». «Да лучше...» «О, очнулся!» — резко сменил тему Орлов. Повернувшись, я увидел Кощея, пытающегося развязать путы. «Ну-ну, попробуй». «Надо поторопиться».
Убрав клинок в ножны, подхватил уже освобожденный из чехла эрготрон и направился к пленнику. Схватив его за грудки левой рукой, рывком посадил его и приказал: «Открывай портал к убежищу! Или умри!» Здоровяк подчинился. Еще бы, призрачный шанс выжить все же лучше, чем смерть за какого-то пахана. Первым в пробой отправился легендарный дрон, чтобы создать мне плацдарм. Ну а потом последуем мы с Кощеем. Увы, но сейчас не тот случай, чтобы вернуться в космопорт и собрать отряд, а затем прибыть к месту на космическом корабле. Времени слишком мало. А еще этот клещ, которого я решил не втягивать в заваруху. Он же запросто в спину ударит. Будет лучше, чтобы Орлов под ногами не путался. Поэтому оставлю его здесь, на поляне. Выждав 4 минуты, я вздернул здоровяка на ноги, в который раз удивляясь той силе, что дало мне упорядоченное, и мы с пленным шагнули в пробой. Прямо в бандитское логово. Глава 19. Выбор лидера. Точка выхода походила на место боя. Вонь горелой плоти и 4 тела, а точнее то, что от них осталось. Трупы были разбросаны в хаотичном порядке на бетонных плитах, покрытых рыжеющим мхом. В стыках плит давно уже проросла трава, а кое-где и вездесущая ива. Заброшенное людьми место. Да и локация называлась соответственно «Заброшенный аэродром». Нейросеть тут же наладила контакт с зависшим в десятки метров над землей дроидом, и я быстро просмотрел в его памяти, что здесь произошло несколько минут назад. Так, живым никто не ушел, уже плюс. Значит, у Седова осталось не больше 10 боевиков. И то, что метка на худощавом до сих пор держится, тоже хорошо. Значит, он жив и вполне возможно находится рядом с хозяином. «Кощей, показывай дорогу», — потребовал я, отпустив пленника. «У нас был уговор». Начал было возмущаться здоровяк, но тут же словил от меня удар по уху и процедил сквозь зубы: «Да понял я, понял». «Ты не зыркай, а показывай, где находится локация с уникальной цепочкой». Я чуть повысил голос. «Сделаешь все, как скажу, останешься жить». «Свежо предание». Еле слышно прошептал Кощей, но я благодаря нейросети услышал его. Что ж, правильно делает, что не верит. Пройдя по заросшей дороге метров 500, мы свернули на тропу, ныряющую в ельник, и вскоре вышли на берег крупного водоема. Странно, но я только сейчас почувствовал прохладу и запах, которые бывают только возле большой пресной воды. Это где же мы находимся? Только успел подумать, а в следующий миг по нам открыли огонь сразу с 3 сторон. Кощея буквально изрешетило в первые секунды, а мою легендарную защиту просадило на треть. Били из чего-то крупнокалиберного, только недолго. Я даже не успел обновить защиту, как дрон, обнаружив цели, точными выстрелами подавил огневые точки. Все 3. Черт! Хоть бы кто-нибудь выжил, иначе мне придется самому искать место, где спрятался Седой. Я на всякий случай обошел места, откуда велась стрельба. Старые добрые ДШК редкого ранга. 2 пулемета даже уцелели, в отличие от стрелков и заряжающих. А вот третий оказался поврежденный, рядом с ним 2 раненых. Один не жилец, слишком сильно хлещет из шеи кровь, которую он уже не пытается остановить. А вот второй затих, притворился мертвым. Только упорядоченная пометила его как действующего игрока. Да и рана у него пустяковая, царапина на плече. Что ж, есть кому показать дальнейший путь. «Эй, Скользкий, поднимайся, твоя хитрость не сработала», — обратился я к раненому. «Жить хочешь?» «А кто ж не хочет?» — отозвался мужик и закряхтел, поднимаясь на колени. «Слушай, я 2-м номером при пулемете был, по вам не стрелял. Если что надо, пройти там куда или какие-нибудь секреты пахана, все покажу, только не убивай, а?» «Где локация, на которой вы получили уникальное задание? Покажешь дорогу, не больно убью. В противном случае буду мучить долго, неспешно отрезая 1 палец за...» «Мужик, хорош! Я сейчас сознание потеряю от страха!» — заныл Скользкий. «Знаю я дорогу, сейчас все покажу, только не надо меня резать!» «Ну так чего стоишь? Веди!» Я улыбнулся, и это почему-то еще больше напугало раненого. Спотыкаясь, оглядываясь на каждом шагу и бормоча, что он не заслуживает смерти, пленник двинулся вниз, к воде. Сначала я решил, что он хочет сбежать, прыгнув в воду, но вскоре увидел, куда меня ведут. Сооружение, находящееся у самого берега, можно было заметить лишь с расстояния в 100 метров.
И то мне помогла нейросеть, а простой человек вряд ли вообще увидит вход в пещеру, начинающийся прямо от берега. Вода из озера, краев которого не было видно, уходила в этот грот, словно русло подземного канала. Интересно, это что же за объект такой? «Туда!» — указал рукой Скользкий. «С правой стороны есть дорожка. Несколько человек спокойно разойдутся. Даже машина проедет. Только нас сразу расстреляют, едва мы сунемся внутрь». «А мы не будем этого делать», — ответил я, улыбнувшись. «Мы войдем с тыла». Отдав приказ дроиду изобразить несколько фальшивых атак, я дождался, когда летающий робот приблизится к арке входа в подземное озеро, а сам в этот момент активировал печать, которую навесил на худощавого бандита. Сразу вскрылся нюанс, который почему-то не был указан в описании способности. Для открытия портала упорядоченная потребовала с меня легендарный кристалл. Черт. Ладно, на кону стоит судьба Земли. Открыв пробой, я буквально швырнул в него Скользкого и, перехватив эрготрон поудобнее, шагнул следом. Место, куда мы с раненым перенеслись, имело тусклое освещение и выглядело как тоннель или широкий коридор со сводчатым потолком. Стены из бетона, когда-то покрытого звездкой. Только из-за сырости поверхность большей частью стала грязно-рыжей. Скользкий валялся на полу с раскинутыми в стороны руками, и на этот раз над ним не светилась информация о игроке. А вот опустившийся перед ним на корточки худощавый мужик был мне знаком. Нейросеть быстро адаптировала зрение под плохое освещение, так что я вскоре стал различать даже мелкие детали, вроде тонких струй воды, сбегающих по стенам. «Да как же так? Это же Скользкий!» Растерянно произнес бандит и поднял вверх глаза. Заметив меня, он охнул и потянулся к лежащей рядом винтовке, но увидел направленный на него эрготрон и замер. «Седой, где?» — спросил я предельно спокойным голосом. Атаки со спины не опасался. Тоннель позади перекрывал портал, который я не спешил развеивать. «Так это ушел он за подмогой?» — промямлил мужик. «А нас что, все? Перебили всех?» «Кто охраняет выход на поверхность?» — поинтересовался я, игнорируя вопросы пострадавших. «Так там оставались Митяй с Бобой. А ты как сюда открыл портал?» «Где место с уникальным заданием?» «Туда надо идти, в конец тоннеля», — указал худощавый. «Веди», — велел я и тут же передал мысленный приказ дроиду. Атаковать вход в подземное убежище, зачистить бойцов противника, а затем занять удобную позицию. Бандит провел меня по туннелю до огромного грота, площадью не меньше 2 футбольных полей. Освещение здесь было только на входе, но я разглядел большой бассейн, занимающий почти всю площадь. И в этом бассейне, расположившись относительно нас поперек, находилась подводная лодка. Длиной порядка 70 метров, она находилась здесь явно недавно. Даже в темноте мое усиленное нейросетью зрение давало разглядеть чистую, фактически идеальную поверхность судна. Тут же подоспела и упорядоченная, выдав мне текстовое послание. «Клан-лидер Парторг, ты обнаружил секретную локацию схрон ВМФ Земли. Разблокирована уникальная цепочка заданий «Наследие Земли». Разблокировано первое звено «Улучшенный ранг». Первый шаг. Необходимо получить доступ к центру контроля базы. Требование «Статус борец». Смахнув уже знакомое мне сообщение, я сосредоточил внимание на судне. Атомная подводная лодка проекта 971. Ирбис. Вот и аналог корвета. Если я все правильно понимаю. Теперь нужно попасть в центр контроля, и тогда у меня появится шанс увести всю цепочку заданий из-под носа у всех, кому Седой хочет передать столь ценное задание. «Вот оно! Тут нам выдали задание!» — сообщил худощавый. «Черт, и вот что с ним делать? Ладно, пусть поприсутствует». «Где центр контроля, знаешь?» — уточнил я. «Это вон там!» — бандит указал рукой вправо. «Стальная дверь за запорным колесом. Только ее трогать нельзя. У нас 2 попробовали ее открыть, и их током убило». «Веди», — усмехнулся я, а сам попытался связаться с дроидом. Увы, толща бетона не позволила это сделать. Спутниковая связь тоже не сработала, сообщив об отсутствии сигнала. Хреново дело, но не критично. Дверь, ведущая в центр, выглядела эпично. Вернее, это был герметичный люк, диаметром в 2,5 метра с большим штурвалом в центре. Упорядоченная тут же оповестила меня, что это вход в центр,
и его может разблокировать только борец. Улыбнувшись, я закинул эрготрон за спину в магнитные крепления и ухватился за штурвал обеими руками. Поднатужившись, со скрипом чуть-чуть провернул его против часовой стрелки. Затем перехватился поудобнее и, помогая себе всем телом, начал открывать запорный механизм. «Так ты борец!» — произнес худощавый, наблюдая за мной. «Слушай, а нахрена тебе эта подводная лодка? Что ты с ней делать будешь?» «Не твое дело», — ответил я и сделал еще один поворот штурвала. За люком что-то громко щелкнуло, и он внезапно начал плавно открываться. Правда, не полностью, лишь на несколько сантиметров. Бросив взгляд на пленника, я приказал. «Что стоишь? Давай, помогай!» Вдвоем мы полностью распахнули тяжеленный, весивший несколько тонн люк. А вот за ним сразу находилось помещение, вдоль стен которого располагались какие-то приборные панели с мигающими лампочками, стальные коробки шкафов и черно-белые, чуть выпуклые экраны, так похожие на кинескопы старых телевизоров. «Заходи», — приказал я пленному и двинулся внутрь прямиком к самому большому пульту управления, который тут был явно главным. Стоило мне приблизиться, и передо мной сразу же появилось окно с сообщением от упорядоченного. Клан-лидер Парторг. Разблокировано второе звено уникальной цепочки заданий «Редкий ранг. Контроль объекта». Необходимо получить доступ к АПЛ «Ирбис». Требование – присутствие офицера военных сил Земли в звании не ниже полковника. «Ни хрена себе требования!» — возмутился я. «Может, еще президента Никарагуа надо предоставить?» «Что там?» — внезапно проявил любопытство худощавый. «Ничего интересного», — отмахнулся я. А сам в это время прикидывал, как лучше поступить. Впрочем, выход только один. «Давай-ка ты проводишь меня к выходу из этого подземного укрытия». Дорога обратно заняла добрых 20 минут. Оказалось, что здесь, под землей, около десятка тоннелей, образующих подобие лабиринта, и еще куча помещений с различным назначением, на входе в которые стояли уже знакомые гермодвери. Тут были казармы, лазарет, столовая и даже спортивный зал. Правда, все имело несколько заброшенный вид. Единственное, что я встретил в этом убежище в хорошем состоянии, это подводную лодку. Похоже, судно, как и мой фрегат Рихор, создало упорядоченное. «Почти пришли», — привлек мое внимание пленный. «Сейчас поворот направо, там будет небольшой зал с каналом, уходящим под стену. Из этого зала ведет тоннель наружу». «Вот и хорошо. Топай первым», — приказал я. Худощавый успел сделать лишь пару шагов, как раздалась очередь из чего-то крупнокалиберного, и на моих глазах бандита буквально разорвало на части. Черт, похоже, дроид не смог прикончить всех людей Седова. «Ладно, сейчас порешаем». Активировав искажение пространства, я поудобнее перехватил эрготрон и медленно выглянул в зал. В глаза сразу бросился еще один выход, сейчас перекрытый. Не гермодверь, всего лишь решетчатые ворота, но даже они стали преградой для моего летающего помощника. Противник был один. Здоровенный детина, укрывшись в угловой нише, сидел на полу, направив в свою сторону ствол ДШК, установленного на треногу. Редкий ранг, серьезное оружие. Стараясь не шуметь, я сделал несколько шагов в сторону, радуясь, что противник только что стрелял из крупника, и у него явно заложены уши. Как только пулемет перестал перекрывать бандита, я выстрелил. Сгусток энергии прошел пулеметчика насквозь, тот даже не успел дернуться, а в следующий миг перед глазами появилась надпись. Клан-лидер Парторг. Ты зачистил секретную локацию схрон ВМФ Земли от противников. Желаешь присоединить ее к клану? Да? Нет? Внимание! Клан-лидер Парторг. Если ты возьмешь под контроль эту локацию, активируются скрытые протоколы, способные повлиять на всю планету Земля. Разумеется, да. У меня сейчас каждая секунда на счету, и плевать, что там активируется. Я уже привык, что упорядоченная любит преподносить сюрпризы. Внимание! На планете Земля взята под контроль секретная локация. Активирован протокол, первый из достойнейших. Первые бои за первое место в рейтинге состоятся через 1 час 59 минут 59 секунд. И тут же еще одно сообщение. Клан-лидер Парторг. Твой клан получает преимущество. 10 минут свободного времени. Плюс 1 посещение ограниченного аукциона. Началось. Чтоб его за ногу да об угол, выругался я. Сначала связался с дроидом и отдал приказ возвращаться к дороге из бетонных плит и взять под контроль точку выхода. Часа 2-3 летающий робот еще продержится, а мне большего и не надо.
Потом начнутся очередные клановые соревнования, к этому времени нужно как следует подготовиться. Сейчас требовалось сделать сразу несколько вещей. И начну я, пожалуй, с главного. Следует объявить общий сбор и общую тревогу одновременно. Как лидеру клана мне это не составило труда. Все, теперь можно возвращаться домой. Возле космопорта кипела работа. Почти одновременно со мной прибыл Урал, груженный добром с торговой базы, и 2 КАМАЗа-колхозники, простого ранга, неизвестно где приобретенные. Они тоже были груженные под завязку, и, судя по сидевшему на борту бойцу в кожанке, это прибыл отряд байкеров с армейского склада. Да уж, кипит работа. Не вовремя я со своими протоколами, но деваться некуда. Позади меня раскрылся пробой, и из него вышли Филин с Цезарем. Увидев меня, Юра тут же спросил: «Командир, как прошли переговоры?» «Отлично. Из-за этого я объявил общую тревогу», — ответил я. «Опять клановые соревнования, чтоб их. Но в этот раз упорядоченное будет определять, кто самый достойный, и нам надо обязательно их выиграть». «Опять полигон?» — обрадовался Титов. «Снова надерем всем задницы!» «Если сможем взять с собой фрегат», — усмехнулся я. «Да и как все будет проходить в этот раз, неизвестно». Через полчаса весь состав клана присутствовал в зале для совещаний. Тесновато, но ничего, потерпим. Скоро создадим круги доступа, и некоторые вопросы, как сегодняшний, например, будем решать в урезанном составе. Итак, товарищи, те, кто со мной с самого начала, знают о клановых соревнованиях. Сложные задания, требующие упорства, мужества и жестокости. Все усложняется тем, что в этот раз победитель один. И вполне может быть, что остальные участники не воскреснут по завершению, как было в прошлый раз. Поэтому я отберу только тех, кто реально может принести помощь. Вскоре численность игроков в зале сократилась до 22. Из своих помощников я взял Цезаря, Филина, Дарка, Гризли, Игната с бородой и еще 15 бойцов клана, имеющих боевой опыт и самые высокие уровни. Как только закончил с выбором, дал краткую вводную тем, кто не участвовал в предыдущих соревнованиях, и тут же велел Марии поднимать из ангара Рихор, а сам погнал отряд грузиться, подключив к этому делу всех ремонтных дроидов. Легендарное оружие, имеющееся в наличии, включая ЗУЛ, патроны и прочее. Сборы, затем посещение аукциона — все это заняло полчаса, после чего отряд собрался в рубке фрегата. До завершения отсчета осталось всего 11 минут. Именно в этот момент упорядоченная решила порадовать меня, прислав сообщение. Состав группы для межклановых соревнований. 1. Парторг, клан-лидер, 11 уровень, легендарный мультикласс. 2. Полина, 6 уровень, редкий класс. 3. Дарк, 6 уровень, редкий класс, плюс 1 питомец. Количество артефактов – 0, исключение встроенные модули. Количество доступных КСО – 1000. Количество доступных кристаллов – 1 уникальный. Активировано преимущество – 10 минут свободного времени, плюс 1 посещение ограниченного аукциона. А в следующий миг меня выдернуло из рубки управления фрегата, и я очутился посреди густого леса. Невольно потянулся рукой за плечо, чтобы снять с креплений эрготрон, но наткнулся лишь на грубую ткань стеганой куртки. Бросил взгляд вниз. Такие же штаны. На ступнях массивные ботинки, выглядевшие, словно их делал пьяный мастер. Впрочем, дискомфорта от них нет, как и пользы. Новое облачение даже не редкого ранга. «И что нам надо делать?» Прозвучал за спиной растерянный голос Полины. Обернувшись, я увидел своих товарищей. «Командир, может, ты знаешь?» — поинтересовался Алексей. Он опустился на колено и гладил по спине своего питомца, который явно растерялся от столь внезапного перемещения и сейчас глухо ворчал. «Одну секунду», — ответил я, вчитываясь в новое послание от упорядоченного. «Клан-лидер Парторг. Запущен второй этап межклановых соревнований. Получено задание легендарного ранга. Захватить крепость упорядоченного и удержать ее до завершения соревнований. Срок выполнения — 24 часа. Доступно 2 посещения аукциона сроком по 10 минут. Доступно 10 минут свободного времени, только для клана Урал. Награда. Каждому участнику 1 легендарный артефакт, подходящий под игровой класс. Статус хозяина земли». «А упорядоченное умеет удивлять», — проворчал я, смахивая сообщение в сторону. «Ну что, заказываем защитные артефакты и оружие?» «Я плачу». Последнее слово прозвучало так, словно я поставил ударение на первую гласную. Глава 20. Одни против всех. Уникальный кристалл. За него я запросил 250 легендарных кристаллов. И ничуть не удивился, когда мой лот ушел через 5 секунд.
Может, и продешевил. Может, нет, кто знает. Главное, что упорядоченное позволило мне войти в раздел торговли между игроками и продать уникальный предмет. Следующие 10 минут ушли на покупки. Сначала 3 комплекта легендарной брони, действующей от аргов, и имеющей все модули соответствующего ранга. Затем 3 эрготрона и 3 эргобоя, все легендарное. Затем я приобрел 3 регенератора и уже хорошо знакомого аэромобильного дроида. Итого минус 110 легендарных кристаллов. На этом можно было и остановиться, но я не спешил. Прошло всего 7 минут. Открыл окно со вспомогательными артефактами и закупил 3 эрго-накопителя легендарного ранга. Пригодятся, учитывая, что мои личные запасы эргов имеют предел. Там же приобрел 2 адаптера, устройства, позволяющие перекачивать эрги из одного артефакта в другой. Очень дорогое удовольствие, но оно того стоило. Пригодится в будущем. Итого у меня осталось 103 легендарных кристалла, и их я оставил для второго посещения аукциона. Наша фора почти истекла, а мои помощники сейчас стоят посреди леса, не имея никакой защиты и оружия. Нехорошо это. Мое появление на небольшой поляне, куда нас переместило упорядоченное, было подобно джину, исполнившему все желания. Полина даже охнула, а питомец Алексей испугался, спрятавшись за своего хозяина. «Спокойно всем», — улыбнулся я. «Одеваем броню, регенераторы, вооружаемся и держим периметр. А я сейчас подниму дрон и еще раз пошарю на аукционе». Вернувшись в помещение с окнами для выбора, я прямо там сделал запрос. Искал надежный летающий транспорт, не требующий специальных навыков для управления. Разумеется, легендарного ранга. И выругался, увидев цены. Ввел дополнительные требования и только тогда вздохнул более свободно. 50 кристаллов за квадрокоптер легендарного ранга. Машина не боевая, скорее разведывательная, но имеющая массу плюсов. 4 пассажирских сиденья, 2 кресла для пилота и штурмана, вместительный багажник. Легендарное поле искажения, эпический мини-реактор, мощная система сканирования для большего охвата местности при поисках. Что ж, чего-то более внушительного нам и не потребуется. Выкупив технику, я на 5 кристаллов докупил 10 эпических эргомин и дополнительно взял пехотную эргопушку, доплатив еще 15 легендарных дензнаков. Под конец потратил 1 оранжевый кристалл, закупив на него 2 десятка универсальных энергетиков на 8 часов, восполняющих все потребности человеческого организма, и 3 редких гарнитуры связи, после чего вернулся в локацию. «Ого!» — удивился Алексей, первым увидев технику. «Командир, ты кого ограбил, что такие артефакты покупаешь?» «Один топовый клан с Бреттсиза», — улыбнулся я. «Полина, держи периметр, а мы с Дарком загрузимся. Надо поспешить». Мы почти закончили, я подавал Алексею предпоследнюю мину, которую он осторожно укладывал в багажник, когда до нас долетели звуки стрельбы. «Что-то незнакомое», — нахмурился я, прислушиваясь. «Немного похоже на пистолет-пулемет, но что конкретно непонятно. И такое ощущение, словно звук отражается от чего-то наверху. И потом идет к нам», — поддержал разговор питовод. «Словно эхо тут же нагоняет звуки, из-за чего ощущение, будто они раздваиваются». «Пошла заруба. Все, надо подниматься, пока нас не задержали», — поторопил я товарищей. «Полина, быстрее на борт. Сядешь справа. Дарк, контролируй левый борт». Усевшись за штурвал, я витиевато выругался, разумеется, про себя. «Так, это активация двигателей. Включаем». Над головой тут же загудели 4 больших винта, расположенные по углам. Следующим моим действием была регулировка высоты. Обычный рычаг, от и на себя со шкалой. Я выставил на 50, и квадрокоптер начал плавно подниматься вверх. Обернувшись, я улыбнулся, наблюдая, как мои спутники спешно затягивают на себе ремни безопасности, а питомец Алексея вжался в пол, закрыв глаза передними лапками. Питовод одной рукой бережно придерживал зверя, приговаривая: «Я рядом, успокойся, все хорошо». Поднявшись на указанную высоту, я добавил еще 10 метров, чтобы судно взлетело над верхушками деревьев. И завис на несколько секунд, любуясь открывшимся видом. «Твою же мать природу! Где мы?» Сплошной лесной ковер, занимающий почти всю площадь локации, ограниченной туманной стеной. Эта преграда поднималась над деревьями, постепенно изгибаясь внутрь. Сам купол был незаметен, истаивая под лучами зависшего в зените солнца. Слева туманная стена находилась в 200 метрах от квадрокоптера, изгибаясь по пологой дуге. Выходило, что мы находимся в огромном кольце, диаметр которого превышает десяток километров. Бросив взгляд вправо, я улыбнулся.
Там, судя по расположению, в самом центре локации возвышалось горное плато, поднимающееся над лесом на добрые 50 метров. А на нем, словно изображая горный пик, находился замок, сложенный из светло-серого камня. Чтобы его увидеть, достаточно было забраться на высокое дерево. А значит, есть все шансы, что сейчас к замку движутся десятки отрядов, и наша фора с каждой секундой исчезает. «Держитесь покрепче!» — предупредил я и, ухватившись за рычаги штурвала, плавно отдал их от себя. Квадрокоптер тут же среагировал на команду, чуть наклонил носовую часть и двинулся вперед, набирая скорость. Чуть больше придавив левый рычаг, я вновь улыбнулся. Судно стало медленно заворачивать вправо в нужную нам сторону. «Отлично. Только не будем двигаться по прямой. Незачем давать противнику лишний шанс. Ведь у кого-то там внизу тоже могут оказаться мощная легендарная пушка и сканер такого же ранга, которая собьет нас играючи». Не сбили. Во-первых, я значительно прибавил скорость, а во-вторых, на поверхности, скорее всего, началась настоящая заруба. Претендентов на единственный приз под 100, а локация мизерная. 2-3 сотни шагов в сторону, и ты непременно столкнешься с конкурентом. Чем ближе квадрокоптер подлетал к замку, тем сильнее я предчувствовал неприятности, потому что место, которое мы должны были удерживать, не пустовало. По краю стены перемещались человеческие фигурки, и их было немало, 10-2 точно. Так вот, что означает «захватить крепость». Интересно, кто нам будет противостоять? И какое у защитников вооружение? «Дарк, приготовь эрготрон!» — приказал я, сбавляя скорость. «Издали попробуем добить до защитников». «Одну секунду», — ответил Алексей, отлепляя из магнитных захватов оружие. Он быстро прикинул, обо что удобнее опереть ствол оружия и произнес. «Далековато. Попробовать попасть могу, но гарантии никакой. Если метров на 100 поближе подберемся, тогда выстрел будет результативный». «Опасно», — ответил я, умом понимая, что надо рисковать. Еще несколько минут, и земляне поднимутся на плато. Дорог для этого предостаточно, я отсюда вижу аж 3. «Тогда на 50», — предложил Алексей. «Попробую», — ответил я и двинулся по широкой дуге вокруг замка, а точнее крепостной стены. Благодаря нейросети мне не требовалось каких-то вычислений. Она сама рассчитала, где следует зависнуть, чтобы мы приблизились на 50 метров. «Стреляй!» — приказал я. 3 пристрелочных, 2 на поражение. И сразу же подзаряди батарею от накопителя. Полина, твоя задача — контролировать подходы к замку. Увидишь землян, сразу же сообщай мне». Сам я присоединился к Алексею, взяв оружие с сиденья штурмана. «Ну, посмотрим, насколько хорошим стрелком делает меня нейросеть. Благо здесь нет ветра, и квадрокоптер фактически неподвижен. Стоило мне припасть к прицелу, зрение тут же подстроилось под задачу. Секунда на поиск подходящей мишени, затем столько же на прицеливание, и вот уже сгусток энергии стремительно несется к вооруженному луком воину в средневековых деревянных доспехах. Тот не успел даже дернуться, как в его груди образовалась дыра величиной с ладонь. Есть попадание. А вот Дарк снял своего первого жителя крепости только с 5-го выстрела. «О, -1!» — обрадованно произнес он, тут же выцеливая еще одного противника. «Попал прямо в голову!» «Продолжаем зачистку!» — улыбнулся я и выстрелил в 6-й раз. Мимо, но не критично. И в целом можно приблизиться еще метров на 50. Защитников крепости оказалось едва ли 3 десятка, и мы уже выбили 4 из них. К тому же лучники и мечники вели себя как неигровые персонажи из плохой компьютерной игры. Двигались замедленно, да и вообще вели себя слишком предсказуемо. «Командир, вижу отряд из 6 человек», — доложила мне Полина, когда я выбил еще одного аборигена, 4-го. «Стреляй по ним на поражение», — приказал я. «Все равно они воскреснут после испытания». «Приняла», — ответила девушка. Я сильно сомневался, что она сможет устранить всех 6 игроков, слишком большое расстояние даже для меня. Но если сможет задержать, прижмет беглым огнем, заставит отступить, уже хорошо. Нам сейчас главное — зачистить защитников и занять крепость, а дальше будем смотреть. В целом, нужно продержаться за стенами 24 часа. И самое неприятное то, что обороняющийся окажется в одиночестве против всех, а это около 200 бойцов. «Выстоим», — процедил я сквозь зубы, сделав очередной выстрел. «Есть попадание. Осталось дюжина обороняющихся. А нет, уже 11. Поднажмем, пока с противоположной стороны игроки не полезли через стены. Вот займем крепость, будет попроще», — приободрил я товарищей.
Установим орудие в донжоне, и тогда никто нам не страшен». На самом деле я лукавил. По идее, можно было не убивать защитников сейчас, а держаться в стороне и помогать аборигенам отстреливать конкурентов. А когда останется 2-3 часа до истечения срока, одним ударом добить оставшихся защитников и встать в оборону. Только я был уверен, по огневой мощи и защите мы превосходили все группы вместе взятые, на порядок. Даже если у какого-то клана имелся мифический кристалл, вряд ли на него можно было снарядить всех 3 легендарными артефактами. 2 защитных костюма, 1 оружие — все, на большее не хватит. Так что с нами тягаться себе дороже. Поэтому занимаем крепость и держим оборону. Нам понадобилось 10 минут, чтобы выбить большую часть аборигенов, попросту не видевших, кто стреляет. Покончив с защитой крепости, мы сделали один широкий круг над плато, зачистив несколько троек противников, после чего я подвел квадрокоптер к донжону, на верхнем этаже которого высадил Дарка с орудием. Эргопушка идеально подходила для подобной точки обороны, позволяющей держать все 360 градусов. Следующим действием была постановка мин. Я выдал нейросети задание определить самые вероятные места, где к нам подберутся противники, после чего заминировал их. Затем опустил квадрокоптер во двор крепости, и мы с Полиной за несколько минут осмотрели все постройки в поисках противника. К счастью, аборигенов больше нигде не было. Затем я поднял наш транспорт и припарковал его таким образом, что он завис вровень с верхним краем стены, на которую мы с Полиной и перебрались. «Ты держишь эту сторону». Я указал своей девушке сектор, за которым она должна наблюдать. «Моя сторона это. Остальное контролирует Дарк. Все, работаем». Не сдержался и поцеловал Полину. На удачу. И потому что сейчас, вооруженная и немного растрепанная, она была особенно хороша. С трудом оторвавшись от девушки, двинулся на свою позицию. Впереди был долгий и трудный день. И не менее веселая ночь. В начале ожидание было тревожным, и нам даже несколько раз пришлось открывать стрельбу, зачищая самые настойчивые группы. Таких было немного, всего 5. Зато внизу, с поросшей лесом равнины, стрельба слышалась еще долго, почти до самого вечера. А потом наступила ночь. Не так, как на земле, а гораздо шустрее, в считанные секунды. Просто солнце внезапно начало тускнеть и вскоре превратилось в шарик, дающий света чуть больше, чем луна. «Ну все, ребята, сейчас они попрут», — произнес я. «Скорее всего, все разом. С нескольких сторон. Никакой пощады, бить только на поражение. Полина, не забывай менять позиции, чтобы они не накрыли тебя разом из нескольких стволов. Даже легендарная защита не выдержит 1,5 десятка попаданий из эпического оружия». Противник пришел в движение почти сразу, как стемнело. Нет, никто не пошел на нас в атаку, но на самой границе плато со всех сторон мы видели перемещающиеся тени. Что ж, чем дольше они тянут, тем лучше. Прошло уже 13 часов, осталось продержаться меньше половины. Вопреки моим ожиданиям, вместо атаки к нам направились переговорщики. Надо же, нашли где-то белую ткань, соорудили флаг и теперь смело и беззаботно топают прямо к нам. Ну-ну, посмотрим, чего они желают. Переговорщики замерли в 50 метрах от стены и принялись ждать. Они что, думают, мы спустимся к ним? Наивные. Но сейчас я взбодрю этих чудиков, обладателей эпических классов, причем магических и имеющих 9 уровни. «Еще секунда молчания, и мы стреляем на поражение!» — сообщил я незваным гостям, и тут же сместился на несколько шагов в сторону. На том месте, где только что стоял, полыхнуло, и прямо из ниоткуда появился воин, вооруженный мечом. Легендарным, если судить по оранжевому оттенку лезвия. А еще у него был легендарный ранг класса «Берсерк». Черт! Гребаные маги! Стрелять я начал еще до того, как смог считать всю информацию из противника. Помогли приобретенные рефлексы и нейросеть. При этом продолжил отступать, разрывая с врагом дистанцию. По 50 эргов за выстрел, чтобы наверняка. Только противник оказался какой-то неправильный. Сгустки энергии врезались в оранжевую ауру, окружающую берсерка, и гасли, не причиняя ему вреда. «Да что ж ты за носорог такой?» «Попался!» — взревел мужик, ростом превышающий меня на 2 головы, и ринулся в атаку, собираясь развалить меня здоровенным легендарным мечом. Ха! Неплохой трофей. Скостовав под ноги противнику эргомину, я тут же дозарядил эрготрон и сделал еще один выстрел во врага. При этом с удовольствием отметил,
как изменилось его лицо, растеряв все торжество. Третий выстрел напрочь сбил защитную ауру, видимо, классовую способность. При этом здоровяк продолжал двигаться вперед и закономерно наступил на эргомину. Полыхнуло так, что меня ослепило на несколько мгновений, а когда зрение вернулось, вместо берсерка на стене валялся обугленный труп. Рядом лежал меч и какой-то странного вида пояс, обозначившийся как легендарный защитный артефакт. Это нам пригодится. «Давайте еще!» Тем временем странное сияние, из которого выскочил противник, даже не собиралось исчезать, поэтому я сделал единственное, что мог. Выстрелил в сверкающую субстанцию. Полыхнуло, далеко за стеной раздался вскрик, и аномалия исчезла. Бросив взгляд туда, где стояли переговорщики, я увидел 2 валяющихся на земле тела. Магия, будь она проклята. Нет уж, больше никаких переговоров. «Командир, они пошли в атаку!» — прозвучал из гарнитуры голос Полины. 3 игроков!» «У меня столько же!» — отозвался я и тут же отдал приказ. «Дарк, покажи им силу главного калибра!» «Пусть подойдут чуть ближе, чтобы наверняка!» — ответил Алексей. Словно в подтверждении из гарнитуры раздался радостный писк зверька. «Что ж, теперь будем убивать». На что рассчитывали наши противники, непонятно. Даже при минимальной мощности выстрела я с первого раза выбивал бойцов. Что уж говорить о Дарке с его тяжелым орудием. Разницу в защите противника я заметил, когда попробовал свалить двигающихся сзади. Тут стало ясно, что в первых рядах атакуют самые слабые игроки. Черт, кто их вообще умудрился организовать за столь короткий срок? Новое правительство? Неужели у них связи со всеми материками? «Ну уж нет. Хрен вам!» Процедил я сквозь зубы и повысил мощность выстрела до уровня, способного пробить эпическую броню. «Полина! Дарк! Выбивайте тех, кто идет в задних рядах, они самые опасные!» «Так и делаю, командир!» — отозвался Алексей. «Не попаду в них, слишком далеко», — ответила моя девушка. «Они остановились, ждут чего-то». «Тогда экономь эрги!» — приказал я и сосредоточился на целях. Мимолетом оценил прицел эрготрона, которому плохое освещение ничуть не мешало. Вкупе с нейросетью результат стрельбы был не хуже, чем днем. Враг начал огрызаться, когда до стен крепости осталось 60 метров, не больше. Только к этому времени я уже выбил больше половины отряда и продолжал устранять одного противника за другим. Как всегда, не вовремя опустела оружейная батарея, и пришлось на несколько секунд отлучиться, чтобы зачерпнуть энергии из реактора квадрокоптера. «У меня эрги закончились», — сообщила Полина через несколько секунд после моей кратковременной отлучки. «Ну, началось. Хорошо, что ударка-накопитель подключен к орудию. «Ставлю эрготрон на зарядку». «У меня противник отступает», — подал голос Алексей. «Полина, заряжайся, я прикрою». Что-то мне не понравилось в сообщении Дарка. Похоже на отвлекающий маневр. Поэтому я временно перестал обращать на встречную стрельбу и быстро опустошил батарею эрготрона, выбив самых сильных, на мой взгляд, противников. По итогу от моего отряда осталось всего 6 бойцов, которых я и оставил наедине со стеной крепости. Пусть попробуют обойти мину эпического ранга, которая взорвется, едва к ней приблизится на дистанцию в 4 метра. Буквально запрыгнув в квадрокоптер, я, переполненный адреналином, сорвал машину с места, направив ее к противоположной стороне крепости. Несколько секунд, и меня буквально вынесло за стену. Черт, я был прав! 3 противника уже взбирались по стене, используя вбитые между каменными блоками штыри. Самому шустрому оставалось совсем немного, чтобы перебраться через край. «Ну, держитесь, уроды!» Сорвав эргобой с креплений на поясе, я начал буквально в упор расстреливать штурмовиков, скрывающихся под легендарным искажением. Ответить они не могли, и поэтому бой закончился моей безоговорочной победой. Взрыв первой мины прозвучал еще до того, как я начал стрелять, а вот срабатывание второй мне не понравилось. Кто-то еще незаметно подобрался к стене. «Как обстановка, бойцы?» — спросил я, поднимая машину на максимальную высоту. «Кто-то пробрался под невидимостью к стене, прямо подо мной», — ответила Полина. «Мина сработала на движение». «Сейчас я облечу по периметру крепости. Прикрывайте меня. Что насчет той группы, что решила подождать в стороне?» 10 человек стоят, никуда не двигаются», — ответил Алексей. «Могу зачистить их. Орудие спокойно добьет. Только у меня энергии на пару минимальных выстрелов осталось, и накопитель опустел в 0. Побереги эрги. «Сосредоточьтесь на внутренней части крепости», — приказал я, продолжая двигаться по кругу и внимательно осматривать стены и подход к ним. Облет занял совсем немного времени.
Там, где я отстреливал нападавших, как и под стеной на позиции Полины, были одни лишь трупы. Никому не удалось выжить после взрыва эпических мин. Что ж, не зря потратился. Но главное, я не обнаружил ни одного живого противника. Вот и хорошо. Закончив с крепостью, поднял квадрокоптер на 50 метров и осмотрел окрестности. Сразу же заметил небольшую группу игроков, стоявшую в отдалении. К ним торопились присоединиться еще 6, те бойцы, что разыграли отступление. 16 человек, значит. И среди них наверняка имеются представители нового правительства. Скорее всего, высокопоставленные. Возможно, из самой верхушки. Черт, а ведь это наш шанс. Главное, чтобы сработало. Пробормотал я и развернул технику к крепости. Для того, чтобы все получилось, мне нужно восполнить запас эргов. Ну а дальше рассчитывать на везение. Дарк, Полина, с этого момента мы не стреляем по противнику. До моего особого распоряжения. Глава 21. Сложное решение. Противник выдвинул нового парламентера, когда до окончания испытаний осталось 1,5 часа. В этот раз к крепости вышел один человек с белым флагом. Что ж, это наш шанс. Попробовать в любом случае стоит. «Дарк, будь готов стрелять», — предупредил я. «Только меня не зацепи». «Сделаем, командир», — пообещал Алексей, а его питомец в подтверждение воинственно присвистнул. Нам было чем еще удивить противника, ведь дальность стрельбы из автопушки превышала 1000 метров, если выставить мощность аргозаряда на максимум, а конкуренты на титул лидера стояли значительно ближе. Так что если противник и задумал какую-то пакость, шансов у него будет немного. На встречу с переговорщиком я пошел пешком, спустившись по веревочной лестнице, заботливо приготовленной аборигенами. Их на стене штук 10 имелось, уж не знаю зачем. Может, чтобы убегать легче было. Далеко отходить не стал, пройдя половину того расстояния, на котором остановился переговорщик. Если надо, он сам подойдет ближе. А сейчас послушаем, что он скажет. «Игрок, ты что-нибудь слышал о новом правительстве?» — крикнул мужчина, когда понял, что ближе я подходить не собираюсь. «Что?» — ответил я, прикладывая ладонь к уху. «Плохо слышно! Повтори!» «Да чтоб тебя!» — выругался противник и двинулся вперед. Не доходя до меня 10 шагов, он повторил свой вопрос. «Ты знаешь про новое правительство? Самый сильный клан на Земле. Объединяет между собой все страны и материки». «Это серьезное заявление?» — согласился я, разглядывая собеседника. Эпический мультикласс, маг-менталист, 10 уровень, игровое имя Шарль. Лидер клана «Новое правительство», Париж. Ишь ты, у них и филиалы уже имеются. Хреново дело, так с ними заколебаешься бороться. Но да ничего, начнем с малого. «Слышал, конечно!» — наконец прервал я затянувшуюся паузу. «Ты что-то предложить хочешь?» «Верно! У меня крайне заманчивое предложение!» — ответил Шарль. Хотя по его глазам было видно, что на самом деле он хочет знать, кто я такой. «Я предлагаю тебе должность в главном клане нового правительства, чтобы соответствовало твоему классу и желаниям». «Такое предложение мне не интересно», — усмехнулся я и пояснил. «Любое сообщество кланов из мира 2-го уровня с удовольствием примет к себе такого игрока, как я, а с лидерством тем более. Так что жду более весомого предложения». «Что тебя интересует?» — начал наводить справки Шарль, при этом он активировал какую-то способность. Нейросеть зафиксировала фиолетовую дымку, стремительно разошедшуюся от мага в разные стороны. «Вот идиот! Ну тогда держи ответку». Я сдернул с крепления на бедре аргобой, дважды выстрелил в переговорщика. Первый раз максимальным зарядом сбив с него защиту, второй минимальным, в ногу. Заорал лидер парижского клана, грохнувшись на землю. «Отлично, сейчас он от боли ничего не почувствует». Взмахнул левой рукой вверх, знак Дарку, чтобы открывал огонь на поражение сразу же, как только кто-то вздумает стрелять в меня или попытается приблизиться. Следующим действием я сорвал с себя регенератор и двинулся к Шарлю. Одновременно с этим активировал способность «Печать», которую тут же навесил на представителя нового правительства. Вот так вот. «Не ори!» — пришлось рявкнуть мне, прижимая регенератор к бедру бедолаги, который явно не привык испытывать такую сильную боль. Но еще бы, чуть ниже колена остался лишь обгорелый обрубок. «Да не дергайся ты! Сам виноват!
Нахрен было облучать меня? Сейчас полегчает!» Вжух! Пронесся над головой энергетический заряд. Похоже, кто-то дернулся в нашу сторону, и Алексей произвел выстрел. Бросив взгляд на группу оппонентов, я увидел, как игроки прыснули в стороны, а на земле валяется дымящееся тело. «Вы чего такие тупые?» — поинтересовался я у Шарля, стараясь держаться так, чтобы его случайно не зацепили при стрельбе по мне. «Ну ясно же, что у нас более мощное вооружение и защита на уровне. Ничего вам не светит. Нет бы предложить мне что-то весомое. Вместо этого ты пытаешься использовать свою магию-шмагию». «Что ты хочешь?» — уточнил представитель нового правительства, превозмогая боль. «Да я как-то не задумывался. Вроде у меня есть все. Ты предлагай, может, чем-то заинтересуюсь?» «Может, хватит ломать комедию?» — зло прошипел Шарль. «Думаешь, мы не найдем тебя? Я запомнил твое лицо. Прогоним через базу данных, а она у нас охватывает весь мир. Вычислим местонахождение и приедем в твой дом. Тогда ты заговоришь совершенно иначе». «Если вы меня найдете, то единственное, что сделаете, это пригласите в ваш альянс», — спокойно ответил я. «Можете, конечно, надавить на меня через моих людей. Вы привыкли так поступать. Только все это крайне муторно. Так что поднимайся на ноги и топай к своим. А через час, или сколько там осталось, вас перекинет домой. Кстати, ты в курсе, что убитые здесь домой не вернутся?» «Откуда информация?» — насторожился Шарль. «От гномов», — ляпнул я первое, что пришло мне на ум. «Все, мне пора. А вам желаю поберечь жизни». Сняв с бедра раненого регенератор, поднял правую руку с эргобоем вверх, давая знак Дарку, и двинулся в направлении крепости, готовый в любой момент восполнить эргами защитный артефакт. Однако стрелять в меня никто не стал, что не могло не радовать. Похоже, француз воспринял все мои слова всерьез. Это хорошо, значит, моя задумка сработает. Главное, чтобы за прошедшие сутки, в мое отсутствие, никто не захватил подземный бассейн. Впрочем, сейчас все матерые бойцы или здесь, или в виде трупов ожидают воскрешения. Лишь поднявшись на стену крепости, я, наконец, перевел дух. Все ожидал выстрела в спину, хотя умом понимал, что если таковой и будет, то лишь один. Дальше Алексей попросту положит всех, кто осмелится учудить подобное. «Командир, почему не стал добивать переговорщика?» — поинтересовался Дарк, едва я оказался в безопасности. «Потому что он часть плана», — ответил я. «Позже расскажу. Сейчас лучше выпейте по энергетику. Оставшиеся конкуренты вроде не должны напасть, но кто их знает. Вдруг решатся. Не хотелось бы потерять победу из-за досадной мелочи». К счастью, игроки не только не стали нападать, но и вовсе ушли с открытого пространства. Возможно, на это повлияло мое высказывание о конечной гибели. Деактивировав мины, я наблюдал, как последние секунды истаяли перед моим взором, а в следующий миг упорядоченная разразилась серия виртуальных окон с сообщениями. «Клан-лидер Парторг. Твой клан выиграл второй этап межклановых соревнований. Получена награда 1000 КСО, 8 эпических, 4 легендарных кристалла. Очки прогресса уровня 10 000. Усилитель мультикласса Эрго легендарного ранга. Усиливает все способности и умения на 10%. Выполнено скрытое задание мифического ранга «Лидер Земли». Соблюдены 3 обязательных условия. Награда 10 000 КСО, 7 легендарных, 3 мифических кристалла. Очки прогресса уровня 100 000. Получен статус «Лидер планеты Земля». +1 ранг к защите для всех игроков, строений, объектов, находящихся в клане лидера во время сражения с чужаками. А вот это просто царский подарок от упорядоченного. Если сложить с моим статусом борца, то чужаков, покусившихся на клан Урал, ждет большой сюрприз. Чтение окончил, уже находясь там, откуда меня забрали, в рубке управления Рихора. Разумеется, оказался я здесь в одиночестве. Вот и хорошо, могу спокойно задать несколько вопросов своим электронным помощникам. «Мария, как обстановка?» «Капитан, это ненормально. Исчезать и появляться неизвестно откуда». Тут же отчитала меня ИИ фрегата и только после ответила. «Судно в подземном доке, спутниковая связь работает штатно. За прошедшие сутки странностей не обнаружено». «Мидас?» «Все под контролем, командир», — отозвался разумный дроид. «В ремонтном, а точнее сборочном цехе, тебя ожидает почти завершенное оружие. Волод научил новый ремонтный комплекс создавать эрго-батареи эпического ранга и обещал, что обучит делать эрго-накопители.
Только ему для этого потребуется один легендарный кристалл. Пока пусть потерпит. Он уже обзавелся личным средством связи. Так точно. Тогда передай Полине, пусть займется трофеями, и дай канал связи инженера. Соединяю, ответил помощник. Волод, я сейчас подойду, постарайся мне объяснить, зачем тебе легендарка. Обратился к инженеру. Сам в этот момент уже покинул фрегат и быстро шел по тоннелю, переключившись на заместителя, спросил. «Медас, у нас есть свободные боевые группы. Нужно кое-куда наведаться». После вашего исчезновения Игнат объявил режим изоляции до особого распоряжения. В голосе помощника прозвучала усмешка. Так что все ждут новых приказов. «Ну тогда объяви сбор боевых групп», — приказал я. «При оружии и продуктов на 3 дня. Да, присутствие Игната обязательно». В сборочный цех заскочил на минуту, только чтобы принять произведенное вооружение и дать некоторые указания Володу. Меня интересовало производство регенераторов и высокоранговых систем связи. Инженер обещал поработать над этим, но предупредил, что результат выдаст не скоро. Слишком сложный запрос. «Тогда сосредоточься на старых задачах, а новые пока решай по остаточному принципу», — предупредил я. «И пусть дроиды соберут все зулы. Все, продолжай заниматься. И не забывай выходить хотя бы в столовую и по естественным надобностям». Покинув цех, я наткнулся на несколько бойцов, идущих к лифту. Так, похоже, народ почти собрался. Осталось закончить с главным — отправить боевые группы на охрану секретной локации и найти капитана 2-го ранга, то есть подполковника, если сравнивать с сухопутными званиями. Надеюсь, у Игната есть таковые. Все же выделил время, чтобы выйти к взлетному полю и понаблюдать, как под руководством Полины паукообразные дроиды складывают добычу на платформы, сортируя артефакты по рангам. А неплохо мы настреляли. Одних легендарок с десяток наберется. Остальное все эпическое и редкое. Пригодится хотя бы на продажу. «Полина, закончишь тут и сразу отдыхать», — произнес я, приблизившись к трудяге. Она сама еще на стенах замка предупредила, что разберется с трофеями. Очень уж ее заинтересовали артефакты убитых магов. «Нейтрализатор энергетика в гостиной оставлю». «А ты что, отдыхать не собираешься?» — поинтересовалась моя зазноба. «Есть важное дело, не терпящее отлагательств. Нужно решить сейчас или все вот это...» Я обвел рукой окрестности. «Сильно усложнится. В общем, не хочу упустить шанс. Все, увидимся на ужине». В зале совещания меня ожидало 2 дюжины человек. Игнат, Борода, Миша с Цезарем и 4 пятерки бойцов. «Вольно!» — бросил я подскочившим со стульев бойцам. Дождался, когда все сядут, и лишь тогда заговорил. «Слушаем новую задачу. Первое. Мне нужен офицер морского флота в звании не ниже капитана 2-го ранга. В идеале подводник. Насколько реально такого отыскать?» «А зачем искать?» — спросил Борода. «У нас имеется свой собственный, из байкеров, аж целый каперанг. Служит в поисковой группе. И как раз сейчас на отдыхе». «Сюда его! Немедленно!» — потребовал я. «Он наше спасение!» «Сейчас приведу, командир». Борода поднялся из-за стола и прямо в зале сформировал портал. Секунда, и бывший держатель клуба исчез. «Так, теперь ты, Игнат». Все мое внимание переключилось на Борисыча. «Прямо сейчас берешь 3 пятерки бойцов, получаете тяжелое вооружение, и мы отправляемся в секретную зону. Там предстоит занять глухую оборону. Думаю, на 1 день, не больше. В общем, отбирай людей и спускайтесь на 1-й этаж. Я пока позабочусь об усиленном вооружении». Пока спускался вниз, отдал соответствующие приказы Мидасу, чтобы все легендарные артефакты доставили в зал ожидания, в том числе и новые. Главное сейчас, чтобы Седой не привел к закрытой секретной локации батальонно-тактическую группировку. Нет, надо все же подтягивать к подземному убежищу фрегат. Кто знает, чем закончится посещение подлодки. Что-то земная цепочка заданий значительно сложнее, чем на Брэдсизе. «Командир, мы пришли!» — раздался в ухе голос запыхавшегося Бороды. «Куда нам идти?» «В зал ожидания», — ответил я, наблюдая, как один из ремонтных дроидов тащит ко мне АКЛ. Уже неплохо, учитывая, что у нового правительства легендарные артефакты имеются в избытке. Следом за ним, тяжело передвигаясь, семенит модуль Архея, а на его спине раскачивается зенитная установка. Да уж, если такую хреновину встретить, знатно перепугаешься. На месте собрались почти одновременно. Разве что платформа с трофейными легендарками подъехала минутой позже,
пока бойцы разбирали оружие и редкий боекомплект к нему. Повезло, что все предметы были новыми и потому не имели привязки к конкретному игроку. Один из старших группы тут же забрал себе меч, доставшийся от берсерка. Кто-то взял защиту, и вскоре все 12 человек имели оранжевые артефакты, а некоторые даже по 3. Ожидание платформы прошло с пользой. Я познакомился с Каперангом. Лысый, а возможно и бритый мужик, кто его байкера знает, с серыми глазами, пронизывающими насквозь, орлиным носом и курчавой черной бородой. «Виталий», — вспомнил я и пожал бойцу руку. Никнейм у него был простой. «Моряк». Надо же, скромный. «Так точно, командир», — улыбнулся офицер. «Борода сказал, нужен подводник». «Не обязательно. Требуется попасть на подводную лодку. Справишься?» «Посмотрим. Но я думаю, что у нас все получится». «Надо, чтобы попали. Ладно, хватит разговора и разговаривать. Все в сборе. Слушаем вводную и выдвигаемся». Открыв портал, я первым шагнул в пробой, чтобы через секунду очутиться в том самом зале с решетчатыми воротами, где убил последнего бойца Седова. Тишина. От этого на душе разом полегчало. Что же, сейчас посмотрим, как там поживает наш аэромобильный дроид. Учитывая, что батареи роботизированной системы давно разрядились, толку от нее 0. Но первые часы она свою задачу выполняла, и если кто-то сунулся сюда, живым точно не ушел. «Командир!» — раздался за спиной голос Титова. «Все под контролем, Цезарь. Вот эти ворота, за которыми выход наружу. Все, работайте, а мы с моряком прогуляемся». «Командир!» Каптаранг прошел через портал в числе последних. «Где лодка?» «Следуй за мной». Махнув рукой, двинулся по кратчайшему маршруту, подсвеченному нейросетью. «Только фонарь включи, а то здесь освещение, около нулевое». До места добрались быстро, и сразу же возник вопрос, как перебраться на саму лодку. К счастью, нейросеть услужливо напомнила мне, что я видел в одном из помещений что-то похожее на трап. «А, сходни!» — обрадовался Виталий. «Тяжелые, наверное». «Ты плохо знаешь о своих новых возможностях», — улыбнулся я. «Хватай с того края». Тяжелые, килограмм 300 сходни мы перетащили до корпуса, после чего, поднатужившись, уложили их на корпус судна. Вход в надстройку открылся только у моряка. Я попросту ничего не смог сделать. Внутри надстройки обнаружился трап, по которому мы сначала немного поднялись, затем спустились вниз. «Это верхний рубочный люк», — пояснил Виталий, освещая путь фонарем. «Дальше через ВСУ. Это всплывающее спасательное устройство. Пройдем к нижнему рубочному люку и спустимся в прочный корпус. Упорядоченная сообщила, что мне нужно проводить борца на центральный пост. Веди. И поменьше этой терминологии, я один черт ничего не понимаю». Мы прошли вперед, затем спустились вниз и, сделав буквально 2 шага, остановились. Виталий толкнул дверь и произнес: «Ну, вот мы и в центре управления». Упорядоченная тут же разразилась сообщениями. Клан-лидер Парторг. Разблокировано 3-е и 4-е звено уникальной цепочки заданий, эпический и легендарный ранг. Право на землю. Следующее задание уникальной цепочки. Выполнено. Получен ключ-активатор крейсерской подлодки «Ирбис». Клан-лидер Парторг. Разблокировано 5-е звено наследия Земли. Мифический ранг. 5-й шаг. Получение. Награда. 5 легендарных и 2 мифических кристалла. 8000 КСО. Плюс 100 тысяч к прогрессу уровня. Игрок Парторг. Ты получил метку «Наследник Земли». И тут же перед глазами вспыхнули новые сообщения. Клан-лидер Парторг. Для завершения уникальной цепочки заданий «Наследие Земли» необходимо сделать выбор. Первое. Использовать метку «Наследник Земли». Пройти индивидуальные испытания и лично решить судьбу мира Земля. Второе. Возвысить мир Земля до 1-го уровня. Количество игроков увеличится в 10 раз. Третье. Уничтожить планету ради личного возвышения. И снова выбор. Второй вариант, уже проверенный, в целом хороший. Третий выберут только конченые ублюдки, по наивности считающие, что им не будут сниться миллионы убитых душ. А вот первый... Все слишком размыто. Если верить моему опыту общения с упорядоченным, там самое настоящее сокровище, но с подвохом это тоже присутствует. Дурная голова ногам покоя не дает. Вот же сука! Выругался я и произнес: «Желаю лично решить судьбу мира Земля». Клан-лидер Парторг.
Ты желаешь подтвердить свое право контролировать планету Земля? Да? Нет?» «Да», — глухо прозвучал мой голос. «Командир, с тобой все хорошо?» — поинтересовался моряк. Клан-лидер Парторг. Для завершения уникальной цепочки заданий наследия Земли активировано скрытое индивидуальное задание повышение ранга мультикласса Эрго. Запущен протокол возвышения ранга. Вероятность выживания носителя 30%. И пришла боль. Глава 22. Возвышение Земли. Говорят, человек может привыкнуть к любым трудностям. Возможно. Вот только мое тело никак не хотело с этим соглашаться. Возможно, потому что я почувствовал реальное облегчение, когда боль наконец-то начала отступать. Черт, и это при условии, что у меня на 30% ослабление всех болевых ощущений. «Командир, как себя чувствуешь?» Прозвучало над головой. В глаза ударил слепящий луч света, заставив меня зажмуриться. «Пить!» — прохрипел я. Губ тут же коснулось прохладное горлышко фляжки, и я с наслаждением сделал несколько маленьких глотков, ощущая, как в мое тело возвращается жизнь. «Спасибо», — поблагодарил моряка. «Долго я здесь валяюсь?» «Около минуты. А до этого трясло и корежило так, словно в тебя демоны вселились. Что это было?» «Это расплата. За мою доброту», — усмехнулся я. «Так, дай мне несколько минут, чтобы разобраться с сообщениями от упорядоченного». Сосредоточившись на окошках, я приступил к чтению. Игрок Парторг. Мультикласс Эрго повышен до мифического уровня. Твой потенциал увеличен, плюс 85%. Выполнено скрытое задание мифического ранга. Первый мифический класс Земли. Получена награда, плюс 100 тысяч единиц к прогрессу уровня. 4 легендарных и 2 мифических кристалла. 10 тысяч КСО. Второе сообщение оказалось более интересным. Клан-лидер Парторг. Ты подтвердил свое право контролировать планету Земля. Через час начнется процесс возвышения мира на первый уровень. Время процесса займет 32 часа. Количество игроков увеличится до 2 миллиардов 216 миллионов 245 тысяч 900. Классы всех действительных игроков будут подняты на один ранг. Исключение – игроки, обладающие рангом от эпического и выше. Уровни на единицу. Новые игроки получат классы улучшенного ранга. Клан-лидер Парторг. Ты завершил уникальную цепочку заданий «Наследие Земли». Метка «Наследник Земли» преобразована в метку «Владетель Земли». Награда. Первое. Статус «Живучий». Бонус плюс 90% к срабатыванию артефакта воскрешения. Второй. 2 мифических и 1 уникальный кристалл. 70 тысяч КСО. Плюс 460 тысяч к прогрессу уровня. А третье и последующие сообщения вовсе порадовали. Клан-лидер Парторг. Ты вошел в топ-100 всех игроков упорядоченного, поднявших мультикласс до мифического ранга. Выполнено скрытое задание мифического ранга, равный сильнейшим. Получена награда. Плюс 100 тысяч единиц к прогрессу уровня. 4 легендарных и 2 мифических кристалла. 10 тысяч КСО. Получена уникальная должность «Владетель Земли». Активируется после возвышения. Награда. 2 мифических и 1 уникальный кристалл. 60 тысяч КСО. Плюс 360 тысяч к прогрессу уровня. Получен новый уровень. Клан-лидер Парторг. Текущий уровень 15. Увеличен объем внутреннего ядра 250 эргов. Прогресс уровня 3795 из 500 тысяч. Баланс валюты 343 981 КСО. Встроенный накопитель уникальный 100 эрго из 100. Прогресс усовершенствования уникального накопителя 87%. Кристаллы 60 простых, 20 улучшенных, 175 редких, 76 эпических, 58 легендарных, 8 мифических, 3 уникальных. Требования. Очки прогресса можно добыть только с игроков и существ не ниже 10 уровня развития или от выполненных заданий не ниже легендарного ранга. Доступно 4 очка способностей. Доступно приобретение новых классовых способностей. Доступна трансформация мультикласса. «Командир, ты чего смеешься?» — прозвучал встревоженный голос моряка. «Потому что я хотел сделать как лучше. И у меня впервые это
получилось», — ответил я. «И вообще, нам пора возвращаться. Основную работу мы сделали». «Всем внимание!» — громко произнес я, войдя в помещение, где Игнат организовал основную оборону объекта. «Мы успели сделать то, ради чего сюда приходили. Поэтому прямо сейчас все возвращаются назад, в космопорт, и занимают там круговую оборону. Цезарь, ты идешь со мной, здесь еще нужно завершить некоторые дела. Подстрахуешь. Игнат, передай Медасу, что я скоро вернусь». Открыв портал на заброшенную бетонную дорогу, я жестом пригласил Титова следовать за мной и шагнул в пробой. И тут же наткнулся на тела, которых здесь раньше не было. 6. 5 из них имели одинаковую одежду и оружие, словно спецотряд. Все эпического ранга. А вот 6 убитый сильно отличался от остальных. Облачен в черный плащ, сейчас изорванный от попадания энергетических зарядов, рядом с головой кепка восьмиклинка. И волосы, длинные, убранные в хвост, и седые. «Так, похоже, мы устранили Седова», — произнес я, склоняясь над убитым. Осмотрел его руки. Ну точно, перстни имеются. Не 100% гарантия, но все же. «Того самого?» — уточнил Цезарь, который внимательно осматривал окрестности. «Очень надеюсь, что да. Слишком много власти он имел в окрестностях нашего города». Выпрямившись, я двинулся туда, где должен был находиться аэромобильный дрон. Пришлось постараться, но мы все же нашли его в 100 метров от обочины за деревьями. Я тут же передал машине 100 эргов и вывел дроида на открытую местность. Затем мы быстро собрали с убитых оружие и артефакты и уже приготовились открывать портал домой, когда Титов, обвешанный трофеями, сообщил. «Командир, пробой открывается!» «В укрытие!» — спокойно произнес я, снимая с плеча эрготрон и отдавая дроиду мысленную команду. Искать место, откуда можно вести огонь, не пришлось. Край бетонной дороги идеально подходил для позиции. Портал отсюда был едва виден, но я разглядел, что он зеленого цвета. Значит, перемещаются местные. И мне кажется, уже известно, кто это к нам пожаловал. Из пробоя начали выдвигаться бойцы в однообразной черной форме. 2 не меньше. Они быстро обследовали местность, после чего заняли периметр. Нас, разумеется, не заметили. Юре я приказал не высовываться из укрытия, а у меня с другом имелось поле искажения легендарного ранга. «А вот и они...» — пробормотал я, наблюдая, как из портала вышли 2 человека, облаченные в тяжелую броню. Бронескафандры. Я такие уже видел на аукционе. «Кто они?» — уточнил Титов. «Переговорщики от нового правительства», — ответил я. «Только припозднились ребята. Все уже решено, без их присутствия». «Борец! Я знаю, что ты здесь!» Разнесся над окрестностями громкий, чем-то усиленный мужской голос. «Выходи! Тебя никто не тронет!» Разбежался. Усмехнулся я и отдал дроиду приказ стрелять по обычным бойцам. А сам, взяв на прицел ноги одного из командиров незваных гостей, того, что справа, открыл огонь. Запоздало приказал Титову. «Юра, бей в командира! Слева!» Любая защита выдерживает лишь одно попадание равного по рангу оружия. Исключение — различные бонусы и усиления от упорядоченного. Вроде моего борца и прочее. Но в данном случае они не сработали, поэтому мне пришлось сделать 2 выстрела, а затем и 3, контрольный. За то время дроид положил большую часть охраны, у которой защита была всего лишь эпического ранга. Цезарь, стрелявший из АКЛ, уже разобрался со своим противником и сейчас помогал роботу отстреливать бойцов, пытающихся укрыться. «Цезарь, прекрати огонь!» — скомандовал я, отправив такое же распоряжение дроиду, а затем крикнул. «Сдавайтесь, и вы останетесь живы!» «Да пошел ты нахрен!» — раздалось в ответ. Что ж, я пытался. Отдав приказ роботу убивать всех, кто выстрелит в меня, за исключением командиров, поднялся в полный рост и двинулся к точке выхода. На ходу коротко бросил Титову. «Цезарь, прикрывай отсюда!» «Командир, ты что творишь?» — возмущенно произнес Юра, но тут же отвлекся, выдав 2 короткие очереди. До лежащих на земле переговорщиков было чуть меньше 100 метров. Правда, пришлось несколько раз выстрелить, чтобы успокоить последних бойцов из охранения, но надолго меня это не задержало. К командирам незваных гостей я подошел уже с опущенным оружием. Осмотрел обоих носителей бронескафандров, вроде живы, если верить упорядоченному, оба 11 уровня, эпические классы. Серьезных людей послали ко мне навстречу. «Вы сами выберетесь из этих скорлуп, или мне придется вас выковыривать?»
нарушил мой голос внезапно образовавшуюся тишину. «Ты что, беспредел устраиваешь?» произнес тот, которому Цезарь перебил обе ноги. Раны у переговорщика затянулись лишь частично, видимо, сработала аптечка. «У одного из вас есть шанс живым вернуться домой. Всего-то и надо, что рассказать о новом правительстве как можно больше», — сообщил я противникам. Сработало. Молчание как ветром сдуло, и на меня полились разом 2 потока информации. «Меня искали. Нет, не клан лидера Порторга, а игрока, сумевшего захватить секретную локацию. Искали даже когда я завершил секретную цепочку заданий и сделал выбор. Им требовалось все, что у меня есть, включая жизнь. Да, им требовалась метка «Владетель земли», чтобы отдать ее. Кому? Допрашиваемые знали об этом смутно. Не слишком высокого полета оказались пленники, но я был уверен, что передать метку хотели чужакам. И тут появилась серьезная проблема. Владетеля земли можно передать только добровольно. А если меня убить, то метка потеряется, исчезнет, и тогда наш мир начнут рвать на части все, кому не лень. Такое хозяева нового правительства допустить не могли. Им хотелось присвоить всю планету. Метка давала весомое преимущество перед другими. Какое, пленники не знали. «Что ж, вы свою часть уговора выполнили», — произнес я, когда уже не знал, о чем спрашивать раненых. «Так что можете возвращаться. Я держу свое слово». И, развернувшись, зашагал прочь, про себя считая секунды. Нет, лично убивать я их не стану. А вот эргомина, которая сработает на движение, она только и ждет, чтобы противник пошевелился. Бум! Грохнуло позади, когда я досчитал до 15. Ну вот и все. Да, жестоко, но это враг, а нам сейчас не до сантиментов. Незачем новому правительству и их хозяевам знать, что я предупрежден. «Цезарь, уходим, а то до возвышения ранга планеты осталось 15 минут». 32 часа сна. Именно так я, да и все население Земли встретили возвышение. Наверное, это была награда от упорядоченного за безумные месяцы без нормального отдыха. Во всяком случае, я точно спал не больше 4 часов в сутки. «Ух!» — раздалось справа. Повернув голову, я увидел Пришку. В голове тут же всплыл наш с ней разговор, произошедший буквально перед самым началом возвышения. Девушка наотрез отказалась покидать Землю и в итоге осталась. И, похоже, не зря. Во-первых, ее класс собирателя сменился на заклинателя деревьев, а во-вторых, стал редким. «Ты в порядке?» — поинтересовался я у своей приемной дочери. «Спина болит и шея затекла», — призналась девушка. «Мы что, уже перед... Ух ты!» Видимо, наткнулась на сообщение от упорядоченного. Что ж, надо и мне почитать, что прислали. Должность «Владетель земли» активирована. Получен бонус плюс 25% урона по чужакам у всех игроков, что находятся в подчинении у владетеля. Получено право владетеля. Контроль 30% точек выхода планеты Земля. 30% новых игроков, появившихся после возвышения, становятся членами клана Урал. Владетель Порторг. Доступно 4 очка способностей. Доступно приобретение новых классовых способностей. Доступна трансформация мультикласса. «Вот это поворот!» — произнес я, осознав, что мне на шею минуту назад уселись 700 с лишним миллионов разумных. Что я должен с ними делать? Черт, да у меня сейчас голова лопнет, причем только от одного знания, что мне предстоит. «Сережа, говорил тебе дедушка, держись подальше от власти, так оно спокойнее живется». Не послушал. «Будем делегировать». Или как там это называется, когда с больной головы на здоровую перекладывают? «Сергей, ты о чем?» — раздался от входа в спальню голос Полины. «О том, что все наши действия до сегодняшнего дня были вознёй в песочнице, а теперь придется работать по-настоящему большими объемами», — ответил я и обратился к своим самым надежным помощникам. «Мидас, Мария, нужна ваша помощь. Мне по-прежнему нужно наблюдение за поверхностью планеты и дополнительно разработать расширенный свод правил для клана Урал». «Насколько расширенный?» — поинтересовался разумный дроид. «На 1 миллиард игроков». «На это потребуется много времени», — предупредил заместитель. «И мне потребуется часть мощностей Марии». «Действуй. Дал я добро. Это важно. Мария, что у нас по наблюдению за поверхностью? Есть что-то интересное?» «Пока наблюдаю минимальную активность», — сообщила Иск-Ин. «Так, нам нужно выяснить,
какой конкретно участок планеты теперь принадлежит нам и сколько на нем находится баз нового правительства. А чуть позже разберемся со своими новыми классовыми способностями». «Ты достиг 10-го уровня?» — полюбопытствовала Пришка. «Вроде того. Не стал раскрывать я всей правды. Пока что никто не пострадал от моей скрытности». «А нам есть чем заняться?» — поинтересовалась Полина. «Думаю, нужно собрать советы и решить, что нам делать с новыми членами клана. Все же 700 с лишним миллионов игроков, большинство из которых первого уровня, это серьезная проблема. Они сейчас лакомая добыча для тварей и измененных. Так что я отлучусь ненадолго, чтобы кое-что проверить. Думаю, минут 15 у меня есть». Чувствуя, как давит навалившаяся ответственность, с трудом поборол желание послать все к чертям и заняться собой любимым. Все же у меня открылись новые классовые способности, а я тут переживаю за незнакомых людей. Пришлось убедить себя, что эти действия — вложения в будущее детей, племянниц, Саши с Ванькой, наших общих с Полиной, чьих-то еще. Да и мы, если я правильно понял, можем умереть только насильственной смертью. А потому я, нырнув в аукцион, прочитал сообщение о праве пользования артефактами уникального ранга и сразу же перешел в раздел ремесла. Здесь можно посмотреть настройки и параметры клана и много чего еще. Первым делом отправил всем игрокам, принудительно попавшим в мой клан, сообщение. Задание номер 1 для игроков клана «Урал». Объединиться в группы не менее 100 человек. Награда. Возможность заказать артефакты для получения 5-го уровня. Лидеры групп получат право посещения главной локации клана, где смогут передать заказы и пройдут отбор на руководящие должности. Задание номер 2 для игроков клана «Урал». Выжить в течение недели. Награда – доступ к клановым бонусам. Главное – заинтересовать игроков, и я предложил им то, чем реально владел. Даже если половина из новичков выживет, это уже будет большой плюс. Далее я разослал еще одно сообщение. За убийство соклановца одно наказание – смерть. В целом, это было правдой. Сознательное причинение вреда клану каралось смертью. Такие настройки я выставил, чтобы никто не пытался навредить Уралу изнутри. Так, вроде основное сделал. Теперь попробовать разобраться с тем, как расположены земли, подконтрольные клану. Вроде здесь присутствовал такой инструмент, как карта. Я нашел ее и завис, глядя на солидный кусок планеты, занимающий почти треть, начиная с Уральского хребта, от меридиана 60 градуса и протянувшись на восток через Азию, даже Японию захватило. Туда же попали Китай, Индия, Казахстан и вся Австралия. От полюса до полюса. «Господи, за что мне все это?» — вырвалось у меня. Десятки тысяч локаций и не меньшее количество точек выхода. Хорошо, что они все заблокированы для чужаков. Плохо, что на этой территории находятся игроки из других кланов. Многим не понравится, что какой-то Урал отжал их локации, в которые они вложили силы и средства. А уж как недовольно будет новое правительство. Стоп! Главное уже выполнено. Все остальное позже. Произнеся вслух, я мысленно пожелал вернуться в реальность. В гостевой комнате уже никого не было, значит и мне следует поторопиться на совещание. Там сейчас только командование, остальных незачем грузить подобным. И так есть чем заняться. В зале меня ждало 20 человек. Все подросли в уровнях, многие повысили ранг класса. Уже хорошо, похоже, у нас формируется элита клана. «Сидите!» — приказал я, направляясь к своему месту во главе стола. С удобством расположившись в кресле, окинул всех внимательным взглядом, после чего спросил. «Ну что, комрады, готовы спасать человечество?» Главная база нового правительства где-то в Западной Европе. Альфред. «Созывай совет!» «Да, господин магистр», — поклонился Альфред, лбом почти касаясь пола. И тут же начал пятиться к выходу, не поднимая глаз на старшего магистра. Он служил ему уже давно и прекрасно изучил настроение и повадки сидевшего в мягком кресле человека. Сейчас любая ошибка может стоить жизни Альфреду. Выскочив из кабинета, он еще некоторое время пятился от дверей, затем невольно перекрестился и, развернувшись, зашагал по коридору. И только когда свернул к лестнице, коснулся пальцем легендарного средства связи, вставленного в правое ухо. «Слушаю, господин генерал!» Тут же прозвучал ответ дежурного офицера. «Общий сбор нового правительства. Код красный. Повторяю, код красный». Глава 23. Конец нового правительства.
Совещание было коротким. Все просто. Нас было слишком мало, чтобы решать какие-то глобальные вопросы. Поэтому решили действовать по принципу. Начнем с малого, а дальше по обстоятельствам. Сначала займемся нашим городом и прилегающими окрестностями. Чужаки к нам попасть не смогут. Благодаря блокировке точек выхода с измененными и тварями мы справимся. Игнат, как самый подкованный в обороне и тактике, пообещал разработать в ближайшие дни план действий для новых игроков. Но я вновь отправился в ремесленный раздел, чтобы сделать то, на что не хватило ума. Благодаря совету я понял, в чем допустил ошибку, делая рассылку. Ведь на земле, ставшей нашей, было много старых игроков, не присоединившихся ни к одному клану, а теперь все они невольно стали частью Урала. Я опасался, что не смогу выделить старичков, но зря. Упорядоченная сделала весьма гибкий интерфейс по управлению кланом и даже альянсом, так что я в считанные минуты выделил нужную мне категорию игроков. И весьма порадовался, когда обнаружил почти 1 миллион разумных, сумевших получить 5 уровень, и 10 тысяч тех, кто вплотную приблизился к 10-му. Первым я устроил соревнование. Кто первым соберет группу новых игроков числом в 100 человек, получит 1 легендарный кристалл и 2 эпических артефакта. Еще 9 призеров получат по артефакту. Второй группе чемпионов награду поднял на порядок. За первое место 1 мифический кристалл и 1 легендарный артефакт, за последующие 9 – 2 легендарных артефакта. Я даже сделал неприкосновенный запас кристаллов для такого случая, и лишь после вернулся в главную комнату аукциона, а затем к классовому древу. А тут было на что посмотреть. Древо умений. Мультикласс Эрго. Мифический ранг. Доступно 4 очка умений. Доступно одно изменение класса, эквивалентно 5 очкам умений. Объем эрго-ядра 250 эргов. Первый ствол. Путь взаимодействия. Разблокирован. Классовая способность «Эргонавт». Третье. Защитное эргополе. Мифический ранг. Активация от 5 до 200 эргов. Время действия – одни стандартные сутки. Для разблокировки нужен кристалл мифического ранга. Четвертое. Принудительное изъятие эргов. Мифический ранг. Для разблокировки необходим кристалл мифического ранга. Умения, доступные на 15 уровне, от редкого до мифического ранга включительно. Пятое. Расширение, мифический ранг, одноразовое. Для разблокировки нужен кристалл мифического ранга. Шестое. Развеивание, мифический ранг, активация 200 эргов. Радиус действия 200 метров. Для разблокировки нужен кристалл мифического ранга. Второй ствол, путь контроля, разблокирован. Классовая способность «Контроль Эрго». Умения, доступные на 15 уровне, от редкого до мифического ранга включительно. Пятое. Искажение. Мифический ранг. Активация от 5 до 200 эргов. Время действия 5 стандартных часов. Для разблокировки необходим кристалл мифического ранга. Шестое. Ядро. Мифический ранг. Активация от 5 до 200 эргов. Дистанция поражения. До 500 метров. Для разблокировки необходим кристалл мифического ранга. Третий ствол. Путь влияния. Разблокирован. Классовая способность «Эргономикон». Первое. Эргометка. Мифический ранг. Активация 250 эргов. Время действия 100 стандартных суток. Для разблокировки необходим кристалл мифического ранга. Умения, доступные на 15 уровне, от редкого до мифического ранга включительно. Третье. Антимаг. Мифический ранг. Активация 250 эргов. Время действия 5 стандартных часов. Радиус действия 200 метров. Для разблокировки необходим кристалл мифического ранга. Четвертое. Блокировка. Легендарный ранг. Активация 100 эргов. Время действия 2 стандартных часа. Радиус действия 200 метров. Для разблокировки необходим кристалл легендарного ранга. Ну вот и все. Считаю, что мне повезло, потому что я не собирался менять свой мультикласс, а значит был в состоянии приобрести все умения. Да, сейчас смогу активировать только 7 из них, но в будущем все может измениться. Разумеется, меня заинтересовали новые способности. Первым шло расширение. Шутка ли? Одноразовое увеличение внутреннего ядра вдвое. Навсегда. Однозначно надо брать. Вторым было развеивание. С его помощью я мог деактивировать на расстоянии артефакты, а также развеивать любые способности и умения, если и те, и другие работали на основе эргов. Третье. Искажение. Способность становиться незримым для всех. Мифический ранг. Это же фактически абсолютная невидимость. Четвертое. Ядро. Являлось атакующей способностью. Возможность гарантированно поразить противника на расстоянии в полкилометра. Это надо обязательно брать. Затем шла способность антимаг. Запрет на активное использование магии в радиусе 200 метров.
И завершала выбор блокировка, почти копия предыдущего умения, но направлена на эрги. Что ж, берем все, пригодится. Я тут же потратил 7 мифических кристаллов на активацию, отложив в сторону лишь принудительное изъятие и метку. Только сделал это, как пришло сообщение. Владетель Парторг. Объем эргов в ядре увеличен до 500. Текущий объем 750 эргов. А вот это уже более чем серьезно. Но я, пожалуй, подниму его до 1000 с помощью экипировки и нескольких эргонакопителей. Пришлось потратиться на приобретение специального легендарного пояса и 4 накопителей такого же ранга, емкостью по 100 эргов. Опасная вещь, когда заполнена энергией, фактически пояс с 4 мини-бомбами. Но чтобы до него добраться, нужно сначала пробить мифическую защиту, а это совсем непросто. «Все, пора возвращаться в реальность», — сказал я самому себе и через секунду уже стоял в спальной комнате. «Сергей, это что у тебя за пояс?» Тут же раздался за спиной голос Полины. Повернувшись на голос, я увидел, что моя девушка собралась идти в душ. А ведь мне тоже надо помыться. Считай, 2 суток не мылся из-за возвышения. Да и чего таить. При виде красивой женщины, почти обнаженной, в голове появились совсем уж горячие мысли. После совместного приема душа проснулся зверский аппетит. В столовую не пошли, а воспользовались аукционом. В итоге, когда накрыли стол в гостевой комнате, на ароматы пришла сначала Пришка, а чуть позже к нам заглянул Михаил. В итоге незапланированный полдник перешел в беседу, окончившуюся вопросом брата. «Серый, что с Костей делать будем? Мне кажется, его уже можно вытащить из медкапсулы». «И он сразу свалит от нас», — нахмурился я. «Хотя есть у меня одна идея. Пошли попробуем побеседовать с ним». Мария разбудила пациента аккурат к нашему приходу. Разумеется, двигаться он не мог, перехваченный ремнями, да и пробуждение было медленным. Поэтому нам с Михаилом пришлось еще посидеть минут 5, прежде чем взгляд Константина окончательно прояснился. «Ненавижу!» — хрипло произнес младший Глебов, глядя мне в глаза. «Ты, малой, совсем охамел?» — с улыбкой поинтересовался Михаил. Знал я это выражение лица. Миха еле сдерживается, чтобы не врезать Косте. «От истоков отбился, землю предал, а теперь и вовсе на самых родных свою злобу вывернул. Скажи, что такого случилось в твоей жизни, что из нормального человека превратился в такое дерьмо?» «Я никого не предавал. Вы сами себя сдали врагу», — зло прошипел младший. «Добровольно. И теперь будете ходить под хозяином, вымаливая милостыню». «Ты, Костя, язык-то укороти!» Михаил перестал улыбаться, видимо, справился со своими эмоциями. «Ни под кем мы не ходим, и хозяина у нас нет, в отличие от тебя. Только ты совсем идиот, раз считаешь, что ушастым есть дело до простых землян. Им нужны были ресурсы этой планеты, а ты сделал все, чтобы преподнести все это на блюдечке». «Вы, люди, настолько двуличные, что даже не замечаете, что насквозь пропитаны ложью, в которую сами верите». Константину явно не пошло на пользу очищение организма от яда. Все оказалось гораздо хуже. Изменения случились в его разуме, а тут никакая чистка от химии не поможет. «Может, прибить тебя, чтоб не мучился?» — поинтересовался Миша. «Явно же беда с башкой, причем серьезная». «Мы поступим иначе», — ответил я, а сам активировал печать, наложив ее на младшего брата. Вряд ли ее кто-то заметит, все же мифический ранг. А Костя не того полета птица, чтобы предстать перед столь сильным игроком. Так что брат сам приведет меня туда, где обитают его хозяева. Ну а дальше все зависит от того, как проявят себя кураторы Константина. «Только не говори, что собираешься отпустить его», — нахмурился Михаил. «Эх, как хорошо играет. Прям натурально. А ты сможешь его убить? Или постоянно держать в клетке? Я, например, не готов к такому». Мне пришлось сдерживать рвущуюся наружу улыбку. «Так что пусть проваливает с земли. Здесь ему не место». «Я тебя убью», — сказал, словно плюнул Костя. «Не прощу убийства моей...» «Пасть захлопни», — оборвал я младшего. «Что ты знаешь о нелюдях, щенок? Только то, что тебе позволили увидеть. Я тоже кое-что видел. Хочешь узнать правду? Посети хотя бы один нечеловеческий мир, где тебя никто не будет контролировать. И посмотри, в каких условиях там живут люди. Только ты не пойдешь. Зачем? Ведь добрые ушастые и так все расскажут и покажут. Все, проваливай.
Мария, отпусти этого идиота!» «И все-таки я думаю, что мы зря его отпустили», — не сдержавшись, произнес Михаил, когда мы шагали по подземному коридору. «Не отпустили, а дали последний шанс. А еще он должен привести нас к тем, кто пытался захватить землю, но уступил новому правительству. Кстати, надо бы посетить одного знакомого. И желательно прямо сейчас». «Кто такой? Уже решил, кто с тобой пойдет?» — поинтересовался брат. «Один пойду. Остальным там делать нечего», — ответил я чистую правду. И тут же соврал. «Дело простое. Всего лишь переговорить с одним человеком». «Информатор?» — уточнил Михаил. «Может, возьмешь с собой несколько бойцов? Все-таки непростой человек». «Да под тобой почти треть планеты ходит, так что надо соответствовать». «Нет, если толпой придем, можем спугнуть. Так что один разберусь. Нашим и так есть чем заняться. Вон только в город уехало разом 5 пятерок». «Ну, как знаешь», — покачал головой старший Глебов. «Тогда я займусь инвентаризацией трофеев. Мне тут Игнат список выдал на 70 человек, с пометками о классах, уровнях и прочем. Надо посмотреть, может, кому что пригодится. Разумеется, во временное пользование». «Давно пора этим заняться», — согласился я, порадовавшись, что брат сменил тему. Мы как раз в этот момент вышли в зал ожидания. «Ну, тогда я пойду. Соберу гостинцы для знакомого». На самом деле сборы не заняли много времени. Эрготрон, эргобой, 2 легендарные эргомины в рюкзак, спутниковая связь — вот, пожалуй, и все, что мне было нужно. Остальное уже и так было при мне. «Мидас, предупреди всех заместителей, что я отлучусь ненадолго». «Будет выполнено, владетель», — не удержался помощник. «Хорошо. Мария, поднимай фрегат и выводи его на низкую орбиту. Возможно, нам потребуется показать силу. И еще, я сейчас отправлюсь в другую локацию и оттуда свяжусь с тобой. Зафиксируй новое место моего нахождения, и как только скажу «тралики-валики», выдвигайся по координатам и начинай там равнять все с землей». «Капитан, ты собираешься в гости к врагу?» — уточнила Иск-Ин. «Можно и так сказать. Только враг не ждет меня. Все, выполняйте приказ». Вновь спустившись в тоннель, я активировал мины, взяв по одной в каждую руку. Стоит отпустить их, и через 2 секунды произойдет детонация. Все, теперь можно активировать портал. -1 легендарный кристалл, и я шагнул вперед в оранжевый пробой, чтобы в следующий миг оказаться в большой комнате с высокими потолками и 2 большими люстрами, свет от которых мог бы ослепить меня, если бы не сработала нейросеть. В шаге передо мной длинный широкий стол, за которым сидят 10-2 игроков, причем весьма непростых. Уровни от 10 до 12. На многих имеются легендарные артефакты, и почти все состоят в кланах, название которых начинается со слов «новое правительство». «Черт! Это я удачно зашел!» — самопроизвольно вырвалось у меня. «В зале посторонний!» — крикнул один из присутствующих, пытаясь подняться на ноги. Поздно. Содержимое моих рук уже полетело в разные стороны стола, а я тут же активировал умение мифического ранга — мину, выбрав местом активации самый центр всего этого сборища, и сразу начал отступать к стене, одновременно активировав мысленным приказом спутниковую связь, а также снимая правой рукой со спины эрготрон, левой эргобой. Ох, сейчас повеселимся! И плевать, к чему это приведет. Я и не мечтал встретить всех этих гнид в одном месте, так что не упущу такой шанс. Одновременно 2 взрыва вспухли в разных концах стола, напрочь выжигая все, что встретилось на пути. Меня тоже зацепило, но не критично. Все же на мне сразу 2 защиты, легендарная и мифическая. Первую тут же снесло, как пушинку, а вот вторую едва зацепило. Это только начало, так что лучше обновить обе, что я тут же и сделал, после чего начал перекачивать энергию из внешних накопителей в уникальный встроенный модуль и внутреннее ядро. Второй взрыв оказался слишком мощным для здания, в котором мы находились. В том месте, где располагался стол, словно вспыхнуло солнце. Температура была такой, что я почувствовал нестерпимый жар даже сквозь защитные способности и артефакты. Хорошо еще, что хватило ума прижать к себе руки вместе с оружием. Сверху обрушилось что-то тяжелое, и меня тут же швырнуло. Сначала назад, потом в сторону, но через несколько секунд все затихло. Перед глазами все плыло, то ли от вспышки, то ли от резкого перемещения, к которому я оказался не готов. Мифическую защиту, если верить голосовому сообщению нейросети, снесло, а легендарную настоятельно рекомендовалось обновить. Что ж, к этому стоит прислушаться.
Наконец зрение восстановилось, и я попытался осмотреться. Увы, но весь обзор перекрывали многочисленные сообщения от упорядоченного. Позже прочту, сейчас главное понять, где и что происходит вокруг. Смахнув послание, я все же огляделся. Да, возможно, здесь когда-то стоял весьма красивый замок или дворец, стилизованный под древность. Только стройматериалы были современными. Бетон, арматура. Кругом царили разрушения. Уцелела лишь облицованная камнем ограда и немного стены слева от меня. И ни одной живой души внутри декоративной стены, едва ли превышающей 3 метра. «Мария, меня слышно?» — произнес я, активировав спутниковую связь. «Да, капитан, и даже видно. Ну и забросила тебя аж на другую сторону планеты». «Что видишь в радиусе километра от моего местоположения?» «Дорогу, несколько небольших строений, лес». «Похоже на какое-то уединенное место», — сделал я вывод. «Мария, мы, похоже, накрыли всю верхушку нового правительства. Часть из них, скорее всего, имела амулеты воскрешения, но мне кажется, что половину мы точно устранили. Так что проявляй бдительность и выявляй странности за планетой. А мне пора возвращаться. Вот только присвою локацию клану Урал». Разбор завалов, под которыми находились десятки легендарных артефактов, дело полезное. Кузьма Спиридонович, когда узнал, зачем я привел его в эту локацию, так и сказал. «По камушкам все разберем, но нужное отыщем. Нам бы технику еще раздобыть». По дороге в километре отсюда есть небольшой поселок. Там есть парочка тракторов и грузовики. Ребята из охраны помогут пригнать их. В общем, пообещай работягам, что за каждый артефакт они получат по эпическому кристаллу. «Сделаем, командир!» — закивал головой бывший пасечник, благодаря упорядоченному получивший вторую жизнь. «Главное, чтобы дружки тех, кого здесь привалило, не пожаловали». «Не придут», — успокоил я Спиридоныча. «У них сейчас других забот хватает». Мои слова были подтверждены знаниями, полученными из сообщений. Оказалось, что я действительно попал на сходку глав Альянса, где уничтожил 90% лидеров. Лишь 2 человека смогли возродиться благодаря артефактам Возрождения. Но это уже ничего не решало, так как упорядоченное засчитало мне победу. «Владетель Парторг, ты в одиночку уничтожил 90% лидеров Альянса кланов «Новое правительство». Альянс получил критическое поражение и принудительно расформирован. Кланы, состоявшие в нем, согласно директиве 11, переходят в подчинение владетеля Парторга. Получено активов. КСО 14 миллионов 760 тысяч 437. Кристаллы 98 миллионов 412 тысяч 60 простых. 60 миллионов 345 тысяч 920 улучшенных. 124 тысячи 175 редких. 14 676 эпических, 392 легендарных. Артефакты из клановых хранилищ. Для изъятия необходимо посетить места хранилищ в течение 10 дней или выставить содержимое на аукцион. 100 567 простых, 71 967 улучшенных, 1289 редких, 564 эпических, 17 легендарных. От привалившего мне добра я на время даже растерялся. Попросту не привык оперировать столь огромными объемами средств. Да уж, придется искать хороших управленцев с соответствующим классом. Однако, столь внезапная победа подкинула нам и проблем. Во-первых, представителям клана Урал требовалось в 10-дневный срок посетить все локации ранее, принадлежащие новому правительству, чтобы на месте взять участки планеты под наш контроль. Иначе потеряем их. Так что пришлось лезть в клановые настройки и там основательно разбираться с допусками и разрешениями. А еще я выяснил, что на самом деле представляет из себя статус владетеля, после чего понял, насколько попал. Это была уникальная должность, имеющая почти административные права в отдельно взятом мире. Упорядоченная наделила меня властью, от которой мне хотелось бы держаться подальше. Возможность регистрировать новые подконтрольные мне кланы, право создавать задания для игроков, до легендарного ранга включительно, и многое другое, от чего у меня кругом пошла голова. Так что я покинул ремесленную и пока что не спешил в нее возвращаться. А еще у меня появилось персональное задание, выданное упорядоченным, и от него нельзя было отказаться. Зато теперь стало ясно, за что меня наградили фактически бессмертием. Таким образом, оно защитило того, кто диктует ее волю. «Капитан, первые игроки отправились выполнять задание», прозвучал в ухе голос Марии, отвлекая от размышлений. «Это хорошо. Значит, мы предложили хорошую награду.
ответил я, улыбнувшись. Еще раз окинув взглядом руины, оставшиеся от замка, я напоследок помахал рукой Спиридонычу и открыл портал домой, к космопорту. Все, хватит уже самому носиться по локациям. Хотя нет, есть еще несколько дел, требующих моего личного вмешательства. Эпилог. Меня в этом мире явно не ждали. Впрочем, как и любого другого человека. Потому что место, где находился младший брат, больше всего походило на камеру-одиночку для заключенных. Константина я едва узнал. Одежда вся в лоскуты, тело один сплошной синяк. Похоже, его очень долго и умело били, прежде чем бросить сюда. А ведь еще не прошло и суток. «Опять!» — произнес младший Глебов, не поднимая головы с деревянных нар, на которых он едва помещался. «Я же сказал, что не знаю. Как еще попасть на Землю? Старые точки выхода не работают». «Вижу, ты неплохо здесь устроился», — прервал я брата. «Это такой вид гостеприимства у остроухих? Оригинально». «Ты?» Константин резко развернулся и, морщась от боли, сел, вперив в меня взгляд полный ненависти. «Это все из-за тебя!» «Из-за меня ты еле живой и находишься в камере, условия в которой хуже, чем в загоне для свиней?» — уточнил я. «Костя, что с тобой? Почему ты стал таким тупым?» «Они любили меня, а вы только что-то требовали постоянно. Даже мать. Ненавижу вас всех!» «Ты мать не трогай!» — мгновенно вспылил я. «Совсем охренел? Она любила тебя так же, как и нас!» «Да ладно!» — усмехнулся Константин. «Сережа такой молодец, подарил мне то, сделал это. Миша заботливый, всегда свозит куда надо. А от тебя, Костя, одни проблемы. Так она мне говорила». И была права. Сколько ты ей крови попил? Хоть бы раз прислушался к тому, что она говорит, произнес я и вдруг совершенно внезапно для себя почувствовал, как ярость покидает меня, сменившись спокойствием. Нет, зря я сюда пришел. «Что? Замолк? Давай рассказывай, какое плохое, а вы хорошие!» Зло ощерился Константин разбитым ртом. «Знаешь, что мне сейчас интересно?» Я окончательно успокоился. «Когда мы упустили тебя? Ведь ты был постоянно под присмотром». «Нет, Костя, я ничего не буду больше говорить тебе. Слышал такую поговорку? Собаки — собачья смерть. Думаю, ты понял, к чему я клоню. От себя добавлю лишь, что предателей никто и нигде не любит. Прощай». «Да мне плевать на тебя и на всех вас, двуличные твари!» — ответил сидевший передо мной человек, которому я уже не испытывал ни родственных чувств, ни сострадания. «Наслаждайся жизнью с ушастыми», — все же произнес я. «Уж они относятся к тебе с пониманием». И открыл легендарный портал, чтобы переместиться в еще одно место, запланированное на сегодня. С этой минуты у меня больше не было младшего брата, а у одного предателя — дороги на землю. Лесная поляна встретила меня не щебетом птиц и другими звуками леса, а ревом бензопилы. Надо же, кто это здесь такой работяга? Закрыв портал, я отдал через нейросеть приказ аэромобильному дроиду подняться вверх, а сам двинулся на звук. Далеко идти не потребовалось. К тому же меня заметили и прекратили работать. «Клещ, ты что, решил обосноваться здесь?» «Вроде того. Увы, но все ранее доступные мне точки выхода заблокированы, а уходить в другой мир у меня нет желания», — ответил бывший следователь. «К тому же я потом не смогу вернуться. Так что решил, что обустроюсь здесь. Благо, у меня есть запасы кристаллов и КСО, на благоустройство их хватит». «Достойное занятие», — согласился я. «Один на природе, мечта одиночки». «Можно сказать, моя мечта». «И кто сказал, что я один?» — улыбнулся Орлов. «Чаю хочешь? Я тут чабреца насушил. Отличный тонизирующий напиток получается». «Пожалуй, приму твое приглашение. Заодно кое-что обсудим». «Вот и отлично. Гости у нас теперь редко бывают». Клещ повернулся в направлении охотничьей избушки и крикнул. «Саяна! Накрывай на стол, у нас гость!» Разговор с Орловым был недолгим. Следователь отлично соображал, и новости, которые я принес, не были для него сюрпризом. На мое условие вступить в клан или получить браслет подчинения он выбрал второе. При этом воспринял ограничение своей свободы философски. «Кого-то другого я бы обманул, но ты, Глебов, из другого теста. С тобой проще договориться.
Знаешь, это редкое качество среди разумных — добиваться своей выгоды, но при этом оставаться человеком. Может быть, я и вступлю в твой клан, но позже, не сейчас. Хочу отдохнуть». Так мы и расстались с ним, с ощущением, что скоро вновь увидимся. Во всяком случае, я был в этом уверен. Ну а дома меня встретил гул множества работающих двигателей, голоса, отдающие приказы, и много работающих людей. Главную локацию клана «Урал» спешно превращали в могучую, неприступную крепость. «Командир, твое присутствие требуется в зале совещаний», тут же связался со мной Мидас. Волан поднял вопрос о переносе всех производственных мощностей под землю и закупку новых, дополнительных ремонтных комплексов. «Через 5 минут буду на месте», — ответил я и тут же добавил почти шепотом. «Черт, с таким подходом надолго меня не хватит. Нет уж, ребята, мы на такое не подписывались». «Командир, повтори новый приказ, я не расслышал», — вновь прозвучал в ухе голос заместителя. «Говорю, надо больше хороших управленцев. Намного больше. И вообще, мне в отпуск пора. Я его заслужил». Конец 3 книги.